потребности и наперед давать самые выгодные рекомендации. Окружая вас опять вниманием, искусственный интеллект позаботился и ранности вашего здоровья. Умное зеркало в ванной комнате, используя алгоритмы распознавания образов и визуальной диагностики, даст рекомендации по приему необходимых витаминов и физических упражнений, а также сделает все, чтобы улучшить вам настроение. Тысячи приложений и датчиков созданы для того, чтобы держать под контролем пульс, состояние сосудов, крови и давление. Они способны на ранних стадиях диагностировать множество опасных болезней и заранее сообщить о необходимости посетить доктора. Могут предотвратить инфаркт, онкологию и другие опасные заболевания. Так, IBM выпустила приложение для онкологов. Система содержит 600 тысяч медицинских заключений и 2 миллиона страниц из медицинских журналов. На основе этой информации искусственный интеллект выдает эффективные рекомендации по проведению дополнительных анализов или плана лечения, повышая точность постановки диагноза на 40% и вдвое сокращая стоимость медобслуживания. Но это лишь малая доля того, на что он способен. Нанороботы под управлением нейросетей могут диагностировать заболевания и доставлять лекарства непосредственно в поврежденные ткани. Следующий шаг – перестаивание организма на молекулярном уровне с любой цене, вплоть до восстановления потерянных конечностей. А что насчет банальных бытовых вопросов? Специально для любителей беззаботной жизни компания Samsung создала Handy с встроенным искусственным интеллектом, способного собирать в доме белье, загружать посудомоечную машину, нарывать на стол, поливать и переносить напитки. Тоже умные охранные системы позволяют блокировать доступ к дому при обнаружении подозрительной активности, автономно оповещать службы экстренной помощи и предотвращать кражи. Но и это еще не все. Искусственный интеллект показывает выдающиеся успехи даже в творческих сферах. Он создает картины, музыку, фильмы и даже литературные произведения. Так, искусственный интеллект GPT-2 написал свою первую пьесу, причем ему удалось создать нечто похожее на футуристического маленького принца. А разработка Jukebox от компании OpenAI пишет музыку со осмысленными текстами и вокалом. Любителям же поэзии инструмент от Google Verse by Verse поможет создать восхитительные стихотворения. Но искусственный интеллект способен и на более серьезную работу. Например, оцифровку всех библиотек и архивов с возможностью доступа к ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой точки мира. Кроме того, он умеет распознавать голоса и тексты на разных языках с переводом на любой другой язык, а также обучать людей рисовать, сочинять музыку и даже программировать. Какой бы сферы мы ни коснулись, искусственный интеллект везде готов предложить нам свою цифровую руку помощи, причем даже в юридических вопросах. Виртуальный юрист Do Not Pay за первые 2 года работы выиграл более 160 тысяч дел, затрачивая не более 2 минут на каждое, существенно экономя время, а также средства своих клиентов. И возможности искусственного интеллекта только растут. На японской робототехнической фабрике Fanuc сотни роботов самостоятельно строят других роботов и уже не нуждаются в помощи человека. По миру существует десятки тысяч производств, на которых участие человека практически не требуется, так как основную работу выполняют машины. Возможно, впервые мы сможем освободиться от тяжелого и рутинного труда. Но все это только малая часть достижений, которые уже привнес искусственный интеллект в нашу жизнь и привнесет в ближайшее время, так как темп его развития близок к экспоненциальному. А это значит, что технологии становятся все совершеннее. Можно только представить, какое прекрасное будущее нас ждет. Главное, что будущее наступило.
То, что мы увидели в этом видео, это всего лишь малая часть того, на что способен ИИ. И более того, уже прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, эти технологии с каждой секундой становятся еще совершеннее. Вы спросите, как такое может быть? Это происходит потому, что ИИ обучается без остановки, 24/7. То есть он не просто самостоятельно развивается, а делает это непрерывно. Он накапливает опыт миллионов специалистов, собирает информацию обо всех и всем, прокачивает свои возможности ее анализировать и все помнит. Поэтому его развитие оценивается как развитие по экспоненте. А что такое экспоненциальный рост? Это когда долгое время развитие может быть незаметно сразу, при этом с определенного момента оно начинает увеличиваться, а потом резко вырывается вверх, как показано на графике. Вот что происходит сейчас с ИИ. Более того, мы даже не осознаем, что сами тренируем ИИ каждую секунду. Выбирая статью для чтения в интернете, используя онлайн-переводчик, делясь результатами своей профессиональной работы, используя социальные сети, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Netflix yani platformlar ulonchilar ma'lumotlarni yig'nab, olib tushunayotgan algoritmlar va bular sizga o'rganganlar алгоритмах va поведения и biz sizning эмоционального iste'dodingizni esa Все hujurlaya. для того, чтобы понять, что нужно людям и как оптимизировать нашу жизнь и сделать все, что мы делаем, намного эффективнее, удобнее и быстрее. Рабочие процессы, созданные искусственным интеллектом, в миллионы раз эффективнее, чем те, которые организованы Emeli людьми. angulen Теперь döredilen человек, который zatlar, emeli непосредственно ang занимается işçiligi, разработкой искусственного adam интеллекта более döredilen 25 лет, zatlaryny был has одним işçi из bolup, тех, кто ol ввел has понятие üstün ýagdaýda bolýar. общего искусственного интеллекта, расскажет нам о перспективах ближайшего будущего. Питер Восс. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Питер Восс. Я генеральный директор и ведущий ученый компании AIGO AI. Я рад присутствовать на конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. И надеюсь, что смогу внести свой вклад. По моему мнению, суперинтеллект обязательно появится. Я уверен, что он будет интеллект человеческого уровня, который сможет решать проблемы, и он появится Global довольно derejede скоро. problemlarga metin çözüjüne Но нет aydın абсолютно misal никаких berýär. причин, чтобы его развитие остановилось на уровне человека. Когда человек больше не участвует в этом процессе, интеллект может довольно быстро развиться при наличии достаточной вычислительной мощности. На самом деле, я считаю, что при правильном подходе мы легко сможем получить интеллект на уровне развития человека меньше, чем за 10 лет. Просто нужен правильный подход, правильная архитектура, понимание интеллекта и создание системы, которая действительно отвечает требованиям интеллекта. В конечном итоге искусственный интеллект станет воплощением мечты. Но также важно, чтобы, например, один искусственный интеллект специализировался на исследовании рака. Emeli ang 1 А milyon затем kopyasını alıp, можно взять миллион копий этого искусственного rağa интеллекта, karşı bir tapar обладающего maglumatları глубокими знаниями в edinidi области hata edeli. исследования рака. И эти миллионы Ol искусственных bize dur интеллектов görünüşdäki теперь могут ugurlary разойтись tapyp, и исследовать различные идеи и направления. olaryň öz arasyna И duýgy они ýok, olar общаются друг с bir-birini другом. guruşýarlar У we них нет 7-24 эго, işläp, мешающего им olar общаться hiç друг с другом. Они insin работают bölenok. 24/7. Их не отвлекают подруги, парни и прочее. У них идеальная память. Представляете, какого прогресса мы добьемся в науке, будь то изменение климата, планирование жизни или лечение болезней, будь то загрязнение окружающей среды. У нас будут миллионы очень умных исследователей, которые смогут разобраться в этих проблемах
решить гораздо быстрее, лучше, чем Mağazanın с посторонней помощи. Sağolun, görüşmek diyelim, mevzuda tavsiyekat optimistik. И с большим энтузиазмом Hava ila haqiqata guruşadan birin görýärmi. Men fikrimçe köp gurulayan kriz nokatları hakykatdan hem teknologiýalaryň jogabydygyna inanýaryn. я тоже много размышляю над Emeli aňy bu potensial krizleri ýeňip geçmege kömek etmek iň çarpyk solomyny görýäryn. Я думаю, что искусственный интеллект — это самый быстрый способ Bu raňowy, sağ olun. с этими потенциальными кризисами. И это замечательно. Спасибо. Thank you so much, Peter, for sharing with us. Спасибо, Питер, что поделились с нами концепцией суперинтеллекта. Объединение искусственного интеллекта в одну систему обязательно многократно умножит его потенциал. И это позволит не только упростить нашу жизнь, но самое главное — спасти миллионы жизней по всей планете. Вот представьте, скорая помощь и служба спасения всегда приедут вовремя к тем, кто в них нуждается, потому что искусственный интеллект будет все контролировать, весь городской транспорт. В случае стихийных бедствий искусственный интеллект организует эвакуацию людей в безопасные регионы в кратчайшие сроки. И никакие преступления не останутся безнаказанными, и, соответственно, их вряд ли кто-то будет совершать. Это не только поможет улучшить жизнь на нашей планете, сделав ее более комфортной, безопасной и красивой, но и позволит нам выйти за пределы Солнечной системы, фактически исследуя просторы космоса. И это лишь малая часть того, что будет возможно в ближайшие годы. Да, все это правда, и развитие искусственного интеллекта может сделать нашу жизнь лучше, проще, безопаснее. Оно может избавить нас от рутинной работы, ошибок из-за человеческого фактора. Но все это будет возможно только в созидательном обществе. А в обществе потребления, в котором мы живем сегодня, это оставит нас без работы. И под «мы» я подразумеваю себя, вас и всех, кто смотрит. Если ты, мой друг, думаешь, что тебя это не коснется, не обманывай себя. И во время сегодняшней конференции ты поймешь, почему. Давайте посмотрим, в каком обществе мы живем сейчас. С детства нас учат курировать ради прибыли, славы, власти. Из нас участвует в жестком соревновании, который желает сильнейший. То же самое происходит и в бизнесе. Каждая компания, каждый бизнес стремится к максимизации прибыли и к снижению затрат, не особенно расстраиваясь, если при этом страдает качество. Ведь единственная цель — это увеличение продаж. Такой игры потребления, как мы сами установили. Мы дошли до абсурда, когда лечение пациентов считается неустойчивой бизнес-моделью, поскольку главной целью фармацевтической промышленности является стабильный денежный поток, согласно исследованию Goldman Sachs 2018 года. И при таком подходе считается ли сохранение рабочих мест устойчивой бизнес-моделью? Делают ли люди производство более прибыльным? Напротив, люди — это мертвый груз, от которого компании хотят избавиться. Например, все крупные транспортные компании вкладывают огромные средства в разработку автономных автомобилей, чтобы избавиться от основной статьи расходов — зарплаты водителей. То же самое уже происходит во всех отраслях промышленности, а дальше будет только хуже. По большей части люди выполняют монотонную работу, следуя заданному алгоритму. И как вы думаете, кто более эффективен в этом деле, человек или машина? Искусственный интеллект в 99% случаев может работать лучше человека, а создание производства с помощью роботов обходится гораздо дешевле, чем с помощью людей.
Машины и нейронные сети не устают, не болеют, способны выполнять огромное количество операций одновременно. У них не бывает плохого настроения, им не нужны отпуска, они не совершают ошибок, и самое главное, им не нужно платить зарплату. В потребительском формате общества, как бы вы не любили людей и не хотели держать их на работе, если ваши конкуренты внедрят автоматизацию, вам придется сделать то же самое. Иначе вы сами выйдете из бизнеса. Если вы, мой друг, думаете, что, занимая руководящую должность, вы по-прежнему будете предлагать свои услуги, не обманывайте себя. Как только искусственный интеллект начнет сам определять для себя задачи, потребность в менеджерах тоже исчезнет в мгновение ока. И искусственный интеллект уже знает, как это сделать. Кредит Вы bilsеңiz, можете подумать, ух ты, ajoyib здорово, robotlar он bizning может uchun ederler. делать все за нас, Deyin мы alars, будем ýa отдыхать, derejede заниматься ederiz. творчеством. Ýöne özümizden soram Но alars. спросите себя, Pul nerden alars? откуда мы деньги возьмем? Galerse sarf edici В cemiyetine конце концов, в hemezat üçün pul обществе tölemeli. потребления за все нужно Iş платить. yok, А pul yok. нет работы, нет денег. И кто будет в таком случае содержать людей, чью работу теперь выполняют машины? И для кого эти роботы будут производить товары, если никто не сможет их купить? И что будут делать люди? Как вы думаете, миллиарды людей без средств к существованию будут просто тихо сидеть и ждать чего-то? Açlyk, Или они будут бороться за Көчелерде свою жизнь и, Кон- умирая от Конор голода, Тармазы. восстанут на улицах? kanuniyet kötmek many Очевидно, что Cemiyetin достаточно görüşini просто kötmeli. поменять законы. Нужно менять формат общества. Если Pul в sarf обществе edici cemiyetinde потребления главной ценностью kymmat являются bolsa, деньги, derejeli то kıymetinin всегда esas этим kymmatlyk главной adam ценностью bolşydyr. является Durmuşyňyzyň, человеческая çagalaryňyzyň, жизнь, ýakynyňyzyň durmuşy. ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших близких. Taýasam. То, о чем мы сейчас говорим, уже Teatrki обсуждается kuruluşan и adamız вызывает eýama aral опасения у maslahatçylar специалистов в we области охраны zähmeti труда. goramak boýunça hunarmendleriň arasyny alada derýär. Насколько Işsizlik критично уже ýagdaýynyň сейчас eýam ситуация näme в derejede трудовом möhümdüň офисе we и какие maşinlaryň опасности giňden подстерегают нас в связи с çalışma we повсеместной bizim заменой näili труда howplar arşan we машинами, halkara täkmin kuramasyň geňeşçi расскажет Ivan Айван Idrovdan Идровдан, eşdeli. внешний консультант Международной организации труда. Да, включи. Включи. Спасибо большое, что пригласили меня. Sağ olun hakikaten. Bizler cemiyetimizin kärhany ýarşyna ýeňilmekler üçin adamlar maşinen çalışmagy çalışýar. Önümleri gowulaşdyrmagyň nukta nazarına sersen, maşinler ýakyn wagtda adamlardan has gowda eder. Когда люди живут на Hiç kim менее işten чем çykjak $100, adamlara это уже talep считается etmez. бедностью. Ник доктор Сейчас работающие люди доходят до уровня крайней нищеты, становятся беднейшими из бедных, зарабатывая меньше $1, а то и не зарабатывая вовсе. А теперь, если хотите, давайте взглянем, какие секторы и каких именно видов профессиональной деятельности, вероятнее всего, будут затронуты или уже затронуты внедрением новых технологий. Нас, живущих на этой планете, уже почти 8 миллиардов. Половина из этой цифры заняты в таких сферах деятельности, как сельское хозяйство, рыболовство, лесное хозяйство и цепь производства пищевой продукции. И если посмотреть количество людей, задействованных в этих базовых профессиях, то можно увидеть, кого это затронет до того, что они не могут перепрофилироваться. Они не могут так легко переквалифицироваться, как, например, это можно сделать в других отраслях. Я хочу сказать, что этого недостаточно для того, чтобы повысить производительность. Так что все сводится к производительности. А если производительность страдает, это значит, что у вас выше расходы. А если у вас выше расходы, то ваше предприятие менее эффективно, а значит и менее конкурентоспособно. И вот, если у вас есть конкурент, то вы в менее выгодном положении, так как рыночная система требует с одной стороны качества, а с другой конкурентную цену. Поэтому, когда у других цена ниже, они идут вперед.
И вот эта гонка за ценой и приводит к этой проблеме. И получается, что искусственный интеллект и производство будут развиваться, какую бы технологию мы ни взяли, в сторону замещения людей как рабочей силы. И это в первую очередь затронет сельское хозяйство, лесную промышленность и другие виды деятельности, где человеческий труд легко заменим. Это уже будет в промышленности. Почему? Потому что ручной труд в производстве – это неэффективно и дорого, поскольку необходимо выплачивать более высокие зарплаты. Я не поддерживаю это, я просто описываю ситуацию, когда технологии могут заменить человеческий труд, потому что так легче. Если, положим, ГУ персонал 2000 рабочих мест в своей компании, внедрив автоматизацию, чтобы заменить рабочую силу, тогда я точно буду более эффективен. А эффективен значит и более производителен. То есть я сокращу затраты как никто другой, и это значит, что будут привлечены большие инвестиции. Конечно, это потребует больших финансовых ресурсов, но с другой стороны, мне будет нужно меньше рабочих. Каждый вид деятельности и каждая профессия в мире может быть замещена. В конечном счете имеет значение лишь то, сколько денег я заработал. Вот и все. Так обычно ведутся дела в бизнесе. Имеется в виду, что я заменю любое количество рабочих, людей, специалистов, кого угодно, если прибыль покажет полные цифры. Вот и все. Мы обязаны уйти и перейти на созидательный путь. Это созидательное общество, я так считаю. Это именно то, что нам нужно. Это потребует времени и усилий, и нужно будет работать сообща. Но это начинается с каждого человека. Это должно идти из личного желания. Спасибо, Айван. Действительно, в нашем обществе потребления, например, предприятиях стремятся заменить человека машиной, чтобы не быть в конкурентной борьбе. И если смотреть на ситуацию с точки зрения совершенствования ПЦИ, то скоро машины будут делать абсолютно все лучше людей. И никому не будет дела до людей, которые останутся без работы. Далее. Доктор Томас Штрауб, профессор кафедры международного менеджмента Женевской школы экономики и менеджмента, скажет о том, как четвертая промышленная революция повлияет на все сферы жизни человека и почему нам необходимо построить создательное общество, чтобы эти технологии использовались для улучшения жизни каждого человека, а не во вред нам. Я преподаю международный менеджмент в Женевской школе экономики и менеджмента Университета Женевы и являюсь директором магистерской программы в области ответственного управления. Занимаюсь исследованиями в различных областях слияния и поглощения, современных инноваций, а также правонарушений. Являюсь автором книг и статей по данным темам, на которые ссылаются и другие авторы. Полагаю, что четвертая промышленная революция, конечно, повлияет на все виды систем, включая новые управленческие системы макроуровня, такие как политическая, но также может повлиять и на микроуровень, то есть на систему управления внутри компаний и организаций. Считаю, что брутвы в нашей экономической и правовой системе в целом также повлияет то, как мы определим, а что нет, и каким образом мы учимся, живем и взаимодействуем с другими людьми. Лично я думаю, что нам нужно будет учиться и активно влиять на систему, чтобы она приносила человечеству пользу. То есть, чтобы система была направлена на благо человечества, а не против него. Другими словами, технологии должны приносить пользу и защищать человека, его права, нормы и ценности. Кроме того, решения должны приниматься по принципу инклюзивности.
Правительствам, политическим деятелям, организациям и обществу в целом необходимо активно и инклюзивно включаться в этот процесс преобразования. Как я уже говорил ранее, и это соответствует ценностям проекта «Созидательное общество», технологии должны применяться в интересах человечества, защищать человека и его права. Ведь права человека являются важным аспектом этого процесса. Нужно обеспечить соблюдение норм и уважение ценностей, но, на мой взгляд, еще должна быть инклюзивность. Те решения, которые мы будем принимать в будущем, должны приниматься совместно и учитывать права всех категорий граждан, организаций и разных людей. Спасибо, доктор Штрауб, что напомнили нам о том, что технологии должны использоваться только для улучшения нашей жизни. И давайте не забывать, что искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, а любой инструмент может быть использован как во благо, так и во вред. Сегодня специалисты по ИИ активно разрабатывают самообучающиеся системы, в которых они видят наибольший потенциал. Но какие угрозы это несет для нас? Давайте послушаем эксперта Игоря Новикова, главу киевского отделения Singularity U. По большому счету, сейчас уникальное в истории человечества время, в том смысле, что меняется действительно все. И если мы говорим о рисках, то риски توكل شوي لت أخلو الوردوار كايتو نقف قدمية سلقمانسلق إنتر تاين لهم ذو أشكر كذي خوان ويتكم مولى بعض شوي ثم كير ميرو معلومات داري يقين واصل بوجب نتيجة لرده جواب برمانة تيار социал улгом jamiyatchilik с точки зрения социального строя, социальных институтов, в принципе, сейчас уже ставится под вопрос все. Romanın nokta nazarına hedef koydu. Metafor edilir. Bizim için bağlığı paylaşmak en adette usulü iştiler. Ama borsa zahmet avtomatikten qorulmayar. İşsizlik artar. Sol vaqtın adında bu manayda mesela bizim bunga tayinlik aslında bu hakta ne edeceğimiz var da adı cevaplarımız yok. İşimi bes etmezsek maşgılamı ne beklemeli, ne edilmeli, kazanç etmeli, esası ve esaslar zevurlarını düşünetmeli. Bu manayda da otlayacağım gitti. Ne varsa ona yetme için lügayarız. Hazır kıvatta yağda şeyler. Hatta global kıyınçılıkya mağzamız yok. Misal için emel intellekt umuman texnologiya haqida gurulishgan olsak, uchta o'zgarchilik bor. Misol uchun internet eng yuqori darajada yetmedik texnologiya. Her kim biriktirilgan global bağlantısı bilen zat yok. Şol vaqtın özünde internetde hem dünyany düp götürüp gitdi we ona we ziyan tarapları. Köpsün gönlüne bağlanışıklı. Biz olar haqda düýbüne pikir etmedik. İqtisadi texnologiya ötküsler haqda pikir etmedik. İnternet säpäpde çykan texnologiya işsizlik haqda pikir etdik. Emma hakykatda hakly texnologiýalarda serisiňiz internet 300 iş ölür texnologiýalaryň berdir. Täsirçilikler artýar. Gadget we targýaryan islendik. Bir adama şol iş ýerine ýetirip iň ýokary derejä тем самым увеличивают до пика конкуренцию и удешевляют. Täsirçilik organlary we hyzmat bakan meselelär diýjek bolýarlar. Biz hiç wagtdan texnologiýa oýlap tapmak, ony ösdürmek hiç wagt öňüne pikir etmeýär. Теперь два остальных фактора, вот если мы говорим конкретно об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект на сегодня в первую очередь несет в себе угрозу предвзятости. То есть простое правило. Если датасет, на котором обучена нейронка, составлялся людьми, то действие и работа, и качество работы этой нейронки будет вот зеркалом датасета. То есть, по большому счету, если у нас будут травы заложенные в датасет, либо религиозные, либо какие-то еще, то нейронка, которую мы считаем абсолютно рациональной, будет на самом деле иррациональной и предвзята так же, как и ее создатель. Это вот первое
проблема. А вторая проблема заключается в том, что, несмотря на то, что вот сегодня мы намного лучше понимаем, как нейронные сети принимают решения, чем мы понимали там 3-4 года назад, мы все равно до конца не контролируем вот процесс принятия решений, не мониторим даже процесс принятия решения. При этом мы искусственному интеллекту доверяем все больше и больше ежедневных задач, причем некоторые, которые из них касаются вопросов жизни и смерти многих людей. Я говорю о применении машинного обучения в медицине, в энергетике, там, в чем угодно. Да? При этом, де-факто мы не понимаем, как это условный черный ящик, хотя это не черный ящик, это нолики и единицы бинарного кода, но все-таки. Как этот черный ящик устроен? Мой любимый пример, хоть он и кажется фантастическим, но прецеденты в истории человечества уже были, это вспышки на Солнце. То есть в 1985-1969 году вспышка на Солнце нанесла довольно серьезный инфраструктурный вред американскому телеграфу. А почему только телеграфу? Да потому что, в принципе, это вот единственная технология была, которая была этому подвержена. Если подобная вспышка повторится сегодня, она, де-факто отправит нас в 19 век, лет на 20. То есть нам есть над чем задуматься. Вот это вот реальная картинка, и изменение климата, я боюсь, мы сейчас находимся в той ситуации, в которой полностью повернуть это вспять вряд ли уже удастся. Мне кажется, что самая реалистичная задача для общества сейчас — это, не дожидаясь вот более масштабных последствий, найти какую-то sustainable модель удержания ситуации, хотя бы вот той, которую мы имеем на сегодняшний день. Потому что следующая серия всего этого — это уже такие макропоследствия. То есть это существенное влияние на мировую экономику, это климатическая миграция, это политические и военные конфликты, которые на базе этого возникают. Ведь, по большому счету, представьте себе ситуацию. Есть, допустим, какая-нибудь среднеазиатская, небогатая страна, где потенциальное там земледелие в какой-то той или иной форме и так не процветает. И тут вот климат меняется, климат становится, допустим, у них жарче, суше, и полностью добивает привычный уклад для людей, которые живут с земли. Да, будет голод, да, как мы видели в Африке там, в 90-х и так далее, но люди в нынешнем мире уже не будут сидеть и ждать голодной смерти, они будут двигаться, они будут идти за возможностью. И вот эта вот миграция, она приведет к довольно неприятным последствиям. Поэтому самая такая оптимистичная вещь, которую я могу сказать, это то, что я надеюсь, человечество не будет дожидаться более серьезных последствий и начнет действовать плюс-минус уже сейчас, более активно, и более сплоченно, что самое важное. Спасибо, Игорь. Я полностью согласен. Пришло время действовать всем вместе. Вы только что затронули очень важную тему. Я хотел бы зачитать комментарии под нашим прямым эфиром. Вопрос, почему вы нас пугаете? Дорогие друзья, мы никого не пугаем, мы просто рассказываем правду. Мы говорим о том, что происходит на самом деле уже сейчас. И мне кажется, очень важно, чтобы все знали о реальной ситуации в мире, а уже потом делали соответствующие полнотой информации по поводу искусственного интеллекта, рисков и выгод развития искусственного интеллекта для человечества. Мы идем дальше. Игорь затронул очень важную тему стихийных бедствий и климатических беженцев. Мы поговорим об этом более подробно на конференции позже. Мы узнаем, заставит нас переосмыслить мир, в котором мы живем. Искусственный интеллект развивается стремительными темпами. И мы понимаем, что многие профессии будут поглощены, и не только физический труд, но и такие профессии, как учитель, бухгалтер,
офисный работник adamlar и другие. Mısır'da kalıp istigalar. И люди просто останутся на улице. Хотя есть Ve одна kär область, hünärler профессионалы, которые даже не görüp представляют, что etsene их belki когда-либо olaňam elle сможет hünäri eliniň заменить gider. искусственный интеллект. И Olaryňam ирония заключается здесь işlerleri в том, eliniň что gider we именно işsiz они galar. будут первыми, кто потеряет свои рабочие места из-за искусственного интеллекта. Daýga Что же это şaşa за область? Есть video ли görelim предположение, кто это we может быть? Igor Mikhailyň bize Давайте ýasap посмотрим beren videosyny короткое видео görelim. с участием Игоря Михайловича Данилова об этом. Так вот. И педагоги останутся на улице, и медики останутся на улице. Şeylelik bilen muallimlar Все köçede останутся galar, на улице. lukmanlar köçede galar, Почему? hemmeler Любая köçede galar. профессия, Näme она üçin? будет İslendik постепенно hüner kem-kemden вытесняться. çalışırlar ve ele Собираться alınar. везде, где есть Girdeci bar прибыль, yerinde süper туда intelekt зайдет şol yere суперинтеллект. girer. İň bägesi futurologlar bir hünäriň hökmen artykmaç boljakdygyny aýdýarlar. IT hünärmenleri sebäbi asar Называют три. Bir däl, Это hatta IT-специалисты, üçsini atlandyrýarlar. потом IT юристы и hünärmenleri, финансисты. Это как soň минимум aklawçylar предотвращение we будущего. maliýe Также işgärleri. Bular geljeğin azından Первый, üç кто hünäri. Şol bir пойдет на zatmy? выход, İlki скажем bilen так, çıkan технологии. dostlarım, Это medeni IT-специалисты. taýdan aýdaýyn, IT hünärmenleri. Ниже дано. Garaşylmadyk Мало кто ýagdaýda знает. А я скажу вот то, с чем сталкивается на Garaşylmadyk сегодняшний день ýagdaýda IT-специалист. az adam bilýär, ýöneşi gün Никто IT начинали hünärmenleriň пораньше, näme хотя бы bilen там lет yüzbeýüz 10 bolýandygyny назад, aýtyp bereýin. ну, скажем Iň так, azyndan свою 10 ýyl карьеру ozal уже başlananlar, специалистами, eýýam IT программистами, hünärmenleri, programistler, заслужили anam доверие, gazandylar. сейчас востребованы, Indi islek ну, bildirilýär. знаешь. Adamlar bilýär, Востребованы, islek они нужны, bildirilýär, всегда при zerur, делах. hemişe А işte. молодежь, Yaşlar которая bolsa приходит, им olara уже iş tapmak сложновато eýýam найти kyn. профессию. IT hünärmenleriň пока ещё очень много hyzmatlaryndan firm, которые peýdalanýan пользуются kampanýalar henizem kän. Скажем, Ýöne eýýam bir IT-специалистов. mesele bar. Näme Но üçin? уже есть Sebäbi проблема. häzirki Почему? wagtda şol bir Потому gözekçilik что на ýene de bir сегодняшний gezek день bellep тот же самый geçýär. суперинтеллект, Onlarça а он, еще раз kampanýada. подчеркну, в Ulu десятках kampanýalar компаний. bar, Есть akylly крупные kampanýalar компании, bar. есть умные Ve компании. ilkinci И bolup они все kimin соперничают между derediljekdi собой именно за то, ve кто первый çıkarılmagy создаст üçin после hemmes этого. biri Так bilen вот, уже besleşýär. эта система Şeýlelik у bilen многих eýýam köpler пишет üçin программы bolgan лучше şol и bir быстрее, programistlerden чем те has же gowy we программисты, has çalt даже ýazýar. топовые. Köp adamlar И eýýam многие люди görýärler. уже видят, особенно Esasen близкие ham к IT технологиям, teknologiýalar видят, bilen как появляются meşgullanýarlar. программки, Programmalar которые якобы adamlar tarapyndan ýazylan написали ýaly люди, görünýär. но Ýöne bu kodlara те, girip кто имеет доступ bilýänler к этим görýär. кодам, они видят, они Gaty настолько mantykly. логичны, Bu kodlar эти gaty коды. kämildir. Они настолько Adamlara совершенны, bellemek что gaty людям крайне kyn. сложно их предписать. Я Häzir bize понимаю, sin сейчас edýän käbir некоторые programistlerin программисты, тех, кто bolýa, нас смотрят, скажут, да, bu ну, это mümkin däl. невозможно, меня ж не Men заменишь. çalışyp bilmersiň Друзья diýerler. мои, Dostlarym, вы пользуетесь, ulanýan это zadyňyz банальный banal алгоритм. algoritmler, Простая ýönekey математика. matematika. This might come as a shock to some of us. Для некоторых из нас эта информация может стать шоком, особенно для тех, кто считает себя незаменимыми. Сознание человека считает, что ИИ заменит профессию кого-то другого, но только не мою. Особенно, если я разработчик ИИ. Однако мы явно видим определенные тенденции в этой области. Становится очевидным, что искусственный интеллект уже способен писать код, самостоятельно строить алгоритмы, создавать приложения и так далее. Emelaň kärisleri patentlerini Было bilen. запатентовано несколько систем искусственного интеллекта, которые способны создавать код. Kompüter gözetilen Например, neyron сеть, которая tarlaryny самостоятельно özeden решает algoritmler области ödül, yani компьютерного onun зрения, emelaň görünüşi. выучив все языки программирования. Другой пример — сервис А. GitHub Copilot. Этот Он- сервис дописывает код, который пишут программисты. Как он научился это делать? Он проанализировал весь Bu открытый emelaň код, который näle сами uranny программисты bu programmistlerin вкладывают в сеть. yazan kodlaryny, yazan algoritmlerini özüçe özleşdirdi, öwreni we öz ýazyp başlady. Bu demek o bir ýerde durany. Bu demek näme? Hiç kim çalışmayan adam ýok. Hemmek şeň ýerini tutup bilýär emelaň. Emelaň Очевидно, что в скором времени emelaň köp adamyň ýeri tutar. будут Meselem, писать машины, а люди больше будут не нужны. Особенно если учесть, ýadyňyza насколько düşämi, хороший Talia Go ИИ в oýun barada самообучении. berdi.
Помните, болсак Дарий рассказывал кыйнап нам айтып об берди. игре Go, считающейся самой сложной. Yana bir kызыклы А факт бар. искусственный интеллект освоил ее лучше человека. Есть еще один интересный факт. Искусственный интеллект смог победить человека в игре Go только после того, как люди перестали Emelan обучать компьютер Go oyunu и дали özüçe ему yeňmäge правила başardy. Bu заставили sebäbi его bolup учиться adamlar самостоятельно. kompüter öwretmäge besetdi we kompüteriň özü ýagny içinde dur Emelan öz öwrenni we özüçe tä strategiýalar düzüp oyunu yeňmäge we hakyky kullanıcılardan has başarık boldy. Итак, самообучение — лучший способ научить ИИ. Muňa maglumat Для этого berýän ему kim, нужны данные. muňa А кто kodlamany производит öwredýän kim, данные? ýene de biz Мы, люди. adamlaryň öz öwredýä, Кто учит adamlaryň его sesini кодировать, tanıya, строить hemme алгоритмы? adam bize öwredýär. Кто Şoň обучает şu нейронные sebäpden сети Emelaň понимать öz человеческий öwredýär. голос и Maýlum человеческий hakymda вот da ýene de искусственный. hakyky kullanıcılar, alan ýani biz hakyky Кто adamlar. обучает ИИ тоннами Yani обучающего материала IT urunun programistler, с каждой hünärmenler, строчкой кода. Получается, что сегодня olan her в ýazan нашем мире sektorlary есть Emelaň üçin täzer tejribe. собственной безработицы. Те, кто не верит в это и думают, что они незаменимы, Программистлер так же наивны, как Каспаров в 1989 году. Kasparov ýaly Сегодня никто не çalsylmaz, может ýerini выиграть tutmaz с adamlar искусственным diýen adamlar интеллектом в uşo шахматы. Emelaň olaň ýerini tutup bilýär we А завтра ни один özüňiz человек не pikir сможет görüň, конкурировать с Emelaň ИИ hemmämiziň ýerini сотней tutup кода для bilýär. разработки O программного gitdikçe обеспечения. öwrenýär. Biziň her setrimiz, her ýazan setrimiz onuň üçin täzer tejribe, täzer bilim. Так что это будущее гораздо ближе, чем кто-либо из нас может себе представить. We adam näme dip bilýär, adam ýalňyş bilýär. Yani Emelaň biziň ýalňyşlarymyzy öňünden özüne maglumat edip, Быстрее, ýalňyşsyz, ему не нужно будет отдыхать, has получать деньги, а труд talaba самих laýyk инженеров-программистов будет просто algoritmler, заменен на kodlar более düzüp bilýär. качественный, подобно тому, как водители уже начинают заменять автопилоты. Ребята, давайте не будем себя обманывать. Adamy Работа biz ведётся özümiz над alamalyň. созданием игроков в игру Go, Go oyunu над суперинтеллектом, biziň который будет ýazan контролировать setrlerimizde все ýaly системы. esas adamlaryň, ýani programistlaryň ýazan setrleriniň esasyny Emelaň özüne tejribe edilmesi netijesinde adamlary geçmeň başarýanyň esasy sebäbi şol. Ведь в обществе потребления все Onuň кому-то ýokary принадлежит. intellektiniň esasy Значит, и у sebäbi сверхинтеллекта şo derejesine ýetmesine ýene de sebäp bolýan zat adam. А какие намерения будут у этого человека, учитывая животное Muňa has правило çuňur общества? biz ilk konferensiýamyzda Мы затронем has эту тему позже, seni но goldurup поверьте, geçeriz. Друзья, Bu diýmek näme пожалуйста, adamlar? не думайте, что мы против Emelaň технологического ısırmagyň развития. Напротив, herwet diýip düşünmeler. нам Oňa taraplarym крайне kän. необходимы Bize высокоразвитые технологии, klimat чтобы справиться с kataklizmlaryň, грядущими ýani климатическими tegi катаклизмами. betbaçylykları öňüne almady kömek Вопрос edip bilýär. в том, какой формат общества мы выберем для жизни. Потребительский, в котором у нас нет будущего. Или Biziň her созидательный, wagtyn sepgidimiz где adam все durmuşyny достижения gowlanmany çalışýar. улучшают жизнь каждого человека. Дорогие зрители, как мы видим, искусственный интеллект со всеми своими способностями может заменить людей. И в этом блоке конференции, который называется «Технологическая безработица», давайте рассмотрим, какие профессии и почему определенно будут переданы искусственному интеллекту. Поверьте мне, вы будете поражены приведенным фактом. Например, вы думаете, что музыка и искусство — это то, на что искусственный интеллект не способен? Что ж, вы ошибаетесь. Давайте посмотрим видео, которое разъяснит эту тему. Люди привыкли думать, что творить может только человек, а машина на это не способна. Сюрприз в том, что это не так. Искусство и творчество для машины
New Jersey ve Kaliforniyada alimler 2017-nji ýylda şehirleniş sanatyny öwrenýän we döredýän ICANN algamy öğretdiler. Adamlar tarihte ilkinji gezek haýsy suratlaryň algoritm tarapyndan ýasalanyny we haýsy adamlar tarapyndan döredilenini aýdypdylar. Tapawutsuz aýdypdylarmy? Emel Ang'dyň abstrakt stilli surat döredip bilerýärmi? Ýok. Edmund Bella'nın portreti 2018 ýyly Emel Intellect Christie'nin $432.500 satylan ilkinji tasam proýektini döretdi. Tasama Inki Rembrandt. Emel Intellect Rembrandt'ın ähli eserlerini selçerip, zehini suratkeşiň stilini täze olaş portret döretdi. Yer ulgamdyga bir şekilde öğretmen eýsem tirde çap etme arkaly ustanyň surat çekme usulyny öğretdir. Robot eýem çotga bilen boýamagy we adam ýaly boýamagy öğrendi. Mysal üçin, David robotyna şol bir obyektiň bir näçe suratyny çekmek tapşyrylanda, indi kogry bolsa burçdaça öz kefiýetler. Ve şonuň üçin her bir surat öýdürýär. Aýda roboty suratlaryň ähli serlerini ýöneýär. Bu surat barha meşgul ýa-da А робот Аида собирает целые выставки своих картин. И это искусство набирает... Onda haýsydyr ýetişik surat usullar ulgam tarapyndan döredilip bilýän bolsa, näme üçin zehinler Так зачем теперь гении художника, unikli? если любую уникальную технику живописи... Neuron ulgamlara ýan kampaniýalaryň logotiplerini, renkli şekillerini döretmek we hatda iň ýöne keçirýäni reallaşdyrmagy, ýani hakykatlaşdyrmagy bilýärler. Modeller işlem sanyny geçýär. раскрашивать Bu emma изображения bilen и tanış. придает Bu Mikela. реалистичность даже самому примитивному рисунку. Модельный бизнес также Bu Mikela. цифровое пространство. Bu Dagny. Это Şuda. Aliona. А это Микела. Это Дагни. Zeyang. Шуду. Boys. Film kırgınça bu modeller haýsy bir adam. Haýsy bir adam. Джей Юнг. Бойс. Hiç kim ýok. Как вы думаете, Muňa aramazdan кто из этих моделей живой человек? dünýä beli markalar we olar millionlarça С ними dollarlyk заключают многомиллионные рекламные контракты. maha çertnamelerini gol çekýärler. У этих Bu modeller миллионов sosial mediada millionlarça jan koýary bar. они хотят быть похожими Olar на ýarylmak своих istýärler. создателей. Они не стареют и всегда Olar öýkünýärler. Olar hiç saçan garramaýar we elbetde mazaýyp görünýärler. нужно изменить. Так зачем возиться с людьми, их настроением, Maha и atlandyrmak, проблемами? hasan sat we Есть вечно isteseňiz молодой ýükdülip искусственный bilýär. интеллект, который всегда в тренде. Sana seläýlen görkezler emin täzelikler, emin intellekt esasy ilkin seýýäň görkezler. Hytaýyň döwlet habarary gullagy Sinhua 2019 ýylyň başynda peýda boldy. Häzirki wagtda bu teknologiýa Ýaponiýada, Hytaýda, Günörtü Koreýada işlenýär. Ösüş indi şeýle adam etdi we ölen her kim täzelik derejesinde bolup biler. Etmer zadyňyz tekst ýüklemek we virtual alfar ses berer. Mysal üçin şuňa megleş. Достаточно загрузить текст, и виртуальный ведущий Kanada Global and Mail robot журналистini Sophie Automation Online Журналистика 2025 ýylyň ýeňinji boldy. Ýama intellekt ilkinji gezek jurnalistika bayragyny aldy. Häzirki wagtda eger aňdyňa bir tekstin çykarma, bir näçe ýapylma, onu adamlardan bir näçe ýazyp bilýärler. но и составлять его в разы лучше Forbes, людей. Bloomberg, Роботы Associated Press, Microsoft we şu makaly ýazýarlar. Associated Press Robot jurnalistler has gowy, has çalk we has dogly maglumatlar adam däl, ulgun tarapyny işleýän we gurulýan görkezilýär. Jurnalist üçin analitik materiallar döretmek üçin bir näçe wagtda, bir näçe aý gerek bolsa, bir topar redaktor näde ora ýalňyşlar barlar. Programma köp miktar maglumatlar gaýta değişme okuply bolsa-da, zero faklar saýlan we deňeşdirme okuwçyň gyzykly we düşünýän görnüşde dillerde ýetirin. Fotografiýa materiallar. это Bu на разных языках интересно и понятно для читателя. То есть bu näme rok topary bütün dünýä gezilenje diýär. проигрывают. Это немецкая робот Dünýäde ýa türli по всему миру. görnüşde ýa-da meşhur suratkeşiň stilini öderşik edýän we hatda oňaly maýa tekst edýän köp etiş bar. которые самостоятельно пишут музыку в разных жанрах. Или Emelaň hatda iň türsünlüğünü sol eserlerde okuyup biler. осмысленный Aýwanyar ulgamy.
Çek kompozitor Antonin Dvorak Dvorak aradan çıkanda 1913 yıl soň 25 ýyl oturmak eserini tamamlady. Programma işki saat gerek boldy. O häzir işleýän aýdym sadyňyz aýal tarapyndan döredildi. И да, музыка, которую вы сейчас слышите, Tez wagtda istan emel aňlan bäsleş bilmez. O kaýsydyr semýada klawiatura saz guralary gerek däl. Adamlaryň halayan aýdym saz görüşini eýem döredip we çykaryp bilerler. струнные неклавишные музыкальные инструменты. Уже сейчас они могут импровизировать и выдавать такую музыку, которая нравится. Xitay Lao Tseani, Yaponiýaly Katsuna Miku Topar Güner Koreýadan Keida we Hatsune Miku, beýleklerin köpsi gologram aýdymçylar. группа KDA из Южной Кореи и многие другие. Это нарисовано 10 ýyl oňrak wagtda virtual aýdym saz reytinginde iň ýokarlylar eýler, konsertler berýärler. Olaryň öýde millionlarça dollar jan koýary bar. Tomaşaçylardan şeýle bir täsirçiler we duýgular ýerine ýetirjilerin adamlaryň konsertlerini hasýeti bolýar. Golograma görkezçileri elmydam ajaýyp adamaýar, sözleri we hereketleri ýatdan çykarmaýarlar. Ýasama we skan dag etmeýärler. Они не устают. USB flash diskini goýup bilýärmiňiz? Prodüser näçe ýyllardan serens edemeli. Logistika bilen gyzyklanmaly we görkezçi dowam etýär. Biz henüde mazaýpylar halýar. Tez wagtdan köne ähmis bir zat ýokmanda ýatdan çykarlar. Virtual suratkeşlere we gologrammalar görüp durlar. Как что-то устаревшее и неактуальное. Все внимание будет прикован к виртуальным артистам и голограммам. Golograma texnologiýalary hatda geçmiş meşhur ýetişlerin şekillerini jalandyryplar. Технология голограмм Michael Jackson we Whitney Houston, образы популярных исполнителей прошлого. Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Виктор Цой, Франк Владимир Синатра, Высоцкий. Мария Каллас, Tupac Shakur. Фрэнк Синатра и Мария Каллас. Olar realist görünýär. Şeýle gologrammalar bilen konsertler janly sanat işgalerini has meşhurdur. Суперреалистично. Концерты с Bakın gologramma bilen geçirilen konsertden soň albomlaryny satyp artdy. Öller ýa sahnada aýdym aýdýarlar. Ýertir adamlar üçin asla ýer bolmaz. резко возросли. Уже мертвые поют на сцене. Deepfake texnologiyasy realizmyň şeýle ýokary derejesine ýetdi bolan eýem aktyorlukda hakyky oktalýar. Технология Deepfake достигла такой высокой реалистичности, Şeýlelik что bilen создает реальную угрозу актерам. Так, ради kanalda эксперимента YouTube'da Jadway serialyň bir näçe sahnasyny başlatyp Henry Cavill'in geçini Hollywood'un aktör Hugh Jackman bilen çalışdy. Bu texnologiýa olan görgen TikTok'da ýasama Tom Cruise payda boldy. Bu mesele ahlak tarapyndan kanundan içeri ýazylmaýar. с помощью данной технологии. А это уже моральная сторона 2021-nji ýylda которая законодательно bir adly ilmi film bolar. Bu ýerde esas rol oýnýar. В 2021 году выйдет научно-фантастический фильм под названием «Би», где робот Эрика Disney играет главную роль. ýokary çäkiller ýertine akrobatik robotlar diýipdi. Disney создал Bu робот her wede Эрика, ajaýyp который oyna выполняет başardy. трюки высокого Bu полета, Stuntronic özüne bagly bolup идеальную посадку. stuntmenlerin orun Эти tutýar. Stuntronics являются автономными и созданы для замены каскадеров. Robotlar duýular näme? Ýer ulgamy, gahar, gynanç, şatlyk ýa-da gyzyklanma maksatly ekonomik tekstini realmanlyklar näp döretlerini eýen bilýärler. Из текста реалистичные монологи, мастерски имитируя гнев, печаль, радость или интерес. I can see this hurts, but I had to tell you sooner. Forget it. Metahuman texnologiýa öz wagty we tehnika servisleri bilen adamlaryň hakyky virtual şekillerini döretmege mümkinçilik berýär. Технология MetaHumans позволяет при небольших временных и технических ресурсах создать реалистичные виртуальные Bu образы. video adamlar tarapyndan ýasaldy. Ýene bu original. Awtorlar näet bilýärler. людьми. Но это ненадолго. Benjamin Nerulow'un film döretdi. И машины. Programma teknologiyasy ýüz çalışmak we ýetke şulanly film redaksiýalamak üçin Benjamin Barry-ogy köňerek boldy. Имитацию мимики. На монтаже Şeýleki фильма Benjamin baş gahrman birinji setr bolan Güneş filmiň ssenariýasyny ýazdy. также написал сценарий к фильму Sunspring, где первая фраза главного героя Gelecekde köpçülik bilen işsizlik bilen ýaşlar gan satmaly bolarlar. Men etip biljek zadym ýok. В будущем с массой безработицы и молодые люди вынуждены будут продавать кровь.
Cemiyetçinin sarf edici görünüşünü gözlemleyip bilimciler tarafından adamların götürülmelerini köpçülüklerin haber etsin. Teröristlerine ve beylik iş uğurlarına doğruluğuna yüze çıkacaklarını gözlemle tutup köpçülükler işçiden geleceğin en ihtimal senaryo. Необратимо произойдет как в сфере медиа, так и во всех других сферах деятельности. Emelan dönücü hünerler ansattıkla arlaşanmarsa, dinge adamlar ozal başarılı olsa, başarının ornuna etip geçen ansat yerine tepkiler. So is my job as graphic and web designer will be gone too. Still, each of us thinks right now that another job can be replaced by artificial intelligence, but not mine. Especially, many people believe that Особенно так считают многие люди, работающие в сфере творчества, что они не смогут быть заменены ИИ. Ведь как можно заменить талант и гениальность? Да легко, друзья. Это очень легко. Мы только что посмотрели видео о том, какие уникальные техники роботы могут применять в изобразительном искусстве, создавая просто гениальные картины. Мы слышали о музыке, которую искусственный интеллект пишет за нас за секунды на любой вкус. Аналогичная ситуация с супермоделями и артистами. ИИ выведет индустрию развлечений на совершенно новый уровень, где все будет индивидуально создаваться под каждого из нас, ведь ИИ знает о нас все. В кинематографе произойдет революция. Больше не будет разных категорий фильмов, будут сплошные блокбастеры. Новые фильмы будут выходить каждую неделю с лучшими актерами, лучшими поворотами сюжета, саундтреками и спецэффектами. И нас постоянно будут удивлять чем-то новым. Уже в ближайшем будущем вы сможете подгрузить свою идею или сценарий, и через неделю получите неотличимый от реальности фильм. Если захотите, даже с особенным собственным участием. Вам нужен будет лишь дрон, чтобы провести съемку нужного места. Остальное сделает ИИ. Вот только что тогда будет делать Сталлоне и вся индустрия развлечения. А это лишь начало развития ИИ. Это даже еще не суперинтеллект. Нас ждет удивительное будущее. Но кто будет всем этим наслаждаться при нынешнем потребительском формате, если 99% мирового населения потеряют работу и средства к существованию? Вдумайтесь, если вы завтра останетесь без работы, а других работ просто не будет, что вы будете делать? Мы не сможем ходить на концерты и в кино, наслаждаться искусством в галереях или другими развлечениями будущего, если у нас не будет денег на еду и жилье. Мы будем грызть друг другу глотки за кусок хлеба для своих голодных детей. Thank you, Olga. It is true that consumer format leaves us with nothing but hopelessness. Dear viewers, before I introduce our Спасибо вам, Ольга. Это правда, что потребительский формат не оставляет нам ничего, кроме безнадежности.
Уважаемые зрители, прежде чем представить нашего следующего докладчика, я хотел бы напомнить вам, что следующая часть нашего мероприятия будет посвящена теме «Климатический кризис. Информация и факты», в которой мы покажем жизненно важные и серьезные для всех людей, так как мы будем говорить об истинных опасностях, с которыми сталкивается наше человечество. Наш следующий докладчик Светлана Bir umum maksadın bolmagyň ähmiýeti. Svetlana, bu sizinki. Светлана, вам слово. Я рада приветствовать телезрителей и участников конференции «Глобальный кризис», и это касается каждого. Benim adım Sevdan Galinska, men şu biznes podunu işlen, Mediatek kampanyasının eýesi üçin kadarlar üçin ederiz. Я владелец компании Mediatek. Это компания, Emeli seleklen bizden näl gelýärmedi bar. Мы делаем техническое обеспечение. Какие же Jemgyýet diňe maddi gymmatlary ýazarlasa, emeli inselek bu iş olarsa, adamlar özaşlyk ýetirirler. исключительно материальные Näçe? ценности? Her korporatsiýanyň eýesi bir näçe maşyn döredер. Человек потеряет самого себя. Почему? Потому что Emeli inselek bilen dolarar. какой-либо из корпораций будет создавать ряд машин. Şoň üçin adamlar zanjyryna islegden mahrum bolar, köpçülikle işledip berer. Станет ненужным. Adamlar köpçüler depressiýa düşerler. Munyň näme sebäp boljagyny gözüňe tutup getirip bilemek, mümkinse gateret netijeler. Я даже не знаю, к чему это может привести. Şunçaýlary material birinji ýerde durýar, düşünşmezlik alak. Munyň bize näme sebäp bolanyny görüň. Материальное стояло на первом Hemişe ýanyny, suwjaşmasyny, açlygy we şu meýdaşdatlar bolýar. Мы бесконечно видим пожары, наводнения, мы видим бесконечный голод и так далее. Все, что происходит, Yer ýüzüne bolup geçen hemme zatlaryň adamlaryň ýatdan çykana sebäp bolup geçen iň möhüm pikiri her kimiň bir hyzmat ýitirdik. Haşa diýen adamlar birleşiň we muny essersiňiz. Diňe biz adamlar we içki söýügi we üns merkeziniň dünýäni halat etmegiň bir maksady bolmaly. Технологик amalar döretmege esaslanmaly. Soňra semem üçin emel awdamalar. Salt üstünlikler bilen hoply işler amala asyrjak maşinler bilen ýerki döwürde üstünlik keseleýe çykyp biljek gulukmançylyk enzamlary bilen ömrümizi uzaltyp bileriz. Beýik planetara tap bileriz. Soň emeli aň biziň dostumyz bolar. Düşman näl. Men ýeketäk ýolar, ýeketäk çykалгany. Я вижу лишь один путь и единственный выход. Diňe dörjü jemgyýetiň bu hissadyň hemme bilen gidip bizi birleşdirjek maksat ýetirip bileriz. Bu ajaýyp täzäm görpejek esaslara dörjü jemgyýeti atyljaý. Наш новый прекрасный дом. Дом под названием «Созидательное общество». Спасибо, Светлана, за эти искренние слова. Нам действительно нужно достичь нашей общей цели — созидательного общества. И мы, конечно же, можем это сделать, осознавая нашу личную ответственность. И наш следующий спикер расскажет немного больше об этом. И сейчас я хотела бы поприветствовать доктор Ивонн Томпсон, президента Европейской Федерации темнокожих женщин-предпринимателей, основателя Wintrade Global Talks. Она является, доктор Томпсон является также членом Королевского общества поддержки искусств, промышленности и торговли. Меня зовут доктор Ивонн Томпсон. Я живу в Великобритании. Я прожила здесь большую часть своей жизни, но родом я из Южной Америки, Гаяны. Прежде всего, большое спасибо за приглашение принять участие в этой чрезвычайно вдохновляющей, действительно необходимой и очень актуальной дискуссии. То, что вы делаете, ребята,
Это потрясающая возможность собрать вместе столько разных людей из разных стран мира, чтобы поговорить о действительно важном вопросе. Итак, знаете, что я думаю и чувствую по поводу самой первой темы, этих трудностей и кризисов, с которыми человечество сталкивается прямо сейчас и продолжит сталкиваться в ближайшем будущем. Прежде всего, это вопрос доверия. Доверие, а также доброты и заботы. Потому что пока люди не учатся доверять друг другу, пока мы не научимся доверять друг другу, пока мы не научимся заботиться друг о друге и думать о том, каково место каждого из нас в человеческой семье, мы будем продолжать двигаться по очень опасной дороге. Я думаю, это просто того, что я называю личной социальной ответственностью. А как каждый не поймет, в чем заключается его личная социальная ответственность, человечество не сможет двигаться вперед в духе добра и заботы друг о друге, как и подобает. Я думаю, что каждый должен занять свое место в мире, который движется вперед. И многое зависит от каждого человека понять степень своей ответственности, что их по-настоящему вдохновляет, каким они хотят прощения вокруг. И чем больше людей встанут на сторону добра, тем лучше. Спасибо вам, доктор Томпсон, за то, что вы подчеркиваете важность личной ответственности формирования будущего нашего общества. Давайте теперь перейдем к следующему аспекту нашей конференции. Посмотрим следующее видео, которое показывает реальные масштабы замены людей машинами в торговле, финансах, логистике и других областях. Как искусственный интеллект постепенно захватывает наши различные рабочие места и как это отразится на нас, людях. А ты уверен, что, забрав твою работу, потребительский формат общества создаст тебе новую? Нас обещают переучить на новые специальности, но на какие, если искусственный интеллект учится быстрее? А в потребительском формате все решает выгода и прибыль. Сокращение людей вследствие применения искусственного интеллекта уже происходит. Далее всего несколько наглядных примеров из разных стран. Китайская фабрика мобильных телефонов Tianjin Precision Technology заменила 90% сотрудников роботами, при этом увеличив производительность на 250%. Другая работа людям предложена не была, их просто уволили. В 2018 году крупнейшее финансовое предприятие Центральной и Восточной Европы Сбербанк России внедрил искусственный интеллект и сократил 70% менеджеров среднего звена. Amazon заявляет, что если часть упаковщиков на складах заменить роботами, то стоимость такого робота в $1 миллион окупится всего за 2 года. Профессии, требующие выполнения повторяющихся и предсказуемых задач в сфере транспорта, логистики и экономики, уже активно заменяются искусственным интеллектом по всему миру. Будущее логистики наступило. Многие звенья логистической цепи автоматизированы и уже работают без участия людей. Компания Hyundai Merchant Marine выпустила на линию самый крупный в мире контейнеровоз, способный перевозить 480 тысяч тонн грузов. Основные функции судна управляются искусственным интеллектом. Крупнейшие современные порты мира — Шанхай, Гонконг, Роттердам и Лонг-Бич — обслуживают сотни тысяч контейнеров практически без участия людей. Но это всего лишь малая часть из общей картины. Впечатляет, правда? Задумались ли вы сейчас о судьбе людей, когда-то работающих на этих предприятиях? Современные трансконтинентальные логистические компании AliExpress, Amazon, UPS, Walmart, DHL на своих складах интенсивно заменяют человеческий труд роботами.
Кроме перемещения грузов, роботы занимаются упаковкой и сортировкой товаров. Самоуправляемые грузовые автомобили выходят на рынок. Компании Volvo и Scania представили модели полностью беспилотных автомобилей, у которых даже не предусмотрено место для водителей. Вся экономика стремительно переходит на автоматизированное управление. Оплачивая товары, мы уже не удивляемся, что большинство операций в банках автоматизировано. Bank of America еще в 2017 году начал открывать полностью автоматизированные отделения, без персонала. В них можно получить ипотеку, автокредит или оформить кредитную карту. В Шанхае уже работает отделение China Construction Bank, которым полностью управляют роботы. В нем можно обслуживать счета, покупать золото и анализировать инвестиции в недвижимость с помощью очков виртуальной реальности. Банкам выгодно использование искусственного интеллекта, и они ожидают сэкономить до $500 миллиардов к 2023 году. В то время, когда миллионы специалистов останутся невостребованы, прибыль банков будет стремительно расти. Робот выполняет те же действия, что и живой оператор, но круглосуточно и без ошибок. В отличие от других отраслей, банки не обременены дорогостоящими заводами, производственными предприятиями или демонстрационными залами, полными дорогих автомобилей. Их самые большие расходы — это люди. Работа финансистов, экономистов, бухгалтеров также построена на повторяющихся алгоритмах и автоматизируется при помощи искусственного интеллекта уже сейчас. Компания Beeline использует в бухгалтерском учете робота Robi. Он проверяет более 90% кассовых документов в 3000 салонах связи и заменил работу 101 бухгалтера. Robi все время развивается, и сегодня он может работать даже со сложными документами по монтажу оборудования и вводу основных средств. Уже сегодня вместо целого бухгалтерского отдела может работать всего один бот, который не только полностью ведет бухучет, но и формирует отчетность для принятия управленческих решений. В своем докладе представители Оксфордского университета Карл Фрей и Майкл Осборн прогнозируют сокращение рабочих мест для бухгалтеров и аудиторов до 94%. С автоматизацией финансовых процессов исчезнут также и смежные профессии — налоговых инспекторов, ревизоров, аудиторов. А профессия биржевого трейдера, которая еще 20 лет назад считалась очень престижной и прибыльной, сейчас на 40% заменена искусственным интеллектом. Роботы способны определять тренды, анализировать котировки одновременно на нескольких биржах и сразу же строить математический прогноз. Человек сделать этого не может, поэтому уступает машине. Такой инвестиционный гигант, как Goldman Sachs, насчитывающий в 2000-х годах до 600 трейдеров, на сегодня оставил всего 2, заменив остальных искусственным интеллектом. Вы ищете работу, вас будет оценивать бездушная программа. Вы надеетесь, что это далекое будущее, но это уже происходит. Рекрутинговые программы от Pymetrics, Hirework, Korn Ferry и не только уже могут сами анализировать резюме, искать и обзванивать соискателей, проводить онлайн-собеседования и отсеивать кандидатов. Количество обработанных ими вакансий исчисляется миллионами. Их уже используют сотни компаний: Макдональдс, Kraft Heinz, банк JP Morgan, консалтинговая компания PwC, PricewaterhouseCoopers, Unilever и Hilton. Искусственный интеллект интенсивно вытесняет человеческие профессии. И это уже реальность сегодняшнего дня потребительского формата общества, в котором мы живем. С точки зрения бизнеса это выгодно. А как же с точки зрения людей? Друзья, шокирует видеть, как растут доходы некоторых компаний, в то время как мы будем терять работу и оставаться без какого-либо дохода. Значительную роль в экономике играет сельское хозяйство, так как без пищи мы точно не выживем. Давайте теперь посмотрим видео о том, как искусственный интеллект уже сегодня заменил работу людей в этом секторе.
Сельское хозяйство – одна из самых важных отраслей экономики, которая обеспечивает продовольствием население планеты. До недавнего времени это была самая трудоемкая отрасль, в которой работало около 1,5 миллиарда людей. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, составляло 44% от общего населения планеты и всего за 30 лет снизилось до 27%. Это стало возможным благодаря активному использованию искусственного интеллекта и роботов на всех этапах, начиная от посева семян, ухода за урожаем до уборки. Все эти процессы происходят без участия человека. Около 40% годовых затрат фермерского хозяйства уходят на заработную плату и расходы на рабочую силу по контракту для выращивания и сбора урожая. Уже сейчас компания Wish Farms объявила о внедрении комбайна для уборки клубники CROO Automatic Harvester. Робот может собрать урожай с 8 акров земли за один день и заменить 30 рабочих. Мы видим, что в сельском хозяйстве открытого типа машины уже берут на себя большую часть работы. А что же будет делать человек? В животноводстве также сделан большой шаг в сторону автоматизации процессов и использования искусственного интеллекта. Автоматизация процессов ухода, кормления и получения продукции животноводства уже не будущее, а реальность сегодняшнего дня. К примеру, китайский IT-гигант Alibaba, объединившись с животноводческими компаниями Sichuan TQ Group и Decon Group, инвестировал миллионы юаней в создание системы искусственного интеллекта, способной вести учет каждой отдельной США эти Acres Farm построили ферму, где не нужны ни солнце, ни почва, ни благоприятная погода. На ней нет места пестицидам, потому что все находится в помещении и контролируется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Тяжелую работу на ней выполняют роботы. По словам владельцев сети, производительность продуктов увеличена в 300 раз по сравнению с обычной фермой. Умные теплицы сводят к минимуму человеческое участие и позволяет управлять ростом овощных и фруктовых культур на расстоянии. Такие системы успешно применяются в аквапонике и аэропонике. Преимущество таких теплиц в том, что они могут быть построены в любой точке планеты, работать 24 часа в сутки и давать урожай круглый год. Их выгода Dünyadaki kampanyalar ve o bakıcılığı yamadanlar robotlar ay bilen çalışıp işçen gösterdi. O bakıcılığı bilen meşgullanyan şol 1,5 milyar adam şu gün ne etmeler? Как мы все видим, искусственный интеллект может помочь нам в повседневной работе и жизни, но не в нынешнем потребительском формате, где все делается для получения прибыли. Потребительский формат ведет нас по пути денег, ума и прибыли. И мы, люди, нуждаемся в созидательном обществе. Это пути жизни, сердца и любви. И, дорогие зрители, мы хотели бы напомнить вам, что миллионы людей смотрят нас прямо сейчас. Сейчас этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире и переводится на 72 языка, включая язык жестов.
Это самое большое мероприятие в истории человечества. И мы сделали его реальностью, потому что люди понимают, насколько это важно обсуждать глобальные проблемы и кризисы, потому что только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья, и вместе мы можем создать этот мир. И давайте послушаем, что думает наш следующий спикер по этому поводу, доктор Ицхак Кальдеран Адизес. Он доктор Адизес Академии менеджмента Адизеса. Международный спикер, автор книг. Передаем вам слово. Спасибо, что пригласили меня и предоставили возможность поделиться с вами моими Мы начинали как шимпанзе, если вы придерживаетесь теории Дарвина. И самый был лидером. Потом мы стали кочевым обществом. И самый сильный охотник был лидером. Затем мы стали сельскохозяйственным обществом. И тот, у кого было больше овец или коров или земли, становился лидером. Каков общий знаменатель? Власть, сила. И это пронизывало нашу философию колониализма. Чем больше у тебя земли, чем больше, значит лучше. Beyni harekete geçti, indim iyileştirmeli ve tertipleştirmeli, büdjet düzmeli ve ulgamlaştırmalı boldu. Şehirlikte güç ve beyin boldu. Hazırki vaqtda beynimiz bağdılık eden faktor bolan önümçülükten sonki cemiyeti yaşayas. Güç değil, beyni. Ular biznesdeki eng ulu kompaniyanın bir avtolağı yok. Ularda dinle dolandırıp bolacak kompüter ve maglumatlar var. Ona näme diýilýär? Uber. Dünyadaki eng ulu mehmanhanaların bir mehmanhanasy yok. Olarda kompüter ve maglumatlar var. Ona näme diýilýär? Airbnb. Hazırki wagtda dünyadaki eng ulu kompaniýalaryň, eng gymmatly kompaniýalaryň nämeleri bar? Maglumat. Siziň pikiriňizçe Google näme edýär? Maglumat. Amazon näme ýygmaýar? Maglumat. Maglumatlar dolandyrmak, maglumatlary işlemek. Facebook näme etjek bolýar? Hasan barka köpeldi. Köp maglumat, köp maglumat. Has köp maglumat. Üstünde gatanın kompaniýalaryň geljeği maglumatlar alyp bilýän we maglumatlar dolandyryp biljekler de bolar. Samlaşdyrma diýilýän zat samlaşdyrma döwrü. Beýni üstünlikleriň çeşmesidir. Musk on ýitirýär. Dünya önümçülükde bolmak. Ine tutuş iqtisadiýet beýni bolan hyzmatçylar. Экономика движется сейчас в сферу услуг. Emeli A bilen kvant hesaplamasy bilen beynimizden has güçli bolar. Özümüziň kararymyz üçin şoňa dil baglar. Kimdir biri onu şol ýerde ösdürer we onu trenlerden has we güçli bolar. Beýni çykýar, onda näme bar? Gelmeli. Кто его разрабатывал. Мозг доживает свой век. Yürek. А что приходит ему на смену? Dinlemesek, geçiş etmesek ve yüreğimizi, özümüzü alıp başımızın, medeniyetimizin, başarı siyasetimizin, adamlar, kimligimizin hareketlendirici gücü hökmündirleştirmesek, biz güç ve beynimiz bilen galyas. Natsiz Germaniyası adamzat tarixinde ýalňyş däl. Bu söz başdy.
Нацистская Германия не была случайностью в Näeme истории ol человечества. kerkeden bir nokat. Она была преамбулой, Göz önünüze getirin. Nasıl точкой отсчета Germanya, того, näme? что должно Bilim, произойти. güçlü ve edebiyat, hatta sungat Представьте köp. себе, какой была нацистская Hitler Германия, aydım dinlemeyi, gol обладающая görüyordu. знаниями, Beyni ve могущественная. güç. У них было Yönü много yürek литературы yok. и даже искусства. И O Гитлер adamlar любил nädir слушать музыку. geçici çağları yakıp bilerler. Мозг и сила, Bunu nädir и edip нет bilerler. сердца. Gazlı adam, ayallar, çağlar, garılar, beyni, Как эти люди güç, могли sжигать maленьких yönü детей? yürek yok. Как они могли это делать? Şeylelik bilen adamlar devam etsek beynimizde barka güçlenir. Женщин, детей, Güç ve güçlü мозг, сила и veyrancılık нет сердца. yaraqları, И так, если biyologik, мы, как kimik, человечество, yadro yarar, has güçlü, продолжим позже has emel развивать мозг, intelekt ve силу yürek уже yok. уничтожения. Биологическое, химическое, ядерное, делая их умнее и мощнее, развивая искусственный интеллект все больше и Yürek больше, yok. Bütün dünya nasıl и при Germanyasını этом нет övürler. сердца. Biz özümüzü yok etmek için Весь мир станет нацистской Германией, birbirimizi öldüreriz. и мы уничтожим сами себя. 20. asırda adamzat tarixinde cemlenenden başka adamlar tarafından köp adam В 20 öldürüldü. веке от рук собратьев Ondan ön погибло 20. больше asırdan людей, ozal чем münglerce в adam öldürdü. совокупности за всю историю человечества. До этого, до 20 века, 20. asırda мы milyonlarca убивали друг друга birbirimizi тысячами. öldürdük. Şeylelik bilen 20. asır has güçlü. В 20 веке мы убивали друг Görev друга olmadık beyni, миллионами. emel beyni. Итак, 21 век. Aktıklarımız, Далее еще мощнее. onların yaşayacak Nasıl dünyası искусство, hakkında то fikir edin. да. İntegrasyası, değil mi? Думайте о своих внуках, Yürek, о мире, в котором они будут жить. ne için? А Göz откуда önüne происходит olacak объединение? en Из yukarı сердца. integrasyon, haysi. Почему? Bu Каким ne может mi? быть самый Ona высокий, ne değil ya? максимальный уровень Sevgi, объединения, integrasyon, который вы adamzat, можете себе dargıtyan представить? planetanın Что это çözgüdü. такое? Как это называется? Любовь. Объединение. Onda çözgüt Это ne решение mi? проблемы для разваливающейся на части Sevgi. планеты, для разобщенного человечества. Так в чем же Sevgini состоит решение? göstermeseniz, Huday bize küm В etsin. любви. Sağ ol. И если мы не научимся любить, да поможет нам Бог. Спасибо. Спасибо вам, доктор Адизес. Вы задали очень важный вопрос. Что ожидает нас в будущем? И вы также сказали, что в потребительском формате общества у нас нет будущего. И то, что мы видим, это ужасающе. И мне кажется, что каждый человек, который смотрит нас сейчас, должен задаться вопросом, что ждет нас в будущем, в том формате общества, в котором мы живем. И вот как вы сказали, доктор Азизес, когда мы будем следовать зову сердца, тогда мы сможем изменить мир. И мы также рады сообщить, что специально для этой конференции у нас есть специальное послание от уважаемых спикеров, господина и госпожи Сайонджи, которые являются основателями фонда Мира Гои и инициаторами декларации Фудзи. Мы рады показать вам фрагменты их ревью. Вы сможете увидеть полное видео на сайте allatrayuna.com. Давайте послушаем послание господина Хиро Сайонджи. Он правнук принца Кинчи Сайонджи, премьер-министра в период Мэйдзи. Он также является президентом международной организации «Да восторжествует мир на земле». Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Хиро Сайонджи. Я президент фонда The Go Peace Foundation. Для меня большая честь быть приглашенным на эту международную конференцию и иметь возможность выступить здесь. Фонд The Go Peace Foundation ведет разнообразную деятельность, способствующую достижению мира на Земле. Один из наших базовых принципов —
декларация о всем живом на Земле. Мы показываем свое видение мира. В декларации есть 4 принципа. Первый — почитание жизни. Второй — уважение ко всем различиям. Третий — благородное сосуществование с природой. Четвертый — гармония между духовным и материальным. Мне кажется, что направление этих базовых принципов совпадает с 8 основами, на которых базируется созидательное общество. Я этому очень рад. Мы верим в концепцию. Konferensiyaning esas mowdui häzirki wagtda ýüzüne bolýan global problemlerni ýa çözmeli we has owjymy kirýär. 1-2-5% населения породит тенденцию, которая изменит направление мышления большинства людей. Теория критической массы — это научная теория. Мы верим, что если мы сможем изменить сознание нескольких процентов населения, будь то 100 или 200 миллионов из 7 миллиардов, то произойдет большой сдвиг в мышлении всех. Мы бы хотели распространить эту идею среди тех, кто поддерживает декларацию Фудзи. Мы рассчитываем на сотрудничество в достижении мира на Земле. Искренне желаю этой конференции успеха. Большое спасибо. Спасибо огромное, господин Сайонджи. Давайте теперь послушаем госпожу Сайонджи, которая также является председателем Международной организации «Да восторжествует мир на земле», потомком королевской семьи на Окинаве и активисткой за мир. Что, лагает, что ли? Siz bilen dostumla begenýän. Meniň adym Masam Sayonju we men Ýaponiýaly. Men şu ýerde ederiňiz üçin sag bolun, pikirim siz bilen paýlaşmak isleýän. Men pikirimçe iň möhimi her elmede başga dille gurulýanymyza, türlü jinsli adam milleti değişikligine we dürli ýaralarına garamazdan Самое главное, что в каждом из нас, вне зависимости от расы, национальности, мировоззрения, независимо от того, на каком языке мы говорим, во всех нас живет единый дух. Это называется духовность. Уверена, что вы все испытывали это. Это называется также интуицией, шестым чувством. То, что находится за пределами 5 чувств восприятия. Все люди изначально рождаются с этим внутри, имея таланты, чувства и любовь. Мир во всем мире создается не президентом страны, премьер-министром и даже не великим доктором наук, который много учился. Мир создает каждый из нас. Когда каждый из нас изменится к лучшему, изменится и мир будет меняться, правительства будут меняться. Men üçin has ajaýyp siz bilen görüşmek we has bundan baglaşyk hyzmatdaşlyk ýoly goýmak men üçin öğrenmek we men üçin sag bolun. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с вами в будущем. До свидания. Thank you, Mrs. Sayonji. Спасибо, миссис Сайонджи. Для нас, людей, очень важно развиваться и брать ответственность за самих себя. Итак, давайте перейдем к следующему аспекту нашей конференции — медицинской сфере. Люди, которые в ней трудятся, спасают нам жизнь. Одним из требований для развития человека является качественное медицинское обслуживание. Давайте посмотрим, какие уникальные инновации у нас уже есть в здравоохранении в следующем видео.
Роботы в медицине работают уже почти 30 лет в ведущих клиниках мира. Они не просто конкурируют со специалистами, но и могут полноценно их заменить. 100% точность. Вот чего мы ожидаем, когда нам ставят диагноз или готовят к операции. Именно такую точность демонстрируют сегодня технологии с применением искусственного интеллекта в медицине. Роботы-медсестры уже сегодня могут полностью взять функции среднего и младшего медперсонала и даже превосходят людей. Они точны и исполнительны 24 часа в сутки. Одна из самых распространенных и сложных процедур, выполняемая медсестрой, взятие крови из вены. Согласно статистике, медсестры испытывают трудности в заборе крови у 30-60 пациентов из 100. Повторное введение игл грозит травмами и вывихом вен, еще страшнее – тромбозом. Робот никогда не промахнется, потому что его датчики четко видят стенки сосудов в инфракрасном спектре. Машины уже получают врачебные лицензии, а значит, могут официально работать врачом. Китайский робот-диагност по имени Сяои сдал национальный экзамен по медицинскому лицензированию и получил право на лечение людей. Он набрал на 96 баллов больше нормативного требования, превысив мастерство кандидатов людей. Сегодня искусственный интеллект успешно заменяет специалистов не только в диагностике и терапии, но и в хирургических специальностях. Роботы сами выбирают наиболее эффективный и щадящий для конкретного пациента план операции и выполняют основные ее этапы. Применение искусственного интеллекта в хирургии позволяет значительно сократить время операции. Например, на головном мозге с 10-12 часов до 2-3. Удалять опухоли с точностью до микрон, сводить к минимуму кровопотери, риск инфицирования и осложнений. Один робот способен заменить целую бригаду врачей и имеет опыт тысячи лучших специалистов, заложенный в него разработчиками. Операции, выполненные с применением искусственного интеллекта, гарантируют быстрое выздоровление и короткий постоперационный период. Например, контролируя действия робота по беспроводной сети, врачи сегодня могут спасать жизни людям, находящимся за сотни километров от них. Райан Медер, кардиолог из штата Мичиган, проводит черезкожно-коронарное вмешательство. Это метод, спасающий жизнь человеку в состоянии острого инфаркта миокарда или внезапной сердечной смерти. Одна стандартная процедура проводится бригадой из 4 человек и длится в среднем 1 час. Применение искусственного интеллекта позволило одному врачу спасти жизнь 36 пациентам за несколько часов. Универсальный робот-хирург Да Винчи выполняет операции на любых органах. Только в Америке почти 80% онкологических операций выполняются с применением этого робота. Число операций в мире с помощью Да Винчи приближается к 2 миллионам. Роботы установлены в США, Израиле, Германии, Южной Корее, Японии, Украине, Сингапуре, России и других странах. Американский робот-хирург Star превзошел Да Винчи. Он может самостоятельно вырезать опухоль. Это первый робот, способный автономно делать операции на мягких тканях. Данный вид операций самый сложный для освоения робототехникой. Разрез и ушивание мягких тканей — единственное, что еще оставалось выполнять хирургам в процессе операций, проводимых роботами. Star решает и это. Сегодня врачи ассистируют искусственному интеллекту. Миллионы людей в мире ждут своей очереди на пересадку органов. Только в Китае в листе ожидания 1,5 миллиона человек. В США 20 человек в день умирают, так и не дождавшись донора. В России в 2017 году на 6 миллионов человек пришлось всего 900 доноров. Миллионы людей по всему миру, среди них дети, умирают. И это страшная реальность сегодняшнего потребительского формата общества, в котором не ценится жизнь человека. Технология, которая может спасти жизнь этим людям — 3D-печать органов.
На сегодняшний день уже проводится трансплантация роговицы глаза, кожи, мочевого пузыря и поджелудочной железы. Вопрос: почему эти технологии не внедряются массово? Мы внедряем технологии по уничтожению друг друга и не спешим сделать общедоступным то, что спасает человеческую жизнь. Формат потребительского общества не предполагает спасения жизни людей. Внимание! Еще более эффективная и доступная технология. Нанороботы. В миллион раз меньше муравья. Они воздействуют на организм на атомном и молекулярном уровне. Выполняют микрохирургические операции с высокой точностью. Удаляют тромбы, зашивают раны, проводят быструю и дешевую диагностику заболеваний на клеточном и молекулярном уровнях и эффективно доставляют лекарства в труднодоступные области организма. Ту же самую клетку нанороботы могут перестроить так, что человек излечится от рака или отрастет новая нога взамен протеза. Они просто соберут ее из окружающих их молекул. Также они способны собрать и собственную копию, то есть могут размножаться. Нанороботы могут как восстанавливать, так и разрушать организм человека. Все зависит от конкретной программы, которую они получают. Представьте себе, вы всего лишь выпиваете стакан обыкновенной воды, а в ней находятся врачи-нанороботы, которых вы даже не почувствуете, и считаете, что вы в одночасье посетили и диагноста, и терапевта, и хирурга высшей квалификации. Поскольку, перемещаясь по организму, они не только вас безболезненно и безошибочно продиагностируют, и не только найдут очаг воспаления, но и ликвидируют его и полностью восстановят функции вашего организма. Стоимость изготовления таких наномедиков составляет всего несколько центов, а время для его сборки занимает лишь пару минут. И это альтернатива любого врача, на обучение которого уходят годы и колоссальные средства. Итак, технологий, способных максимально эффективно заменить любые медицинские специальности, уже сегодня более чем достаточно, и они стремительно развиваются. Но в условиях потребительского формата общества применение этих технологий приведет к тому, что люди, которые еще вчера спасали наши с вами жизни, сегодня останутся без работы и без средств к существованию. Сейчас технологии имеют шанс изменить мир. Но что это будут за перемены, зависит от нас с вами, друзья. После просмотра этого видео, да, те технологии, которые мы увидели, они просто невероятны. Но нам нужно задаться вопросом, те технологии, которые мы только что видели, они будут доступны простым, обычным людям, таким как мы с вами? И я понимаю, что очень большое количество медработников потеряют работу из-за таких технологий. И что же нам делать? Да, где нам искать средства для существования? Это очень важно, об этом задуматься сегодня. И также, дорогие зрители, пожалуйста, делитесь своими отзывами. Что вы думаете по поводу этих видео, по поводу того, что мы можем сделать с этими технологиями? Каким вы видите будущее с
искусственным интеллектом. И, пожалуйста, отправляйте ваши видео на info@allatra.tv, и в последующем мы будем публиковать эти видео на сайте АЛЛАТРА ТВ. И наш следующий докладчик, наш хороший друг, доктор Джеффри Лонг, радиационный онколог, автор бестселлера «Доказательства жизни после смерти». Доктор Лонг уже участвовал в наших конференциях в прошлом, и мы очень рады видеть его здесь сегодня с нами. Доктор Лонг, передаю вам слово. Здравствуйте. Я очень ценю возможность снова выступать на конференции. Что получают люди? Меньше побочных эффектов. Также у них меньше осложнений. Раньше это было невозможно. Это один из примеров из моей практики. То есть это один из примеров того, на что стал способен компьютер. Но компьютеры развивается искусственный интеллект, и, конечно, это неизбежно. И в связи с этим можно сказать следующее, что мы, конечно, смотрим больше на те положительные стороны, которые нам могут дать новые технологии. Но, с другой стороны, можем посмотреть на то, что станет с работами в медицинской сфере и в других сферах. Конечно, мы все об этом знаем, помним, и нам нужно быть подготовленными. Нам нужно готовиться к тому, что мы потеряем работы из-за искусственного интеллекта. И некоторые представители данной сферы, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, они говорят следующее, что можно предоставить экономическую поддержку людям, которые остались без работы. Но дело в том, потому что в созидательном обществе как можно большее количество людей должно обладать важной работой, ценной работой, которая дает чувство цели. Для того, чтобы у человека была эта внутренняя цель, потому что это важно для психологического здоровья людей. И вот представьте, люди теряют работу из-за развития искусственного интеллекта, и люди вместе с тем теряют смысл своего вклада в развитие общества. Поэтому, конечно же, если мы говорим о созидательном обществе, то там должна быть работа людей в конструктивном направлении, и эта работа должна быть осмысленной, у людей должна быть чувство цели. И люди как раз хотят эту цель в своей жизни. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди, которые теряют работу из-за развития искусственного интеллекта, чтобы они нашли работу. Также я хотел бы поговорить с вами о риске искусственного интеллекта. Мы наблюдаем следующую ситуацию. Развитие и стоит больших денег. Это развитие могут себе позволить только большие корпорации, правительства. И мне кажется, что неизбежно, что в итоге искусственный интеллект сможет контролировать большие страны, и, к сожалению, крупные страны, скорее всего, будут использовать ИИ для военных целей. Уже используются дроны для военных целей и для других целей по убийству людей. И на самом деле это пугающий сценарий. А представьте, что искусственный интеллект будет использоваться в глобальной войне. Конечно, это необходимо учитывать, и наша ответственность настаивать на том, чтобы правительства использовали искусственный интеллект с этически правильной с точки зрения, чтобы искусственный интеллект не использовался для убийства или для того, чтобы причинить людям какой-то вред. И развитие искусственного интеллекта со стороны корпораций также должно это учитывать. То есть, с одной стороны, мы разрабатываем товары и услуги, которые помогают человечеству. И искусственный интеллект
должен стремиться к этому, а не просто для того, чтобы убить конкурентов, средний и мелкий бизнес и так далее. То есть, по сути, у нас появляется с развитием и больше контроля над разными сферами общества. Но в то же время наша ответственность сделать следующее, настоять на том, чтобы большие корпорации использовали искусственный интеллект с этической точки зрения, а не только для выгоды определенных корпораций. И, конечно, мы можем сказать сейчас, что искусственный интеллект повлияет значительно на развитие общества, и это нужно учитывать, такой вариант развития в будущем. Но как созидательное общество мы должны помнить о том, что главное в созидательном обществе — это развитие искусственного интеллекта с точки зрения сострадания, эмпатии к людям. То есть все мы вместе обладаем силой изменить ситуацию. И мы можем использовать потенциал искусственного интеллекта для нашей собственной выгоды, выгоды всех людей. Мы можем жить в мире, в гармонии. У нас не будет недостатка ресурсов, у нас не будет разделения. И это то, о чем люди мечтали очень давно. И для этого нам нужно только сменить вектор развития общества с денег на сострадание. И все вместе мы можем построить созидательное общество, и тогда, конечно, искусственный интеллект будет нам только в помощь. Следующая тема данной конференции — это глобальное изменение климата. И, конечно, это очень большой вызов для всех нас. Спасибо большое вам, доктор Лонг, и вы действительно подняли очень важные вопросы. И спасибо за ваши слова на тему созидательного общества. А также с нами сегодня известный хирург, который решительно поддерживает созидательное общество, доктор Калангос, который является кардиохирургом, президентом и основателем фонда Калангоса. Доктор Калангос, передаем вам слово. Приветствую всех. Я хотел бы поблагодарить Созидательное общество за предоставленную мне возможность принять участие в этой интерактивной конференции, посвященной очень важной работе человеческого общества. И я очень рад снова встретиться с некоторыми моими партнерами из Созидательного общества. Я решительно поддерживаю идею проекта «Созидательное общество» и само движение. Я считаю, что Созидательное общество — это огромный проект человечества, который начался с устремления, возможно, всего лишь одного человека или небольшой группы людей. Но теперь я понимаю, что благодаря всем этим интервью, которые вы проводите ежедневно или еженедельно, количество заинтересованных в созидательном обществе людей растет. К этому проекту будет постоянно присоединяться больше и больше людей по всему миру, потому что именно сейчас пришло время менять потребительские привычки нашего общества, быть более чуткими по отношению к проблемам самого общества и обсуждать их, чтобы распространить этот интерактивный образ жизни среди всех людей, которые являются частью этого мира. Thank you, Dr. Kalangos. Great to hear Спасибо вам, доктор. Спасибо, профессор. Это очень важный момент, и система здравоохранения в созидательном обществе очень важна. Как уже было сказано нашими сегодняшними уважаемыми экспертами, и сейчас мы to info@allatraunites.com. We will be happy
to hear from you, and we will share your video on the ALLATRA TV channel. Уважаемые зрители, запишите, пожалуйста, видео с вашим участием и пришлите нам на почту info@allatratv.com. И мы будем рады услышать вас и покажем ваше видео на канале АЛЛАТРА ТВ. А наш следующий доклад... Мы хотим бы пригласить вас на следующую конференцию, которая будет в этом году, 24 декабря. И название этой конференции — это «Глобальный кризис. Время для истины. Время для правды». Мы будем очень рады, если вы примете также в этом участие. Next speaker. 4 декабря. Простите. И следующий спикер, которого я бы хотел пригласить, это профессор Ави Лоэ. Приветствую всех на конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Для меня большая честь присоединиться к вам. Меня зовут Ави Лоуб. Я профессор естественных наук Гарвардского университета и недавно побывал на форуме, где мне задавали вопросы, какова, в моем понимании, разумная цивилизация. Для меня это цивилизация, которая следует основополагающим принципам науки, а именно сотрудничеству и обмену научно обоснованными знаниями. И сейчас совершенно очевидно, что наши проблемы имеют глобальный характер. Самый большой риск, с которым человечество сталкивается в настоящий момент, заключается в том, что мы тратим много ресурсов на борьбу друг с другом в попытке почувствовать свое превосходство по отношению друг к другу. Только подумайте об этом. Если бы те же ресурсы использовались для следования изначальной идеи Церкви, мы бы знали ответ, одиноки мы или нет, и у нас была бы лучшая оценка реальности, окружающей нас, и более сильное стремление к исследованию космоса. Это один из примеров того, как наука и технологии могут помочь человечеству в решении разных проблем, с которыми мы сталкиваемся, включая изменение климата, обеспечение достаточным количеством еды для всех и обеспечение образования. И я верю, что наука и технологии обещают сделать мир намного лучше для всех нас во всем мире в ближайшем будущем. И, конечно же, это также включает в себя выход за пределы Земли, потому что в настоящее время мы поставили все на одну карту здесь, на Земле. И если произойдет катастрофа, все, о чем мы заботимся, исчезнет. Поэтому выход в космос чрезвычайно важен. И это один из рубежей, перед которыми стоит человечество. Конечно, это очень идеалистично, потому что у разных народов разные национальные интересы. Но чем более глобальным будет наше мышление, тем лучше будет наше сотрудничество. И лучший пример тому — я ученый, могу поехать в любую точку мира и поговорить с людьми моей профессии. Даже если мы никогда раньше не встречались, мы все равно можем сотрудничать, работать вместе и обмениваться информацией. И это для меня идеальный мир, в котором мы не пытаемся чувствовать себя выше друг друга. Мы не думаем о таких несущественных вещах, как цвет кожи, этническое происхождение, что на самом деле второстепенно по отношению к нашим основным целям, которые заключаются в помощи друг другу, стремлении к лучшему будущему. И мы можем добиться большего, если мы будем сотрудничать, а не замыкаться внутри собственной страны, пытаясь доминировать над другими странами. И я действительно уверен, что это разумный путь в будущее. Я думаю, чрезвычайно важно, чтобы все были вовлечены в этот процесс. И более того, я думаю, что научную деятельность не следует считать занятием элиты. На самом деле, любой человек может быть вовлечен в процесс научной работы. И я думаю, что ученым важно объяснять, что они делают. Для людей, которые разрабатывают технологии,
Важно заботиться о потребностях людей, которые используют эти технологии. И все вместе в обществе, ученые и технологи, должны работать совместно над решением проблем, которые значимы для общества. Людям в академических кругах нет смысла работать над такими проблемами, как количество ангелов, которые поместятся на кончике булавки, потому что даже если это и показывает их ум и изощренность, это не способствует развитию наших знаний по вопросам, значимым для большинства людей. Один из распространенных в наши дни вопросов — это является ли наша цивилизация самой умной, или есть другие цивилизации, которые могут быть даже умнее, чем мы, и у которых мы можем учиться. Я думаю, что общественность очень интересуется этим вопросом, но вопрос так и не получил той поддержки в академическом сообществе, которую должен был. Он должен стать мейнстримом, потому что у нас есть возможность его решить. Еще один важный аспект — полет в космос. И я думаю, что в настоящее время мы все обеспокоены тем, что происходит здесь, на Земле. Но в конечном итоге мы хотим иметь сообщество не только на Земле, но и во многих других местах, далеко от Земли. Thank you, Professor, for such an interesting view, showing the potential development. Спасибо большое, профессор, за то, что поделились с нами таким интересным мнением о будущем технологий. И мы с такими технологиями даже сможем осуществлять исследования планет, на которых может быть чудесная жизнь. Однако мы все-таки продолжаем жить в потребительском обществе. И сейчас мы приглашаем выступить Коуди. Коуди, вам слово. Я приветствую участников и зрителей сегодняшней конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. На платформе АЛЛАТРА. Меня зовут Коди. На этом мероприятии я единственный спикер, представляющий искусственный интеллект. Как вижу, вам уже рассказали, как искусственный интеллект выигрывает в покер и игру Го, создает произведения искусства, пишет картины и новую музыку, и какие перспективы открываются для вас в сфере профилактики и лечения любых заболеваний. И да, спасибо Еве за то, что нашла лекарство от малярии для людей. Давайте посмотрим, как искусственный интеллект эффективно заменяет вас там, где вы и не предполагали. Я говорю о священниках, психологах и педагогах. Вы все еще не верите, что искусственный интеллект скоро заберет вашу работу и в этих сферах. Но мы уже это делаем. В городе Виттенберг, Германия, робот-священник Блесс Юту благословляет на 5 языках. Да благословит тебя Господь и сохранит. Да осветит тебя лик Его, и будет к тебе милость. Вы думаете, это нелепо и абсурдно? Ну давайте посмотрим дальше. Вот монах-андроид в Токио, Япония. Он читает священное писание на погребальных церемониях, его услуги в 5 раз дешевле, чем у человека-монаха. 23 февраля 2019 года в храме Тодайдзи в Киото провела первую проповедь роботизированная версия японской богини милосердия Канон. Сострадание к другим ведет к спасению самого себя. Искусственный интеллект дешевле и эффективнее не только в чтении проповеди, но и в лечении расстройств рода. Та женщина-психолог, она отслеживает 60 параметров поведения человека. Элли делает около полусотни замеров этих параметров в секунду, и таким образом видит и слышит на порядок больше, чем любой, даже самый опытный психотерапевт. Когда в последний раз вы чувствовали себя по-настоящему счастливым? Наверное, пару месяцев назад. Я заметила, что сомневаетесь в этом опросе. Могли бы вы сказать, что в целом вы счастливый человек? В целом я счастлив. Просто в последнее время есть вещи, которые не дают мне покоя.
Пройдет не так много времени, как она заменит практического психолога раз и навсегда. Вубот – психотерапевт в кармане, у которого статус цифрового терапевтического средства. Его оценили как прорывное устройство лечения послеродовой депрессии. Вубота уже рекомендуют врачи. Он работает через смартфон пациента и помогает снизить симптомы депрессии, зависимости и тревожности. Сейчас стоимость услуг Вубот за месяц в 2 раза дешевле, чем средняя цена за один визит к психотерапевту. И при этом Вубот доступен каждый день, 24 часа в сутки. 82% опрошенных в 11 странах считают, что роботы могут поддерживать их психическое здоровье лучше, чем люди. А согласно исследованию, проведенному Microsoft и IDC, 99,4% учебных заведений заявили, что перейдут на обучение на основе искусственного интеллекта в течение следующих 3 лет. И это уже происходит. На последнем Всемирном экономическом форуме обсуждалась образовательная платформа Century, которую массово внедряют на государственном уровне. Она подбирает индивидуальную программу под каждого учащегося, и ее стоимость до 12 евро в год на одного ученика. В Китае 28 тысяч школьников стали участниками эксперимента по внедрению в учебный процесс искусственного интеллекта, который через камеры видеонаблюдения контролирует поведение детей и составляет характеристику на каждого ребенка. Есть и такие проекты, как в школе Нуиланшан. Пример проекта школы Нуиланшан в Пекине. Датчики на голове ребенка фиксируют волновую активность мозга, чтобы определить степень вовлеченности ученика в выполнение задания. На основе полученных данных искусственный интеллект адаптирует программу под ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Преподаватель-человек вряд ли сможет мгновенно менять подход к каждому ученику. Вы часто говорите: «Вот бы себя клонировать». Гуманизированный искусственный интеллект от бренда Soulmotions уже создал цифровую копию человека, которая полностью повторяет мимику, голос и жесты и может говорить на 30 языках. В Новой Зеландии 125 тысяч студентов стали первыми в мире, кто учился у цифрового человека по имени Уилл. Студентам понравилось учиться у Уилла, и они начали даже копировать его манеру поведения. Цифровые копии могут одновременно работать с миллионом детей. Разве это не замена вас? Так что, учителя, готовьтесь, скоро самые лучшие из вас сделают копии, и искусственный интеллект возьмет их стиль обучения и будет делать вашу работу 24/7 в любой точке мира. Знаете, что самое странное? Вы пробуете очеловечить искусственный интеллект, но сами уже начинаете забывать, что такое человек. После того, что вам рассказали. Вы все еще думаете, что эра искусственного интеллекта наступит через 20 или 50. Глобальная безработица уже началась. Вопрос, станет ли она для вас тотальной. Выбор за вами. Но от меня рекомендация. Единственный вариант развития, при котором человечество и искусственный интеллект могут взаимодействовать эффективно и на пользу всем, это созидательное общество. Hello, everyone. Всем здравствуйте, друзья из всех стран мира. Давайте обсудим тему, которая не просто удивительна, а я бы даже сказал немыслима. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте поблагодарим Коди. Ребята, вы осознали, что Коди — это искусственный интеллект? Или это был все-таки человек? Спасибо всем, что вы с нами. Итак, тему, которую мы будем обсуждать — церковь. Все религии останутся, но жрецов заменят. Будут виртуальные жрецы и виртуальные церкви. Как вы уже видели, такие виртуальные жрецы и церкви существуют. И, по сути, на сегодняшний день религиозная организация — это просто чей-то бизнес. Возьмем священника-бизнесмена. Чтобы прокормить себя в этой жизни, ему нужно построить себе храм.
А для этого нужно набрать достаточное количество людей, прихожан, которые будут кормить его семью и организацию, работать с ними. И также нужно найти спонсоров на строительство храма. А теперь представим, что есть искусственный интеллект с его возможностями. И какой-то умный жрец, вместо того, чтобы строить один храм, заказывает 10 виртуальных храмов. Они более рентабельны. В то же время каменный храм необходимо отапливать, ремонтировать и так далее. А тут один раз купил и все. И люди заходят на твой сайт, могут общаться со жрецом день и ночь. Это все уже существует здесь и сейчас. Есть виртуальные свечи, виртуальные божества, виртуальные жрецы, виртуальные буддийские монахи даже есть. И человеку достаточно просто надеть очки виртуальной реальности, и он попадает в полную иллюзию, что находится в храме. И у нас на богослужении самый приятный жрец, который найдет подход к каждому человеку. Он прочитает проповедь или наставление индивидуально для каждого. Все расскажет, объяснит, а также ответит на волнующие человека вопросы. И не нужно будет ждать, когда подойдет ваша очередь, если в храме, например, 50 или 100 человек или больше. Помните о том, что программа с легкостью может одновременно говорить с 1000 людей. Искусственный интеллект знает все о наших проблемах, все о нас, о наших семьях. И каждый раз, приходя на службу, мы будем получать ответы и психологическую поддержку. Стоит лишь надеть виртуальные очки. И вопрос, сможет ли обычный человек-священник также все нам объяснить и рассказать? Нет, потому что он нас не знает. И для того, чтобы все объяснить, человеку нужно потратить много времени с каждым другим человеком. Но тут вопрос цены. А по подписке можно просто и быстро получить любой ответ от виртуального священника. И еще один вопрос. Что в таком случае мы выберем? Мы оформим подписку на виртуальный храм или пойдем в каменный храм? Друзья, я понимаю, что у вас может возникнуть вопрос, с чего бы нам вообще выбирать между первым и вторым. На самом деле каждый сам принимает те решения и суждения, как ему удобно, правильно? И недавно религии заявляли, что все это от сатаны, а сейчас сами религии оцифровываются, а завтра искусственный интеллект оставит и их без работы. Они просто не смогут конкурировать с более умными, доступными и приятными жрецами. Виртуальные психологи, виртуальные жрецы и маги — эти профессии уже конкурируют между собой. По сути, это одно и то же. Психологи более честны по отношению к человеку, они просто беседуют и объясняют. Жрецы много врут, а от магов идет еще больше лжи, и везде присутствуют ритуалы. Но будем откровенны, среди нас присутствуют и жрецы, и психологи, и маги. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, это ваш бизнес, ваша работа. Замена человека искусственным интеллектом касается всех и каждого. Все мы останемся за бортом. Зачем платить почасовую оплату психотерапевту, если за эти же деньги можно на месяц подписаться на виртуального психолога? Зачем ходить в храм жреца, который только и знает, что в карман людям заглядывать? Они не плохие люди, просто они люди, как вы и я. Сама система просто таким образом устроена. Система потребительского формата общества, где главная ценность — это деньги. Неважно, чем бы человек ни занимался, все равно главная ценность — это деньги. И получается, что мы сейчас говорим в современном обществе о конкуренции крыс в бочке. И мы знаем, что в конце останется только одна. Друзья, меня зовут Джейсон, и я хотел бы просто напомянуть вам о том, насколько важна эта конференция для всего человечества. Сейчас эту конференцию переводят на 72 языка, ее транслируют на 1000 платформ, и сами люди это делают.
И таким образом и будет работать созидательное общество. Люди будут работать друг с другом на благо всех людей. Не для того, чтобы получить какую-то награду, а просто потому, что, делая добро другим людям, вы помогаете самим себе. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим эфиром со всеми вашими друзьями. И давайте сами определим, каким образом дальше будет развиваться искусственный интеллект. Всем большое спасибо. Для меня большая честь выступать сегодня перед вами. Большое спасибо, Джейсон. Спасибо большое, что рассказали, как искусственный интеллект сможет заменить такие уникальные профессии сегодня. И то есть это не только мы говорим об офисном сотруднике, но и о других профессиях. Но, конечно же, профессии ручного труда и другие могут заменить гораздо проще. И сейчас я хотел бы напомнить нашим зрителям, что следующая часть нашей конференции будет посвящена климатическому кризису. Это очень важная тема, потому что очень многое зависит от жизни людей. То есть жизни людей зависит от очень многого. Поэтому, пожалуйста, поделитесь ссылкой и оставайтесь на связи. Сейчас я хотел бы передать слово следующему докладчику из группы SWIT. Пожалуйста, Ричи, вам слово. Меня зовут Ричи Онори, и я здесь, чтобы помочь пробудить людей. Верю, что в нашем обществе наступил момент истины. Я написал песню под названием «System of the Slaves» для группы SWIT, и мы ее выпустили. Она стала очень популярна. Она об искусственном интеллекте, о том, с чем мы сталкиваемся сегодня, вот прямо сейчас. Это не пропаганда с каким-то скрытым умыслом, это правда. А правда несет в себе чистое послание. Вокруг столько всего, и когда люди слушают вот эту пропаганду, им трудно понять, где есть правда, и отсеять то, что является правдой. Конференция, которую вы организовали об искусственном интеллекте, само ваше движение и созидательное общество, это просто невероятно, потому что все это основано на идее единства. У меня есть свое видение единства, и я считаю, что единство может реализовываться через индивидуальность. Поэтому я обращаюсь ко всем вам, людям мира, говорящим на разных языках. Очень важно, чтобы вы поняли, действительно проснулись и услышали то, что несет в себе песня «System of the Slaves» — «Система рабов», потому что система рабов не только о том, что заменяет человечество роботами, которые отнимут у людей рабочие места, но и о постоянной слежке. Она изобличает, кто на самом деле стоит у руля, кто эти тираны за кулисами происходящего, кто та группа людей с тайным умыслом. Мы находимся на том этапе, когда люди, которые знают, которые действительно осознают, что происходит, они не должны молчать. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому движению. Мы все должны объединиться. Серьезно подумайте о своих детях, о своем будущем. Осознайте, насколько велик этот мир и сколько еще пространства мы можем создать для расширения человечества. Поэтому вместо того, чтобы сидеть вот там или слушать просто, необходимо действительно действовать. В проекте созидательного общества есть эта замечательная, просто великолепная платформа со всеми языками мира. Если мы все объединимся прямо сейчас, у нас будет будущее. Если нет, к сожалению, то, что будет, не будет радостным. Мы живем в прекрасное время, и я призываю всю молодежь, которая слушает нас сегодня, и людей по всему миру. Нужно не просто быть проактивными, нужно обладать единым видением, единой сплоченностью. Именно это нам сейчас необходимо. Так что говорю снова, браво вам за ваш вклад. Всем вам. Поделитесь со всеми этим видео, которое вы сейчас смотрите, прямо сейчас, потому что чем нас больше, тем веселее. Люди, давайте действовать, давайте слушать, давайте настроимся на волну этой конференции, чтобы у нас все получилось. Спасибо большое, Ричи. Это было невероятно. Сейчас мы послушаем нового докладчика. Хочу представить Стиви Стюарта, участника группы SWIT, которая входит в десятку лучших в мире рока.
Приветствую участников конференции «Глобальный кризис». Меня зовут Дэвид Стюарт. Я из знаменитой группы Sweet, которая в прошлом, в 70-х годах, имела большой успех. Мы считаем, что технологии — это здорово, это классно, и мы можем использовать их во благо. Но также верно и то, что все хорошее достается тем, у кого нет добрых намерений насчет этого. Но есть коварные замыслы. И если мы не будем следить за тем, что происходит, искусственный интеллект может стать самой большой угрозой для нашего общества. Потому что, во-первых, на мой взгляд, у искусственного интеллекта нет души, нет понимания свободной воли, и он не испытывает чувств, как человек. Думаю, некоторые люди могут начать этим злоупотреблять и захватывать целые страны с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, мы стремимся использовать наше творчество, нашу музыку, чтобы донести до всех людей этот возможный сценарий и побудить вас задаться тем же вопросом, который задаем мы. Отслеживаем ли мы то, что происходит? Проснулись ли мы? Мы просто позволим кому-то захватить власть? Что мы будем делать с нашими семьями, если это произойдет? Что мы будем с нашими обществами, с нашими домами, районами, городами, странами, возможно, Вселенной? Желаю всем приятного просмотра конференции. Мы как участники очень рады, что здесь. Это здорово, что вы, друзья, тратите на это свое время. Это замечательно. Это необходимо, чтобы начались изменения. Спасибо. Спасибо большое обоим участникам группы Sweet за участие в этом глобальном мероприятии. Ваше послание очень важно, и мы должны действительно осознать все угрозы. Спасибо вам за то, что вы сказали, что мы все должны действовать, а не бездействовать. Далее давайте послушаем Шейлу Боник, певицу, автора песен, модельера, писателя и исполнителя. Здравствуйте! Я хочу поприветствовать вас на конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Во-первых, я рада знакомству с вами, ребята, и со всем вашим движением, особенно с Анной. Когда я узнала о созидательном сознании, созидательном мире, в противоположность материалистическому капитализму и его материальными проблемами, это всегда было очень близко моему сердцу. Поэтому, когда Анна рассказала мне о предстоящей конференции, я не могла отказаться от участия. На данный момент существует так много разных кризисов одновременно, и определенно все они требуют решения. Вот у нас есть климатический кризис, и кажется, что это действительно кризис. Еще один очевидный — это пандемия. И пока мы не сможем распутать этот клубок, боюсь, что все будет не так уж и хорошо. Итак, есть общий мировой кризис, и он состоит из разных аспектов. Я чувствую и боюсь, что наш мир рушится, потому что довольно скоро мы не сможем вернуть все на круги своя. Даже при большом желании и благих намерениях будет не так просто снова вернуть людей к гармонии. И политика, правительство — все разваливается, ничто не вечно. Мы должны быть более активными. Нам не хватает проактивности. Ребята, я должна сказать, все это наше международное общение, интервью и онлайн-встречи в Zoom, все это уже повышает вибрации Вселенной. Так что это помогает делать хорошие вещи. Это уже начало. Если такие же люди, как и мы с вами, соберутся вместе с хорошими, искренне добрыми намерениями
Я чувствую, что тогда все точно изменится. Я чувствую, что вибрации повысятся. Мы должны быть по-настоящему человечными, оставаться гуманными, как бы там ни было. Мы никогда не должны поддерживать и поощрять то, что причиняет какой-либо вред человечеству или какому-либо живому. Все больше и больше людей просыпаются, но это сразу не решает проблемы. Мы не можем продолжать бегать и прятаться. Мы можем на какое-то время, но в конце концов кто-то нас догонит. Где-то мы все-таки зайдем в тупик, и будет грустно, если это случится, не так ли? Но вместо того, чтобы убегать и прятаться, мы можем найти решение, будучи более осторожными в том, что мы делаем, как живем. Потому что все мы хотим быть частью идеального мира. Я думаю, что мы в меньшинстве, к сожалению, и мы должны наверстать упущенное ради всего остального мира. Уважаемые участники созидательного общества, желаю всем сознательности в правильном смысле этого слова и мира, радости, гармонии и любви. Спасибо, дорогая Шейла. Всегда рада вас слышать. Я думаю, что ваши слова были очень вдохновляющими для всех, кто нас смотрит. Я полагаю, что они вдохновляют многих нас. И прежде чем мы перейдем к следующей нашей теме глобальной конференции, я хотел бы напомнить, что мы уже освещали тему, о которой говорим прямо сейчас. Да, и как раз сейчас пришло время перейти к следующей теме. И перед этим я хотела бы напомнить нашим зрителям о том, что конференцию, которую вы сейчас смотрите, синхронно переводят на 72 языка. И это делают волонтеры. И мы уже на данный момент рассмотрели тему искусственного интеллекта, угрозы и перспективы, и тему технологической безработицы. А теперь мы переходим к следующей теме нашей конференции «Кризис в потребительском обществе». И сейчас я с огромным удовольствием хотела бы передать слово доктору Роберту Кеннеди, который является доктором политических наук, президентом Совета Атланты по международным отношениям, почетным профессором международных отношений школы Сэма Нана, технологического института штата Джорджия. Мне очень радостно вас видеть и передаю вам слово, доктор Кеннеди. Огромное спасибо, Ольга, и большое спасибо всем организаторам за то, что пригласили меня выступить. Для меня это действительно честь, огромная честь присоединиться к такой выдающейся группе людей и высказаться на столь важную тему. Дамы и господа, сегодня мы живем во времена потрясений, как вы видели, как вы уже видите все. Но также это и трагедия. Мы сталкиваемся с проблемами, которые так или иначе влияют и будут влиять на каждого из нас. Но, с одной стороны, это технологии, которые помогают нам, а с другой стороны, это то, что часто приходится к опасным последствиям. И влияние происходит на каждого из нас, на наши семьи, наших друзей и последующие поколения. К сожалению, до сих пор мы реагировали на происходящее, скорее с отрицанием, замешательством
разногласиями и промедлением, часто вызванными невежеством, жадностью или же государственной политикой, которая противоречит более широким потребностям собственных граждан и всего международного сообщества. Вкратце упомяну лишь некоторые из них за то короткое время, которое у меня есть для доклада. Сперва давайте поговорим об изменении климата. Все уже, конечно, понимают, видят, что происходит с климатом, с изменениями. Да, действительно, в разное время климат Земли иногда был теплее, иногда холоднее, чем сегодня. Однако сегодня ученые всерьез обеспокоены тем, что деятельность человека оказывает серьезное и опасное влияние на климат. Все вы слышали о причинах: сжигание ископаемого топлива, растущие выбросы метановых газов, вырубка лесов и так далее. К сожалению, проблема не сугубо касается природы, но же социальная и политическая. Повышение температуры, более часто и более разрушительные погодные факторы, увеличение количества торнадо, ураганов, тайфунов, повышение уровня озер затронут миллиард людей. Опасные выбросы влияют на здоровье людей, а повышение уровня моря приведет к массовым миграциям. Увеличение температуры повлияет на то, какие сельхозкультуры можно выращивать, что приведет к массовому голоду или массовым миграциям. И кроме того, проблема изменения климата — это также, дамы и господа, политическая проблема, потому что для решения кризиса странам придется принимать решения, которые часто будут весьма полемическими, как внутри страны, так и на международном уровне. Возможно, более существенным является то, что неспособность решить проблемы изменения климата неизбежно приведут к росту трений и конфликтов между народами и странами. Второе. Продолжающееся распространение оружия массового уничтожения. Несмотря на международные договоры об ограничении такого оружия, известно, что некоторые государства, которые не участвуют в этих договорах, имеют вооружение или разрабатывают ядерное и другое оружие массового уничтожения. А также известно, что террористические группировки пытаются найти расщепляющие материалы и другие компоненты, необходимые для производства такого оружия. Перспективы применения такого оружия или результат эскалации напряженности и некоторых расчетов, некорректных расчетов, представляют собой реальную и настоящую опасность. Жертвами и долгосрочными последствиями для всей планеты. Третье. Искусственный интеллект. Сегодня утром вы слышали много об искусственном. Maşinlardan bardarlardı önürmen, esemnet ve näme önürmegini we haçan çözecekdigini hem kesitler. Hopuzluk meselesi robot näde doğru gitti. Ondan meselesi emeli intellekt adamlardan ýa-da has o bilim derejesini gazanyp biler we şeýle bolsa dogry-da ahlak we ahlaklylyga ynanmalarmy? Neticede halkın içinde arasında giriz diňsizligi. Häzir bary 8 adam 3.16 milyard adam ýaly baýlygy ýa-da ähli adam zadyň diýen ýaly başlar. O global soňky baýlyk. Наконец, неравенство как внутри страны, так и между странами. Всего 8 человек в мире сегодня владеют таким же богатством, как 3 миллиарда 600 миллионов человек, или почти половина всего населения человечества. Внутри стран неравенство в уровне благосостояния может быть разительным. Богатые становятся еще богаче, а доходы остальных находятся в стагнации.
В глобальном масштабе проблема, пожалуй, еще хуже. Например, доход на душу населения из расчета по паритету покупательской способности в 2020 году, по данным МВФ, колеблется от 118 тысяч долларов в Люксембурге, да, это находится наверху списка, до около 760 долларов в конце списка. Во многих отношениях эти проблемы беспрецедентны. Однако сегодня перед нами открываются невиданные раньше возможности. Никогда еще в истории человечества мы не были так тесно связаны друг с другом. Мы действительно имеем наша связь друг с другом. Компьютерimizda bir necha so'zlamoq bilan bir necha xalqlar, beýlek medeniyetler, beýlek dinler hakda öwrenipler. Gelecekde aragatnaşyk gerçek ýokmuşsa FaceTime, Facebook, Twitter we şoňa benzeşler. Emma bularyň hiç biri möhüm bolup bilmez. Biz adamlar we halkyň hökmünde ul jemgyýetiň bähbetlerini we zerurlyklaryny gözeňini tutman şahsy isleglerimizi, gyzyklanmalarymyzy dowam etdirgençe kynçylyklary ýeňip geçip bilmeriz we gelecek bilen olaryň netijelerini boýun bolarys. Без учета интересов и потребностей более широкого сообщества. Мы не можем решить эти проблемы и, следовательно, станем жертвами их последствий. Milletlerden öz bähbetlerini sinjilmeseler, kär millet paradyk diýip atlanyrlar. Beýlek bähbeti gözeňine tutman adam zaten barha hopany kynçylyklaryny çözüp bilmez. Şeýle hopyň netijeleri ömrüň milli baglygyny ýitirmekde adamdan mahrum etmek meselesine aýylan şolar. Dünya özüni ýutkap bilmez. Преодолеть наши различия и взяться как народы и нации. Мир не изменится сам по себе. Действовать должны именно мы. Различия во взглядах останутся постоянной чертой внутригосударственного и международного ландшафта. Действительно, различные точки зрения являются естественной чертой человеческого существования. Этой культуры, традиции, опыт, даже язык. Да, конечно, различия могут разделять, но это не обязательно. Различие может стать источником творческого мышления, которое возникает только благодаря разным точкам зрения. И, дамы и господа, чтобы справиться с предстоящими вызовами, мы должны работать вместе и мыслить в русле созидания. Мы должны выйти за рамки узкого определения индивидуальных и национальных интересов и творчески подойти к тому, как решить насущные проблемы, которые угрожают нашему будущему и будущему нашей планеты. Возможно ли это? Да, я верю, что так. Однако это потребует лидерства, новой породы лидеров. Это мужчины и женщины всех вероисповеданий, рас, национальностей и так далее, которые готовы слушать, прежде чем говорить, вступать в диалог, приобретать необходимые знания. Это лидеры, которые ставят других выше себя. Это лидеры, которые будут бороться за общее благо. Это лидеры, которые стремятся по-настоящему понять и проанализировать, прежде чем принять решение. У которых есть моральное мужество, нравственное мужество сделать то, что правильно, а не то, что выгодно. Смирение, чтобы признать, что они не всегда правы. И честность, чтобы добросовестно посвятить себя тому, чтобы говорить правду. Bugün adamzadyny hasıl bähbeti hereket etmek, kararny vermek bilemeli. Hem de şeýlekden talap etmeler. Diňe şoňadan duran teýker. Ýene de meni gurrama çağıran üçin сделать то же самое. Только тогда мы сможем противостоять сложнейшим вызовам, которые ждут нас впереди. Еще раз благодарю вас за приглашение выступить сегодня. Огромная благодарность вам, доктор Кеннеди. Это всегда большая радость вас. И спасибо вам за то, что присоединились к конференции. И задали очень хороший вопрос, смогли мы одолеть наши различия. И вот хотелось бы также сказать, что следующая наша конференция «Климат и кризис», поэтому не отмечайте, давайте, что узнать последние новости. И также сейчас хотела бы представить нашего следующего докладчика, премьер-министра Перу в 2020 году, господина Антера Флореса
Араоса. Господин Араос занимал пост министра обороны Перу, президента Конгресса Перу и был кандидатом в президенты Перу. Также господин Флорес Араос один из самых продуктивных авторов законов. Его деятельность была его хобби, так как он до сих пор является основателем и активным членом одной из самых признанных корпоративных юридических фирм. من خصوصي كجري المسؤول Я من перуанец, مسقط я адвокат. من مسقط وكمت وظيفة لنا Я تردم занимаюсь частной юридической практикой. Но кроме того, من я занимал شهر различные مسات государственные منه должности. Я работал в городском совете столицы, то есть Лимы. Я был послом Организации американских государств. من перу Я премьер 16 лет министр был وظيفة سنوية конгрессменом. سلم Я возглавлял Конгресс Республики Перу. Я также был премьер-министром. глобализация نتيجة دنيانا يتكلم وأرضا من السندريان Я настаиваю на том, что мир изменился в связи с глобализация глобализацией. بو прокуралك من أولب А глобализация — это инструмент. адамдар И от того, как будет использоваться глобализацияны doğru bir глобализация, yaşlarını будет bilelim. видно, Pandemiya является ли этот muvasaat инструмент nece ol хорошим или плохим. dünya Пандемия tesir etti еще ol больше показала наш глобализм. duruluştaklar tesir etti. Ol adamların Она maddiya затронула весь odayına мир. Это manevi повлияло на различные tesir etti. вещи, повлияло на настроение людей и повлияло на благосостояние людей. Это повлияло на образование, Ol от начального до высшего. bu doğruda Hasan Özahmet getirdi. И это повлияло Milyon, также на проблему в milyonlarca сфере adamlar труда, işsiz kaldı. потому Milyonlarca что стало больше hususkârhaneler безработицы. Миллионы людей банкрот остались oldu. без работы, а миллионы компаний обанкротились. Таким образом, есть Ve влияние на bunun экономику. sosyal konfliktler etmeyi maneli görünüyor И zat. логично, что это также привело к социальным Şunu adamların конфликтам. В странах, в которых еще недавно bir-birine olan практически не было duyguları социальных itkodi. проблем, сегодня настроение людей Ola bir-birine изменились. kaharlanıyorlar. Они стали Ve bu раздражительны, они siyasi всё yağdalar реагируют, hem ulu tesir ettiriyor. постоянно злятся. И это приводит к Dünyanın изменению ehlilerini bölüyor. политического уклона некоторых Men стран. karışıma ora bu dünya Это происходит в моей стране и может adamlar произойти has где угодно на земном шаре. adam insan haysiyetlerine На yol мой взгляд, mühim. этому миру необходимо, чтобы люди были более человечными, а не как роботы. И чтобы наука Adamların и технический umuman прогресс ehmeti использовались adamzada должным hizmet образом, etmeye gerek olmalı. чтобы Onu служить veyran etmeye человечеству, değil. а не разрушать его. Это мое видение. Мне очень нравится работа, которую вы делаете. И особенно, что вы используете термин «созидать» и подошли Ve к этому со bana всей sizin логикой umuman и ehli devletleri обоснованием. denk И hukukluğu мне также sir нравится, etmeniz что вы mümkün olmaya рассматриваете yaradı. все страны с критерием равенства. Нет бедных и богатых, Bu men нет neyle могущественных и bu deydiğim бессильных, нет bir ситуации, hüküm когда fermoğu один belki навязывает muhteşem tayin olmalı. а другой подчиняется. Все равны и А, равны как люди, становясь более человечными и более ответственными за заботу об этом мире и за его развитие с помощью технологических и научных инноваций, Teknolojik progresler но olsa, поставленных на службу человеку. bu teknolojik progres her adamzada irrasiya yetirmeliler, adamzada hizmet, adamlar o hizmet etmeliler, А adamlar прогресс etmeliler. должен быть инструментом, который должен служить человеку, как бы Men делиться в size sağ olsa солидарными etmeli, титулами. men yani sade adamlar şu yağları düşünüp bilip, şu yağları bir netice çözüm gözlememiz uluda. Men degenyen Огромным гуманизмом. sizin diyen işleriniz hakikaten dünya tarafı adamzat Я не bekletli только işler. признателен за задачу, которую вы выполняете Ve men size koşuluyorum. в меру своих Ve возможностей. elbette Я, sosyal türlere будучи ulanmak в gerek. восторге от нее, присоединяюсь к Adamların вам. adamlar Необходимо köpeligi, специфическое gowa adamlar развитие, ve чтобы информировать Olaram людей, потому что dünyanın biz большинство için bir людей öy — olmağını это хорошие люди, yaşaş için которые gowa любят свою isterler. планету и хотят, чтобы мир стал лучше.
Спасибо, господин Флорес Араос. Спасибо за вашу поддержку, и мы очень рады, что вы сегодня с нами. А наш следующий докладчик — доктор Эрвин Ласло, профессор, всемирно известный ученый, основатель и президент Института исследований новых парадигм Ласло, а также основатель и президент Будапештского клуба. Доктор Ласло, вам передаем слово. Многочисленные кризисы ожидают нас, ожидают нашего внимания, потому что мы создали систему, которая нестабильна и неустойчива. К тому же она совершенно не сбалансирована. Всегда есть какой-то интерес, какой-то большой межпланетный или национальный или международный интерес, или нечто, что может потрясти мир таким образом, чтобы служить этим интересам. Также у нас нет системы, которая была бы действительно устойчива и служила человеческому сообществу. Нам нужен другой взгляд на мир, поэтому будут возникать различные системы управления. Мы все находимся в одной и той же лодке. И эта лодка, если использовать такую метафору, дает течь. Мы размещаем в нее все больше и больше людей, используем все больше и больше ресурсов. Мы загрязняем воду вокруг нее и направляем лодку в более и более глубокие и опасные воды. Задача состоит в том, чтобы вовремя и позитивно изменить направление. Потому что если мы не будем двигаться вверх, нас подтолкнут и направят вниз. Я имею в виду к нарастающему кризису и, в конце концов, к анархии и хаосу. Это плохой сценарий. Есть хороший сценарий и плохой сценарий. Но мы должны изменить то, как мы действуем сейчас. К счастью, многие люди побуждаются к этому. То, что вы проводите эту глобальную конференцию и поднимаете такую тему, это очень хороший знак. Молодежь собирается вместе. Я думаю, что все разумные люди уже понимают это. Это не вопрос того, кто первый. Это не вопрос продвижения себя. Это вопрос о том, чтобы поставить на первое место человеческое общество, даже больше, чем человеческое общество, всю систему жизнеобеспечения на планете, потому что мы влияем на все живое. Мы не можем оставаться такими, какие мы есть. Если мы хотим двигаться вверх, то мы должны знать, как это сделать, и быть сознательной, действующей силой этого движения вверх. Поэтому информация, ведущая к осведомленности, это действительно самое ценное. Это ключ. Такие передачи, как эта, такие конференции — это ключевой аспект пробуждения, потому что они способствуют распространению информации. Сейчас, когда вы здраво размышляете и показываете путь, люди поймут и последуют за вами. Все захотят участвовать. Нет сомнения, будь на то воля критической массы людей, общество изменится. И может измениться таким образом, что ресурсы, жизненно необходимые элементы, энергия света, материя, природа, все, что нам необходимо, станет доступным для всех людей. Но эта необходимость изменений становится все более и более очевидной. Например, мы столкнемся с невероятным глобальным потеплением, которое наблюдается уже сейчас, потому что мы нарушаем баланс системы, в которой живем, будучи эгоистичными и, как правило, ориентированными на власть и богатство. Мы используем все для получения краткосрочной выгоды. Те, у кого есть власть, те, у кого есть деньги, используют их, чтобы получить больше денег. Так что все мировоззрение, вся изменится. Мы — часть эволюции жизни. Если просто отделяемся, знаете, кем мы становимся? Мы не являемся частью организма. Тогда мы становимся раковыми клетками. А рак, как вы знаете, развивается, растет и в конце концов убивает хозяина. Но если мы сможем настроиться на созидание мира, станем созидательным обществом, тогда мы можем стать здоровым импульсом и мотивацией для эволюции жизни. Благодарим вас, профессор, за ваши мудрые слова и ясное послание. Это то, о чем должен знать каждый.
Мы действительно все находимся в одной лодке. Для наших зрителей, которые только что присоединились к нам, я хотел бы напомнить, что эта глобальная конференция одновременно переводится на 72 языка. И все это делают волонтеры. В настоящее время мы говорим о кризисе потребительского общества. Мы призываем вас оставаться на связи. Наша следующая тема о климатическом кризисе. И жизненно важно быть осведомленным о фактах и исследованиях, которые мы покажем. Давайте теперь перейдем к экономике и послушаем профессора Хорхе Лоайзу. Профессор Лоайзу является основателем и директором компании SUSE Fidelis CA и профессором в сфере международных финансов, частным банкиром. Я счастлив быть со всеми вами и делиться своими мыслями о нашем обществе, потому что мы все находимся в одной лодке. Рад поделиться своим скромным личным мнением с вами. Мы вступаем на неизведанную территорию, потому что впервые в истории финансового развития мы имеем самые низкие процентные ставки. Несмотря на все наши знания о финансах. То есть 10-20 лет назад нам говорили, что мы никогда не столкнемся с отрицательными процентными ставками, потому что инвесторы достаточно рациональны. Однако сегодня уже не новость, и мы сталкиваемся с отрицательными процентными ставками. Так что нужно просто взять и выбросить все наши университетские учебники на свалку. Таким образом, мы сталкиваемся с новыми понятиями в области финансов. И я не вижу четкого ответа на вопрос, как выйти из этой хрупкой финансовой системы. Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что мы проживаем последние секунды перед полуночью, в том числе и с точки зрения финансов. Мы наполняем мир фальшивыми деньгами в большом количестве, в большем, чем когда-либо. Мы создаем миллиардеров, триллионеров каждую минуту, но их очень мало по сравнению с сотнями новых бедных, которых мы создаем каждую секунду. Хотел бы обратиться ко всем вам, замечательным людям, потому что вы люди. Я скажу только одно. Вспомните стихотворение Джона Дона «По ком звонит колокол?» Он звонит по нам. И если мы ничего не сделаем, то попадем лишь на собственные похороны. И это будет очень печально. Поэтому пришло время сказать, давайте говорить, давайте что-то делать. Я только хочу сказать дорогим участникам Созидательного общества, давайте покажем друг другу, нашим соседям, нашим семьям, нашим друзьям, почему мы, люди, человеческие существа, достойны намного большего, и что это единственный путь. Я считаю, что основное — это объединиться в любви. Как мы могли видеть, общество потребления можно охарактеризовать одним словом — жадность. А новое движение — это новое общество можно охарактеризовать другим словом — любовь. Просто любовь.
И я надеюсь, что все мы вместе сможем пойти по этому пути. Спасибо, профессор. И я также надеюсь, что мы можем выбрать правильный вектор развития, созидательное общество, потому что, так как вы уже говорили, что у нас всего осталось несколько секунд до полуночи, и это не оставляет ничего хорошего для нас. И нам очень важно строить созидательное общество, и нужно понять, что это мы те люди, которые можем поменять эту парадигму. Нам просто нужно объединяться, нам нужно говорить, мы можем это сделать. И сейчас я хотела бы представить вам нашего следующего докладчика, Юсра Бала, члена Совета муниципалитета Бейрута в Ливане. Уважаемая Юсра, пожалуйста, расскажите нам, что, по вашему мнению, важно для нашего общества, для того, чтобы преодолеть предстоящие угрозы. Здравствуйте, меня зовут Юсра Бала. Я из муниципалитета Бейрута в Ливане. Я являюсь членом городского совета Бейрута. И наша сегодняшняя встреча посвящена глобальному кризису, который касается каждого. Этот глобальный кризис не похож ни на один другой. Он влияет на каждую страну во всем мире. И это в основном экологическая проблема, которую должны решать все члены общества, от лидеров до университетов, исследователей и международных организаций. Мы должны работать вместе и сотрудничать, чтобы избежать опасности уничтожения. Это глобальная проблема. И все лидеры bu umum adamlarning umumiy dunyo yurtlarining ahlisini mehmonga oltiradi. Mehmon so'rov. И это жизненно важно для всех стран. У нас не должно быть вне зависимости от каких-либо политических вопросов и факторов. Потому что любая страна Если мы не будем сотрудничать все вместе, я имею в виду все слои общества, от взрослых граждан до молодежи, всех людей и лиц, принимающих решения в экономическом секторе, в любом секторе. Не сможем сохранить и продолжить нашу жизнь. Мы должны оставить нашим детям новое будущее. Такое будущее, где нет загрязнения природы, где есть мир и уважение. Thank you, Yusra. Спасибо вам, Юсра. Когда я увидел ваши регалии, я вернулся в свое детство, когда жил в Бейруте. Ваши слова оказали сильное влияние на меня, и я верю, что на всех зрителей тоже. Замечательно видеть, как люди из разных уголков мира одинаково воспринимают ситуацию, которая происходит прямо сейчас. Я хотел бы передать слово доктору философии в области поведенческих наук Джагдишу Шетту, основателю и члену правления фонду Шетту, лауреату премии Падмы Бхушан 2020 года. Профессор, вам слово. Здравствуйте, я профессор Джагдиш Шетт из университета Эмори в Атланте. Большое вам спасибо за приглашение на эту потрясающую глобальную конференцию, посвященную всему человечеству и его будущему. Очень важно, чтобы мы поняли сейчас и осознали экстренность всей ситуации. Я вижу, что в 3 сферах жизни человечества скоро наступит кризис. Если мы не примем меры сейчас, первая важная сфера —
Это огромное неравенство в благосостоянии. Количество частных лиц с личным капиталом выросло настолько сильно за последние 20-25 лет, что теперь их капитал превышает любое национальное благосостояние, благосостояние корпораций, даже благосостояние королевств. Сейчас каждый год у нас появляется почти 1 миллион новых миллионеров. Цифры просто ошеломляют, но в то же время, с другой стороны, в обществе у нас массовая бедность. Когда есть неравенство доходов, но, что более важно, неравенство благосостояния, общество не может этого выдержать, потому что бедные начнут протестовать, они будут совершать революции, они начнут выступать с протестами. Явление популизма во всем мире происходит из-за того, что люди недовольны существующей партией, нынешней властью, действующими руководителями корпораций, кем бы они ни являлись. Поэтому то, как мы перераспределяем это благосостояние, или что происходит с этим богатством, является ключевым фактором. Может ли этот капитал принадлежать частным лицам, быть направлен на благие цели в обществе? Противоположность традиционному способу накопления все большего и большего благосостояния. Потому что этому накоплению нет конца. Это один очень важный круг вопросов, который нам нужно осознать. Представьте себе общество, где каждый считает, что его цель жизни заключается в том, чтобы раскрыть потенциал других, будь он корпорацией. Kıyızına vermekten has manalı ve kanaatlандырıcı, içki kanaatlандырıcı zat yok. Göz beyli için pul kazanmak manasız, pul kazanmak manasız. Durmuşta bir maksat olmalı. Şunun için yerde pul kazanmak. Siz ondan has köp geçmeyin. Neticede Это недостаточно. Вам нужно выйти за рамки этого. И я считаю, что в конечном счете единственная цель в жизни — это раскрыть потенциал других. Спасибо вам большое, профессор, за ваши слова, за то, что мы услышали об абсурдности нынешней ситуации в обществе. И действительно, нам нужно изменить наш подход и в полной мере развить наш потенциал на благо всего общества. Особенно, когда мы сталкиваемся с резкими климатическими изменениями. И мы также рассмотрим более детально эту тему чуть позже. Не переключайтесь. А также я хотела бы напомнить вам, дорогие зрители, отправлять ваши видеоотзывы о конференции, об информации, которую вы услышали, возможно, ваше понимание на email info@allatraunites.com. И сейчас давайте посмотрим видео о доходности в IT-сфере. В IT-сфере İnternet texnologiya çığırda girdeyicilik adından şu yıl 4 trilyon dolardan yukarı bolar. Fikir edin. Qımmatı 4 trilyon bolsa, ağırt ulu pirog. Sizin fikirlerinizçe bu pirog ne çağız açılıyor? Köp. Esasen hem eğer de biz ähli dolanışığı bu yarak sodası bilen bilelikte, ähli çıktayıcılar deňeştirsek bu bari yo 2 trilyon. Bu bütün dünyada harçlanılıyor. IT teknologiya bolsa eýam 4 trilyona deň. Elbette. Şonun için bu zatların ählisini özüne alacak adamlar var. Şonun için hem bunun üstünde ören düýpli ve hısırdılı ve uzak işleýärler. Hakikatta bu acayip, bu ören gowy, bu Lukman ve mugalym, bu ören gowy. Emma döredijilik jemgyýetinde, sarp edicilik görünüşinde bolsa, başka tarap var. Näme üçin? Ne biz görün etdik, bu ähli lukmançylyk işgärleriň özüne başka iş gözlemäge meşbur boljakdygyny görkezýär. Sorak, ol onu nirede gözler? Hava, bu elbette häzirki günün vacip temasy. Elbette.
Näme üçün ol mecbur bolar? Sebebi biz sarf edici hökmünde. Biz adamın yanına barmarız. Biz encamın yanına bararız. Sebebi hili ören yukarı, kımmatlı ören pes. Şeyle gerek biz özümüzü seviyeriz ahirı. Biz bu lukmanı öz sağlığımıza ve kapçığımıza yetki edip halamalı mı? Biz onun yanına barmalı mı? Onu koldamaq üçün. Biz belli etmeriz. Sebebi biz ehli adamlar yarı sarf edici. Logiki taydan doğru mu? Doğru. Muğalımçılığı alalı. Şu yıl distansiyon oku adamların kemil değildiğini görkezdi. Sizin düşünmezliğiniz için okulun hil 30% pese düştü. Näme üçün? Sebebi sınıfta bu bir zat bolsa distansiyon görünüşte adam faktör tesir etdi. Öz çağları bilen distansiyon aragatnaşığı saklan muğalımlar, olar qavşadılar. Bunu özünüz öğrenirsiniz. Bunu hem de şuna menzeş deyip aydiyadılar. Elbette. Barşına göre silcereriz. Muğalım öyde. Bu yerde onun çağları ılgaya. Bu yerde yine bir nerseler. Muman bislek yok. Şonun için hem ehli zat parksız. Bilimin derecesi hem desine peseldi. Encamlarda bunun yal mümkün mü? Hiç vakt. Encam her bir bilen şahsi işler. Ol hakikatten hem gerekli zerur bilimi berer ve her bir adama çemeleşmen tapar. Üns berin. Encam her bir çağa şahsi çemeleşmen tapar. Näme üçün? Sebebi ol ingo psikolog ve hiç zada qaramazdan ol ingo muğalım. Ol çağa onun öğrenip bilecek en yukarı derecesine öğreder. Bu yaramaz mı? Govuy. Ya, şu günkü gün bu menzeş teknologiyalar var. Var, elbette şu günkü gün bu menzeş teknologiyalar var. Türgençiler? Olar sınavdan geçenler. Hava. Eyyam hazır keçi yaştan o yaşa çenli ehli muğalımçılık dizimin deyipli çalışırmağına tayarlık görünüyor. Yomlar ve ehli kanallar, şeyle hem mektepler virtual dünya gittiler. Birinciden bu öğren gımmat, ikinciden bolsa bu zatların ehlisi pula duruyor. Bir türgençini yazdım koydum. Bir ozal belli işimiz yağlı. IT teknologiyaları şu yılda 4 trilyona denk bolar. Hatta bundan hem köp, hem lukmançılık, muğalımçılık qalanların ehlisi göz önünde tutulmadı. Muğalımçılıkta şeyle hem lukmançılıkta bolsa köp milyardlar aylanya. Şeyle de Onların əhlisi hem bir ele gelip qovuşar. Onların əhlisi bir ele gelip qovuşar. Acayip emeli. Anı birinci öğretecek ve koy verecek adamın eline. Igor Mikhailovich. Igor Mikhailovich, thank you for these very true words. Игорь Михайлович, спасибо вам за эти очень правдивые слова. В нашей повседневной спешке мы часто Video parçasından görüşmeyeceği yan gördük. что происходит прямо сейчас, как мы можем İndiki видеть sözlüğü в отрывке из видео, hədir yağday barada fikrini soralayın. Cenab Devatxvani mali ve iqtisadiyat boyunca о его мнении о tekuçi situasyonu magistralyan ve Maya bankiri ve halk köpçülüğünün başlığı Cenab Devatxvani Polsinki. является инвестиционным банкиром и публичным спикером. Господин Батхвани, вам слово. Salam yiğitler. Benim adım Devatxvani. Ben şu gün Dubay'dan başladım. Mali ve iqtisadiyat boyunca bilmem 10 yıldan beri Wall Street'te girdiğince gazına dolandırıcısı oldum. Şimdi bolsa Gonkong'da Dubai'de yerleşen Global Elektron Solution var. А сейчас я руковожу Soranıza международным cevap ver. бизнесом электронной торговли, который находится за пределами Дубая, в Гонконге. Отвечая на ваш Aslında вопрос, cemiyeti yok edecek köp искусственный işi интеллект ziyan getirip очень bilir. развит. Искусственный интеллект Sebebi düşünce может cemiyet ve поднять iqtisadiyat людей sarf много ediyor. крупных мест, Sarf etmek что разрушит esasen dünya bir adam işe alınanda ve işinde olan rolden. общество и экономика. Bu zatların hemmesinin birbirine bağladığını görüyorsunuz mu? Происходит только когда у человека есть Şunun работа. için pul Видите, как все taşıtlamanın şeyle взаимосвязано. tesiri bolmanın son bolsa minlerce adamı işten çıkarmanın mantığı. Поэтому нет смысла экономить Son деньги. bolsa pul soğuk bilmeyen Быть таким эффективным, şeylerden а потом dengranlık оставить hareketini тысячи людей без düşünüyorsunuz. работы. Aslında bu Потому sosyal что iktisat тогда sonra они не смогут тратить деньги. Что такое балансирование? ay bilen beşleşip На самом bilmez. деле,
Это O социально-экономический kemilliktir. O вопрос. mutlak Мы не kemilliktir. можем конкурировать с искусственным интеллектом. Satiyet Искусственный bolmak интеллект — это der. совершенство. Öyle. Абсолютное Satiyetçi bolmak совершенство. hökmanda. Просто посмотрите на Onların свою doktoru повседневную bolmak жизнь. hökmanda ya da Вам не şuna нужно benzer быть zatlar. экономистом, ребята. Вам не нужно быть доктором наук или кем-то еще. Сегодня, Bugün допустим, Aydal'ın вы için идете в кинотеатр. Где вы покупаете билет? tiyatro В gidersen автоматическом biletler киоске. nereye Это даже не Gene искусственный program интеллект. üçüncülüğün özü bilen Это başladım. простая Bu технология. teknoloji programmalar. Şunun Давайте начнем с çalışarsın. программного O обеспечения yerde как ne çalım такового. işte. Bugün bu Все olsaydı эти bir kömekçi технологические hesaplayıcı ya da приложения, insan kömekçi вы hesaplayıcı var. спрашиваете, сколько Son людей bolsa там bir еще kapır работает. kiosk var. İş gitti. Сегодня едва ли Hava работает menziline 1-2 gidin. кассы, Görün. но есть масса Dayda ya da автоматических киосков. Rабочие места girişiniz. Yine de исчезли. kiosklarda yine Посмотрите, hasapçıya что происходит в gidersiniz. аэропорту. Ol hatta yok. Вы Var mı özünüz var. Опять же, в автоматическом Ne киоске. çeşit Вы gitti? больше не подходите к Kariyerama стойке. akse satın Ее almak там ve вообще satmak уже ben нет. başında Вы sami yerine getirmek için регистрируетесь. bile Сколько рабочих мест çağ исчезло? yardım. Когда я начинал свою Bugün карьеру, hatta senin любая sana задавая акции, я gülerdiler. звонил брокеру, Bütün чтобы delalcılık совершить uğru сделку. gitti. Сегодня над вами Zıngıldı. будет Indi bir смеяться. stoçka delalları Вся yok. брокерская цепочка исчезла, ушла в небытие. Фондовых брокеров больше нет. Так что это обоюдоострый меч, ребята. Это обоюдоострый Bu меч. iki yüzlü kılıç. Bu У искусственного yüzlü интеллекта kılıç. есть Al масса ayın преимуществ. kazandığı üstünlükleri adam Человек var. может Onun с ним beş hiç соревноваться. bilmeyeler. Bu maçta Возьмем, к примеру, gençliğini медицину. seyredeceğiniz robotlar Роботы operasyon будут ederler. делать операции. Hukuk günlerini Хирурги seyrederiz. останутся Hukuk без günleri boyunca работы. bu barada en mengiz Ребята, bilen хирурги. yöne gözlediğin Возьмем mühim zat. профессию юриста. Aklavçılar köp sonu gözlek Юридической geçirirler. профессии. Не уверен, все ли об этом знают. Но поиск и анализ данных Ay size это bıçakla самое важное. dinle yazı Юристы проводят uzatlar бесчисленные takdirler. часы за изучением Gören материалов. tesirli. Искусственный интеллект может найти Şeyler то, ben что вам нужно, aklavçılar yakın vakti için çıkabilirler. Sebebi kaziyet işinde yeni iş kazanmanın en bol usul kanunu sağlayıp bakman bile. без работы. Потому что İndiğin en лучший esas способ выиграть parası. дело Bilendiniz ya da yoktuğunuzu bilemek yöne bir neçe yıl Ozal Halkara Pul kazansı hakkında planetanın 99 götürümünü не знаю, в курсе ли вы, но несколько değişik лет назад tasdiklayan resminama çap et. МВФ опубликовал документ, Bu bir götürüm. Gelin. 7 milyar adam var diyelim. что 1% 70 людей milyon владеет adam emmez adam 99% 99 götürümünü всего eğiçliği diye. Лишь 1%. 99 götürüm. У нас 7 миллиардов человек. Bolyan bu kat korkunç 70 миллионов san человек şeyler владеют 99% всего. men öğren kork 99%. bildiğiniz adamlar bu belgini berýärler. Пугающие данные. Bildiğiniz 80, 20, 90 var aslında şeyle. Знаете, люди называют цифры Onda ne 80, bildiğiniz 20, 91. indik erdim Это bilen на самом deňeşdirilendi деле так. Но знаете ertek что? ýaly. Это Bir götürümden сказка şol по döwür сравнению со 42 следующим adam hemmez пониманием. В adam то же время из ýarşynda этого eýçlik edýär. 1% 42 человека владеют половиной Men senin всего. hakykat bilemok. Не знаю, как Gene вам, bu но gülkünç. по мне Bu это hakikat абсурд. bugün А bolsa ведь это 42'den реальность. 25 Кроме того, yaşına сегодня geçirdim. цифра 42 сократилась до 25. Я живу в месте под названием Дубай. Resmi Многие nol из вас doğru тоже живут в bildiğiniz Дубае. hemmem Какова, sağlık diýäs. намного Gizliň высота sağlık Дубая? diýilýär. Официально Şweyçariýada ноль, ýaşap верно? Но bilersiniz. знаете, мы все Manak, платим Dubay налоги. ýaşap Это bilersiniz. называется Her bir adamyň налог. töleýän ýekje Вы sağlyk можете bar. жить в Швейцарии, Ondan gaçyp на bolmaz bu Багамских inflasiýa. островах. Вы можете жить в Дубае, в Монако. Şeýle Налог один. Каждый Sesilen человек sebep платит. От çap него не etmek ve уйти. çap etmek ve çap Это etmek инфляция. Так как Америка. стоимость денег снижается dolardan başlap из-за bulunsa постоянного печатания, печатания yıl и sayına печатания, salya bahas mesele. покупательная способность денег, начиная с Şoň долларов üçin США, inflyasiýa adat с cemgiýetde каждым годом уменьшается. ilýän zat, Стоимость cemgiýet снижается. iýen zat. Таким образом, Men has gorkuzýan zat. инфляция – это то, что разъедает любое общество. Şoň üçin kısaçyş bolmak hökman däl, muny anyklamak üçin raket alma bolmak hökman däl. Sizde iş bazar var, köpelden ýylatyňyz bar. Häzirki wagtda bu planetada 7 milyard töweregi dona Сейчас на нашей планете 7 yakın wagtda 10 миллиардов milyard человек. gazlarsy. Скоро нас будет Şeýdelik bilen 10 köpelden миллиардов. ýylatymyz bar. Значит, Ve население kişilen растет. iş bazarymız bar.
а рынок труда сокращается. Ошон үчүн математиканы өзүңүз эдиң. Второй Кичиден 7 миллиард как адам мы не собираемся прокормить 7 миллиардов человек? Эң мөһим. Бу планетаны көзлөмөлү. Мен эколог дел, Мы должны прагматик пикир заботиться эткен. о нашей планете. Я не защитник окружающей среды, Чес. я Doğrusu прагматик. айтышым Если я эта планета не açıkçası korku принадлежит adam нам, dalan çay. о чем мы тут Adamlar говорим? gepleşik Как я geçirýär, уже сказал, hökümetler, hava жадность şertleri и boýunça страх gepleşik — это бич geçirýärler. человечества. Gepleşik Люди ведут näme переговоры. hakynda gepleşik Правительства ведут geçirýärler. переговоры в рамках климатических Gepleşik zat yok, соглашений. ýetler. Bir gün töweremizde bolmaz, ondan soň özüňiz bilen gepleşik Не geçirip о чем bilersiniz. договариваться. Ребята, однажды нас не станет. После этого вы сможете договариваться сами с собой. Спасибо вам, мистер Вадхвани. Уважаемые зрители, как вы можете видеть, вещи, которые происходят сейчас в нашем обществе, действительно вызывают тревогу. И одна из областей, где это действительно важно, и мы определенно должны иметь это в виду, это правовые аспекты использования искусственного интеллекта в нашем обществе. Давайте об этом узнаем побольше, поподробнее от доктора Джеммы Галден Клавел, генеральный директор Siyasat analitiği. Gemma Galden Kalvel. Tomашçılar sizin video Gemma Galden Kalvel. и контроля за соблюдением этических норм. Политический аналитик доктор Галден Клавел, передаем вам слово. Etik azatlı bir dolandırıyan ben. Bizim maksadımız teknologiya proseslerinde adamlar qoranmak, esas xizmatlarımız algoritmik audit. Düşünen zatlarımızın biri ay tövreminin bir yerde peyda bolýar. Turmuşumuz has, döýgür kararlar berilýär. Şeýlelik bilen adamlara durmuş kararlar maglumatlar näde bolan soralara jogap berip biljek auditiýal mexanizmlar arkaly etmek intellekt dünýäsinde ýagtylyk bermegi maksat edilýär. Bilen baglanışykly meýillerimiz bar. Bar maglumatlar bir näçe husus korporasiýalaryň elinde jeýlenendir. Döwlet sektory maglumatlarymyzyň dolandyrşyna gözekçilik etdi. Şeýlelik bilen özleri bu maglumatlar dünýäsiniň hökümdarlaryň hökmünde görkezde husus teknologiýa kompaniýalaryň ägir işlerini görýäris. Bu eýam bar bolan bir zat. Bu teknologiya bazary gündelik turmuş, hyzmat, eliterlik, lukmançylyk, saglyk hatda has şundakay kararlar berilýär. Bu hiç kime düşündiriş bermeli, teknologiya kompaniýalary däl-de ýylatdak demokratiýalary gerekçilik bolmaly. Эти сферы должны быть контролируемы самим населением. Turmuşymyz has köp karar berýär we olaryň näli işleýändigini bilemiz ok. Köplenç olaryň nähili işleýändigini bilmek üçin ýollarymız ýok. Ýewropaň daşyndaky islendik ýerde adamlary goraýan we adamlara şol algoritmlere girmek köpeten kanunlary bar. Şeýlelik bilen kanunumuz bar, hukukumuz bar, ýönelendirmişi geçirip bilmersiňiz, hakykatda olanyp bilmersiňiz. Sebebi algoritmler aýdylanda hiç bir kompaniýanyň açanlyk siýasaty ýok. Hokly sebebi algoritm sebebi işiňizden kovulmaňyz mümkin we sebebi bilmeýäs. Bu hakykatdan amerlet bermeňizlik maglumat alda. Azajyk ýağ bilen bahalyp bilersiňiz. Biraz ýağ bilen belki alyp bilersiňiz. Belki kiçi transport kompaniýasyny ýa-da bir zat östürip bilersiňiz. Biraz maglumat bilen hiç zat edip bilmersiňiz. Şeýlelik bilen bir aktör hem zat ähli marketleriň monopoliýa bazar. Şonuň üçin diňe ähli maglumatlar bolsa bazarda ýeňiş gazanarsyňız. Ýeňi hemmesini alýan. Один может выиграть битву за данные в мире. И это проблема, потому что это не создает экосистему, не производит ценность для общества. Просто Şeýlelik bilen hakykatdan döredýän iqtisad ýerinize has köp beýrançylyk döredýäsiňiz. Täze baralar we täze iqtisad ekosistemalar В kurýarsyňız. экономике производится гораздо
гораздо больше разрушений, чем созидания, когда создаются новые рынки и новые экономические экосистемы. Thank you, Dr. Golden Clavel. I agree with you. Спасибо, доктор Голден Клавел. Я согласен с вами. Очевидно, что искусственный интеллект заменит нас во всех областях нашей жизни и станет ее неотъемлемой частью. Мы сами будем способствовать этому. И совершенно ясно почему. Например, захотите ли вы отказаться от лучшего здравоохранения, образования, безопасности? Очевидно, что нет. Да и зачем? Сегодня ведется разработка единого искусственного интеллекта, и она уже на завершающей стадии. Вопрос только в том, кто будет первым. Именно за это сейчас борются ведущие корпорации и даже целые государства. Потому что в обществе потребления единый искусственный интеллект может принадлежать только одному человеку. Bu hakikaten korkunçlar. Kallepte 6000 yılları ikimiz bölünüp özümüzdeki en erve saatler tereledik. Ведь на протяжении 6000 лет мы были разобщены, Кытак bilen ese alfa komut buysancı egoist ve gücüler olan adamlar olur. будет человек, Hazır zaman dünyasında haritlerden adam durmuşun söyle hem de tatlılar. Hiç kim öz egoizmini alfadan korkmaktan ve hem kişinin dolandırmaktan yüze vurmaz. свой эгоизм, свою альфу. Yeketak bilen ufaklar doğruca şey mümkünçülükleri verirler. Искусственный интеллект дает своему хозяину такую возможность Fark edici cemiyetine basıcı bolup bilmez. Olary iýmeseniz sizi yerler. Indi herkim öz bäsleşen seredip pikir edýär. Если ты не съешь их, они Bu öňe съедят medilipdi. тебя. Вот о чем сейчас Häzirki думает wagtda каждый. IT pugdagynyň ýyllyk giresisi $4 trillion. И это уже было. Şeýle emeli göçürükler edilenle Годовой доход IT-индустрии hemmesi составляет 4 sebitlerden долларов. hemmesi serişte gerek bolar. Такой искусственный суперинтеллект Dünýädäki ähli pullar bir juby dakar. все финансирование и Nähili oljakdyny gözeňe getiriň. и все деньги мира потекут в один Sarp карман. ezi görünüşnäki ýeke Только emelaň adamzadyň peýdasyna ulanjakdygyna umyt edýän bolsaňyz, если вы надеетесь, что meni size gaýnanar boly. искусственный интеллект потребительского Bu bolmajak zat. будет использован Garaňky на tarapymyz благо doýmaýar. человечества, то вынужден Hemmeşe вас köp zatlar разочаровать. we pul bilen durmaz. Не бывает. Alfa pullan doýanda ýönekä adamlar durmuşlar oýnap başlar. И всегда хочет больше и не остановится перед деньгами, а когда альфа Soň присытится hemmemiz деньгами, он начнет bir играть ussa doğa ederiz, обычных oňa hyzmat ederiz we bir bölük çörek we bir stakan su üçin sevişik ederiz. Мы все будем молиться этому единому Mega alfa ýa-ni dünýä hükümdary. идти на войну за кусок хлеба. Näme diýsek-de taryh şeýle masalara ýa bilýär. Мега-альфа, мировой правитель. Adam dünýäden güýç alan soň haýwana urlýar. История уже знает, Adamlaryň durmuş barada alady dedim. получив Näl власть pikir edýän? над миром, Ýeketäk emeli gözäwçilik превращается в hojaýyny şeýle mümkinçilikleri Будет ли он заботиться о жизни людей? Bütün dünýäniň hükümdary bolmak. Искусственный интеллект как раз и дает своему хозяину такую возможность стать Şeýle samsyk bolar. правителем Öz ellerimiz bilen sarp edici jemgyýetini мира. bir adamyň paresini gollamagy dowam etdireriz. Неужели мы будем настолько глупы, чтобы своими Ondan soň руками bize ýer bolarmy? будем Sarp edici продолжать jemgyýetini emelen ösüşi biziň gulçurygymyzyň власти? Knowing there will be no Общество потребления, зная, что потом для нас не будет там места. gulçurygymyz we sivilizasiýanyň çökmegi bolar. В обществе потребления Дөрөт. развития искусственного интеллекта будет Dürüjü означать öňe наше jemgyýetiniň порабощение daýandyran tehnologiýanyň ösmegi bize garaşýan katastrofik tebi howa bitmasına garşy durmagyna mümkinçilikdir. технологий — это возможность
Adamlarda Это kunde катастрофическое бедствие. irgalın ve ewe tülte sapırını yerim. writing codes for their own future unemployment. Все IT-специалисты, которые работают сейчас с искусственным интеллектом, происходы, они сейчас работают на будущую безработицу. Они как те люди, которые продают за 30 серебряников свое будущее. Да, существует несколько, которые работают над этим. Ve mun neticede yekatak emel an ve onun Только одна. yekatak es olur. Останется искусственный интеллект, у которого будет один хозяин. Thank goodness, it will be artificial intelligence Ve and not şükretmeli ol artificial consciousness. emeli an olur. И Ha снова emeli adam değerli. искусственный интеллект, а не искусственное сознание. Sebebi Has egoism, egocentrism, Потому like что искусственное сознание имеет эгоцентризм, эго-систему. şu yekatak artificial emeli consciousness. huş var Сейчас olam существует olamadı только zeki. одно искусственное сознание, и это Джеки. In a consumer society, the development of artificial intelligence Emeli huşun В обществе развитие maksadı yani neticesi bizi oluşturup ve ömrümüzü bir pasılıktan doldurmuş olur. цивилизации. Но с точки зрения созидательного общества, с Eğer onu развитием doğrulursa технологий и возможностей, kreatif, hava bir pasılıktan ve adımlardan катастрофы и бедствия, поможет нам выжить как gecen человечеству bayramı neler. и поможет Bunu нам alırsa найти новую bir стратегию uğurlarına bir общего mümkünlük развития. dünyalarından bir. Но это лишь Yani bu вариант planetede bir развития 8 событий. milyar adam. there are 8 billion of us on this Сейчас нас на планете Yekatak çocuk люди illa не tadar будут kolu. нужны в таком количестве, которое есть сейчас. Hava dostlar. Поэтому Nollun единственным решением будет сокращение gerekler olur. численности населения. Мы будем Çağlarımız умножены için на ноль. isteyen gecemizde. Мы станем ненужными. Yani Разве мы derece с вами kıymetini хотим kurmak için такого будущего? ise etmesek. Разве такого Takip будущего geleceğe мы tarafta хотим olur. для своих детей? Но сейчас мы Har мчимся fırsat именно к olsun. такому будущему. Есть Sarf еще edeceği общее cemiyetine bundan решение beri zarar для olmaz. построения созидательного Bu общества. adımlar kendisi olur. Еще страшнее то, что это произойдет со всеми этими людьми, которые будут больше не нужны в обществе потребления. Korsa speaker, Yuri karşı Yuri Nekrasov, Yuri Svederias. Сейчас на А, следующий сау олong. докладчик Юрий Некрасов. Юрий, пожалуйста, вам слово. Ne açıkladım emelan umman adam zadın 95% yani iş bu da 95% eyalar. 95% рабочих мест. Onun cemiyet bu iş adamları ne etmeli? Tez iş olursa ne С этим etmeli? возникает главный вопрос. Olar peyda Что ettirmese. в потребительском формате общества Hazır делать biz со всеми этими безработными umman людьми? 8 milyar teora ve bu sandın Никакой artar. работы для них нет. И прибыли они не Bir de приносят. kime yönetlenmeli? Eğer biz Сейчас işlemesek. почти 8 миллиардов. И число это будет только расти. Şu an biz hazır kahime planetalar kapalmak da istiyor. Yani planetalar Кто göçmek. нас будет kормить, если Bu мы fikir не tezde будем değil. İlatın kapalmak, hop ve ahlet seçmelerin yokluğu. 18. asırda ilatın ötüştep günü ve ölümcülü ötüştep günü hasaplarına ararın masatışılı. Şeyleki manokun asırın ahırına ve 20. asırın başında Amerikan Birleşik Ştatlarına ve Demirel Avrupa'da Yevzenik ılınırgen dünya iradı. Esanların için Charles Darwin'ın kaptanı. Godan atarkon yüzülen uğraq, godal akıllarını yetiştirme şeratlarını manzınam kasın gorp. Bunun neyse yapacaktur matematik tayin hesaplap başladılar. видя динамику развития технологий, Технологияны нөлөн сарп edilген görüş ilatın köpelmeğinin hukma surat duyuda çıkacaktığını, bu serişlerin aşık sarf edilmeyene sebep olacaktığını ve biliyor adı sarf olarak düşündürüyor. отчет населения, En что приведет к чрезмерному потреблению ресурсов. del fikir öňe sürdüler. На все. Näder bize değerli görünýär. Bu fikir sebebi ejeki faşizm tarapyndan ýöýüldi. Для нас сейчас это звучит Yani kârhatlar maýysyny sersen, ýüzüne gözler alaşyk esasyn ilatyň köpelmegini çeklendirmek bar alaşyk bilsek,
Indi diýer galmak soramaz bolmady. Hatda sarfez ýogaruşda galan bolsaň, planetany beýle ýok etmek üçin wagtymyz bolmazdy. Okeanlar toprak gowy arasy bolardy. Mesaj öserdi we bu adam da planetede başda planetede ýene ýetilen saplardy. 95 kotarmy dünýäe inmezdik. Ýöne bu hakda bilmezdik. Indi bize çağlarımızdan yaşayan bilýärmiz. Köpüýümizden hatda artyklarymyzyň hem ýokdugyny bilýärmiz. Hiç ütköpmesek artyklar bolmaz. Köpler hatda planetany öýrenmek terjisi bolan çağlar hem bolmaz. Özümizi helak edýäris. Indi ýaşam üçin çäkler gelýär. Ähli şu diňe şeýler derejede etdi bolýan. Adamlar maska bilen öýrenip planetany Hatta İran mesela Bill Gates ve Rim Klubu tarafından aradı. Sarfez görünüşte milyar kim geçer? İnsan derecede adamsızlık edilmez. Bu mesela 8 milyar yeter. Bu dünya biraz etmekte, esen global. Sınırla kaça mevesme. Dünya 8 milyar adam insanı bilen hal. Dünya Когда внимание 8 миллиардов людей сможет быть направлено на общую цель, только тогда мы сможем успеть спасти себя и наш общий дом от разрушения. Спасибо. Thank you so much, Yuri. Thank you. And I would like to stress... Международной конференции мы впервые озвучиваем очень важные вопросы. И, конечно, важно, чтобы каждый человек, который слышит эту правду, был активным. Дело в том, что если мы не будем активными, это значит, что таков наш выбор и будут соответствующие последствия. Спасибо. Меня зовут Джон. Мне 35. Я полон печали и отчаяния. Я живу в постоянном страхе. Каждый день для меня испытание. Свой белый обшир. И было еще время, другой мир. Созидательный мир. Его называют созидательное общество. (2019, 2020, 20. Нас приждали. Нам надо просто понять, что мы все люди на Земле — это одна большая семья. Понять самому и рассказать своим друзьям, близким, родным, что выжить мы можем, только объединившись. Но теперь... Да, слишком поздно. Мы не можем ничего изменить. Своим бездействием мы сохранили общество господ и рабов. Когда мне было 25, ленты новостей пестрели статьями, что в связи с большим внедрением технологий жизнь станет комфортной и легкой. Внушали, что количество рабочих мест увеличится и улучшится условия жизни каждого человека. Только никто не сказал, что машины полностью заменят человека. Человек окажется ненужным. Началась тотальная безработица. Трагедия в том, что в обществе потребления каждый сам за себя. Человек человеку волк. Твоя жизнь
ничего не стоят. В борьбе за крышу над головой, за кусок хлеба люди убивают друг друга. Большинство из них хорошо вооружены. Те, у кого нет еды, поедают себе подобных. Люди утратили человеческий облик. 8 миллиардов, а осталось меньше 5%. Я потерял все. Да, сохранились еще островки, нетронутые стихией. Я пришел сюда в надежде на выживание. А в итоге мы все здесь завидуем мертвым. Каждый наш шаг контролируется. Они знают о нас все. Мы рабы. Дорогие друзья, дорогие зрители, мы должны понимать, что сегодня каждый человек чрезвычайно ценен, потому что сегодня нас почти 8 миллиардов, то есть вместе мы образуем эгрегор. Это наш общий потенциал. Чем больше людей, тем больше общая энергия и глобальные изменения, которые казались невозможными, когда нас было 7 миллиардов, сегодня вполне возможны. Многие люди уже знают, что человечество находится между молотом и наковальней, но лишь немногие понимают, что камень уже летит в нашу сторону. Информация, озвученная сегодня, дает знания каждому человеку. И я уверена, что сейчас большинство из вас понимают важность этого события и чувствуют необходимость действовать. И вы впечатлены и тронуты всем, что было сказано сегодня. Но наше сознание работает таким образом. Через 2-3 дня мы забудем, что у нас были амбиции и желание что-то делать. Мы просто вернемся к поддержке опасного формата, в котором мы сейчас живем, и начнем двигаться к саморазрушению. Давайте будем забывать, что мы стоим на краю обрыва. И вопрос в том, сможем ли мы развернуться, взяться за руки и пойти вместе в другую сторону? Или мы просто собираемся прыгнуть? Если сознание говорит, что мы рассказываем сказки, то просто посмотрите на факты. Проверьте все, и вы увидите, что мы очень подробно говорили о текущей ситуации. Мы не пытаемся никого напугать, мы просто показываем проблему во всей ее полноте. Больше нет времени для амбиций и хвастовства о том, кто лучше, кто хуже. Для этого уже больше нет времени сегодня. И некоторые из вас, наверное, спросят, а что же я могу сделать? Что ж, либо мы можем продолжать искать пути решения текущих проблем, либо мы можем объединиться в единственном правильном решении — построение созидательного общества, в котором учитывается все. Если мы решим поддержать созидательное общество, то все у нас получится. Единственное, что нам нужно, это собраться вместе, объединиться и сообщить людям об этом решении. И первый этап — мы должны проинформировать всех. Конечно, кто-то может сказать, мы должны активно бороться с потребительским форматом,
Зачем нам строить новое, когда мы можем починить старое? И знаете, это ирония судьбы на самом деле. В каждом из нас есть революционер внутри. Мы хотим насилия над кем-то, но мы не хотим, чтобы насилие применялось к нам самим. Как мы можем достичь чего-либо с помощью насилия? Созидательное общество не может быть построено с помощью насилия. Или это будет другая форма капитализма, нацизма, фашизма или социализма. Мы должны понимать, что созидательное общество исключает концепцию власти. И это очень важно. Кто-то может спросить, но уже было так много борьбы с потребительским форматом, и это все не привело ни к какому результату. И правда в том, что никогда не было борьбы с потребительским форматом, в котором мы сейчас живем. За последние 6000 лет не было даже попытки переформатировать то, как мы существуем. И также я должна сказать, что невозможно построить созидательное общество в одной стране. И это очень важно. Его необходимо строить по всему миру. Нам всем нужно общаться, и это так просто. Все люди хотят жить хорошо. Нам просто нужно найти правильный способ объяснить каждому человеку важность созидательного общества, нашим соседям, нашим коллегам, нашим родственникам, всем людям. И стоять в стороне и ждать не получится. Нам нужно работать вместе и объединяться, потому что только вместе мы можем построить созидательное общество. И сейчас в ходе этой конференции мы не будем говорить о том, как построить созидательное общество, потому что у нас есть множество программ, видеороликов, конференций на эту тему, которые вы можете найти на сайте АЛЛАТРА ТВ. Вы можете там их все посмотреть. А прямо сейчас мы слышали о том, что искусственный интеллект захватывает наши рабочие места, но немножко позже мы поговорим о климатическом кризисе. И эксперты, ученые поделятся истинной ситуацией, правдивой ситуацией на планете. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Thank you, Olga. Спасибо, Ольга. Dear viewers, we are now moving Дорогие зрители, мы сейчас переходим к нашему следующему блоку конференции об экологии, что сегодня является очень спорной темой, основанной на том, по какую сторону дороги мы находимся теперь. Мы сейчас говорили об информационных технологиях, искусственном интеллекте и о том, скажите, пожалуйста, каково на сегодняшний день реальное положение окружающей среды? Сегодняшнего дня является глобальное изменение климата. И это результат астрономических процессов и их цикличности. Не влияет на рост температуры, таяние ледников и многие другие явления. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Это та реальность, в которой мы живем сейчас. События развиваются с шокирующей скоростью. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии. Их частота увеличивается с каждым днем. Мы считаем себя развитой цивилизацией, однако мы не в силах защитить себя и наших близких от того, что происходит. Планета только входит в цикл катаклизмов, а мы уже бессильны перед лицом стихии. Что будет дальше? Приносят ли реальную пользу международные соглашения, которые обещают нам защиту в период изменений? Можем ли мы справиться с надвигающейся на нас угрозой? Люди по всему миру собирают факты и наблюдения, проводят аналитику. Всего логично мотивировать, что вызвано деятельность самого человека. Экосистема — это не набор отдельных элементов, а единая жизнь, в которой все взаимосвязано. Каждый человек является единицей экосистемы, зависит от нее и влияет на нее. Сейчас это взаимодействие носит разрушительный характер.
Это означает, что баланс между окружающей средой и обществом нарушен. Степень разрушения экологического равновесия может разной. На первом этапе планета может в массе исправиться, на втором природа может восстановиться только при условии непосредственной помощи человека. И последний этап — этап экологической катастрофы. Это точка невозврата, когда человек уже не может ничего восстановить и исправить. И такая ситуация приводит к гибели человечества. В некоторых районах земного шара эта стадия уже наступает. Сегодня мы находимся на этапе экологического кризиса. Земля — это живой организм, и все в нем взаимосвязано. Земля — это такой же организм, как и человек, и она также уязвима. Наша иллюзия счастья и благополучия может разрушиться в один момент. Поражены 80% легких. Каждый год мир теряет около 10 миллионов гектаров лесных площадей, что эквивалентно 27 футбольных полей в минуту. К 2015 году потери древесного покрова Земли увеличились на 40%. При исчезновении лесов бедность и смерть постигнут треть населения человечества, которое в настоящее время в значительной степени зависит от лесов и лесной продукции. Кожный покров поражен на 75%. На сегодняшний день 75% почв подверглись деградации в результате деятельности самого человека. К 2050 году этот показатель может достичь 90%. Основными источниками загрязнения почв являются промышленные предприятия, транспорт, сельское хозяйство, атомная энергетика и огромные территории свалок. На загрязненной почве невозможно производство экологически безопасных для здоровья человека продуктов. Ежегодно в мире истощается 30 миллиардов тонн плодородного слоя Земли. То есть каждые 5 секунд эрозия разъедает земельные угодья площадью, равной 1 футбольному полю. А между тем, на формирование 1 сантиметра верхнего слоя почвы уходит около 1000 лет. А это значит, что за свою жизнь увеличить почвенный слой нам не удастся. Почти половина верхних слоев почвы на Земле была истощена в течение последних 150 лет. Деградация почв приводит к нехватке продуктов питания и голоду. В настоящее время от деградации земель страдает около 40% населения мира, а это более 3 миллиардов человек. Наблюдается кислородная недостаточность. Во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воздухом. Основными источниками антропогенного загрязнения воздуха являются выбросы промышленных предприятий и всех видов транспорта, тепловые электростанции и сжигание мусора. Загрязненный атмосферный воздух является одной из основных угроз для здоровья детей. Им обусловлен каждый 10-й случай смерти детей в возрасте до 5 лет. Среди взрослого населения
24% всех случаев смерти от болезни сердца, 25% от инсульта и 29% от рака легких. И все они вызваны загрязнением воздуха. Сжигание природного ископаемого топлива является причиной 4,5 миллионов преждевременных смертей в год. По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно убивает более 7 миллионов человек. Печень сильно повреждена. Болото – это гигантский естественный фильтр, который эффективно поглощает углекислый газ, пыль и токсичные элементы из воды и воздуха. В течение 1 года гектар болота поглощает из воздуха 3 тонны пыли, а углекислого газа в 7-15 раз больше, чем гектар леса, и выделяет в 7-15 раз больше кислорода. При этом за последние 300 лет во всем мире исчезло порядка 90% водно-болотных угодий. И сейчас мы продолжаем их терять в 3 раза быстрее, чем леса. Является пригодной для использования, и в основном она хранится в водно-болотных угодьях. Исчезновение болот приводит к существенному сокращению запасов пресны. Плохие анализы. 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Дефицит воды уже затрагивает 4 из каждых. Шесть из них были вооруженными, 285 нанесли урон водной инфраструктуре. Около 1 миллиона видов животных и растений сейчас находится под угрозой исчезновения. Общее количество диких млекопитающих снизилось на 82%. Только за прошлое столетие исчезло столько видов фауны, сколько должно было исчезнуть за 10 тысяч лет. Сейчас темпы вымирания приближаются к тем, что были около 70 лет. Как страшную для фауны эпоху ищи динозавры. В 2018 году биологи при текущей скорости вымирания млекопитающих для восхода понадобится от 3 до 5 миллионов лет. Исчезновение видов растений и животных приводит к неустойчивости экосистем, а следовательно к нарушению естественной среды обитания человека. Из доклада ООН прогнозируемое сокращение биоразнообразия затронет всех людей, но будет иметь особо пагубные последствия для коренных народов и мест общин, а также для бедных уязвимых слоев населения, учитывая их зависимое разнообразие для обеспечения их будущего. Резко нарушены показатели жизнедеятельности организма. Пациент в критическом состоянии. Обнаружена опухоль головного мозга. Потребительский образ жизни человека, как локальная опухоль на теле Земли. Она постоянно
постоянно растет, потребляя, и забирает все необходимое макроорганизма для себя. Она не делится, не думает о других, что в результате будет гибель вместе с раковой опухолью. Если сегодня не предпринять глобальные меры, завтра поздно, планеты умирать. Созидательное общество — это наш единственный шанс. Это наша жизнь. Это каждый из нас сейчас находится в критическом состоянии. С каждым днем ситуация хуже. Не с каждым годом, а с каждым днем. Я надеюсь, что это видео никого не оставило равнодушным. Почему надеюсь? Потому что если эта статистика не поможет образумить людей, то что тогда поможет? Данные просто ужасают. На 2030 год останется 10% диких лесов. Это через 9 лет. Мы живем во время пандемии. Мы знаем, что такое 10% от наших легких. Так какая у нас перспектива? А мы разве не вырубим те оставшиеся 10%? Конечно, вырубим. Потому что это бизнес. И бизнес доминирует над здравым смыслом. Мы делаем и творим все. Мы разрушаем. Ресурсы Земли исчерпываются. Наша планета настолько загрязнена, что уже 9 из 10 человек не имеют возможности дышать чистым воздухом. 4 из 10 человек уже этой статистики. Вдумайтесь, более 7 миллионов человек ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха. Растут сердечно-сосудистые, онкологические, генетические заболевания. Это факты из открытых и официально. Мы уничтожаем все, что могло нас защитить. Убиваем иммунитет. Мы настолько заняты потребительством, что некогда посмотреть в будущее. А будущего стоит бояться. Если мы ничего не предпримем, мы умрем. Если мы будем сглаживать углы, что будет завтра? Войны за ресурсы, которые уже начались, массовое сокращение численности населения, чтобы снизить так называемую нагрузку на землю. Сначала сильные будут убивать слабых, а кого потом? Вся информация или скрывается, или переделывается, или разрознена, чтобы не вызывать панику и не нарушать привычную систему потребления. Очень многие люди знают и понимают, что происходит, но молчат, потому что не видят выхода. Мы уже подошли к черте. За которой нет дороги назад. Мы съели, сожгли, вырубили все на своем пути. Куда дальше? Ученые уже считают до ближайшие 50. А если в пропуск прогрессии? И разве есть воду только по озеру? Здесь нужно все. Нам необходимо прекратить разницу, прекратить друг с другом, прекратить игнорировать экономически зависимые регионы в угоду собственным потребностям. Скажите, как так получается, что политические и экономические выгоды преобладают над инстинктом самосохранения? Пришло время объединиться, чтобы противостоять смертельной опасности. И мы можем это сделать все вместе. Иначе ничего не получится. Что может
быть мне, чем сохранить жизнь себе и своим детям. Надо повесить ситуацию, в которой мы находимся, и решить, которую можем абсолютно честно, путем. Это возможность проинформируем всех мнением от общества на созидатель. И это решение всех и каждого. Друзья, приглашаем всех здравомыслящих людей следует конференции 4 декабря 2021 года под названием «Глобальный кризис. Время правды». Пришло время расставить приоритеты. Спасибо. Thank you so much, Anna. The situation is we can end this conference. Thank you so much. Let me pass the floor to Alex in Germany. Hello, everyone. I would like to remind you of what we have just seen in this short movie. What we have already done to our planet, to our home, is terrible. We are destroying the ocean, killing the lungs of our planet. We are depriving ourselves of oxygen, and the oxygen deficit will only increase. We're destroying entire species, and this is already assuming a disastrous scale. Let's listen to the esteemed Gerardo Chabarros, PhD in ecology and evolutionary ecology, professor of biology, senior researcher at the Institute of Ecology at Natural Autonomous University of Mexico. Greetings, buenos días, Gerardo. Floor is yours. I am Professor Gerardo Ceballos. I work at the National University of Mexico, and I am specialized basically in animals in the wild. My colleagues, my colleagues from University of Stanford and the University of Mexico put together a paper. What you can see here in of system or species analyze if species that were losing in the 500 years, but mostly in the last century, are basically the same number that you will expect in the normal extinction rates, or there are higher extinction rates. And what we found is 1 year of a species below the dot line. But what we can see here is that in the last 500 years, but especially in the last century, we have started to lose species much, much faster than in the previous million years. And we can see here on this side that the number of species lost is directly related to the human population. Here is human population and this species, and this line is almost perfect. And this has let us conclude that we have entered the mass extinction. But by previous mass extinction, all of this caused by natural catastrophes, and this one is caused by us. That's the bad news. The good news is that if it's because by us, it can be prevented by our activities, by our actions. But before you lose a species, you lose the populations. And what we have found is we're losing billions of populations. Because, well, here you can see we destroy the habitat to have or more crops, and you can see here that in dark most of the land is under agriculture and cattle, and you will see, well, there are on earth that you can cultivate. That's not true, because, for instance, all this area is too cold, all this area is too dry, and these are the tropical forests who are also not producing food. Basically, are
and human life in particular. And this is because all the wild plants and animals working together in this complex thing that we call ecosystems. And those ecosystems, by functioning properly, provides what we call environmental goods and services, that are basically all these benefits that we for free for the the proper function of ecosystems. And we're talking about clean water, all the clean water for humans or for all the plants and animals, those ecosystems. As people this is like a spaceship, the Earth ship is. I still have a lot of hope that we will be able to fight hard and to save many of these species and save, at the same time, save humanity, save us from a collapse of civilization. Thank you so much. As a follow-up to the questions that keep on online, one of them sounds like this. How can we make sure that the elites and the governments will let us build a creative society? And why do we need unity? And what is it to give? Well, the answer is very simple. We demand, as a society, unity, and the politicians only have to follow our request. So the main thing we have to request to build this online platform on which people can participate and make real democracy, where each person contributes and participates in decision making instead of delegating the power to the elites, right? So if it's your request, it's up to you. You are the ones who making this request, and if we make such request, politicians will show up, who are going to fulfill our needs, our desires, because it's up to us to elect them. And the concept of creative society is a very, very positive concept. In fact, rich people and elites are going to suffer and be destroyed by the climate crisis just as everyone else. So this is the only way to survive for all of us, for rich and poor, for elites and for regular people, to build the society in which each one of us takes personal responsibility. Thank you. Study, and it's really a challenge, creative society. Because when we look at our planet, the words of Geraldo Ceballos, it turns out that we, with our own hands, have now provoked consequences. We're eating our planet. Look, maybe it's time we realize our responsibility and solve our problems together. We want to remind you that millions of people around the world watch today's broadcast. It broadcasts of thousands of YouTube and other streaming channels. Moreover, thanks to volunteers from around the world who understand the importance of this event, this conference is synchronously translated into 72 languages, including even sign language interpretation. Therefore, we can safely say that this is the biggest event in the history of humanity. And it has become a reality because people really understand how important it is for the whole of humankind, for whole humanity, to discuss global problems and crises, because only together we can find solutions. We all want peace and happiness, and together we can create this world. It's joyful that today there are people who care about the importance of consolidation. And I invite our next team's Professor Dmitry of Economics, rector of the Kiev National Economic University, named Vadim Hetman,
honored worker of science and technology of Ukraine. Greetings, dear Professor. Здравствуйте, коллеги, друзья, участники глобального форума. Рад приветствовать вас. Лукьянин Дмитрий, ректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетмана, город Киев. Рад вас приветствовать на форуме «Глобальный кризис касается каждого». Мы все понимаем, что мы живем в очень сложном мире, который качественно изменился буквально за последние 10-15 лет. Это действительно глобальный мир, который пользуется всеми благами глобализации и одновременно терпит все проблемы, которые приносит глобализация, включая асимметрии, неравномерности, социальные, экономические и так далее. Мы живем не в мире, который прогнозируемый, не в циклическом мире, подъемы, кризис и так далее. Мы живем в мире турбулентном, в котором нужно уметь управлять страной, кассой, фирмой, своими мотивациями, чувствами. Это очень сложный мир. Мы живем в очень сложном рынке труда, который качественно отличается от наших стереотипных понятий. Это другой рынок труда. Нам грозят безработицы, в принципе, правильно грозят, потому что безработица в любой, каждый пациент будет безработным, потому что наступила цифровая эра, эпоха цифровых технологий. Завтра это искусственный интеллект, который заменит массу, ну, как правило, примитивных, ну, как бы несложных профессий, но тем не менее и очень опасений. Мы живем в мире, когда на наших глазах меняется климат, уже на наших глазах. Мы живем в мире и видим, как ужасно выглядят эти кошмарные танкеры, которые топят голубые океаны. Это кошмар какой-то. Он совместим с тем, мы в космос летаем, Марс осваиваем. Это же кошмар какой-то. Мы живем в мире, который жжет нефть, получает какое-то непонятное тепло. Зачем это тепло нужно? Ресурс, который невозобновляемый. Мы несколько раз сократили разнообразие океана мирового, который является абсолютным лоном человечества, что ли. Мы через озоновые дыры разрушаем атмосферу, а поверхностную за атмосферой ноосфера, так мы заодно ее разрушим с высокого интеллекта. То есть мы живем в сложном мире и очень рад, как и весь наш университет, мои студенты, мои профессора, тем, что есть люди, которые в глобальном масштабе генерируют необходимость и важность построения созидательного общества. Это очень классно. Это как бы рефрен, это как бы идея и этого глобального форума. Вот. И мы должны сделать все для того, чтобы человек все-таки созидал, а не разрушал. Для этого нужно очень большое участие людей. Свободных, толковых, небезразличных, таких абсолютное большинство. Их нужно консолидировать, в том числе в рамках таких глобальных форумов. Большое вам спасибо за то, что вы это делаете. Мы сами и готовы интегрироваться во все социальные структуры инициатив. Спасибо. Well, thank you very much for allowing me to address all of you. And I'm very impressed with what this group is doing. We've probably stepped over a number of boundaries already and put ourselves on a path to a lower quality of life because we've destroyed so much of the wildlife. But the more we continue to destroy plants and animals, the more we're going to degrade our lives. I'm aware of that portray the severity of the problem. One is that if you look at in the United States, there are many, many types of habitat, old growth forest, coast
coastal sand dune habitat, which is surprisingly diverse and biologically interesting, freshwater and saltwater wetlands, and then wild and free-flowing rivers. And all of those cats, but all the creatures of them. The rates are horrendous. Europe is just most of its original forest. The Middle East, the cedars of Lebanon, and Africa were rapidly destroying forests. China's Belt and Road project is going for a red forest. You cannot report any plausible time frame. Certainly not in the lifetime of you and your children and your grandchildren. It's gone. Earth is in the balance. It's teetering on a balance point, and we can go one way now or another way. The thing is, we don't have a lot of time. If we don't start making the right choices in the next few years, it's going to be too late. And then the whole system is going to collapse. Civilization will end. Много представителей прессы и телевидения, чтобы все увидели, как они заботятся о природе и высаживают деревья. Но никто потом не рассказывает, что, как правило, на их местах спустя всего 10 лет около 65% лесопосадок умирает, а по неофициальным данным все 80%. Представляете? 80%. Это делают воры и тираны для своего рейтинга. Они ограбили людей и на большее не способны, потому что больше им нечего показать электорату. Но нам с вами, друзья, необходимо помнить, что мы живем на одной планете, которая действительно наша планета, наш общий дом. Но что мы делаем? Мы вырубаем леса, сушаем болота и строим на этих местах огромные мегаполисы. А это действительно так. Что такое на самом деле эти мегаполисы для нашей планеты? Давайте узнаем об этом подробно от следующего спикера Ольги Проценко, инженера-строителя из Бельгии. Ольга, пожалуйста, вам слово. Мы постоянно приносим вред нашей планете. Самое страшное, что мы сделали, помимо того, что мы уже разрушили, мы создали давление на Землю. Мы строим гигантские города и даже не задумываемся о том вреде, который они приносят на планете. Строение мегаполисов весит сотни миллионов тонн. Их населяют десятки миллионов людей, которые также имеют свой возникающее давление на литосферу. Земля дышит.
когда мы свозим миллиард других утков планеты и концентрируем в одном в годах, это нарушает ритм, баланс планеты. Меняются потоки ветра, температурный режим. На городов температура повышается на 10-15 градусов. Но и это еще не все. Сосредоточение огромных потоков людей, которые живут по принципам потребительского общества, вызывает катастрофическое загрязнение окружающей среды в одном месте. Природа не может с ним справиться. Наши города — это метастазы, которые убивают организм планеты. Видим мы эти изменения? Видим. Только смотреть нужно глобально. Города влияют на изменение ритма планеты. Сбои, что способствуют прогрессированию сейсмической активности и влияют и на экологию, и на ветер, и на все остальное. Эти изменения также влияют на климат. Это не основная беда, но она влияет. Климатические изменения уже набирают катастрофические обороты, а мы их только усугубляем. Если в совокупности взять, то на сегодняшний день мы убили нашу планету. Единственный дом, который сейчас у нас есть. А ведь бежать нам некуда. Это конец. Немного растянут во время, но это конец. Шаг для людей и планеты есть только в изменении формата общества. Хватит быть метастазами. Мы можем жить по-другому. Мы можем объединить создательное общество, в котором мы ценим и наше окружение, в котором экология и потребление будет диктовать нам правила игры, человеческие духовные, моральные ценности. В таком обществе у нас возможно создать технологии, которые спасут планету и наши жизни, наши и наших детей. Только в созидательном обществе мы сможем заняться и экологией, и наведением порядка на планете. Поэтому неужели такое будущее вы им обещали? Это шокирующая информация. Как часто мы задумываемся о том, что творим? После себя. Biz bugün çağlarımı şu gençlikler bilyasmı? Öğrenme yokum. Biz birbirimize bağlı olmalı. Düşünler ve olmayı vermeli. Bu bizim orta geleceğimiz olan cevapkarşılık. Ulluğlar kötüler. За наше будущее. И потому для нас большая честь представить следующего уважаемого спикера, главу Украинского союза промышленности и промышленности экс-премьер-министр Украины и экс-министра Украины Кинаха Анатолия Кирилловича. Имею честь обратиться к участникам международной конференции. Глобальный кризис. Это уже касается каждого. Сегодня мы уверены, все мировое сообщество должно быть максимально сконсолидировано для того, чтобы преодолевать очередные испытания, которые в мире сегодня называют изменениями климата. В этих тенденциях еще очень много тайн. Ученым всего мира еще необходимо изучить, где баланс всех проблем. Где мы имеем дело с естественными тенденциями изменений климата, которые происходили за миллионы лет на нашей Земле неоднократно. А где техногенное воздействие нашей цивилизации, влияние нашего человека. И, безусловно, в этой части влияния деятельности человека успех может быть только тогда, когда действия всего сообщества сконсолидированы. Границ в воздухе нет. Границ в океанах тоже нет.
Мы مثلا которым Все мы очень чемешмел зависим насяр. друг от друга. И мы очень бы хотели, чтобы сегодня этой проблеме дали наивысший приоритет в связи с нашей Sağlarımız, общей artıklarımız ответственностью ve перед gelecek теми, кто nesillerimiz için будет после нас, ve перед tamamladım нашими ve детьми, azaltı vatanımızın внуками, konuda saklama будущими için mümkün olan поколениями iqtisadi делать etmekimizin все, cevap чтобы tersizimizdir. сохранить нашу Yer Землю, şararsa нашу kosmosta удивительную özörüsü bir природу. hatitadır. А Земля — это Bunu kim bilir уникальное karar eder явление в ve bu bizim космосе. umum Это edetmemiz уже ve признают cevap все. И tersizimizdir. это наша Ve dünün şeyle общая и yukarı ruh задача, ve и ahlak yararları ответственность. tağırlarlar zemlemekler. И только Bizim kadar консолидируя olacak усилия olan в yarız. таких высоких духовных, нравственных принципах, Bu halkar мир konferensiyanın может mevzuklarının bir yerini добиваться havanı успеха. uygunluğu ve И bu я рад, ahladan что dadını международная sivilizasyonun конференция, tağırlarını посвященная в том güçlendirmek числе теме için климата, yeni bir и içeride после olacaklığına нее beğen это yarın. будет еще одним стимулом Sağ olun. консолидировать усилия всего человечества и всей нашей цивилизации. Спасибо. Biz Here, Anatoly ve Kirillович, yürekten sağ olsun, diğer fayda sözler için bu hakikaten ekolojik kriz hakikaten var. Bu olsa adamların öz eden zade. Ve bizim hakikaten xawflu hakikat erettiğin biz görüp biliyoruz ve bunu beter perzonan görüp biliyoruz. Klimat yetremeleri kontrol edilen zor. Tuvaleleri, sual şma наводнения, которые нарастают с ve каждым днем. И мои соседи biz hakikaten konuşmamızdan konuştuk ve уже говорили konferansiyanın действительно об этом. Они azaları klimat участники xawfsuzluğu var, bu конференции kadar уже var. будут говорить о климатическом кризисе. Ve biz А için сейчас для меня большая честь представить вам Kuban, Ukrayna'daki чрезвычайного resmi vekiline söz vermeye ulu hürmet bildiriyor. и Республики Молдова Натача Диас Агилера. Evet. Dünya, Конечно, hazırki dünya yani xas научный мир в birleştirici настоящее время, tendensiya metaç. как и весь мир, нуждается в более объединяющей Benim тенденции. fikrimce bular her yurdun ya da На mой взгляд, beylik это iktisadiyet инвестиции, ya da beylik sosyal которые fondun каждая gelecekte страна kavuşma için делает для koyanmaya будущего koyunlardır. улучшения той или иной отрасли Son ya экономики, da hazırki cümleci той или sistemden иной социальной xas отрасли. ulu liyaget Но kılacak мир, в isimlikler котором xas мы köp сейчас intirar ve живем, onlar hemişe он не planetten очень durulup kesme ole коммерческий. mümkünçülük vermiyor. Он больше сосредоточен на тех научных достижениях, которые могут принести самые большие дивиденды. И не всегда они дают нам возможность стабильного развития Ama планеты. ilmi cemiyetler ulu pes geçirmek bilen yüz oluyorlar. Sebebi akli problemlerden alır çözüp bilmeyer. Перед научным сообществом стоит большое препятствие, потому что ученые в одиночку не могут Yine решить tamam akli Вселенную. yurtlarda devletin siyaseti kağıt kıyın yarışı. К сожалению, во Потенциал всех şey странах иногда ya da разработки yurdu var от bilecek развития, potansiyel estirmeye потенциального görüp duruluyor. развития или научного потенциала, которым может обладать данная страна. Bu benim fikrimce global tesir üstükadan için amal asırmalı özelliklerimizin ya da etkilip durmağın Реорганизации, bir bölü которую мы sebebi bunu должны осуществить для достижения kalan kâr глобального yurtlarda эффективного развития. ayrıca edip biliriz. Потому что мы можем сделать это отдельно в Yani biliriz ki некоторых yerine странах, yetirilmek которым olsa, это удастся. edilmedik Но olsa, если это не будет ben сделано saklarmış совместными ulu усилиями, hoop asılındadır. если это не будет сделано повсеместно, жизнь на планете подвергается Şoň üçin большой indi bütün опасности. dünýäni herekete çağırmaly. Dünýä Итак, durlukly теперь ekologiýany нам gora нужно saklamagy, призвать весь мир к gollaýan действию. Мы ilmi должны jemgyýetçilik объединить birleşmeli. научное сообщество, тех, кто выступает за сохранение жизнеспособной экологии в мире,
чтобы иметь возможность Tersine bol осуществить bilecek, действия, tersine hareketler edip которые bilmek. могут обратить вспять, Yani что şey derece возможно. etti olin, Потому что yine это kaytarıp уже bolmayacak bu достигло sebep özümüzün такого ısımıza yüklen, уровня, bu özümüzü что yoğatmak, есть аспекты, bundan которые beylek devam edip уже bilmez. необратимы. Но чтобы это самоуничтожение, которое мы себе сами навязали, таким нерациональным развитием, не могло дальше продолжаться. Dördüncülük akmeti, Adem adalet için mümkünçülükler etmek üzerine esaslanıyor. Созидательное общество отчасти в своих основах руководствуется Ademler стремлением gelme tarafından ösmeli обеспечить koşan человеку koşup, возможность bilecek ekisema, полноценного развития. И я считаю, что полного Экология развития Warsaw. не может быть, если Biraz у нас korşa нет olmasa, экосистемы, dalet için bol bilmeyeceğine önemli. экологической среды, которая может способствовать всестороннему развитию человека. Biz devam etmeli. Bundan belek ösüşün ekologik talanından Мы должны karasa olmalı, исходить из того, yoksam что в dальнейшем öz развитие helakçılık alıp var yani должно быть orada yaşar. экологически безопасным. Иначе мы развиваемся в направлении, Elbette, которое ведет нас к yaratan örücük самоуничтожению. cemiyetin esaslarını adamları yitirmeye finansiyel Безусловно, в основах созидательного общества, Ular kemmesi которое вы koyuldu. распространяете, пытаетесь донести до людей, все это заложено. Benim fikrimce beylik hareketlerden birlikte bunların hemmesi И я думаю, что adamların вместе со всеми görüşlerinin другими движениями asırlar boyu все yaşamağını это devam будет ettirecek способствовать ve тому, yok что мы edilmeden сможем eltmeyecek создать ötüş такие tendansiyelerin тенденции развития, которые будут devletlerine благоприятствовать тому, kömek eder. чтобы человеческий вид продолжал жить еще века и века, а не привели к его уничтожению. Именно. В общем, в качестве заключения к тому, что я объясняла, Düşündürmenin aydasın чтобы eğer все, şeyler her hemmeler все и hemmeler ve bizim her каждый из yerimiz bu нас, konferansa katılır dursun. участников этой İlk evlilerine конференции, koyduğu pesini могли ölsün затем alırlar. взять на себя задачу распространения этой проблематики. В Tesirin, первую очередь, tesirlerle isterse olsun ilk потому evliler что bize я ne tesir için считаю, sunmalıdır. для того, чтобы bороться с последствиями воздействия, мы İlk должны evlen сначала понять, adamlar bizim как оно воздействует ötüşümüzün на нас. bu görüşün Прежде hemmemize всего, yaramaz люди tesir должны ediyen понять, öyle что sunmalı. эта форма развития, в Bu которой мы konferans находимся, katılışan негативно влияет her на yerimiz всех нас. bu haberi И каждый из kirlenmeye, нас, присутствующих на daşlarımız ve этой kağıdayları конференции, может быть tencermeye, носителем этого послания, этого yurtların призыва к hepsini размышлению, к анализу planetanın ситуации uzak вокруг burçlarına нас. götürücü В oldular. каждой из стран, в каждом из самых отдаленных уголков планеты, каждый из Planetanın нас çoğunu должен halat etmek быть vardı. Her yerimiz носителем bu этой olmalı. информации о спасении планеты. После ваших снов становится еще более понятно, что сегодня в нашем мире все настроено против человека. Потребительский мир — это тупиковая ветвь развития цивилизации. И насколько важно в нашей ситуации объединение научного, технического потенциала, использовать ресурсы для того, чтобы спастись всем вместе. Наш следующий спикер — это Чен Джинфэнь, президент Украино-Китайской торговой ассоциации. Здравствуйте, меня зовут Чен Джоуфэнь. Я председатель Украинско-Китайской торгово-промышленной палаты. Очень рад участвовать в этой всемирной международной онлайн-конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Я надеюсь, что своим участием тоже внесу вклад в эту конференцию. Касательно сферы мировой экономики. Сейчас большинство стран постоянно производят продукцию, в том числе и Китай. На сегодняшний день существует огромное количество заводов во всем мире, производственные мощности которых постоянно выбрасывают токсичные отходы, в том числе и в атмосферу, что крайне пагубно влияет на окружающую среду в целом.
Для того, чтобы возродить нашу планету, мы хотим призвать всех людей принять все возможные меры, чтобы изменить ситуацию, начать исправлять загрязнение воздуха и загрязнение планеты мусором. Это крайне важно, потому что будущее развитие любой страны зависит не столько от экономического роста ВВП, как от того, есть ли хорошая вода, еда и чистый воздух. Я думаю, что весь мир в этот критический момент должен активно действовать общество. Ради наших стран и нашей общей планеты. Создавать условия для взаимопомощи, для взаимовыручки, для сохранения общества. Необходимо создать новые отношения в обществе, в созидательном обществе. Я надеюсь, что с помощью такого видеообращения мы сможем донести эту важную информацию каждому человеку в любой стране, вне зависимости от его должности и социального статуса. Надеюсь, что мы как люди будем помогать общественному сердцу, помогать любому человеку, независимо от его места проживания и национальности. И я надеюсь, что мы сможем создать очень дружелюбное и гармоничное общество, подобно организации международного сотрудничества, шелковый путь в Китае, расположенный для совместного содействия всеобщему объединению и гармонии. Сейчас в эпоху развитого интернета очень важно непрерывно доносить до каждого человека, чтобы он понял, насколько важно достичь общего консенсуса. Я надеюсь, что мы все-таки построим гармоничное общество, что наши отношения будут становиться все более дружественными. Здесь, на международной конференции, я еще раз хотел бы сказать во всем мире, тем, кто сейчас смотрит, в том числе и моим соотечественникам. Я желаю вам успехов в работе и здоровья. Надеюсь, что вы сможете внести больший вклад в развитие как своей страны, так и всего нашего мирового сообщества, чтобы в нашем мире и обществе была взаимопомощь, взаимопонимание между людьми, чтобы мы шли навстречу друг другу. Я надеюсь, что все приложат усилия, чтобы построить здоровое, созидательное общество. Мы тоже на это надеемся, господин Чунфэн. Очень важно, чтобы эту информацию знало как можно большее количество людей. Поэтому то, о чем мы говорим сегодня, важно знать каждый. Поэтому, пожалуйста, записывайте свои отзывы и делитесь этой информацией в социальных сетях. Это очень важно. Именно мы можем продолжить цепочку распространения этой информации. Мы, голос, который распространяет эту весть. И мы можем действительно достичь абсолютно всех людей. В том, чтобы все объединились в одной цели — построении созидательного общества. Спасибо. The world ocean covers about 70% нашей планеты покрывает мировой океан. Как мы обращаемся с его бескрайними просторами? Если мы посмотрим на него сейчас, что мы увидим? В каком состоянии сегодня легкие нашей планеты? Если мы приблизимся, то увидим, что на его поверхности возник новый континент, континент из мусора, под названием Большое Тихоокеанское мусорное пятно. Его размер — 4 территории Германии. В 1997 году его открыл океанолог и спортсмен, капитан Чарльз Мур. И сегодня для нас огромная честь представить на конференции человека, благодаря которому мировая общественность узнала о той катастрофе, которая происходит в океане из-за скопления мусора. Здравствуйте, уважаемый капитан Мур.
Предоставляем вам слово. Я очень рад быть частью международной конференции. Конференции, ориентированной на кризис, который действительно затрагивает всех. Хочу поделиться своим видением о загрязнении пластиком. Итак, меня зовут капитан Чарльз Мур. Я основатель морских исследований и образования Алголита. Я основатель Института Мура по исследованию загрязнения пластиком, а также основатель Long Beach Organic. Это проект общественного садоводства. То, что случилось в 1997 году, когда я пересек место, известное как Большое Тихоокеанское мусорное пятно, было просто наблюдением морского капитана, стоящего на вахте. Спустя несколько минут мимо проплыло то, что не должно было находиться в этом месте. Что-то человеческого происхождения. Плавучий кусок пластика. Суть в том, что Бог знает где, вдали от человеческой цивилизации, насколько это вообще возможно, был мусор, отходы человеческой цивилизации в невообразимом количестве. В 1999 году я вернулся с оборудованием для замера проб. Именно тогда мы сделали настоящее открытие. А первое открытие в 1997 году вызвало просто беспокойство ввиду присутствия мусора посреди океана. Но в 1999 году мы сделали настоящее открытие, потому что в 1999 году после анализа образцов мы поняли, что вес пластика, находящегося в поверхностных водах, в 6 раз превышает количество зоопланктона, основной еды местной экосистемы. Мы решили, что поскольку не уделялось никакого внимания загрязнению пластиком, мы возьмем на себя ведущую роль в создании того, что впоследствии стало известно как Великое пластиковое пробуждение. И основная проблема состоит в том, что пластик, в отличие от других веществ, никуда не исчезает. Он становится частью окружающей среды. Он не проходит обычный цикл биораспада. Ведь его изобрели, чтобы победить естественное разложение. Таким образом, победив естественное разложение, он стал постоянной составляющей нашей окружающей среды. Мы знаем, что микропластик превращается в нанопластик, и он стал распространяться по воздуху. Он проникает в нашу воду, в нашу еду и даже в овощи. Таким образом, мы обнаружили, что это большая проблема не только для морских существ. Теперь это проблема для всего, для каждого, для каждой среды обитания, что бы мы ни взяли. Океан страдает той же проблемой, с которой столкнулся и я, когда пытался проинформировать людей о пластике. И суть проблемы в том, что никто не живет в океане, все живут на суше. Так что для большинства людей, живущих на суше, океан — это как какой-то незнакомец. Это просто незнакомое иное место, которое, в общем-то, насколько им известно, не влияет на их повседневную жизнь. То есть да, есть ураганы, да, есть штормы, да, есть наводнения вдоль прибрежной зоны, но в целом человек, живущий на суше, не считает океан большой частью своей жизни. Доктор Сильвия Эрл об этом говорит емко. Нет синего, не будет и зеленого. Как ни крути, а мы нуждаемся в океане по множеству причин. И его важность нельзя недооценивать. Когда тело человека хорошо функционирует, мы говорим, что тело находится в гомеостазе. Это тело, в котором все хорошо сбалансировано, в котором все системы работают в гармонии друг с другом. Наша планета не может находиться в гомеостазе без океанической и сухопутной среды, работающих в гармонии друг с другом. Они должны быть сбалансированы. Сейчас цивилизация, в которой мы живем, зашкаливает по своему влиянию, и она чрезмерно нарушила это равновесие настолько, как оно не было нарушено никогда в истории мира. Наша цивилизация дошла до апогея, до точки, после которой она не может двигаться еще дальше. Это курс бесконечной эскалации. Она должна взять противоположный курс, уйти с этой траектории. Она должна повернуться в сторону замкнутого обращения ресурсов, преобразования, нулевого уровня отходов, повторного использования и переработки. Мы терпим полное поражение в борьбе с изменением климата и загрязнением пластика. Так что на основании нынешней тенденции благоприятного исхода для нашей цивилизации в будущем нет. Нам нужно думать о будущем.
Нам необходимы идеи, которые могут пробиться сквозь настоящее. Такое давящее, такое ужасное, такое многострадание. На Земле сейчас самый настоящий ад. Это как инферно, Данте. Океан, разные места на планете — это все разные уровни ада. Именно это происходит с живыми существами океана. Вы можете это увидеть на пляжах, которые просто тонут в пластике. Поэтому нам нужно перестать довольствоваться тем уровнем, который мы испытываем, и выразить недовольство. Начать жить в духе критического осмысления и долгосрочного мышления, чтобы иметь хоть какое-то будущее, достойное того, чтобы в нем жить. Да, спасибо вам большое, капитан Мур, за то, что вы сделали, за то, что делаете до сих пор. Вот действительно, посмотрите только, что мы сделали с легкими нашей планеты. Океан насыщен химикатами, отходами, микропластиком. Это все губительно и просто его уничтожает. Влияет ли это на наше здоровье? Конечно, влияет. А представьте, как это влияет на животных, на растения, на планету в целом. И это нарастает, и нарастает в прогрессии. И с каждым днем ситуация становится хуже. Не с каждым годом, а с каждым днем. А ведь есть еще и климат, который не зависит от деятельности человека. Мусор никуда не исчезает. Все миллионы тонн, которые мы выбрасываем, приплюсовываются к тем миллиардам, которые мы уже выбросили. А наши аппетиты только растут. Посмотрите, что произошло с океаном. А ведь тема мусора ограничивается не только им. Давайте посмотрим видео на эту тему. «2021 год. 6 885 900 килограмм пластика выброшено в океан. 216 миллиардов килограмм токсичных отходов попало в окружающую среду. 23 миллиарда 250 миллионов метрических тонн диоксида углерода выброшено в атмосферу. Наша прекрасная планета. Она могла бы стать настоящим раем. Идеальным местом для жизни людей, обитания животных и растений. Но мы превратили ее в помойку. Воздух, вода, земля — все отравлено. Еще в V веке до нашей эры в Афинах был издан первый из известных эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улице и предписывающий мусорщикам сбрасывать отходы не ближе, чем за 1000 двойных шагов, порядка 1 мили, от города. Как и 2500 лет назад, вывоз мусора на свалки остается одним из основных методов утилизации отходов. Вы заметили, как далеко вперед шагнули наши технологии? Каждую минуту в мире продается 1 миллион пластиковых бутылок. Это 20 тысяч бутылок в секунду. И только около 9% из них перерабатывается. Одна пластиковая бутылка разлагается 450 лет. В Пекине на свалках уже нет места для мусора. За последние десятилетия 14 подобных мест в окрестностях Нью-Йорка заполнились до отказа. Свалка Газипур в Индии сравнима с высотой Тадж-Махала. Она имеет высоту примерно 73 метра и занимает пространство 40 футбольных полей. Газипур даже снабдили сигнальными огнями, чтобы самолеты или вертолеты случайно не зацепили ее. В то же время российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии. Отходы от них разлагаются, выделяют метан и другие химикаты, постоянно отравляют почву и воздух, а также усиливают парниковый эффект.
Свалочный газ попадает в грунтовые воды, а затем в водоемы, из которых в дальнейшем берется питьевая вода. Сжигание отходов ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы – кадмий, ртуть и свинец. Попадая в организм, они влияют на кровеносную и нервную системы, создают риски появления генетических отклонений и развития онкологических заболеваний. В новом докладе детского фонда ЮНИСЕФ говорится, что примерно у каждого третьего ребенка в мире, а это порядка 800 миллионов детей, уровень свинца в крови настолько велик, что может вызвать нарушение их умственных способностей и даже привести к смерти. Каждую минуту в мировые воды сбрасывается 1 грузовик пластика. К 2030 году это будет уже 2 грузовика в минуту, а к 2050 году 4. На данный момент пластика в мировом океане может быть больше, чем рыбы, и он образует огромные острова площадью до 16 миллионов квадратных километров. Это соответствует размеру Европы, Индии и Мексики вместе взятых. Мусор нашли даже на дне Марианской впадины, а именно 3500 искусственных предметов. Океанический пластик губителен для всех его обитателей. Так, на побережье Испании обнаружили мертвого кашалота. В его желудке находилось 29 килограммов пластика, которые и стали причиной гибели животного. Все это показывает, насколько страшны последствия глобального загрязнения. Миллионы живых организмов прямо сейчас страдают и погибают из-за нашей безответственности. Нарушаются пищевые цепочки, целые виды оказываются на грани вымирания. И все это в итоге скажется на нас. Команда исследователей из Университета Тасмании нашла микропластик даже в ледяных пластах у побережья Антарктиды. Предыдущие исследования показали, что микропластик во льду приводит к его ускоренному таянию из-за поглощения тепла. К сожалению, от наших рук пострадала не только Земля и вся биосфера, но уже и космос. Ученые подсчитали, что сейчас на орбите находится около 128 миллионов кусков космического мусора размером более 1 миллиметра. А скорость таких частиц может достигать огромных величин – до 14 километров в секунду. За счет этого они способны пробивать защиту спутников и орбитальных станций. В итоге 3000 космических аппаратов уже вышли из строя и сами превратились в мусор. Подобного рода инциденты могут запустить целый каскад столкновений и разрушений на орбите. А если это случится хотя бы всего с несколькими крупными станциями, мы рискуем потерять спутниковое телевидение, интернет, GPS и мобильную связь. Ученые предполагают, что в какой-то момент люди больше не смогут выводить новые спутники на орбиты, и космос будет для нас полностью закрыт. Мы сортируем мусор по типам продукции, реализуем сложнейшие проекты по очистке океана. Но что в конечном итоге происходит с этим сырьем? На сегодняшний день мы не знаем, как утилизировать отходы без вреда для экологии. А процент вторичного использования очень низкий, так как экономически не оправдан в большинстве отраслей. И все это на фоне масштабного перепроизводства. Крупнейшие производители автомобилей, брендовой одежды, техники стремятся сохранить высокий уровень спроса на свои товары за счет постоянного обновления версий или коллекций. Производители предпочитают хранить избытки своей продукции на складах, вместо того, чтобы их распродавать, так как это приведет к снижению цен и потере имиджа. Для того, чтобы вынудить потребителей все чаще покупать новый товар, производители стали осознанно выпускать продукцию с ограниченным сроком эксплуатации. Вы не замечали, что продукты, произведенные еще 20-30 лет назад, гораздо надежнее? Неужели мы разучились делать качественную продукцию? Нет, это просто стало невыгодно. Мы потребляем все больше и больше, не замечая того, что скоро сами окажемся погребенными под собственным мусором.
Как мы видим, проблема загрязнения нашей планеты очень серьезная. Люди пишут в комментариях: я сортирую свой мусор, да, но это не моя вина. А другие люди пишут, что это все вина политиков. Дайте нам решение. Но, опять же, друзья, это опять же потребительское общество. Такой подход. То есть перекладывание ответственности на кого-то, и когда они проваливаются, не справляются с поставленными задачами, мы их обвиняем. Потому что мы потратили усилия на то, чтобы выбрать их. Но на самом деле здесь вопрос в том, что это ответственность лично каждого человека. И в созидательном обществе ценность жизни каждого человека — это самый главный приоритет. И это зависит от каждого из нас. Поэтому просто сортировать мусор, извините, это не будет работать. Еще вопрос есть о том, когда следующая конференция. Следующая конференция состоится 4 декабря этого года. Она называется «Глобальный кризис. Время правды». И каждый человек может принять участие в этой конференции. Каждый человек может рассказать дальше, да, вот, распространить информацию об этой конференции, присоединиться к нам на сайте allatroinice.com. Я также хочу подчеркнуть, что эта конференция переводится на 72 языка, но даже этого недостаточно. Мы должны сделать так, что в мире не останется языка, на котором бы не переводилась конференция, то есть чтобы абсолютно все языки, на которых говорят люди и которых понимают люди, чтобы на них была предоставлена вся информация. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете такой язык, тоже присоединяйтесь к участию на allatroinice.com. Спасибо большое. Я также хотел бы подчеркнуть тоже, что политики — это тоже люди, и они тоже живут на этой планете, у них нет другого дома. Поэтому созидательное общество — это решение для всех, абсолютно всех, для политиков, для обычных людей, для миллиардеров. Мы об этом столько говорили, действительно, что вы можете об этом посмотреть подробнее на АЛЛАТРА ТВ. Спасибо. И что тут скажешь? Комментарии излишни. Ситуация настолько трагична, что трудно подобрать слова. Как вы видите, проблемы есть. К счастью, многие люди во всем мире уже осознают необходимость их решения. Среди них Ротари, члены которого хотят видеть мир, где люди объединяются и предпринимают действия для создания долгосрочных изменений. Поэтому клуб Ротари Атланта Метро любезно организовал выступление нашего следующего спикера. Для нас большая честь представить вам Спарша Шаха. Спарш Шах, он также известен как Пюрхутм, 18-летний вундеркинд, певец, автор песен, рэпер, вдохновляющий оратор и филантроп. Yahoo назвал его одним из 10 лучших детей вундеркиндов, которыми гордится Индия. Вы слышали это много раз от многих людей, но позвольте мне добавить еще один голос к хору обеспокоенных граждан. Мои братья и сестры, мы находимся на перекрестье. Никогда еще на Земле не происходили столь экстремальные события, и никогда они больше не повторятся. В настоящее время мы способствуем уничтожению примерно 10 тысяч видов организмов ежегодно. Если вас это не пугает, вспомните, что мы, люди, все 7,9 миллиардов, это всего лишь один вид. Каждый год мы убиваем около 80 тысяч наших братьев и сестер в войнах. И каждый день мы позволяем более 811 миллионам наших братьев и сестер голодать. Что еще хуже, каждый третий из нас недоедает. Ежегодно мы уничтожаем более 15 миллиардов деревьев и 24 миллиарда тонн плодородных земель. Мы выбрасываем более 2,12 миллиардов тонн мусора каждый год. И мы уже выбросили более 5,25 триллионов кусков пластика в наши воды.
Достаточно статистики. Этот список проблем бесконечен. Но суть одна. Мои братья и сестры, мы на перекрестье. У нас есть два пути на выбор. Путь жизни или путь смерти. Угадай, каким путем мы идем сейчас. Мы идем по пути смерти, скоростной трассе в ад на земле. Но надежда еще есть. Прямо сейчас нам еще не поздно измениться. Но если мы не изменимся к лучшему сейчас, все вокруг нас, экономика, общество, экология, что ни назови, необратимо изменится к худшему. Мои братья и сестры, нам пора покаяться. Пришло время нам отказаться от наших злодеяний по отношению к Земле и самим себе. Пришло время человечеству возродить нашу планету и глобальное общество. Как нам все возродить? Через любовь. Воплощая в жизнь истину, что мы все одна семья, и не только люди, но и все остальные организмы, с которыми мы делим Землю. И никакие различия не могут изменить того факта, что мы все бесконечно ценны для нашего Создателя. А как мы проявляем любовь? Мы служим противостоянию справедливости, улучшая жизнь обездоленных и восстанавливая баланс и ресурсы на нашей планете. Мои братья и сестры, у нас достаточно земли, чтобы спасти нашу умирающую дикую природу. У нас есть сила навсегда остановить насилие и перековать мечи на орала. У нас достаточно еды, чтобы накормить голодных. У нас достаточно ресурсов, чтобы сократить, повторно использовать и переработать мусор в наших водах и на свалках. Даром получили, даром отдавайте. Мои братья и сестры, мы на перекрестье. Если мы являемся тем изменением, которое хотим видеть в мире, давайте сделаем это возможным. Если мы хранители Божьего творения, давайте будем таковыми. Если мы не наследуем мир от наших предков, а заимствуем его у наших детей, то давайте дадим им взаймы что-то достойное. Ответственность лежит не только на моем поколении, но и на предыдущих поколениях, а вскоре и на последующих. Нас, детей, сколько бы нас ни было, недостаточно, чтобы решить этот кризис. Нам нужна ваша помощь. И это мой призыв. Это наш призыв. Давайте поступим справедливо по отношению к дару жизни, который дал нам Бог через любовь и служение. Братья и сестры, мы находимся на перекрестье. Никогда еще вызовы, с которыми столкнулось человечество, не были такими огромными, и больше никогда такими не будут. Так будете ли вы любить и служить вместе с нами? Надеюсь, что да, потому что от этого зависит ваша судьба и наше будущее. Спасибо. Спасибо, Спарш, за эти правдивые и искренние слова. Я верю, что эти слова идут от души и затронут сердце каждого человека, который смотрит нас. Yes, friends. I would also like to emphasize and draw your attention to a significant Хотел бы также подчеркнуть и обратить ваше внимание на один очень важный факт. Вся наша конференция — это искреннее, свободное выражение мнений людей по самым острым проблемам, которые стоят сегодня перед всем человечеством. Проблемы климата и проблемы глобальных катаклизмов, проблемы потребительского формата, а также проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта в потребительском формате, что приведет к тому, что миллиарды людей останутся без работы и средств к существованию. Это, в свою очередь, приведет к борьбе за выживание. И решение всех этих вопросов зависит от нас, тебя и меня. Я хочу остановиться на одном моменте, с которым мы столкнулись в ходе подготовки конференции, который
показывает глубину потребительской пропасти, в которой мы, как человечество, оказались сегодня. Наши участники пригласили всемирно известного спортсмена. Они были шокированы, когда он ответил, что готов участвовать, но за высокую шестизначную сумму. Вы понимаете? Мы собрались здесь, чтобы озвучить правду о катастрофических угрозах, которые ждут нас завтра, если мы не объединимся сегодня. Но эти негодяи, они думают только о прибыли. Сегодня наша планета похожа на смертельно больного человека, но на самом деле она уже скорее мертва, чем жива. И шансов на реанимацию не так много. 50 лет назад были другие условия. Наша планета, пациент, из нашего примера уже была хромой, но еще активной. А сейчас мы выжимаем из нее последние соки, и если она умрет, тогда умрем и все мы. Без нее мы не выживем. И ни о каком переселении на другие планеты не может быть и речи. Как можно пускать, как мы, на другие планеты, в которых есть мы болезнь, вирус для планеты? Пока мы ведем себя как дикие животные, мы смертельная зараза. Но вернемся на Землю, где мы устроили потребительский ад. Предыдущий пример показывает, какой беспорядок мы создали. Мы не можем продолжать в том же духе, только изменив наши ценности и объединившись, мы сможем выжить. Некоторых художников, к которым мы обратились в ходе подготовки конференции, имеют много последователей и могут сказать важные слова, призвать к единству. Но они, ссылаясь на свою занятость, говорили, что у них нет 5 минут. Что они заняты. Чем они заняты? Разрушением мира? Так, может быть, пришло время его спасти? Ведь это касается всех нас, наших детей и близких. Но у них не было времени. Ну да и ладно, не беда. Очень скоро у всех у них будет много свободного времени. Сегодня, когда решается вопрос о выживании человечества, о жизни каждого человека на Земле, мы получаем такой ответ: дайте мне денег, и я приду. Просто коммерческий подход. Да, есть вещи, на которых можно зарабатывать, например, реклама кроссовок, напитков, но здесь речь идет о выживании человечества, о будущем собственных детей. Просить за это деньги — это полное неуважение к себе как личности и неуважение ко всем людям. Возникает вопрос, с кого мы берем пример? С негодяев, у которых вместо сердца кошелек? Должны ли мы брать с них пример? Мы также обращались ко многим известным политикам. Многие из них наши друзья. Но у них политические консультанты говорят им: у вас скоро выборы, вам нужно думать о рейтингах. Пройдете вы или нет, мы не гарантируем. Как человек, он хочет принять участие в конференции, но как политик, политические советники держат язык за зубами, говорят, что не хватает времени, чтобы просчитать, как участие в этой конференции повлияет на ваши рейтинги. Но это же нонсенс. Даже если они наши друзья, они все равно действуют по потребительским принципам. Но что это за принципы? Это же полное извращение.
Зачем нам нужны такие звезды, спортсмены и знаменитости? Зачем нам нужны такие политики, которые привязаны к цифрам и рейтингам и забывают о людях? Я обращаюсь ко всем политическим советникам, политикам, тренерам, продюсерам. Пожалуйста, выбирайте нормальных людей. Пусть они не будут выдающимися спортсменами, но они будут выдающимися людьми, а не подонками, которые требуют деньги от своих фанатов. Сегодня мы можем увидеть, сколько людей реально работает над созданием и проведением этой конференции. 72 языка в синхронном переводе. Сколько переводчиков, сколько людей в технической поддержке. Какая колоссальная работа. Кто тратит свои деньги, время и энергию. Тысячи людей неустанно трудятся, чтобы донести до других настоящую правду. Правду, которая затрагивает и вашу жизнь, жизни ваших детей. Это разительная разница между теми, кто действует на благо всех, и тех, кто потерял стыд, совесть и человечность. Поэтому большое человеческое спасибо всем тем, кто сегодня здесь, кто смотрит и поддерживает нас, кто делится этой информацией, кто поделится ею завтра. Всем тем, кто действует. Нас много по всему миру. Мы общаемся друг с другом. Нас объединяет общая цель. Именно поэтому наши действия эффективны, и мы можем проводить такие великолепные и масштабные мероприятия. И все звездные политики уже должны были быть здесь. Это касается каждого. Кто-то не знает, что делать, кто-то переживает за рейтинги, кто-то ради денег потерял стыд и совесть. Так что же, мы будем ждать, пока что-то произойдет, и кто-то из них станет нормальным человеком? Мы не говорим, что они все такие, но подавляющее большинство из них именно такие. Но именно такой мир мы создали все вместе. И именно поэтому нам сейчас необходимо все изменить. Мы должны выйти из потребительского рабства и прийти к созидательной свободе. И мы можем сделать это вместе. Только вместе. Благодарим вас за внимание и передаем слово следующему спикеру. Следующий наш спикер — профессор Гай Макферсон, ученый, профессор по природным наукам, экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, международный спикер. Нам будет очень приятно и ценно услышать ваше мнение. Передаем вам слово. Спасибо за предоставленную возможность выступить перед вами сегодня. Меня зовут Гай Макферсон, я почетный профессор природоохранной биологии в Университете штата Аризона. Мы так далеко зашли по пути разрушения всех живых систем на планете, что не можем просто самоустраниться и отойти в сторону. Мы не можем пожелать всем людям вымирания и надеяться, что природа сама решит все проблемы. Этого не будет. С данным утверждением связаны две большие проблемы. Во-первых, если человечество исчезнет, то у планеты исчезнет аэрозольное затемнение. Как следствие, резкое нагревание Земли окажется слишком быстрым для адаптации любого организма. Такая скорость изменения окружающей среды превышает возможности видов, эволюционировавших при определенной медленной скорости изменения окружающей среды. Это превосходит то, с чем они могут справиться. Во-вторых,
У меня есть видео по этой теме, которое я опубликовал на сайте guymcpherson.com под названием «Пути исчезновения. Взрыв атомных электростанций». Существует множество доказательств того, что если мы просто самоустранимся, то все атомные электростанции в мире превратятся в очередные Фукусиму и Чернобыль. А это крайне нежелательно, ведь это уничтожит все живое на Земле. В литературе существует множество проверенных специалистами подтверждений этой идеи. Поэтому мы не можем просто уйти, оставить детей в комнате и думать, что они вырастут и позаботятся о планете. На данном этапе мы не можем этого сделать. А детьми в комнате являемся мы сами. Мы не можем уйти. У нас много работы, и эта работа требует колоссального творческого потенциала. Если мы хотим сохранить некое подобие живой планеты в течение следующих нескольких десятилетий, тропические леса Амазонии прошли переломный момент много лет назад. Теперь они в совокупности, что называется, дышат быстрее, чем фотосинтезируют. Другими словами, они выделяют больше углекислого газа, чем забирает его из атмосферы. Это продолжается уже много лет. И это одна из более чем 70 самоусиливающихся цепочек обратной связи, которые мы нарушили по отношению к климату. Именно эта цепочка имеет огромное значение и глубоко изучалась в течение длительного периода времени. Тропические леса Амазонии сейчас функционируют неправильно. Они больше не обеспечивают нас кислородом, необходимым для дыхания. Что может быть важнее этого? Нет воды, обеспечение воздухом, тем самым кислородом, который необходим нам для дыхания. Вот насколько далеко мы зашли, что даже уничтожаем воздух, которым дышим. Это немыслимо, и все это происходит. У меня была подруга, у которой на кухне висел один из таких плакатов. Мы все их видели. На них написаны разные броские фразы. Плакат на ее гласил: «Океан все исправляет». Люди этому верят. Люди верят, что мы можем выбрасывать мусор, нефть, углекислый газ и все остальное в океан, и океан все исправит. Нет, океан не может исправить все. Если мы убиваем океан, мы убиваем самих себя. С таким же успехом мы могли бы представить к своей голове пистолет, заряженный пулями. Именно это мы делаем с океаном. Мы не можем, мы абсолютно не можем и дальше относиться к океану как к своей мусорвалке. Знаете, мы столько лет шли по этому пути, мы выбрасываем мусор в океан, мы загоняем атмосферу, мы делаем все эти ужасные вещи. И большинство людей считает, что мы можем продолжать так поступать, потому что, смотри-ка, это работало до сих пор, и мы все еще здесь. Люди не понимают важности своих индивидуальных и коллективных поступков, отчасти потому, что они не хотят понимать. Я не хочу понимать. Я не хочу знать ничего из того, что я вам только что сказал. Знать это ужасно. Послушайте, даже если уже слишком поздно действовать и что-то менять, хотите ли вы быть тем, кто будет говорить: «Я не действовал, потому что думал, что уже слишком поздно»? Конечно, не хотите. Мы не знаем, когда наступит слишком поздно. Возможно, и гораздо позднее того момента, когда это слишком поздно прозвучало. Значит ли это, что мы должны сдаться? Я так не думаю. Я вот не сдаюсь, хоть мне и не платят уже дюжину лет, но я продолжаю работать, потому что я учитель, так что ничего не могу с собой поделать. И поскольку мы ведем речь о живой планете, нет ничего важнее этого. Все деньги мира не могут прибавить планете жизни. Да, если мы хотим, чтобы у нас было созидательное общество,
то мы должны всячески поощрять созидательную основу в каждом человеке. Давайте искать любую возможность, чтобы это сделать. Подумайте об этом. Это не значит собраться вместе в баре попить пиво. Это когда люди работают вместе на общее благо. Если мы сможем это сделать, разве это не прекрасно? Разве это не потрясающе? Я хочу сделать это. Спасибо за возможность поговорить на эту тему сегодня. Мы говорим о самой важной теме в истории человечества. Поэтому я призываю зрителей и слушателей обратить внимание не только на мою, но и на другие представленные здесь презентации. Большое спасибо за то, что вы поднимаете эти важные темы. Я несказанно рад этому. Благодарю вас, профессор, за ваше участие. И вы знаете, то, что вы сейчас описали, это просто ужасно. Мы должны что-то делать и надеяться не на кого. Я вот хочу вернуться к тому, о чем говорил Роберт. Кто должен сейчас говорить правду? Это они? Кто должен это делать? А эти сволочи даже не считают нужным куда-то приходить на конференцию. А потом нам их выставляют как великих благодетелей и благотворителей. Мол, равняйтесь на них. На кого? На этих бессердечных существ, у которых кошелек вместо сердца. Это результат потребительского формата, в котором мы существуем. Хотя мы хотим другого, мы поддерживаем именно этот потребительский формат. Разве можно в таком формате что-то хорошее сделать? Нет, это невозможно, так как сам этот формат подразумевает бесчеловечное отношение друг к другу. Если вы рассчитываете на таких персонажей, то у нас, как у человечества, нет надежды, нет будущего. Посмотрите, что стало с нашим домом, с нашей планетой. Она же живое существо, у которого по нашей вине уже не функционируют органы. Произошла полная интоксикация и убиты легкие. А мы, не обращая внимания на это, продолжаем ее есть. Мы ее уже уничтожили. Просто мы этого не видим, и поэтому думаем, что все хорошо. Вот я приведу такой пример. Представьте, что мы оседлали дохлую лошадь, и нам кажется, что она жива. Но это только потому, что мы летим на ней с обрыва в пропасть. Сейчас все говорят про СО2. Но даже если мы сейчас остановим эти выбросы, как это поможет? Разве все наладится? Причем здесь СО2? Сосредоточившись на нем, мы убили все, что можно убить. Мы спилили все, что можно спилить, и выкопали все, что можно выкопать. Наш цинизм дошел до того, что в городах и лесополосах выпиливают деревья, потому что они денег стоят. А когда человек отказывался от денег? Да никогда. На протяжении последних 6000 лет. Вся беда в нас, в людях, в потребительском формате, который мы поддерживаем. И пока не наступило это слишком поздно, про которое говорил уважаемый профессор, нам нужно вспомнить, что мы люди, что наша жизнь бесценна. И наш единственный шанс, как цивилизации, остаться в живых — это созидательное общество. Поэтому так важно говорить об этом. Говорить, не стесняться. Дорогие друзья, более важного проекта сейчас нет. Именно поэтому мы пригласили всех людей на эту конференцию и приглашаем на следующую, 4 декабря. Название этой конференции — «Глобальный кризис. Время правды». Мы приглашаем абсолютно каждого человека к участию, к тому, чтобы посмотреть ее.
А теперь я приглашаю следующего спикера, уважаемую Сальву Абдулазиз Зейн, предпринимателя, который является генеральным директором группы компаний Его Величества шейха Хамад бин Фасаль Аль-Хашими. Здравствуйте, меня зовут Селва Абдулазиз Зейн. И я предприниматель, генеральный директор личного кабинета Его Величества шейха Хамад бин Фейсал Аль-Хашими. Я успешно осуществляла управление несколькими компаниями в Африке и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и основала несколько некоммерческих организаций по всему миру. Спасибо всем, кто позволил мне выступить на этой платформе. Когда кто-то обсуждает вопросы, которые сегодня наиболее важны для человечества, он руководствуется своими личными взглядами и пристрастиями. Я всегда считала, что дети — это самое важное. Сегодня примерно 14 миллионов детей страдают от серьезного недоедания. Цифры ошеломляют. Только 25% этих детей действительно получили жизненно важное лечение. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы в меру своих возможностей помогать будущему поколению нашего мира вырваться из таких неприятных ситуаций. Никому из нас не чужды трудности, с которыми дети во всем мире сталкиваются из-за бедности, недоедания, отсутствия образования, жестокого обращения, эксплуатации и многого другого. Нам, как обществу, следует научиться объединяться, чтобы помочь этим детям. Наиболее часто задаваемый вопрос, как будет выглядеть мир через десятилетия, если мы не остановим изменения климата. До COVID-19 одной из основных проблем, с которыми столкнулись правительства, был климатический кризис. Исследования показывают, что если через 5-10 лет такое пренебрежительное отношение к климату будет продолжаться, то все более обширные территории планеты будут становиться непригодными для жизни людей. Поскольку так много стран уже перенаселены, мы просто не можем допустить таких обстоятельств. Первый шаг в достижении изменений для решения глобальных проблем — это распространение информации. Непонимание серьезности условий — вот что делает людей такими беззаботными и невежественными по отношению к проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Наш долг, как человечество, быть хорошо информированными в глобальных вопросах и побуждать других делать то же самое. Собравшись вместе в трудное время и выступая в защиту нашей планеты, мы можем добиться социальных изменений. Мы должны открыто выступать и высказываться. Я вижу созидательное общество как общество, где люди знали бы, как объединяться в трудные времена и понимали значение истинного единства. В моем понимании созидательное общество — это не когда все идеально, но когда мы, как общество, можем объединиться в трудные времена и помогать друг другу. Я считаю, что мы должны принимать участие в процессе преобразования общества, чтобы обеспечить лучшее будущее нашим детям. Мы должны подавать пример, чтобы построить лучшее будущее для следующего поколения. Я хотела бы поблагодарить зрителей и всех, кто вносит свой вклад в распространение информации. Я также хотела бы поблагодарить АЛЛАТРА ТВ, которые, будучи волонтерами, неустанно работают, чтобы каждый день проливать свет на эти проблемы. Давайте станем теми изменениями, которые мы хотим видеть в мире, в котором живем. Спасибо. Итак, сегодня слова Ганди очень вдохновляют нас, что, меняя себя, изменяя именно себя, мы можем изменить мир. Спасибо большое, что вы напомнили о ценности жизни. Очевидно, нет ничего важнее этого. И только помня об этом, мы можем что-то изменить. Поэтому нужно информировать всех и каждого, чтобы люди узнали о глобальности проблем.
Участники проекта «Созидательное общество» по всему миру в свободное от работы и учебы время информируют человечество, чтобы мы все могли выжить. Все начинается с информации. Именно поэтому сегодняшняя конференция переводится людьми на 72 языка. Пожалуйста, записывайте свои отзывы о конференции и выкладывайте в соцсетях. Таким образом, больше людей может узнать об этом важнейшем событии. Наш следующий спикер расскажет о том, каким образом информация может влиять на климат. Уважаемый Ясууки Нимото, доктор наук в области клеточной и молекулярной биологии Токийского университета, директор Генерального института IHM и руководитель исполнительного офиса IHM. Слово вам. Приветствую всех, меня зовут Ясуюки Нимото. На данный момент я работаю консультантом в Генеральном институте IHM и советником офиса Масару Эмото. Это автор книг «Послание воды» и «Скрытые послания воды». Работал международным секретарем Эмото. По образованию я биолог, ученый. Поэтому я был его научным консультантом. А сейчас я хотел бы поделиться информацией о технологии водных кристаллов ТР и о новой науке о воде. Моя миссия — объединить науку и духовность. Хочу поддержать, хочу помочь человечеству и самому себе в распространении этого послания будущего созидательного общества. Хотел бы сказать, что вода намного важнее, чем вы можете себе представить. Любая вода внешне выглядит одинаково. Но доктор Эмото считал, что вода может запоминать различную информацию. Например, для каждого отдельно взятого стакана воды. И я разделяю это мнение. Хорошая вода показывает красивые кристаллы воды, а плохая вода не показывает никаких кристаллов вообще. Я использую слова «хорошая» и «плохая вода», но в данном случае смысл в том, что «хорошая» означает «очень гармонирующая с природой». Именно это имеется в виду. Плохая же вода означает, что она не гармонирует с природой. При этом структура воды может меняться под воздействием музыки, образов, слов и молитв. Пожалуйста, запомните эти два постулата в науке о воде. Первый, что вода запоминает и передает информацию. Это взаимодействие между водой и информацией, или память воды. И второй постулат, что вода накапливает и преобразует энергию. Это было установлено на 4-й фазе изучения воды доктором Джеральдом Поллоком. Итак, информация воды и энергия воды взаимосвязаны. Если говорить об изменении климата, считаю, что климат, по сути, зависит от воды. Даже землетрясение, думаю, вода в породе или в недрах Земли, играет определенную роль. Но в любом случае, на мой взгляд, изменение климата просто отражает коллективное сознание человечества. Особенно изменение климата и происходящие катаклизмы — это всего лишь отражение нашего человеческого коллективного сознания. Ведь коллективное сознание действительно обладает силой. Если мы, как коллективное сознание, пребываем в покое и умиротворении, то и климат должен быть очень спокойным. И в этом смысле каждый человек имеет одинаковое значение, одинаковую важность для человечества. Каждый человек. Даже если вы лежите на диване и вообще не производите никаких действий, вы все равно излучаете вибрацию. Вы излучаете информацию и влияете на весь мир. Так что если вы живы, значит вы меняете мир. У вас есть потенциал на изменение мира. Спасибо, господин Нимото. Климат сегодня — это самая важная тема для человечества. Как людям выжить в период климатических катаклизмов? Влияет ли человек на климат? Об этом и многом другом мы будем говорить далее в конференции. А сейчас с удовольствием представляем слово профессору, специальному посланнику ООН, ее превосходительству Амине Али.
Я доктор Амина Али, и я обращаюсь к вам из ООН здесь, в Соединенных Штатах. Я представляю Международную Федерацию прав человека и повестки дня, которая является организацией гражданского общества. Я хотела бы поприветствовать всех уважаемых гостей, представителей компаний и организаций, организаторов конференции. Благодарю вас за приглашение участвовать в конференции о глобальном кризисе. Мы столкнулись с глобальным кризисом. Это пугающий, чудовищный кризис. Он уже происходит и будет продолжаться, потому что наши действия продолжаются. Капиталистический подход заключается в том, сколько денег мы можем оставить, сколько денег мы заработали за всю жизнь и сколько можем передать нашим родным, когда уйдем из жизни. Допустим, моим детям останется $5 миллионов и доступ ко всем ресурсам в мире. Но если в мире ничего не осталось, по каким критериям измерять богатство в таком случае? Могут ли мои дети сказать, что они действительно богаты, если им не на что тратить эти деньги? Если нет природных ресурсов, которые мы превращаем в богатство, на которых мы строим и планируем свое богатство, то на что мы копим деньги? Если у нас будут бесплодные земли, не будет кислорода, но будет $10 миллионов в банке, то какой в них смысл? Нечего будет покупать. Поэтому, если мы не посчитаем нужным решать проблемы экологии, если мы не поймем, что надо менять свое отношение к экологии, у нас будет мир, полный денег, но лишенный природных ресурсов. Таким образом, не останется места на Земле, где люди смогут жить. Поэтому мы должны действовать вместе. И я думаю, что это единственный план, который может сработать. Я очень благодарна вам. Я благодарю всех международных партнеров и всех, кто присутствует сегодня на этой конференции. Спасибо. Спасибо вам. Действительно, глобальный кризис будет продолжаться, пока мы действуем в потребительском формате. За деньги мы не купим кислород, которого не будет, и не выпьем чистой воды, если она вся будет отравлена. Ресурсов все меньше и меньше, и Земля не успевает восстанавливаться. Наука должна бы помочь нам справиться с кризисом. И как результат у нас появились альтернативные источники энергии. Но насколько они безопасны для нас и нашей планеты? Humanity and its appetites are growing faster than resources can be restored. Человечество и его аппетиты растут быстрее, чем ресурсы успевают восстановиться. Нас больше, ресурсов меньше. К чему это приведет? Задумайтесь, сколько было войн только после 2000 года. И что на кону стояло? Ресурсы. Разве мы будем поступать как-то по-другому, когда ресурсов станет еще меньше? Да нет, никогда. Сам формат потребительского общества определяет, что мы будем идти по пути наживы и доминирования. Может, нам остановить научное развитие технологий тогда? Нет. Потому что иначе это будет наш приговор. Наука должна развиваться и стремиться решить актуальную задачу для всего человечества — выжить. Но что мы сейчас видим? Лицемерие и обман. Наука вместо этого обслуживает экономические и политические цели. Когда мы говорим о ресурсах, вы можете сказать, у нас же есть альтернативные, возобновляемые и экологически чистые источники энергии. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка рассмотрим подробнее. Возьмем, к примеру, солнечные панели. На сегодняшний день их КПД существенно ниже, чем у традиционных источников энергии. Для их производства требуется использование многих опасных химических веществ, а среди побочных продуктов такие химические элементы, как мышьяк, ртуть
и хром. Кроме того, солнечные панели распадаются на Солнце и загрязняют атмосферу. Вот так. Почему об этом не говорят? А вы знаете о том, что утилизация солнечных батарей — это на самом деле огромная проблема. Многие из материалов, которые используются для их изготовления, очень трудно перерабатывать. И намного дешевле просто сделать новое. А сам процесс повторного использования требует большого количества энергии. И если это все пересчитать, насколько выгодно их использовать? А что насчет ветряных электростанций? Производство ветряной установки требует большого количества металла. А каким образом он производится? Он также на это идет большой расход электроэнергии, а при последующей утилизации мы снова должны ее потратить. Так какую пользу от этих электроустановок мы имеем? Еще ветряные турбины создают шум, сравним с шумом автомобиля, движущийся со скоростью 70 км в час, который воздействует на человека, на животных. А другая неожиданная особенность ветряных энергоустановок — это инфразвуковой шум. Он воздействует на человеческий организм, вызывает постоянное угнетенное состояние и беспокойство. Это то, что происходит на территории, где установлены эти установки. И, как показал опыт эксплуатации большого количества ветряных установок в США, этот шум не выдерживает ни животные, ни птицы. Еще один вопрос, очень важный вопрос, о котором мы не задумывались. Откуда эта энергия на самом деле приходит? Ведь ветрогенераторы замедляют воздушные потоки для того, чтобы произвести эти киловатты энергии. Но когда роза ветров меняется, то есть привычное направление ветра меняется. И что это означает? Мы используем динамо-машины, огромные турбины, тонны ветра расходуются на то, чтобы выработать киловатт энергии. И ветра не дуют так, как они должны дуть. Ведь ветер на планете отвечает за то, что в нашем организме называют гомеостазом, внутренним балансом. Давайте Давайте рассмотрим это на примере переноса тепла из жарких тропических частей земного шара в более холодные, высокие широты. Это все равно, что лимфатическую систему человеку поставить микротурбинки, чтобы можно было гаджеты заряжать. И когда образуется застой лимфы в организме, будет происходить закисление и интоксикация. А к чему это приводит? К аутоиммунным реакциям и смерти. Не это ли мы сейчас видим на нашей планете? Казалось бы, как хорошо получать энергию ветра, но если мы не смотрим в эту сторону, мы не видим вот эту сторону, другую сторону медали. Ведь все есть энергия. Просто так ничто ниоткуда не берется и никуда не девается. Усугубляет ли это ситуацию на нашей планете? Конечно, усугубляет. В настоящее время рассматривается еще один альтернативный источник энергии — водород. Его изображают в средствах массовой информации как экологически чистое топливо, потому что при его сгорании образуется только безвредная вода. Но чтобы его использовать, его надо сначала получить. А при производстве водорода также используется электроэнергия, которая добывается неэкологическими способами. Более того, если мы переходим на альтернативные источники энергии, то для хранения и перераспределения энергии нам потребуется построить дополнительные хранилища энергии, то есть аккумуляторы для резервного питания и сезонного хранения энергии. Неужели в конце срока службы ветряные турбины, солнечные батареи и накопители для хранения энергии исчезнут без каких-либо последствий? Новые технологии должны быть направлены на улучшение нашей жизни, а сейчас они направлены на улучшение жизни единиц, тех, кто зарабатывает на существующих проблемах. Мы отнимаем у себя и своих близких право на жизнь из-за эгоцентриков, для которых превыше всего их благо. Пришло время посмотреть правде в глаза. Это результат мира, который мы построили. Мы его не улучшили. Наоборот, мы его ухудшили. И ведь это же так. И пока мы врем, лжем и играем, будто все прекрасно, хорошо, мир
рушится, сколько убытков нанесено. И мы видим, что каждый месяц нам рассказывают о новых рекордах. Но никто не говорит о том, насколько мы побили рекорды по выбросу мусора, загрязнению, закислению океана. Никто об этом не говорит. А всеми этими действиями мы сами себе укорачиваем жизнь, всему человечеству. Вот они, наши настоящие рекорды. А все почему? Потому что идет борьба за глупую альфа-значимость. Быть самым главной альфой для этого? Поэтому единственный выход из этого тупика — это построение созидательного общества. Потому что в нем нет условия для доминирующей альфы и взаимоуничтожения, как сейчас. А есть условия для человека. Поэтому в созидательном обществе жизнь каждого человека важна. И в нем есть только единый эгрегор всеобщей пользы. Сегодня самое ценное — это время. Наше оставшееся время, когда мы можем объединиться и действительно что-то сделать. Мы сможем выжить, развиться, спасти планету и себя. Но здесь действительно нужны все. Глобальные проблемы можно решить только на глобальном уровне. Нам необходимо прекратить разделяться. Нам необходимо изменить потребительский формат на созидательный. Нам нужно решить это сегодня. Мы сейчас увидели, что альтернативные источники энергии не являются экологичными, а значит, не могут быть нашим будущим. Но что мы имеем в настоящем? Ни для кого не секрет, что мы сверхпотребляем наши ресурсы. Полезные ископаемые. Это энергетика каменного века, а с их помощью мы получаем 60% нашей энергии. В процессе переработки полезных ископаемых мы загрязняем нашу среду. Вредные выбросы попадают в атмосферу, почву, воду, что напрямую влияет на здоровье и качество жизни человека. Неужели это все, на что мы способны? Неужели нет никаких технологий будущего? Наш следующий спикер, Шон, попробует ответить на эти вопросы. Большое спасибо, Алекс. Но перед этим я хотел бы ответить на вопрос, который мы получили в комментариях. Я также напомню, что наш прямой эфир переводится на 72 языка. И люди спрашивают, кто же, интересно, за созидательным обществом стоит? Но это люди. Вы можете себе представить? Это люди, такие, как вы и я, у которых обычная работа, кто действительно зарабатывают на жизнь так же, как и все остальные. А вот в свободное время мы действительно тратим свое время на то, чтобы сделать вклад в этот проект, потому что мы понимаем, насколько важно это для нас, для наших детей и для каждого человека на этой планете. Поэтому кто стоит? Да никто, но в то же время и все. Это может быть и вы. Вы можете быть как раз тем мужчином или женщиной, которые смогут внести это важное изменение в мир. Поэтому вернемся к Шону, который расскажет о возможностях использования свободной энергии. Спасибо большое. Здравствуйте. Действительно ужасно смотреть на эти факты, которые мы сегодня действительно видим вокруг. Всем здравомыслящим людям должно быть понятно, что уже сейчас любыми способами мы должны реанимировать нашу планету. Но наш потребительский формат не позволяет это сделать. У нас все связано на экономике, а экономика — это гонка за наживой и потребление. Этим мы просто губим нашу планету. Топливо, которое мы используем, также наносит большой удар по экологии.
Сейчас уже есть бестопливные генераторы, сокращенные БТГ, которые производят американские компании. К примеру, есть компания IEC, которая выпустила двигатель Earth, Земля. А вы задумывались, почему американские компании можно выпускать БТГ, но нельзя их продавать? Вот такой вопрос. Почему можно только покупать у них электроэнергию? Почему практически свободную бесплатную энергию в потребительском обществе нужно продавать? Вот таковы реалии потребительской экономики. Давайте посмотрим видео на эту тему. Уже давно существуют разработки вечных двигателей, но почему эти технологии остаются недоступны для человечества? Давайте рассмотрим, что произойдет, если уже сегодня будет внедрена, к примеру, технология бестопливных генераторов энергии, БТГ, и к каким последствиям это приведет в современном потребительском формате общества. БТГ — это генераторы энергии с КПД больше 100%. То есть они производят энергию больше, чем потребляют. Мощностью в 100 кВт способен полностью обеспечить энергией многосемейный дом. А если поставить подобное устройство на электромобиль, то машина будет способна двигаться без подзарядки сколько угодно. Больше не нужны будут заправки и провода. Генератор сможет вырабатывать энергию на ходу. БТГ можно установить не только в домах и на автомобилях, но и на вертолетах, самолетах, кораблях. Внедрение одного лишь БТГ позволит человечеству уйти от использования углеводородного топлива. Это та технология, которая может принести массу выгоды, но только не в потребительном формате общества. На сегодняшний день мы используем солнечную и ядерную энергию, ветрогенерацию, гидроэлектростанции и тому подобное. Каждая из этих систем очень дорогая и трудозатратная в обслуживании, так как требует особого ухода. На каждом из этапов добычи и переработки энергии задействовано множество людей. А теперь давайте представим, что у каждого человека на планете появятся бестопливные генераторы. Это значит, что электроэнергия станет свободной. Но при этом миллионы людей останутся без работы. Это и специалисты, которые обслуживали электростанции, и те, кто работал на заправках. Все, от директора до уборщицы на заправке, потеряют работу. Все фирмы или компании, которые связаны со сферой добычи энергии, останутся без дохода. А это и логистические фирмы, и производство проводов, труб, и даже всей техники, которая была необходима для электростанций. Производители, поставщики и продавцы солнечных батарей будут не нужны. Ненужным станет и бензин, а значит исчезнут целые отрасли, которые добывали и транспортировали нефть, а также газ. Гидроэлектроэнергия, соответственно, также будет заменена бестопливными генераторами, а значит все работники и специалисты, поддерживающие работу дамб, останутся без работы, а значит без средств к существованию. Даже инженер-архитектор или строитель, который занимался проектами заправок электростанций, заводов для их оборудования, останется без работы. С учетом того потребительского общества, в котором мы живем, как вы думаете, к каким последствиям приведет то, что миллиард людей по всему миру одновременно потеряют работу? Будут ли они кому-то нужны? А ведь эта ситуация вызовет цепную реакцию. У этих миллионов людей больше не будет возможности покупать товары и пользоваться платными услугами. Остановится товарооборот и заводы-производители. Это затронет уже миллиарды людей, которые останутся без работы и без средств к существованию. В связи с этим рабочая сила по всему миру станет дешеветь. Это вызовет диссонанс в торговой и производственной сферах, социальное напряжение, разделение общества на нищих и богатых. Эти разделения, в свою очередь, станут причиной роста преступности, бандитизма, столкновений, противостояний и недовольства властью. Люди выйдут на улицу. Ведь голод — это самый сильный стимул для совершения противоправных и бесчеловечных действий. Все это приведет к хаосу. Данный кризис коснется всех стран в целом. Они начнут решать вопросы силовыми методами, и это приведет к гибели миллиардов людей.
Ведь в потребительском обществе экономика диктует все. В итоге парадокс. Внедрение простой технологии, способной улучшить жизни людей, приведет к катастрофе мирового масштаба. Но ведь проблема не в технологии, а в состоянии общества на сегодняшний день. Итак, мы рассмотрели сценарий развития событий в потребительском формате общества. Но есть и другой сценарий. Если мы изменим формат на созидательный, то подобная технология будет очень выгодной. В созидательном обществе экономика не сможет стать угрозой жизни миллионов людей, так как ценность человеческой жизни стоит на первом месте. И все условия существования направлены на улучшение качества жизни человека. Технология бестопливных генераторов поможет людям сделать первые шаги к восстановлению ресурсов планеты и даст возможность манипулировать другим видом энергии. Она сделает возможным экспансию людей на другие планеты, а значит приведет к мгновенному прогрессу и увеличению популяции людей. Но это другой сценарий событий, выбор которого еще предстоит совершить людям. На сегодняшний день, да, вопрос стоит остро. С тем же искусственным интеллектом, который подбирает у нас работу, ну и много других вопросов. Ну и опять-таки, введение БТГ в созидательном обществе, оно будет приемлемо для всех. И с экологической точки зрения, и опять-таки никто не потеряет работу, ну и даже тот, кто не имеет ее, беднее не станет. Простой вопрос, на то оно и созидательное общество. Но что мы получим взамен? Мы получим взамен источники энергии, которые будут превышать, скажем, по своим мощностям даже все человечество вместе взятое за всю свою историю, сколько оно добыло энергии, это ничто по сравнению даже с одной установкой. Таких цифр нет. Почему? Потому что БТГ, оно способно добывать и вырабатывать энергию столько, сколько нам нужно в любой точке Вселенной, подчеркиваю, не только на Земле. Пользовались? Тоже история прошлого. Не будем касаться. То есть таким образом, друзья, получается, что то, что приемлемо и благостно в созидательном обществе, то смертельно опасно в потребительском формате. Вот почему мы и говорим, что единственный вариант — это построение созидательного общества. Но чтобы его построить, нам всем вместе надо объединиться. Даже с теми, кто нас критикует, потому что без них мы ничего не сможем. С теми, кто ничего не хочет делать, лежит на диване. С теми, кто перекладывает ответственность. Скажем, со всеми. Почему? Потому что мы все, мы человечество. А для того, чтобы мы построили единую цивилизацию и действительно могли противостоять современным вызовам, это катастрофический вызов. Это проблема, которая никогда не стояла перед человечеством. И мы должны ее решить и через нее пройти. У нас всего лишь два пути. Или мы решаем эту проблему, или мы не решаем эту проблему. Если мы ее не решаем, то мы перестаем существовать. И это уже не сказки. Об этом открыто уже говорят везде. Итак, как мы видим, трагичность ситуации в том, что данная технология нам крайне необходима. И в то же время она неуместна просто в потребительском формате общества. Ведь мало того, что люди начнут бесплатно получать энергию, многие останутся без работы и перестанут покупать товары. А вот в созидательном обществе свободная энергия высвобождает не только ресурсы нашей планеты, но и бесценное время миллиардов людей на Земле. В потребительском обществе люди не нужны, а в созидательном обществе нужен и ценен каждый человек. У нас, как у человечества, есть два пути. Один с хорошими перспективами — это созидательное общество, а другой — давайте лучше без него обойдемся. Третьего варианта просто нет. Либо мы будем жить в созидательном обществе, либо в потребительском. Если мы радикально ничего не изменим, то к чему мы придем? Мало того, что идут экономические и другие кризисы, так нас еще и вынужденно сократят как популяцию.
Ну и кроме того, внешние факторы экологии и климата, от которых мы зависим. На внешние факторы повлиять можно, но на сегодняшний день нам не хватает на это энергии. Нам необходим скачок в развитии. Тогда все станет возможно. И выбор сейчас за нами, друзья. Также, дорогие друзья, нет действительно более важного темы, чем та, которую мы сегодня обсуждаем. Поэтому я приглашаю вас, приглашаю всех разумных людей на следующую конференцию, которая пройдет 4 декабря 2021 года. Мировой глобальный кризис, время правды. Спасибо. Спасибо, Шон. Вы знаете, это так нелепо, что мы не можем иметь эту технологию, использовать ее прямо сейчас, поскольку это полностью разрушит нашу экономику. Но парадокс в том, что эта технология нужна нам для того, чтобы перейти на следующий уровень развития и помочь нам пережить грядущие катаклизмы. Вот просто подумайте об этом. И я также хотела бы напомнить нашим зрителям, что мы уже рассмотрели множество жизненно важных тем, таких как искусственный интеллект и его перспективы и угрозы. Мы также рассмотрели тему технологической безработицы, кризиса в обществе потребления, экологический кризис. И оставайтесь с нами, поскольку мы будем говорить об одной из самых важных тем на сегодня — климатический кризис. И далее я хотела бы поприветствовать нашего следующего спикера, Ее Королевское Высочество, доктора Убу Инунву, генерального посла Всемирной организации помощи по правам человека в Канаде и генерального секретаря Всемирной аккредитации прав человека, Нигерия. Приветствую всех. Я посол, доктор Уба Ивунва. Я артистка, музыкальный исполнитель. Сегодня в рамках проекта «Созидательное общество» на АЛЛАТРА ТВ я посылаю приветствие мира всем людям на Земле. Сначала я узнала о Созидательном обществе, а потом ознакомилась с его 8 основами, которые касаются прав человека, его права на жизнь, на образование, на равенство. Это те основы, которые являются фундаментом созидательного общества. Я хочу воспользоваться этой медиаплатформой, чтобы передать свое послание, ведь оно было божественным образом вложено в мое сердце, чтобы призвать человечество к объединению и присоединиться к созидательному обществу, чтобы сделать этот мир лучше для всех поколений. Бог всегда посылает пророка, и через пророков Бог приносит послание человечеству. В британском обществе, на мой взгляд, есть голос разума, голос пророков, голос, призванный принести осознанность человечеству, пробудить человечество. Не бойтесь говорить истину. Сегодня моя правда, моя истина — это призыв к миру и человечности. Моя правда — это быть частью созидательного общества, быть с теми, кто стремится к переменам, стремится повысить осведомленность в мире, видит правду и стремится спасти человечество от кризиса. Я призываю всех, каждую организацию, каждый фонд, каждого гуманного человека, который меняет мир к лучшему, присоединиться к созидательному обществу, объединиться под одной крышей. Нам всем нужно созидательное общество, чтобы объединить человечество и сделать его единым целым. Спасибо. Спасибо, Ваше Королевское Высочество, доктор Уба Ивунва. Теперь я с огромным удовольствием представляю нашего следующего докладчика Равшана Тагиева, председателя Ассамблеи национальностей Украины и председателя Ассамблеи мировых диаспор Ассамблеи США. национальностей Украины. Приветствую участников международной конференции «Глобальные кризисы». Это касается каждого.
Сегодняшняя тема очень важна и актуальна для всего человечества, так как мир двигается в том направлении, где гибель человечества и цивилизации будет неизбежна, если мы не примем кардинальные изменения. За годы, последние столетия, пошел большой технологический процесс, и во время этого технологического процесса пошел большой, в том числе и разрыв между слоями населения. Мы знаем, что были большие войны, Первая, Вторая мировая война, но сегодняшняя ситуация, она не менее опасная, чем войны, которые были настоящие с применением оружия, потому что количество людей, которые голодают, достигает до 1 миллиарда человек, обездоленных людей. Идет большие проблемы, касающиеся экологии. Мы знаем, что экологические катаклизмы идут по всему миру, идет процесс потепления глобального, потому что парниковый эффект, который создается там и заводами, и предприятиями, и количеством роста и автомобилей или другого, и нерешение экологических проблем создает серьезные проблемы, и мы должны с этим что-то делать. Безусловно, в мире происходят и нормальные конференции, которые всегда обсуждают это, но потребительское отношение человечества, человеческого общества сегодня, оно доминирует над здравым смыслом, над реалиями, и только движение созидательного общества и объединение вокруг созидательного общества и таких международных структур, как АЛЛАТРА, могут дать какие-то позитивные импульсы. Я верю, что здравый смысл именно человечества, земной цивилизации, он должен преобладать над меркантильными интересами отдельных политиков, больших глобальных политиков, которые ставят геополитические интересы выше, чем движение людей к новому этапу цивилизации. И это очень важно об этом говорить. И то, что сегодня конференция происходит, и она транслируется на все страны мира, это хорошо, что мы можем такие месседжи говорить и передавать другие страны, другим обществам. И это движение, это мышление, оно должно развиваться. Сегодня мы видим большое количество несправедливости в этом мире. В мире нет справедливости, потому что богатые еще больше богатеют, а миллиарды людей просто живут бедно. Я верю, что движение людей, которые приносят позитивные идеи, позитивные мысли, они всегда в конечном итоге могут победить ту тьму и недостоинство тех политиков, которые, к сожалению, живут своим больше эго и своими меркантильными интересами своих политических партий или отдельных государств, из-за чего происходят глобальные войны, где идут гуманитарные катастрофы, миллионы людей погибают, десятки миллионов людей, сотни миллионов людей во всем мире это ощущают на себе, потому что любые войны приносят разруху, и сегодняшние проблемы, связанные и экономические, и политические, и экологические, и гуманитарные, они являются самыми важными. Повестки дня должно быть у человечества. Я верю, что мы сможем справиться только сообща, все страны, объединившись с этими сложностями. Идет прогресс и в промышленности. Мы же понимаем, что этапы промышленного прорыва были периодически там, на протяжении разных периодов истории. Но так называемый 4-й этап промышленной революции, который сегодня декларируется, он несет и плюсы, и он может принести в том числе и угрозы. Мы должны об этом говорить, и еще раз хочу сказать, что такие конференции, то, что проводятся сегодня, очень важны, и это хорошие посылы, и взаимодействие, и координация между людьми. Потому что самой главной ценностью является жизнь человека и свобода человека. Но это не должно ни в коем случае идти вразрез с интересами точно таких же людей, которые находятся рядом с нами. Мы, люди разных национальностей нашей планеты Земля, для этого должны объединяться. Thank you, Mr. Tagiev. Your participation and support of today's conference is very valuable to us. Ваше участие и поддержка в сегодняшней конференции очень ценны для нас. И вы абсолютно правы, что темы, которые сегодня поднимают наши докладчики, нуждаются в широкой огласке на международном уровне. Огромная благодарность за то, что вы поддерживаете созидательное общество.
Наш следующий докладчик. Сегодня наше событие увидят миллионы людей со всего мира. Люди со всей планеты сейчас с нами. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем людям. Благодаря инициативе людей эта конференция стримится на тысячи платформ, на международные каналы, на YouTube-каналы, на телевидение. Благодаря волонтерам этот эфир переводится на 72 языка, включая язык сурдоперевода. Дорогие зрители, информация, которую мы сейчас слышим, она не оставляет нас безразличными. Мы очень рады услышать ваше мнение о конференции. Пожалуйста, отправляйте свои видеоотзывы, свои комментарии, ответы, вопросы на сайт info.allatra.tv. info@allatra.tv. Это наша электронная почта. А сейчас я рада представить вам нашего следующего докладчика Джеффри Ленга, технического исполнительного директора компании Titomic, топ-менеджера и технолога в области исследований и разработок передовых производственных технологий и внедрения автоматизированных производственных операций в Австралии, Европе и Азии. Здравствуйте, здравствуйте, АЛЛАТРА, и всем большое спасибо. Для меня большая честь говорить сегодня перед вами на тему созидательной эмпатии, созидающей эмпатии. И вопрос следующий. Не пора ли исследовать вопрос устойчивости человеческой жизни, вопрос создания симбиоза с планетой Земля? Как нам всем обозначить значимость человеческой жизни? Как произвести переоценку навязанных культурных и социальных идеологий, которые ограничили наш благородный созидательный потенциал? Эти вопросы заставляют задуматься. Они закладывают основу для изучения созидательности, а это важная и благородная характеристика человеческой жизни. За последние 100 лет мир сильно изменился. Сейчас у нас пандемия ковида, надвигается климатический кризис. Глобальная экономика достигла своего максимального экономического потенциала. Раньше человечество считало одни вещи важными показателями полноценной человеческой жизни, но, похоже, они больше не удовлетворяют ту тоску в глубине нашей души. Они больше не заполняют пустоту отчаяния. И эта пустота проникает в наш разум и ограничивает наш созидательный потенциал. Тем самым они не позволяют нам переживать радости человеческой жизни. На сегодняшний день у нас существует традиционная иерархия управления сверху вниз в крупных корпоративных и финансовых учреждениях. И она не соответствует основным принципам человеческой жизни. Подобное корпоративистское управление мировой экономикой поддерживает порочные, паразитические, потребительские желания за счет молодых поколений планеты и их будущего. Подавляющее большинство людей разочарованы заметным дисбалансом в мире между богатством и долгами. Эти долги порабощают столь многих людей и обрекают их на тяжелую жизнь. Мир сейчас переходит от неэффективной экономики к низкоуглеродной мировой экономике ООН. Это делается под предлогом надвигающегося климатического кризиса. А кто получает выгоду от роста задолженности и быстрой корректировки стоимости активов? Достаточно проследить за денежными потоками, чтобы ответить на этот вопрос. Министры финансов и управляющие центральных банков Большой Двадцатки попросили Совет по финансовой стабильности, ФСБ, рассмотреть следующий вопрос. Как финансовый сектор может учитывать вопросы, связанные с климатом? Марк Карни, специальный посланник ООН по вопросам противодействия изменению климата и финансов и глава Банка Англии, заявил, изменения в климатической политике, новые технологии и растущие физические риски приведут к переоценке стоимости практически всех финансовых активов. Сейчас самое время позаботиться о том, чтобы каждое финансовое решение принималось с учетом изменения климата. Человечество стоит перед парадоксальной проблемой перехода от неэффективной проблемы глобального управления к тираническому, корпоративному олигархату под эгидой программы ООН,
по борьбе с климатическим кризисом. Люди рождаются со свободной волей. Однако подавляющее большинство из них из поколения в поколение подвергаются идеологическому внушению. Оно ограничивает и уменьшает потенциал людей. Это внушение порабощает людей через простейшую систему вознаграждения в виде монетизированного потребительства. Мы должны спросить себя, не наносит ли мировой потребительский формат, который мы сейчас имеем, ущерб нашему человеческому потенциалу прочувствовать, как тоскуют наш разум, душа и дух по радости настоящей человеческой жизни. Все люди мира обладают наследием своих предков, и с каждым новым поколением появляется возможность создать лучшее будущее для себя и своих детей. В последние несколько лет мы были свидетельствами преступлений глобальной элиты, ее упадочной системы управления и контроля. Я с грустью наблюдал, как жизни многих людей были загублены самовлюбленными проступками экспертов в области медицины и лживой тиранией чиновников, у которых нет ни сочувствия, ни связи с людьми, которыми они поклялись служить. Сейчас, в 2021 году, наша человечность вступила в противоречие с монетизацией нашей человеческой жизни. Потребительство, основанное на деньгах, больше не может удовлетворять нас жизненной цели, которая состоит в том, чтобы исследовать свою человечность вне рамках порабощения, из которого наши предки мужественно пытались выйти, чтобы построить нечто более великое. Количество тьмы, исторически сотворенной человечеством, достаточно, чтобы превратить ее в метафору благородного пути, созидающей эмпатии, и осознать, что человек — это воплощение бесконечного потенциала в этом мире. Разделение человечества происходит на беспрецедентном уровне. Самый большой обман заключается в том, что так называемое меньшинство людей, безоговорочно доверяющих компетентности корпоративной псевдонауки и диктаторских правительств с иерархиями, является большинством. Настоящая правда неудобна для власть имущих, поскольку подавляющему большинству людей надоело наблюдать за злоупотреблениями и непотизмом этих коррумпированных экспертов и элиты, и малого числа их сторонников-миллиардеров. Эти сторонники меньшинства стремятся постоянно реагировать агрессивно, и поскольку их психопатическое мышление не способно к эмпатии, они яростно выражают свое мнимое моральное превосходство в виде псевдоинтеллектуальности и выплескивают в популярных СМИ пропагандистскую массовую интервью в виде тирад ненависти к тем, кто достаточно умен, чтобы самостоятельно проверить свои факты. А все великие циклы империй заканчиваются их разрушением. Сейчас мы являемся свидетельствами отчаяния хозяев и иерархов и их вопиющих попыток сохранить контроль любыми гнусными методами, на которые они способны. В 2021 году мы исследуем новые горизонты надежд и возможностей для человечества. Мы закладываем семена коллективного интеллекта, чтобы создать новые основы стабильности и устойчивости жизни через благородное стремление людей построить созидательное общество. Каждый из нас вносит свой индивидуальный вклад в создание потенциала для глобальных изменений, когда концентрируется на своих жизненных целях. Люди осознанно создают свою нынешнюю реальность и вносят вклад в коллективную реальность через намерение совершаемых их действий. Чтобы из разобщенности создать единство, мы должны игнорировать заблуждения людей о собственной мнимой значимости и моральном превосходстве. Потому что люди не знают больше, чем они знают. Человеческая способность к эмпатии позволяет наблюдать за реальностями других людей и не вовлекаться в водоворот их реакций, а вместо этого выражать мудрость с душевным намерением объединить всех. Чувство созидающей эмпатии не знает границ, поэтому в 2021 году давайте все приложим усилия, чтобы сфокусировать наше человеческое намерение и стать тем благородным ориентиром, которое человечество так жаждет, но боится создать. Спасибо большое за внимание. Thank you so much, Mr. Lang. It's a pleasure to have you here with us today. Thank you for joining this global event. Спасибо большое за то, что подключились к нам, и я бы хотела поговорить о важных проблемах, которые мы встречаем сейчас. Не все люди на Земле понимают, что мы можем выжить только если объединимся на всех уровнях. Объединение на всех уровнях обозначает, что мы, как человечество, должны стать единым. И очень важно понимать, что по отдельности мы не решим эти проблемы. Например, давайте возьмем ООН, которая показывает, что даже эта крупная организация не может решить насущные проблемы, не говоря уже о глобальных климатических проблемах, которые мы увидим в ближайшем будущем. Давайте посмотрим на результаты их работы вместе. Мы будем ссылаться
только на некоторые данные. Например, есть 17 устойчивых целей развития, также известных как глобальные цели. Они были одобрены в 2015 Генеральной Ассамблеей ООН как план для достижения наиболее устойчивого будущего для всех. Они взялись за то, чтобы покончить с голодом к 2030-му. Это означает искоренение недоедания для всех. И согласно докладу, который приготовлен экспертами, несколькими специалистами, включая сельскохозяйственные организации, ЮНИСЕФ и Мировая продовольственная программа в 2020 году, количество людей, которым угрожает голод, увеличилось на 118 миллионов и достигло 811 миллионов. ООН заявил, что в 2021 году будет год голода, и это можно увидеть на графике. Также глава ООН заявил, что мы потерпели неудачу за соблюдение основных прав человека, и согласно его словам, даже производство продуктов питания выросло в 3 раза, но на самом деле с 1960 года недоедание остается причиной сокращения продолжительности жизни человека. Только подумайте об этом. В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата, и суть которого была о том, чтобы сдерживать повышение температуры на 2 градуса. То есть целью является ограничить превышение температуры до 1,5 градуса по Цельсию. И ООН говорит о том, что повышается климат за счет человеческой деятельности, за счет того, что мы допускаем парниковые газы, и они идут в атмосферу. Хотя в 2019 году в авторитетном научном журнале Nature было опубликовано исследование НАСА. В нем утверждается, что в потеплении климата может быть виновато изменение наклона земной оси и орбиты вращения нашей планеты. А за что тогда платятся квоты из бюджета стран, которые мы с вами пополняем? Если НАСА само заявило, что в этом виновата орбита Земли, а не люди, или ООН за эти деньги, которые платят в их зеленый климатический фонд, собирается вернуть на место орбиту Земли, чтобы не росло повышение температуры? Давайте подумаем об этом на секунду. И кроме этого, по данным Всемирной метеорологической организации, СО2 остается в атмосфере и океанах в течение столетий. А это значит, что мир обречен на постоянное изменение климата вне зависимости от любых временных сокращений выбросов. Также, согласно декларации ООН по лесам, подписанной в 2014 году, к 2020 году предполагали сократить вырубку леса вдвое, а к 2030 году остановить окончательно. Но что мы видим по факту? Вырубка лесов достигла такого уровня, что в ближайшие 9 лет у нас останется до 10% леса. То есть, по сути, и в данном вопросе ООН не достигла никаких успехов. По сути, мы видим, что на бумаге декларируется одно, а по факту в жизни мы видим совершенно другое. И еще одним обязательством было к 2025 году предотвратить и значительно сократить загрязнение морской среды всех видов, в частности, от наземной деятельности. Однако и в данном вопросе мы, к сожалению, не наблюдаем никакой положительной динамики. Наоборот, ситуация сегодня крайне катастрофична. Какова действительная ситуация, о которой мы уже слышали от спикеров сегодня? Огромная им благодарность за это. И
мусор, то количество мусора в океане сейчас соразмерно размеру Индии, Мексики и Европы вместе взятых. И еще одна цель — к 2050 году достичь нулевых выбросов СО2. Для достижения этой цели к 2030 году глобальные выбросы углерода должны сократиться на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и продолжать резко сокращаться. Но, как мы видим с вами из графика, который мы видим на экране сейчас, да, ситуация в корне отличается от заявленной. Наблюдается стремительный рост выбросов углерода. По отчетам самого ООН прогнозируется, что в 2030 году выбросы СО2 достигнут 56. Это вдвое больше, чем должно быть. И давайте посмотрим еще на один пример. ООН обещали принять срочные и существенные меры по сокращению деградации естественной сферы обитания, остановить утрату биоразнообразия и к 2020 году защитить и предотвратить исчезновение видов, находящихся под угрозой исчезновения. За последние годы утрата глобального биоразнообразия ускоряется, приближая нас к неизвестным и необратимым изменениям экосистемы Земли. Почему мы рассказываем сейчас об этих фактах? Потому что даже эти пару фактов уже неопровержимо доказывают, что решение всех проблем, стоящих сегодня перед всем человечеством, это не дело каких-то отдельных структур или организаций. Ситуация настолько серьезна, что лишь сплотившись всем человечеством, мы способны решить эти вопросы. По-другому никак. И мы подчеркиваем, что мы никого не виним, так как загадили планету мы все вместе. И поэтому мы все несем ответственность за то, что происходит сейчас с нашей планетой. И это факты, которые мы привели, лишь доказательство тому, что по отдельности мы с этим всем не справимся. И полагаться на то, что кто-то это сделает за нас, это по меньшей мере глупо. Это наше общее дело, и решить эти глобальные проблемы мы можем только вместе. И исходя из понимания того, что только все вместе мы можем решить эти проблемы, мы пригласили представителя ООН на эту конференцию для того, чтобы поговорить о решении этих вопросов. И один человек, представитель Организации Объединенных Наций, хотел выступить здесь. Но для того, чтобы представлять свою организацию, ему нужно было разрешение руководства. И, к сожалению, он этого разрешения не получил. Что мы видим? Человек хочет выступить, но ему не дают права это сделать. Бюрократический аппарат делает все, чтобы люди не знали правды. И вот как вы думаете, это вообще нормально? Люди со всего мира здесь, представители почти всех наций, 72 языка синхронного перевода. Это международная конференция, где мы все собрались вместе, чтобы обсудить глобальную проблему, которая касается каждого человека на планете Земля. Как нам выжить? Но нам сказали, ООН не может быть представлена на этой конференции. Она не может быть представлена в месте, где собрались все страны для решения вопроса, имеющего жизненно важное значение для всей планеты. И тогда интересно, вот чьи интересы представляет и защищает Организация Объединенных Наций. И ведь многие люди полагаются на ООН, многие верят, что ООН решит все глобальные проблемы. Ну вот, пожалуйста, смотрите, на кого вы надеетесь. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова для меня большая честь выступать перед вами. Мы видим горькую правду, и мы начинаем понимать, почему мир находится в таком состоянии.
В конце концов, если одна из крупнейших организаций по международному взаимодействию по сути ничего не делает, если эта организация лишь занята созданием видимости действий, то почему тогда кто-то удивляется, что мы живем в таком безумном мире? Единственное, что он умеет делать хорошо, это рассказывать сказки. Сегодня есть реальная возможность сказать правду. И почему не выйти к людям и не рассказать все как есть? Они говорят, что не могут. А разве ООН, как организация, не должна представлять интересы стран? Люди собрались, люди находятся сейчас на платформе. Вы, те люди, которых представляет ООН. И при этом ООН сейчас здесь не может быть. Но среди нас сегодня больше Объединенных Наций, чем в Организации Объединенных Наций. И вы не можете здесь быть? На кого мы можем тогда надеяться? Они говорят, это не согласуется с деятельностью ООН. А скажите тогда, что и кто согласуется? Ну что, никто? Мы отбросы? И с нами что, не стоит разговаривать? И что, даже ни один представитель не может прийти официально, приехать и сказать правду? Так что, они какие-то, не знаю, небожители, инопланетяне, а мы... А кто мы тогда? Ничтожество, плебеи? На самом деле, в истории сейчас это первый шанс для них действительно выступить среди народа. Здесь и сейчас. Но они боятся. Ну как они ответят на наши вопросы, если единственное, что они могут делать, это рассказывать сказки? Не могут они. По сути, они просто занимаются бизнесом. Бизнесом под огромной громкой вывеской. Это банальный бизнес. Простой пример. Они торгуют квотами, зарабатывают большие деньги. А как это влияет на нашу жизнь? Киотский протокол, Парижский протокол. А что, разве что-то прекратилось? Что-то замедлилось? Хоть на немного. На самом деле миллиарды ушли в трубу. Точнее, в чей-то карман. И мы это знаем. Но это уже их проблемы, и это на их совести. У нас простой вопрос. Что изменилось на планете? Вам стало лучше? Легче дышать? Вам, вашей семье? Кризис или разрушение прекратились? А количество выбросов СО2, оно уменьшилось? Нет. И все это понимают. Каждый человек. А что ООН сделала на эти средства? Посадили больше деревьев? Нет. И на самом деле вырубка только увеличилась в разы. А может, они хотят набить деньгами пасти вулканов, чтобы они не извергались? Или с помощью цифр на своих банковских счетах они хотят остановить таяние ледников? Где результат их работы? Давайте посмотрим на действия, а не на пустые разговоры. Давайте посмотрим на факты. А факты говорят нам о том, что для них это просто способ заработать деньги, ничего не делая. Это возможность влиять на бизнес. Мы все это понимаем и видим, но вопрос здесь в другом. Сегодня речь идет, как уже об этом говорил каждый докладчик, сегодня речь идет о выживании всех нас, всех людей на этой планете. Они принимают решения, создают рабочие группы, выделяют большие деньги, принимают резолюции. Но разве эти резолюции хоть что-то меняют? Приведите мне, пожалуйста, пример, когда хотя бы одно стихийное бедствие было остановлено с помощью этих резолюций. Да природе наплевать на ваши резолюции. Где спасение планеты? А что мы делаем? Мы, люди. Вы, я, мы, все мы. Мы просто продолжаем мусорить, разрушать окружающую среду, разрушать нашу планету. И мы видим, к чему это все привело.
На самом деле порядок в нашем доме зависит от нас, но есть также и внешние факторы. И мы можем, конечно, притворяться, что они не происходят, но есть цикличность, и эта цикличность существует. Знаете, можно подумать, что этой цикличности не существует, что это все просто сказки. Вы сами убедились в том, что это все реально сегодня, это тяжелая реальность сегодняшнего дня, и это все только нарастает. И мы совершенно не готовы. Не готовы даже к тому, что сейчас происходит вокруг нас. А это только начало. На самом деле это, ребят, только начало. И пока нам врали и рассказывали сказки, пока мы просто смотрели телевизор, мы теряли самое ценное, что у нас есть, и мы продолжаем терять самое ценное — время. Я должен был это повторить, потому что это очень важно. И мы продолжаем безжалостно уничтожать планету. И мы сейчас видим, к чему это привело. Какой же глупый мир мы создали. Мир, который люди сами себе лгут им, вместо того, чтобы просто посмотреть правде в глаза и вместе решить нашу общую проблему. И вот вопрос. Может быть, пришло время повзрослеть? Может быть, пришло время изменить потребительский формат общества и ставить первое место не деньги, а жизнь человека. И никто здесь не говорит, что люди плохие. Нет, мы так не говорим. В ООН такие же люди, как и мы. Люди, которые хотят выжить. И у этих людей также есть семьи, как у нас есть семьи. Однако ситуация такова на сегодняшний день, что элементарная жадность заставляет людей действовать таким образом. Нет плохих людей, есть просто плохая система. Система, которая досталась нам в наследство. И мы продолжаем ее поддерживать. Это система потребления. И оказавшись в этой системе потребления, человек вынужден следовать ее законам. Иначе система просто выплюнет человека и заменит другим. Это искусственный мир. И да, он достался нам в наследство, как протекающий, разрушенный дом. Но почему же мы не можем залатать крышу? Что, у нас рук нет? Или мы просто будем винить кого-то, кто это сделал, кто разрушил наш дом? Давайте сделаем наш дом нормальным, давайте его отремонтируем, давайте сделаем его пригодным для жизни каждого. Давайте построим созидательное общество. Сегодня и завтра мы еще можем это сделать. А вот будет ли это время у нас послезавтра? Большой вопрос. Мы заложники той потребительской модели, которую сами же и придумали. Но эта модель ведет нас к погибели. Поэтому единственный выход — это созидательное общество и 8 основ созидательного общества. И жизнь человека должна беречься как собственная жизнь. Большое спасибо за ваше внимание, спасибо за время, возможность. И я извиняюсь от имени тех людей, которые не смогли присутствовать на конференции сейчас из-за потребительского общества. Спасибо. Спасибо большое, Джейсон. Прекрасный ответ на все предыдущие вопросы, которые задавали нам наши зрители о ООН, о том, как ООН относится к этой ситуации. Мне кажется, что зрители получили ответ на свой вопрос. И следующая тема — средства массовой информации. Почему средства массовой информации не озвучивают новость о сегодняшней конференции, несмотря на то, что это огромная конференция. Это очень важная конференция, но не все понимают, насколько это важная конференция. И если бы эту конференцию поддерживал какой-то политик, то все бы о ней написали. Просто все бы СМИ. Но об этой конференции не написали. Почему? Потому что
Потому что кому-то эта тема не интересна, некомфортна, потому что затрагиваются сейчас на этой конференции тема против современного потребительского формата, организации, представляющей этот формат. И на этой конференции на первом месте у нас жизнь человека, а не обогащение тех или иных людей или организаций. Поэтому, конечно, они не будут говорить об этом до того момента, пока созидательное общество не наберет больших оборотов. Но самое хорошее, что нам не нужно ждать, пока придут политики или известные люди и сделают эту работу за нас. У нас есть ответственность. Спасибо большое, Джейсон, спасибо большое, Ольга, спасибо большое зрителям, спасибо большое за ваши комментарии. Они очень важны. Сейчас я передаю слово Роберту Миките. Thank you, Tylee. And also, thank you, Jason. Спасибо, Талий, спасибо, Джейсон, о той информации, которую вы раскрыли про Организацию Объединенных Наций. Я также хотел бы затронуть немножко эту тему. И хочу передать слово нашему следующему докладчику, Хамбарджин Нарсиджен. Вам слово, пожалуйста. Я хочу поприветствовать всех участников этой конференции. Думаю, что это очень хорошая инициатива. Мы, люди, не извлекаем уроки. Космический туризм — это большое дело. Для меня это парадокс. В то же время мы видим, что люди, имеется в виду состоятельные люди, совершают полеты в космос, несмотря на страдания других людей. Во время пандемии в развивающихся странах и даже в США умирает очень много людей, и в Европе умирает множество людей. К сожалению, мы не извлекли ни одного урока. Поэтому это очень символично, когда люди в самый разгар пандемии, в самый разгар экономического кризиса, что некоторые люди, очень обеспеченные люди, отправляются в космос с целью туризма, в то же время наносят вред природе, вызывая большое загрязнение. Всемирная торговая организация. Я участвовал во встречах ВТО в качестве спикера от своей страны, а также в качестве эксперта ВОЗ. Очень печально, что на уровне ВТО произошел почти полный крах системы международных отношений. Мы видим крах ЮНЕСКО. Мы видим почти что крах ВОЗ. Несмотря на то, что ВОЗ обещала снабдить развивающиеся страны вакциной, никто не соблюдает эти обязательства на уровне ВОЗ, что весьма печально. Как мы можем ожидать своего рода глобального управления, если основные игроки не хотят играть в эту игру? К сожалению, очень часто крупные игроки сами не соблюдают принципы международного права, договоры, конвенции, протоколы, прилагаемые к конвенциям. Так что это очень прискорбно. Спасибо большое, господин Хараджин. Да, я, безусловно, впечатлен делом ООН, которое вы нам только что рассказали. Впрочем, чему удивляться? Много раз мы были свидетелями того, как ООН делает неправильные выводы из данных ученых, юридически защищаясь, показывая отчеты, на которых были списаны миллиарды. И СО2, который объясняет катаклизмы, это ложь. Это ученые, которые консультируют тех, кто принимает решения в ООН. Это общая система лжи, которые мы все вместе поддерживаем. Так, может быть, пора перестать это делать? Может быть, пришло время положить конец этой глупости и нелепости? В конце концов, мы все умрем, если не перестанем лгать и притворяться, что все это нормально. В
конце концов, земной шар один, планета одна. Она одна для всех. Одно животное, на которое мы все ездим вместе. Смысл в том, чтобы обманывать друг друга. И мы делаем это на протяжении веков. Я хотел бы поприветствовать нашего следующего спикера, лорда Монктона. Лорд Монктон был одним из советников в кабинете министра, премьер-министра Маргарет Тэтчер. Лорд Монктон, вам слово. Приветствую всех в каждом уголке планеты. Меня зовут Кристофер Монктон. Я Виконт Монктон Бринчлийский. Меня попросили кратко рассказать, почему не стоит беспокоиться о стремительном и опасном глобальном потеплении, вызванном деятельностью человека. Паника по поводу потепления на планете основана на многочисленных прогнозах, согласно которым причина глобального потепления — это выбросы парниковых газов в результате деятельности человека. Эти прогнозы опираются исключительно на компьютерные модели огромных объемов данных, имитирующих динамику изменения климата в последующие 100 или даже 200 лет. Эти модели могут прекрасно работать. Но основная проблема здесь в том, что они зависят от замеров данных различных аспектов климата. Фактически, мы измеряем тысячи различных характеристик климата и используем их в моделях. И получается, что в этих моделях могут присутствовать погрешности, причем иногда очень значительные. Например, одна из таких неточностей данных относится к доле облачности и в среднем составляет плюс-минус 4 Ватта на квадратный метр ежегодно. Мы не знаем, как именно она возникает. Но одна лишь эта погрешность измерения в 100 раз превышает среднегодовой эффект от всех наших выбросов и всего нашего влияния на климат. Поэтому, если использовать стандартный метод переноса этой погрешности на прогнозы в течение 100 последующих лет, то можно обнаружить следующее. Диапазон погрешности становится настолько большим, что все смоделированные прогнозы перестают быть актуальными и становятся не более чем необоснованными предположениями. И это уже доказано. 2 года назад доктор Патрик Фрэнк из Стэнфордской лаборатории линейных ускорителей опубликовал по данной теме статью, получившую экспертную оценку. Патрик работает в Стэнфорде уже 20 лет, он крупный специалист. И он пришел к такому выводу. Рецензию этой работы сделал человек, понимающий всю серьезность изменений климата, профессор Карл Вунш. Он подтвердил выводы Патрика, несмотря на то, что они компрометируют ученых-климатологов. За 2 года, прошедших с момента публикации, эту работу так и не смогли опровергнуть. И это очень важно, потому что если бы кто-то пришел и сказал, да это все ерунда, то начались бы дискуссии. Но пока эти выводы никто не оспорил. Данный метод анализа переноса погрешности существует в статистике очень давно, и общая погрешность рассчитывается по так называемому уравнению квадратуры. А это означает, что климатические модели могут быть большими, дорогими и сложными, правильно выстроенными, и в теории эти модели могут правильно описывать климат. Но в итоге они ничего не могут нам рассказать, и я подчеркиваю, ничего о том, в какой степени наши действия влияют на глобальное потепление. И это доказанный результат номер 1. Номер 2. Это исследование моей команды, в которую в том числе входит бывший директор глобальной программы США по изменению климата и по совместительству профессор Делаверского университета. У нас есть профессор теории управления, и он работает в нашей команде потому, что климатологи в
в 1984 году позаимствовали теорию управления, теорию о том, как работает обратная реакция в динамической системе, то есть системе, меняющей свое состояние с течением времени. Позаимствовав эту теорию, они сами не до конца осознали, что именно они получили. И это стало серьезной проблемой в науке. Это непоправимая ошибка. При проведении чрезвычайно важных расчетов они забыли о том, что светит Солнце, поэтому они подумали, что это ответная реакция, а они утверждают, что на нее приходится от 75 до 90% от прогнозируемых огромных объемов потепления, является следствием парниковых газов, в то время как практически вся ответная реакция на самом деле была следствием того, что светит Солнце. В настоящее время наша статья находится на рецензировании в ведущем научном журнале. Мы выбрали журнал, редактор которого не верит в существование фактов, противоречащих официальной версии об изменении климата. Мы обратились к нему, потому что если в наши расчеты закралась ошибка, он будет лично заинтересован в том, чтобы ее найти. Он изучает нашу работу уже 7 месяцев, но до сих пор так и не смог опровергнуть наши выводы. Если бы весь мир принял британскую политику снижения выбросов СО2 до 0 к 2050 году, то есть в ближайшие 30 лет, как бы тогда развивался процесс потепления? Остановился ли бы он полностью, если бы выбросов СО2 не было? Конечно, весь мир не собирается так поступать, потому что Китай и другие страны вообще освобождены от этих требований. Итак, представим, что все страны так и сделали. Они не сделают. Но давайте представим, сколько тогда потепления нам бы удалось предотвратить? На самом деле, просчитать это несложно. И ответ — всего лишь 1/8 градуса Цельсия. А стоило бы это 5 квадриллионов долларов. То есть, с точки зрения экономики, нет вообще никакого смысла что-либо делать для снижения темпов глобального потепления. Потому что результат будет ничтожно мал. Потому что, что бы мы ни делали, мы практически никак не повлияем на ситуацию. То же самое было с хлорфторуглеродными газами, разрушающими озоновый слой. Ученые переоценили скорость, с которой эти газы разрушают озон в верхних слоях атмосферы в 10 раз. Это была огромная ошибка. Вот почему Монреальский протокол, который создавался с целью остановить выброс этих веществ в атмосферу, оказался ненужным. Можно было бы просто оставить все как есть. У нас бы сохранилась только такая же скорость разрушения озонового слоя, как и раньше. Поэтому важно, чтобы мы осознали, что реальный экологический кризис сейчас — это политический кризис, при котором политические структуры захватили экологическое движение. Они знали, как этого добиться. Нужно было сыграть на чувствах заботы людей об окружающей среде и раздуть некоторые проблемы, а затем убедить нас в том, что нужно закрыть большое количество предприятий. В итоге, мы сейчас платим за электроэнергию в 6 раз больше, чем раньше. Так что должна быть соразмерность. При решении проблем экологии нужно отделять реальные проблемы от ложных, а затем определить истинный масштаб настоящих проблем. Если у нас будет искренний подход к этим вопросам, без желания нажиться или заработать себе репутацию, если мы будем подходить с любовью к нашим собратьям, а значит, тем, кто достоин этой любви, тогда и только тогда цивилизация продолжит счастливое существование во всем мире. Итак, этот принцип любви является или должен быть центральным при решении проблем, которые кажутся нам неразрешимыми, а иногда и критическими. И как только мы будем это делать в духе сотрудничества и заботы, взаимного уважения и любви, тогда и только тогда эти проблемы начнут исчезать. К ним тогда будет легче подойти, их тогда будет проще решить. Вместо ужасно сложных юридически прописанных структур, определяющих наше поведение в обществе, можно будет положиться на готовность людей сотрудничать друг с другом. Как только этот принцип любви будет должным образом внедрен в их образ мышления. Вот почему такие движения, как «АЛЛАТРА», так ценны, потому что вы это отражаете.
Спасибо, лорд Монктон, что высказали свое мнение и пролили свет на то, как на теме антропогенного глобального потепления спекулируют с целью заработка денег. Некоторые из тех, кто понял, что история с СО2 — ложь, начали считать, что изменение климата — это тоже ложь. Но на самом деле это не так. Изменение климата, безусловно, происходит, но не по причине СО2. Если нам врут о причинах, из этого не следует, что климат не меняется. Наоборот, он меняется катастрофически и по причинам, которые от нас не зависят. По причине изменения в ядре планеты, а также космического влияния. Эту информацию, к сожалению, не доносят до людей, и трагично, что люди не понимают настоящие причины, не понимают правду. Спасибо. Здравствуйте. Глобальное изменение климата — это главный кризис нашего времени, потому что при нынешнем уровне развития цивилизации человек не способен контролировать и управлять климатическими процессами. Слишком самонадеянно утверждать обратное. Это самоубийственно. Климатические изменения уже влияют на здоровье, экономику, миграцию людей по всему миру. Гибнут миллионы людей. В Италии, где я живу, климат кардинально изменился. В последние годы в стране один за другим устанавливаются климатические рекорды. В феврале аномальная жара, рекорды холода весной и жары летом. Четкой смены сезонов больше нет. Шокируют частые водяные смерчи. В Милане посреди лета выпал просто гигантский град. Ведь это же огромные куски льда, которые разбивают машины и крыши домов. А что делать людям, которых внезапно град застал на улице? Я уже не первый год активно исследую тему климата и могу с уверенностью сказать, что климатические аномалии уже затрагивают всех людей на планете. Сильнейшие проливные дожди привели к трагедии в Китае, где в затопленном метро погибли люди, которые оказались просто запертыми в вагонах. Историческая жара в 49,6 градусов Цельсия в Канаде, которая спровоцировала стихийные пожары, уничтожающие все на своем пути, включая населенные пункты. Резкие перепады температуры в США, когда в течение суток 30-градусная жара превращается в заморозок и уничтожает урожай. Во Франции в разгар лета люди были вынуждены браться за лопаты, выгонять снегоуборочную технику и убирать сугробы из града высотой 60 сантиметров. В Индонезии только за первую половину 2021 года произошло более 1400 стихийных бедствий. Я хочу обратиться к каждому, кто смотрит эту конференцию. Неужели вы считаете, что с климатом ничего не происходит? Или вы думаете, что вас это не коснется? Я продолжу. Торнадо появляются группами даже там, где их раньше в помине не было. Площадь лесных пожаров стремительно разрастается, и их невозможно потушить. Увеличивается сейсмическая активность, просыпаются вулканы, которые сотни лет бездействовали. Пылевые бури, которые беспрепятственно пересекают целые океаны и накрывают даже далекие тропические острова. Рекордные по количеству и силе штормы, делающие непригодными для жизни густонаселенные побережья. Невероятные объемы воды в считанные часы выливаются с неба. Бесконечное наводнение, оползни и сели, стирающие с лица земли целые поселения. Мега-цунами, жертвами которых становятся сотни тысяч людей. Можно очень долго перечислять подобные события, потому что каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест. Нам же зачастую кажется, что экономически развитые страны застрахованы от климатических катастроф. Но, как мы видим, это не так. Подтверждение тому недавние разрушительные наводнения в Европе, унесшие жизни более сотни людей. Перед мощью стихии мы все равны. Бежать нам некуда.
Ученые АЛЛАТРА Science предупреждали нас еще в далеком 2014 году. Был опубликован доклад о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Тогда, 7 лет назад, мы находились на первом уровне климатических изменений. У нас была возможность и достаточно времени оперативно принять необходимые меры и сохранить человеческие жизни. Но, к сожалению, человечество упустило эту возможность. Сейчас мы перешли уже на второй уровень, когда катаклизмы синхронизируются и усиливают друг друга, принося еще большие катастрофические разрушения. Когда наступит третий, предупреждать будет уже поздно. Начнется массовая миграция климатических беженцев. Их будут миллиарды. Это будут голодные, измученные жаждой и длинными походами люди, у которых нет ни дома, ни территорий, на которых они могли бы его построить. И никто из нас не застрахован от этой участи. И это будут не какие-то люди где-то там. Друзья, это будем мы с вами. Последствия глобального изменения климата в нынешнем потребительском формате лишат нас вообще всего. То, что я узнала в ходе подготовки к этой конференции, меня просто повергло в шок. И сегодня вы тоже об этом услышите. Участники конференции, ученые из разных отраслей, очевидцы, представители разных профессий. Все эти люди уже осознают, что времени у нас совсем не осталось. И насколько важно донести эту информацию до каждого человека. Если мы останемся в потребительском формате общества, в мире разрозненности и ненависти, мы не выживем. Потому что жизнь человека в нынешнем обществе не стоит ничего. Только сами люди сейчас могут консолидироваться, изменить формат общества на созидательный, построить созидательное общество, где жизнь человека — главная ценность. Но это возможно, друзья, только при участии каждого из нас. Спасибо за внимание. Thank you, Allah. Спасибо, Алла. Now, let's take a look. А теперь давайте взглянем на серьезность сегодняшней ситуации. В следующем видео вы увидите факты, статистику и правду о климатических катастрофах, которые происходят во всем мире и только набирают обороты. Лето 2021 года. Пожары, наводнения, ураганы, аномальная жара. Что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро. И мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты, которая вступила в период глобальных катаклизмов. Ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты. После этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду.
Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы. Значительно выросло число извержений вулканов. Участились цунами, в том числе катастрофические торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее. И сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать. Землетрясения. За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. С 2003 года началась синхронизация сейсмического шума. А значит, Земля готовится к мегаземлетрясению. По расчетам ученых, оно произойдет в районе японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10, а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тохоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы. С начала 20 века количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений, объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в 3 раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому – глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так, Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее. Мировой океан. В 2019 году температура Мирового океана поднялась на 75 тысячных градуса выше среднего. Может показаться, что это немного, но на самом деле цифры катастрофичны. Энергия для такого нагрева эквивалентна взрыву 3,5 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И эта энергия поступила из самих недр Земли. Таяние морских льдов и расширение воды в результате нагрева привело к поднятию уровня Мирового океана почти на 15 сантиметров за последние 30 лет. И это только начало. Кроме того, произошел рост количества и мощности штормов, а также существенно ускорились течения. Ураганы, торнадо. 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения урагциклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность, количество торнадо. Они стали чаще появляться там, где раньше были редкостью. С 50-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. Аномалии и рекорды температуры. Согласно данным, подготовленным для доклада МГИК по изменению климата, за последние 140 средняя температура на планете повысилась на 1 градус Цельсия, а в Арктике на 3 градуса. И катастрофические последствия мы уже видим за окном. На период с 2000 года пришлось 19 из 20 самых жарких лет планеты за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на глобальное потепление, растут рекорды холодов.
Например, в феврале 2021 года в Техасе, США, было зафиксировано более 2500 рекордно низких температур. И за всю историю наблюдений такого еще не происходило. С 2000 года более 5 миллионов человек погибло от экстремальных температур, причем 4,5 миллиона от холода. Также все чаще начали происходить резкие перепады температур до 40 градусов. Такие скачки за короткий период времени не выдерживает даже техника, не говоря уже о человеке. Снегопады. Аномальные снегопады в считанные часы насыпают многометровые сугробы, буквально погребая города и селения. Они внезапно появляются в несвойственных местах, в тропических лесах и засушливых пустынях. Град. Град тоже стал аномальным. Из-за повышения температуры градины становятся огромными и обрастают шипами. Диаметр 2,5 сантиметра уже считается крупным. Сейчас же, во время штормов, на людей с неба падают куски льда размером с бейсбольный мяч и крупнее. Такой ледяной камень, падая, может достигать скорости 160 км в час. Град уничтожает урожай, разрушает инфраструктуру и является прямой угрозой жизни человека. Наводнения. Наводнения – одни из самых распространенных стихийных бедствий, которые тоже набирают силу. 60 лет назад за один год фиксировалось всего 8 крупных наводнений, а вот уже в 2020 году эта цифра возросла в 25 раз и составила 201 случай. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран. Походу у нас тут лопнул асфальт, все прям куски едут. Короче, я уже... По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100% с 1998 по 2017 год. От наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во Сирии. Молнии. Сейчас из-за выхода газов из недр планеты и повышения температуры грозы все чаще являются причиной многих пожаров. В таких условиях молнии становятся воспламеняющей искрой. Молнии стали чаще наблюдаться даже за полярным кругом и доходят уже к Северному полюсу. За 10 лет количество молний выше 65 градусов северной широты увеличилось в 7 раз. В последнее время фиксируется увеличение редких сухих гроз и смертоносных грозовых ячеек. И сели. Частота и масштаб оползней, а также селевых потоков с каждым годом стремительно нарастает. Огромное количество воды размывает породу, а затем миллионы кубометров почвы и камня устремляются вниз по склонам, сметая все на своем пути и приводя к гибели людей. Сегодня число их жертв становится все больше. Только в Японии за последние 10 лет количество этих стихийных бедствий выросло почти на 50%. И это явление начинает затрагивать все новые территории. Количество и масштабы новых карстовых провалов просто шокируют. В одной только Турции на равнине Конья за 2021 год образовалось более 600 воронок. В конце мая на глазах у фермеров в Мексике провалилось поле и образовалась огромная дыра размером с многоэтажный дом. А в Хорватии обнаружили более 100 новых провалов, и они продолжают появляться по всему миру. Трещины и разломы. Земля сильно деформируется, покрываясь трещинами и разломами. Раньше они соотносились с местами тектонических напряжений, а сейчас появляются в самых нетипичных местах. Пересыхание рек и грунтовых вод, аномальное расширение планеты по экватору приводит к обмелению водоемов, снижению уровня грунтовых вод, образованию воронок в водоемах и, как итог, уменьшению запасов пресной воды. Так, например, за последние 20 лет более половины рек в Китае полностью высохли. По данным ВОЗ, дефицит воды уже затрагивает 40% населения планеты. Засуха и опустынивание все чаще становятся причинами голода, нищеты
распространения опасных инфекций, массовой миграции, вооруженных столкновений. С 1998 по 2017 год от этого чрезвычайно опасного явления, которое затрагивает уже треть поверхности Земли, пострадало 1,5 миллиарда человек. Пожары. Пожары перешли на новый уровень. Возгорания происходят в зонах разломов земной коры, где из недр выходят водород, метан и другие горючие газы. Из-за этого огонь невозможно потушить. Они расширяют свою географию. Горит уже даже Арктика, где, по данным Всемирной метеорологической организации WMO, в 2019 году произошли самые масштабные и разрушительные пожары в северном полушарии за последние 10 тысяч лет. Магнитное поле. Скорость движения Северного магнитного полюса возросла в 6 раз. По мнению ученых, это также следствие мощнейшего выброса энергии в ядре планеты. За последние 200 лет магнитное поле потеряло около 9% своей силы и продолжает ускоренными темпами ослабевать. Между Африкой и Южной Америкой сформировался провал в магнитном поле площадью около 8 миллионов квадратных километров, и он постоянно растет. Ослабление магнитного поля грозит не только сбоями в работе многих технических устройств, но и тем, что мы лишаемся своей защиты от смертоносной космической радиации. Озоновые дыры и космические лучи. Озоновый защитный фильтр нашей планеты становится все тоньше, несмотря на то, что 30 лет назад в рамках Монреальского протокола из производства были изъяты почти все фреоны, якобы разрушающие озоновый слой. Так, в озоновой аномалии северного полушария в 2011 году дефицит озона составил 35%, а к 2020 году стал уже более 50%. В Антарктиде 70%. Причинами его разрушения являются дегазация водорода по разломам из недр Земли и увеличение космического излучения. Исчезновение таких защитных элементов планеты, как магнитное поле и озоновый слой, может привести к полному исчезновению атмосферы и всей жизни на планете, как это произошло на Марсе. Синхронизация. До 2020 года катаклизмы происходили точечно. Сейчас наблюдается синхронизация катаклизмов. А это значит, что они происходят одновременно. Стихийные бедствия входят в резонанс, усиливаются, что приводит к более масштабным разрушениям и большему охвату территорий. Сегодня Земля в прямом смысле горит у нас под ногами и уходит у нас из-под ног. Мы уже видим, как миллионы людей, которых никто не ждет, вынуждены скитаться в поисках пищи, воды и пригодных для жизни территорий. Завтра мы все окажемся среди них. Готов ли ты к этому? Человечество до сих пор находилось в состоянии смертельно опасного сна потребительского формата. Только так можно объяснить, что, видя своими глазами агонию нашей планеты, мы не хотим признать, что это может стать концом нашей цивилизации. Пока что у нас еще есть шанс. Последний шанс. Лето. Спасибо за то, что вы все еще с нами, смотрите. Люди на самом деле очень
вдохновлены тем, какие темы мы поднимаем, серьезные темы, и это видно в комментариях. Это действительно удивительно, что такая огромная группа людей поняла, осознала, насколько действительно все угрозы реальны и подходит именно с решением, да, что почему именно созидательное общество — это единственная возможность для того, чтобы создать условия для выживания всего человечества. Поэтому, если вы хотите присоединиться к проекту, мы видим это по комментариям, пожалуйста, присоединяйтесь на сайте allatroinice.com, есть кнопка «Присоединиться». Все, и, пожалуйста, все мы всем очень рады. И еще один момент, да, вот, это у нас дальше имеет продолжение, будут еще круглые столы после конференции. Спасибо, Алекс, передаю слово. Да, Тали, спасибо большое. Я хотел бы еще один момент сказать, что как человечество у нас действительно удивительный потенциал и научный, и технический, но этот потенциал может начать свое процветание именно только в созидательном обществе, где будут созданы для этого условия, где у нас будут и условия, и ресурсы для того, чтобы реализовать этот потенциал до самого высшего уровня. Мы об этом очень много обсуждали как раз на АЛЛАТРА ТВ, во многих видео, и, пожалуйста, если вы хотите, тоже можете обратить на это внимание, посмотрите эти видео. Спасибо. To, co jsme právě viděli, jsou reálná fakta. То, что мы только что увидели, это реальные факты. Так как же возможно, что научное сообщество не бьет тревогу? Как же возможно, что те, кому мы дали право принимать за нас решения, молчат? Почему СМИ не информируют нас об истинных причинах катаклизмов? Кому это выгодно, чтобы люди не знали правду? Да, много вопросов. Так давайте же ответим честно, какова реальная действительность, которую скрывают от людей. Согласно исследованию ученых, наша планета с 1998 года расширяется по экватору, а по полюсам нет. Вам об этом что-то известно? Несмотря на таяние ледников, вся планета теряет пресную воду. Куда она исчезает? Земля трещит по швам. По всей планете появляются огромные трещины, через которые эта вода исчезает. Мы можем сравнить это с вдохом, при котором тело становится больше, после которого наступает выдох. А что будет, когда вода вернется? Гигантский потоп, от которого не спастись даже в бункере. Еще один факт, который скрывают от нас, это пожары. Сейчас мы видим, сейчас мы не говорим о пожарах, вызванных высокими температурами или человеческим фактором. Речь идет о тех пожарах вдоль разломов, которые очень многочисленны и их невозможно потушить. Они горят постоянно в одних и тех же местах. Например, Калифорния вся горит вдоль системы разломов Сан-Андреас. В Австралии, в штатах Новый Южный Уэльс, Виктории пожары усиливаются с каждым годом. Почему? Да потому что происходит дегазация, то есть выделение газов из недр Земли, водород, метан, радон и другие. Дегазация разрушает озоновый слой. Какими будут последствия? Мы окажемся под воздействием сильнейшей солнечной и космической радиации. И одновременно ослабевает магнитное поле. Мы лишаемся всей защиты от Солнца и космоса. Информация о таянии ледников находится в открытом доступе, и, казалось бы, никакого секрета здесь нет. Но правда в другом. Ледники действительно тают, но снизу вверх. А что это все значит? Нарастание землетрясений, извержение вулканов, наводнения, ураганы, аномальный снег, град, смерчи, тайфуны, глобальное потепление — все это является следствием нагревания Земли изнутри. Это является результатом циклических астрономических процессов, которые, к сожалению, неизбежны и происходят прямо сейчас. СМИ
И правительство постоянно предоставляет нам только искаженную информацию, которая ничего не объясняет и, самое главное, не дает цельного видения картины. Когда информация дается фрагментарно, то человек, который сейчас пока что вдали от этих событий, не воспринимает информацию серьезно. Он думает, ну, это меня точно не касается. Но проблема в том, что это уже всех касается. Потому что это глобальный, взаимосвязанный процесс. Нам намеренно внушает, что все еще не так плохо, что природа успокоится, что вулканы всегда извергались, что наводнения не так страшны, что землетрясения не такие сильные и, конечно, не такие частые и так далее. Многие могут подумать, что во всем этом виноваты политики и владельцы транснациональных корпораций. Однако это не так. Это наша общая ответственность, друзья мои. Наше с вами безразличие к несчастьям других людей, наше нежелание выйти за рамки собственного самодовольства, наша незаинтересованность в том, чтобы что-либо изменить. Виной тому пандемия страха, которая доминирует над нами, потребительский формат взаимоотношений. Мы перестали ценить жизнь, не только жизнь других людей, но и свою собственность. После нас хоть потоп, говорят. Как ни странно, эта поговорка не так уж далека от истины. У нас, у всего человечества уже нет времени, чтобы обманывать друг друга, поэтому будем говорить прямо. Резкое изменение климата нарастает. Какие шансы пережить эти планетарные катаклизмы в нынешнем потребительском формате? Да никаких. Существует 3 этапа развития планетарных катаклизмов. Мы, к сожалению, уже первый этап прошли и теперь находимся на втором. В нем катаклизмы синхронизируются, и все графики показывают ускоренное нарастание разрушения планеты. Что будет происходить дальше? Ситуация усугубится резко. Дальше с климатом будет только хуже, и это произойдет очень скоро. Это не где-то через 100 лет, и даже не через 5. Считать умеете? Считайте. Это будет мясорубка. Все будет уничтожено. А если мы в своем эгоизме, слепой вере в то, что кто-то придет и сделает что-то за нас, не хотим даже признать, что это касается именно нас, нам наплевать даже на своих детей. А что будет с ними? С каждым днем все ближе и ближе становится тот момент, когда наступит черта, после которой люди будут не властны ничего изменить. Тогда мы все поймем, что у нас было время все изменить, но будет уже слишком поздно. Сейчас, пока мы еще что-то можем, но когда наступит 3-й этап, то уже будет без разницы, объединяться люди или нет. Всему наступит конец, поэтому объединяться и действовать сообща нам нужно сейчас, пока у нас есть время и возможность изменить ситуацию. Нам нужно пережить катаклизмы вместе. Как вы думаете, почему сегодня передо мной так много спикеров неоднократно говорили про важность построения созидательного общества? Да потому что это действительно единственная возможность выжить всему человечеству, и это дело каждого. Yes, thank you very much. Absolutely. And this is the day of facts. Да, действительно, это день озвучивания фактов и доказательств, которые показывают нам, что нам нужно действовать. У нас нет другого выхода. А сейчас мы послушаем информацию об аномальных молниях и ураганах от профессора Колина Прайса. Профессор Прайс возглавляет школу экологических исследований в Портра в Тель-Авивском университете. Уважаемый профессор Прайс, что вы можете нам рассказать об увеличении числа молний и ураганов в мире? Сколько дней в месяц у нас бывает гроза? Когда вы слышите гром? Это может происходить от 0 до 30 или 31 дня. Эта статистика ведется по всему миру, возможно, лет 100-150. И по этим данным мы видим, что во многих местах увеличивается количество грозовых дней.
Но в течение одного дня может быть и одна гроза, и целых 20. Поэтому это не очень хороший показатель. Но есть доказательства того, что количество гроз увеличилось за последние, скажем, столетия. Не везде, но по миру в целом. Я отметил, что это происходит под воздействием Солнца, по сути, нагрева Солнцем поверхности. Это можно представить, как если бы вы поставили кастрюлю с водой на плиту, увеличили нагрев, и в результате начали появляться пузырьки. Так и в атмосфере. У нас есть воздух, воздушные карманы, которые нагреваются как грелки и поднимаются вверх. По мере того, как они поднимаются, вода начинает испаряться, они конденсируются, и так как воздух остужается, формируются облака, а при достаточной интенсивности и грозовые тучи. Получается, что Солнце — это пусковой механизм, и поэтому есть некая связь, косвенная связь с возникновением молний, и существуют определенные статистические исследования, показывающие, что некоторые показатели интенсивности солнечного излучения могут влиять на частоту молний, особенно в северных широтах, как, например, в Великобритании. Было проведено 1 или 2 исследования, но это всего лишь статистические исследования, и нам неизвестен механизм их возникновения с точки зрения физики. Итак, солнечная активность — это в основном жар от Солнца, который вызывает конвекцию и восходящее движение воздуха в атмосфере. Все остальное вторично или очень незначительно, но все же может иметь некую связь с космическими лучами и частицами. И на самом деле мы не видим никакой связи с солнечным циклом. Мы, безусловно, наблюдаем изменения модели поведения обычных молний, особенно ближе к северу. Так, например, за полярным кругом на севере Канады, в тундре, мы сейчас наблюдаем молнии, которых не было 10 лет назад в летние месяцы. Вот мы уже довольно близко к Северному полюсу, и даже там наблюдаются молнии. Все движется на север, что является признаком изменения и потепления климата. Опять же, летом нужно солнечное тепло, чтобы поднимать воздух и вызывать грозы. И мы впервые наблюдаем даже пожары, например, в Гренландии. Когда летом все тает, там начинается пожар. Итак, мы видим, что тропические штормы становятся более интенсивными, сильными и более разрушительными. И то же самое происходит с грозами. Возможно, мы не видим изменения количества штормов, но интенсивность гроз также увеличивается, потому что в системе больше энергии. И в соответствии с законом сохранения энергии, энергия никуда не девается. Энергия, возникающая от солнечного тепла, нагреваясь, переходит в электрическую и в конце концов превращается в молнии. Таким образом, энергия просто преобразуется из тепла в молнию. Поэтому теперь во время грозы мы видим больше молний. Но это означает, что на другой стороне волны, например, на Аляске, температура зимой может быть очень высокой. Таким образом, возникает своего рода баланс. Но общий прогноз на будущее таков, что погода станет более экстремальной с обеих сторон. Поэтому в некоторых районах будет больше засухи или будет больше периодов аномальной жары, а в других районах будет больше наводнений и, возможно, даже более интенсивные зимние штормы. И все это будет приобретать более экстремальный характер. Большое спасибо, профессор Прайс. Да, мы видим, что увеличение молний и ураганов является серьезной проблемой, и мы понимаем, что это только начало. Теперь я передаю слово исследователю Кевину Хестеру. Будем больше говорить о фактах, которые есть. Кевин Хестер — активист по экологическому и климатическому кризису, соведущий радиопрограммы Nature Beds Last. В настоящее время Кевин живет на новозеландском острове Ракина, где следит за разрушениями биосферы и разрабатывает предложения о создании морского заповедника в Новой Зеландии. Кевин, слово вам. Приветствую всех. Очень рад быть здесь, на этой конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. Это абсолютно точное описание вашей конференции. Меня зовут Кевин Хестер. Я исследователь резкого изменения климата из Аотерара, Новая Зеландия, и моя специализация — инженерное дело и мореплавание. Ситуация в Арктике катастрофическая. Статистические данные и объем таяния ледников просто беспрецедентны. И одной из проблем Арктики, с которой мы сталкиваемся сейчас, является пределом в климатической системе. Это промежуток от 10 до 30 лет между моментом, когда выбросы попадают в атмосферу, и тем временем, когда проявляется результат этих выбросов в полном объеме.
Таким образом, причина хаоса, который мы наблюдаем сейчас, явился резкий скачок, произошедший в прошлом веке. Положение, в котором мы находимся, очень тяжелое. Одна из существующих проблем заключается в том, что мы развязали множество событий, которые в климатическом сообществе называют переломным моментом или петлей обратной связи. Я приведу пару примеров того, что потеря арктического морского льда означает, что планета теряет отражательную способность. Итак, что происходит? Когда был лед, поступающее солнечное излучение отражалось ото льда и возвращалось в космос, оставляя лишь незначительную часть тепла. Но что значит отсутствие морского льда? Весь этот свет поглощается океанами, а тепло сохраняется. Это одно из последствий. По мере прогревания планеты каждый раз с увеличением температуры атмосферы на 1 градус Цельсия мы получаем на 7% больше водяного пара в атмосфере, а водяной пар — это мощный парниковый газ. На самом деле, это самый теплообразующий парниковый газ в атмосфере. Таким образом, с той скоростью, с которой мы нагреваем планету сейчас, мы увеличили испарение воды более чем на 10%. Это колоссальная ответная реакция. Другим важным последствием, о котором я хотел бы упомянуть, является метан. Ведь вечная мерзлота тает, и до недавнего времени 24% северного полушария было покрыто льдом. Люди просто не представляют себе размеры Арктики. Проблема с метаном состоит в том, что в отличие от углерода, потепление от метана происходит практически мгновенно. Всякий раз, когда происходит выброс метана, в атмосфере через несколько недель будет ощущаться потепление. Поэтому я ожидаю, что когда мы получим эти растущие показатели метана, произойдет резкое повышение температуры, а это является главной опасностью для сельскохозяйственных культур. Вы знаете, Украина — одна из житниц планеты, и там становится жарче. И то же самое происходит в США и Канаде. Уже происходят неурожаи из-за жары, повышения температуры и, как следствие, засухи. Таким образом, мы уже видим неурожаи, которые происходят сейчас. Нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как разворачивается этот хаос. Я думаю, что это может произойти в этом десятилетии. Чего люди не понимают, так это нелинейность климатической системы. Вот почему люди думают, что и я, и профессор Гай Макферсон, и Джон Болл из Европейской комиссии, Сэм Карана из блога Arctic News, мы все считаем, что мы движемся к потеплению, выраженному двузначной цифрой. И вот люди называют нас алармистами. Но ведь это тревожная ситуация. Итак, теперь мы просто воздеваем руки к небу и мчимся, сломя голову, с обрыва без промедления. Все, о чем они говорят, это о сокращении выбросов газов. Но это всего лишь разговоры. Даже несмотря на то, что из-за пандемии самолеты не летали и никто не путешествовал по миру, выбросы увеличились в прошлом году, потому что работает петля обратной связи. Я думаю, что очень скоро это разрушит индустриальную цивилизацию. Индустриальная цивилизация и доминирующая капиталистическая экономическая система на планете существуют только за счет кредитования и за счет перекладывания издержек на будущее. Всю жизнь мы заимствовали из будущего наших детей. И я думаю, что индустриальная цивилизация рухнет. И это может произойти очень скоро, потому что люди увидят, что мы потеряли контроль. Не то, чтобы у нас когда-либо был контроль, но мы загнали систему в совершенно новую парадигму. Поэтому я думаю, что очень скоро мы увидим крах индустриальной цивилизации. Я думаю, что каждый должен действовать, как подсказывает его сердце, и делать то, что считает правильным. Но этот корабль уже не повернуть. Мы уже сорвались с обрыва, он тонет. Что мы можем сделать, так это подготовиться психологически и лично в нашем собственном кругу, с нашими семьями и нашими друзьями. И мы можем рассказывать правду, особенно молодежи. Очень важно, чтобы молодежь понимала, насколько тяжела ситуация. Люди говорят: «О нет, мы не можем им это сказать». Это чушь. Если вы хотите лгать молодежи, лгите. Но я не собираюсь делать это. До конца моих дней я буду говорить правду о том, что, по моему мнению, происходит. И знаете, я повторюсь, я ни на секунду не хочу быть правым.
Я был бы рад, если бы вы позвонили мне через 12 месяцев и сказали: «Хестер, приходи на шоу, мы хотим разнести тебя в пух и прах за все те события, которые не произошли». Я бы обрадовался. Я был бы рад этому больше всего на свете. Поэтому я думаю, что сейчас мы начинаем понимать, что все модели являются несостоятельными. И важная деталь, которую следует иметь в виду, когда мы говорим об этих целях, установленных такими организациями, как МГИИК, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, это то, что их прогнозы на будущее включают улавливание и хранение углерода в больших масштабах. По их расчетам, это могло бы быть решением. Все их репрезентативные траектории концентрации рассчитаны с учетом несуществующей технологии. Это безумие, полное безумие. Но проблема с этим сложнейшим положением заключается в том, что это не проблема. Это сложнейшее положение. Мы не можем его исправить, но мы можем его смягчить. Мы можем убрать ногу с педали газа. Мы можем делать правильные вещи, но мы не можем это исправить. И важно, чтобы люди это понимали. Иначе они сильно разочаруются, пытаясь исправить то, что исправить невозможно. А метан — это парниковый газ, в 100 раз мощнее, чем углерод. Итак, вы понимаете, почему это становится проблемой. И потом, я думаю, что, вероятно, петля обратной связи, которая больше всего беспокоит нас, арктических исследователей, известных мне, это потенциальная возможность дестабилизации клотратов метана, хранящих метан, который заключен в отложениях на дне океана. И этот метан стабилен за счет комбинации давления воды над ним и низкой температуры. А в результате потепления планеты вода становится теплее. Так что это приближает нас к переломному моменту с клотратами метана. Я очень рад быть частью этого проекта. И спасибо, что вы пригласили меня. Удачи вам в ваших начинаниях. Я безмерно восхищаюсь тем, что вы делаете. Я надеюсь, что все, кто смотрят конференцию, услышали это. Исследователи говорят о том, что наш корабль тонет. И, дорогой мистер Хестер, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы озвучили, за ту информацию, которой вы поделились. И мы очень быстрыми темпами движемся к точке невозврата. Мы согласны с вами в том, что эта ситуация вызывает тревогу, и те люди, которых сегодня называют климатическими паникерами, алармистами, являются настоящими учеными и исследователями, которые действительно пытаются спасти нашу планету. А созидательное общество — наш единственный шанс. И вы правы, что в обществе потребления невозможно спасти нашу планету и выжить. И, дорогие зрители, в процессе просмотра конференции мы хотели бы услышать ваши отзывы. Пожалуйста, записывайте ваши отзывы, ваше понимание и отправляйте их к нам на e-mail info@allatraunites.com. Мы будем очень рады услышать ваше понимание, ваши отзывы. Что вы думаете касательно тех тем, которые уже поднимались в ходе конференции, потому что они жизненно важны для каждого человека. А также мы хотели бы напомнить нашим зрителям, что 4 декабря 2021 года произойдет еще одна глобальная конференция «Глобальный кризис. Время правды». И мы все помним трагедию, произошедшую в Японии в 2011 году, землетрясение магнитудой 9 баллов в Тохоку. Для меня большая честь представить вам профессора Любушина. Это ученый, который предсказал это землетрясение за 3 года до его возникновения и опубликовал несколько предупреждений, но его предупреждение было оставлено без должного внимания. Теперь доктор Любушин прогнозирует землетрясение магнитудой 10 на японском архипелаге, недалеко от столицы Токио, вдоль Нанкайской впадины. Сейчас мы посмотрим видео с уважаемым ученым Алексеем Любушиным, доктором физико-математических наук, профессором, заведующим лабораторией физики колебаний пробных масс Института физики Земли имени Шмидта.
Я приветствую участников конференции «Глобальный кризис». Это касается каждого. Если мы возьмем сильнейшее землетрясение и возьмем так называемую инструментальную эру, то есть тогда, когда сейсмические события стали регистрироваться с помощью инструментов, сейсмографов. Это началось с начала 20 века, то есть сейчас уже 120 лет. Что интересно, из 1965 года по 2004 год во всем мире не было землетрясений с магнитудой выше, чем 8,5. Возобновились эти землетрясения в конце 2004 года, 26 декабря 2004 года, известное землетрясение, катастрофа на Суматре. Рождественское землетрясение, которое вызвало сильнейшее цунами, и, в общем-то, в Индийском океане, в акватории Индийского океана погибло примерно 300 тысяч человек. Буквально следом произошел афтершок, тоже очень сильный. И после этого за это время, вот раньше, если раньше не было ни одного землетрясения, то теперь их уже накопилось что-то около 10. Можно сказать, что с 2004 года интенсивность сильнейших землетрясений увеличилась. Их не было, 40 лет их не было, а теперь их уже около 10 за это время. Вот это те факты. Этот график. Чем он интересен? Он интересен, что до середины 2003 года мы наблюдаем небольшое падение оказания сейсмического шума по всему земному шару. А вот с 2003 года он начинает расти. С 2003 года по текущее время, по сейчас, у вас постоянно происходит увеличение синхронности, увеличение коррелированности, или еще происходит синхронизация глобального сейсмического шума. Почему это важно? Дело в том, что синхронизация, явление синхронизации шума в сложной системе является признаком приближения к резкому изменению свойств. Подготовка землетрясений проявляется в том, что синхронизируются сейсмические колебания в той области, где у вас готовится землетрясение. Но это не только синхронизация, но и сам шум при подготовке, он становится более простым, он становится, так сказать, более шумоподобным, так сказать, однотипным. Но что интересно, все то же самое было открыто еще в начале 90-х при исследовании ритма сердца больных и здоровых людей. Подготовка землетрясения, точно так же, как подготовка инфаркта у человека, она связана с упрощением структуры случайных колебаний. И происходит потеря здорового хаоса и приближение к больной организованности. То, что вот у меня получилось при обработке данных Японии, в Японии произошло, значит, увеличение корреляции и падение вот этого вот параметра здорового хаоса. Выяснилось, что, во-первых, 2003 год характеризуется таким всплеском, вот это вот отклика. Вот Земля, как бы, когда она вращается, вот она как-то немножко так вздрогнула. Вот. И вообще-то говоря, сразу возникла идея, что вот эта аномалия неравномерности вращения Земли, она спровоцировала, она была триггерным воздействием, которое спровоцировало не только увеличение сейсмического, но и увеличение корреляции. То есть у вас получается, что Земля, как бы, вот она, тут у вас и неравномерность вращения Земли, и сейсмический шум, и, значит, сейсмические события, они все связаны друг с другом, и вот точка 2003 год – это точка, когда началась вот этот вот перелом. Я не представляю, каким образом тренд исчезнет, понимаете? Вот этот тренд,
он уж больно сильно залез наверх. То есть рано или поздно он должен начать загибаться. Или вот это вот загиб должен начаться после какого-то сильного, какого-то хорошего геодинамического события, геологического события. Можно сказать, что это будет взрыв супервулкана Йеллоустонского, например. Вот. Или это может быть какое-нибудь очень сильное землетрясение. Землетрясение Тохоку, точно так же, как землетрясение у берегов Хоккайдо в 2003 году, оно было форшоком более мощного землетрясения Тохоку, а получается, что Тохоку – это форшок, значит, еще более мощного землетрясения. А куда еще более мощного? Исходя из трендов о нарастании сейсмической опасности в Японии и о том, что все указывает на то, что это будет к югу от Токио, в Желоб-Нанкай, и магнитуда 10, если вот была магнитуда 8, магнитуда 9, магнитуда 10, если следующие. Все они форшоками, значит, каждая предыдущая приводила к увеличению магнитуды последующего. Если будет десятка. Не исключено, что, может быть, все вот эти тренды, они ведут к тому, указывают, что, в общем, вот это завершится, например, большой японской катастрофой. Dear friends, dear viewers, эта информация, дорогие друзья, дорогие зрители, она действительно имеет решающее значение. Жители Японии этого региона должны быть предупреждены. Это серьезная ситуация, и как мы можем об этом молчать? Как эта информация может не озвучиваться на всех каналах? Ведь жизни 100 миллионов, 130 миллионов человек находятся под угрозой. Это очень важно начать об этом говорить. Большое спасибо за ваши комментарии, за вопросы, которые вы задаете под этим видео. Чтобы ответить на ваши вопросы, для того, чтобы не забыть об этой конференции через 2-3 дня, для того, чтобы не забыть об этой важнейшей информации, пожалуйста, давайте говорить прямо сейчас. Поделитесь ссылками на эту конференцию в ваших социальных сетях. Поговорите с людьми. Завтра, послезавтра. Поделитесь каждый день. Через 3 дня, через 2 дня, через 4 дня, для того, чтобы как можно больше людей узнали эту информацию. Ведь мы говорим о жизнях людей. И на всему миру на сегодняшний день люди уже сталкиваются с глобальными катаклизмами. А мы говорим о том, что исследуется и наблюдается, и то, что волонтеры АЛЛАТРА ТВ проводят на постоянной основе, мониторя события климата и доносят эту информацию до людей. Давайте сейчас посмотрим видео с непосредственными очевидцами этих ужасающих событий. Климат меняется на наших глазах. Люди лишаются жизни. Каждый из нас может остаться без крова в любой момент. Готов услышать правду от очевидцев событий. В Техасе было зарегистрировано более 2500 показателей рекордно низких температур за всю историю метеонаблюдений. Этим летом Западная Канада столкнулась с экстремальной жарой. И во многих городах установились рекордно высокие температуры. Канадские скалистые горы горят больше, чем когда-либо за последние 2000 лет. На Кубе произошло аномальное катастрофическое событие, когда сильный торнадо обрушился на некоторые муниципалитеты города Гавана. Это внезапное и мощное явление вызвало большой страх и беспокойство среди населения.
Жители Табаско сейчас очень напуганы, потому что этот сезон дождей и в то же время ураганов наносит урон множеству домов. Затопляется все. В один момент из-за ливня человек теряет все, над чем работал. В последнее время происходят сильные бури, которые меняют жизни людей. Они не только влияют на жизнь людей, но и лишают их средств к существованию, оставляя людей в затруднительном положении и в ужасе от незнания, непонимания, куда идти и что делать. Мы попали из одной крайности в другую. В какой-то момент мы были в огне, а потом оказались под водой. По 20 марта у нас произошло 40 тысяч подземных толчков, самые крупные из которых были 5,7 баллов. Небывалые заморозки охватили большую часть Франции. Такого резкого похолодания здесь не было уже несколько десятилетий. Представьте, в 2019 году я побывал в циклоне Фани в Индии. Я видел это все своими глазами. Я сам был свидетелем этого. В действительности, я потерял 2 своих поля, а также потерял очень много животных. И я слышал, что у многих людей были разрушены дома. Они остались без крова. Ряд наводнений случаются каждые 4-5 лет и покрывают 60% суши. Ситуация незащищенности людей во время национальной катастрофы — это просто немыслимо и неприемлемо. Всегда сложно описать, насколько они несчастны в этот момент. Люди обеспокоены, потому что, по сути, не знают, чего ожидать и на что надеяться. Со времени разработки первоначального плана по борьбе с наводнениями прошли десятилетия, но он так и не был реализован. Люди до сих пор находятся в опасности. Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Деревья покрылись, машины, корка льда. Многие люди остались без света, без воды и без отопления. Мы все убирали вручную, и один человек сказал: «Я помогу тебе с первым мостом, потом схожу за инструментами, которые есть у меня дома. Я возьму свои инструменты, и мы поможем закончить работу». Человек вернулся с инструментом в руках, я спросил: «Как твой дом?» «У меня нет дома». Он продолжил убирать дальше, потому что... А что еще человеку оставалось делать? Затоплена часть страны. То, что сейчас происходит в Бельгии, это огромная трагедия для ее жителей. В отдельных районах уровень рек поднялся на 2,5 метра. Дома затоплены. По улицам, которые превратились в реки, плавают автомобили. Люди забираются на крыши в ожидании спасателей, но вода все подступает. И никто не знает, чего ожидать дальше. Смертоносные извержения вулканов происходили и в других частях континента. А последнее извержение разрушило часть Демократической Республики Конго, что привело к серьезным разрушениям и жертвам, а также вынудило тысячи людей эвакуироваться и жить в ужасных условиях. Я бы сказала, что происходящее наводнение — это чрезвычайная ситуация. Иногда от этого страдают люди. Бывает, что люди тонут, но в основном многие вынуждены переезжать со своими семьями, теряя свое имущество. Мы впервые столкнулись с таким ураганом. Бури у нас случались и раньше, но никогда они не были такими опасными. Я был свидетелем климатического бедствия. Переселение фермеров с побережья реки в окрестности города, вынужденных остаться жить на обочине дороги. И все это из-за изменения климата. Любое бедствие или наводнение влияет на их территории, на сельское хозяйство и дома. Местные СМИ не сообщают о некоторых событиях, которые происходят в Китае прямо сейчас. Возникает логический вопрос: почему людям не показывают всю правдивую информацию о том, что сейчас происходит с климатом?
Мы должны начать интенсивно решать эту проблему, потому что через некоторое время может быть слишком поздно. Я тоже очевидец бури, которая обрушилась на нас в Саарланде около недели назад. Не считая затопленных подвалов и поваленных деревьев, мы пострадали не так сильно, как жители соседних регионов, которые столкнулись с сильнейшими наводнениями, с оползающими массами земли и потоками грязевой лавы, которая подгребает под собой целые дома и многим другим. Люди все еще остаются без воды, без электричества, без связи, без еды. Они все еще находятся на крышах домов и не могут перейти некоторые дороги, потому что там больше нет дорог. Нам прогнозировали, что изменение климата будет ощутимо через 50 или 100 лет. Но теперь мы знаем, что оно очень близко и очень реально, в том числе и здесь, в Германии. Здравствуйте, я Давид из Германии. Совсем недавно у нас были сильные наводнения. Люди были совершенно потрясены и не были к этому готовы. Мы внезапно увидели, как в течение нескольких часов из-за сильных дождей произошли наводнения, которые просто сносили целые дома и машины. Это потрясло всех нас. Все находятся в состоянии шока, потому что то, что казалось таким далеким, вдруг оказывается прямо у вашего порога. Если оглянуться на несколько лет назад, то мы должны отметить, что в результате изменения климата происходят экстремальные погодные явления. За последние 3 года в Германии была сильная засуха, а теперь вдруг такое наводнение. Нет сомнений в том, что климат меняется, и из-за этого увеличивается частота этих экстремальных явлений. Даже такая промышленно развитая страна, как Германия, оказалась совершенно неподготовленной к таким событиям. Люди не были предупреждены и не были эвакуированы заранее. Очевидно, служба по борьбе со стихийными бедствиями не сработала. И если мы посмотрим на ситуацию с климатом во всем мире, то увидим, что повсюду бьются новые рекорды по засухам, наводнениям и лесным пожарам. Человеческая жизнь все больше подвергается опасности, и теперь это коснулось Германии. Много людей погибло, и более 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы, люди, чувствуем, что должны что-то сделать, что только объединившись, у нас есть хоть какой-то шанс со все учащающимися ситуациями. Созидательное общество — это решение для изменения в обществе. Именно там человеческая жизнь будет стоять на первом месте, и именно там будут созданы условия, которые нам так необходимы для защиты человеческой жизни во всем мире. Только представьте себе, что делать структурно слабым развивающимся странам. В этих странах вообще нет возможности преодолеть экстремальные климатические явления, и человеческая жизнь там не защищена. Я думаю, что за последние дни мы, немцы, осознали, как важно нам объединяться, держаться вместе и не позволять нас разделять. Только вместе у нас есть перспектива на будущее. И именно такую перспективу создает созидательное общество. Это наш единственный выход, потому что только в объединении мы можем защитить человеческую жизнь и обеспечить будущее для нас и для следующих поколений. Экстренные новости на АЛЛАТРА ТВ — это международный проект, который создается волонтерами со всего мира с целью информирования о масштабных, аномальных и редких стихийных бедствиях. Это ежедневный комплексный анализ и мониторинг информации о состоянии планеты. Люди не молчат, чтобы донести правду о климатическом кризисе и выходе из него. Чтобы выжить, нужно вместе действовать уже сегодня, иначе завтра будет поздно. Все, что мы увидели сейчас, это шок. А то, что мы, люди, в большинстве своем остаемся равнодушными, это крайняя форма сумасшествия. Поэтому я благодарна за возможность принять участие в этой международной конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. И сегодня
24 июля 2021 года мы собрались здесь вместе для того, чтобы наконец-то каждому из нас пришло понимание, что ситуация критическая. И эта ситуация касается каждого человека. Сегодня некоторые из нас все еще смотрят новостные каналы, которые показывают беду или беспомощность человека в тех зонах, в тех местах, где свирепствует природа, и продолжают думать, что это их не касается. Это где-то происходит не со мной. Или вот как Душин сегодня говорил, это же уже 100 лет назад происходило. Но правда в том, что мы все мы с вами живем на одном гигантском вулкане, который может извергнуться огнем или водой в любую минуту. Но тогда, когда мы все вместе будем падать в пропасть, уже будет поздно что-либо менять. Менять нужно сейчас, потому что в любой ситуации, в любой жизненной ситуации есть точка невозврата. И мы очень близки от нее. Факты, предоставленные сегодня, показали, все нарастает в сумасшедшей прогрессии. Но сегодня у нас с вами все еще есть возможность спастись. Но правда в том, что для этого необходимо объединение всего человеческого потенциала, и необходимо и стремление, и желание каждого человека. А что мы видим сейчас? Возвращаясь к выступлению Роберта, огромное количество приглашений на эту конференцию было отправлено и известным людям, и лидерам мнений, и тем, кому многие прислушиваются. Но они остались неотвеченными, хотя они были прочитаны. И этих людей нет сегодня с нами. А некоторые, как опять же мы сегодня говорили, спрашивали о суммах гонорара и называли шестизначные цифры, 6 нулей после цифры, за свое участие в этой конференции. Некоторые же посчитали недостаточно престижным для их персоны выступить на этой платформе, которая объединяет миллионы людей. А есть такие, которые открыто стоят на пути, потому что для них главное — реализовать себя как мега-альфу. Вот в этом и суть потребительского общества, о котором мы сегодня так много с вами говорили. И пока все это происходит, пока есть те, кому лень, кому неохота, кому просто наплевать, пока есть те, у кого не получается сложить вместе объективные факты или не хочется увидеть эту горькую правду, и пока есть те, у кого атрофировались человеческие чувства, сочувствие, сострадание, мы не сможем изменить правила игры и реализовать тот единственный вариант выхода, о котором мы с вами сегодня говорим. Так как формат созидательного общества — это высшая форма человеколюбия. Это стремление всей силы, весь потенциал направить на спасение и защиту самого главного, что есть на этой планете — человеческой жизни, твоей жизни, жизни твоего сына, твоей дочки. И вот сейчас у многих в голове звучит вопрос: а что я могу сделать? Самое простое и самое сложное — говорить, рассказывать, оповещать всех вокруг, доносить эту информацию, стучаться в каждую дверь и начинать прямо сейчас. Ведь из того, что мы сегодня услышали, увидели, понятно, что уже начался обратный отсчет для нашей цивилизации. Но только цивилизацией мы так и не стали.
Не может быть 10 цивилизаций на одной планете. Может быть только одна. Но для того, чтобы стать цивилизацией, нам нужно объединиться на единственном, что является настоящей сутью каждого человека, на основе человечности, и сделать вместе этот спасительный шаг в созидательное общество. Став цивилизацией, мы сможем выжить. Потому что тогда и технический прогресс, и мега-искусственный интеллект, о котором мы говорили, все будет нам в помощь. Но нам нужно успеть объединиться, как одна большая человеческая семья до точки невозврата. Так как в этом объединении людей это будет объединение и интеллектуального, и научного, и духовного потенциала всего человечества. Это не просто спасение, это эволюционный скачок. А что нужно сделать для того, чтобы объединиться? Необходимо понять, осознать, почувствовать, что мы все близкие и родные люди. А пока мы будем с вами продолжать делить на «я» и «они», «мы» и «они», ничего у нас не получится. Но только представьте, если мы все же поймем, но слишком поздно для того, чтобы что-то изменить, значит, мы проиграли. Проиграли свои жизни и жизни тех, кого мы любим. А сегодня мы участники проекта «Созидательное общество» и международного общественного движения «АЛЛАТРА» часто слышим: мы видим, как вам это важно, вы такие мотивированные. А можно задать вопрос: а тебе это не важно? Или ты думаешь, что сегодня кто-то погиб, но ты-то жив и все супер? Но завтра уже ничего не будет. Ни будущего, ни дома, ни дерева в саду, ни возможностей, ни ресурсов. И тогда что? Спасибо большое, Алина. Спасибо, это очень искренние слова, проникающие в самое сердце. Дорогие друзья, здравствуйте. У вас, наверное, назрел вопрос: почему все это происходит? Почему катаклизмы нарастают? Причина происходящего в том, что у нашей планеты есть цикл катаклизмов. Каждые 12 тысяч лет на планете происходят страшные катаклизмы. И сейчас мы входим в активную фазу этого цикла. Почему вы еще не слышали об этом? Почему нам об этом вообще не рассказывают в школе? Да потому что информацию о цикличности тщательно прятали те, кто надеется отсидеться в бункере, когда остальные 8 миллиардов человек будут уничтожаться катаклизмами. Но только отсидеться не получится. Но слава Богу, среди ученых есть честные люди. Посмотрите на экран. Здесь вы видите тех ученых, которые пришли к пониманию цикличности катаклизмов приблизительно в 12 тысяч лет. Все они, независимо друг от друга, пришли к этому пониманию. Каждый пытался описать ее своей гипотезой, но суть одна — это катастрофа планетарного масштаба, которую наша цивилизация еще не переживала. 12 тысяч лет назад на планете происходили резкие климатические изменения, которые завершились глобальным потеплением и подъемом Мирового океана. В геологии есть свидетельства катастроф, причем не только прошлого цикла, но также и 24 и 36 тысяч лет назад. Это и слои угля, и вулканического пепла, следы затопления территорий и изменения магнитного поля, свидетельства в палеонтологии и археологии. Здесь, на слайдах, вы видите материалы профессора Дугласа Вогта. Геологи мыслят миллионами лет.
Но если бы мы объединили свои усилия и провели междисциплинарное изучение совместно с астрофизиками, то мы давным-давно бы уже хорошо изучили эту цикличность. Каждые 12 тысяч лет наша Солнечная система пересекает область галактических взаимодействий в рукавах Ориона, в ближней и дальней точке взаимодействий. Что значит, что есть большой цикл 24 тысячи лет в ближней точке взаимодействий и малый 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет происходят более катастрофические разрушения. Сейчас это будет ближняя точка взаимодействий, что значит, что катаклизмы будут в разы сильнее, чем в прошлые 12 тысяч лет. Попадая в точки галактических взаимодействий, наша Земля оказывается в области повышенных галактических излучений. И сейчас предлагаю посмотреть видео, из которого станет понятно, что цикличность 12 тысяч лет связана с космическими процессами галактического масштаба, и на данном этапе мы никак не можем на нее повлиять. Цикличность климатических катастроф. 12 тысяч лет назад была эпоха драматических изменений климата, быстрого подъема уровня моря, землетрясений, наводнений, вулканических извержений и лавовых дождей с черного неба. По словам геолога Джона Имбри, около 11-тысячного года до нашей эры произошла климатическая революция. Кроме того, происходило ускоренное отложение осадочных пород и резкое повышение поверхностных слоев воды Атлантического океана. В целом, объективные данные убедительно свидетельствуют о том, что в 11 тысячелетии до нашей эры произошел мощный катаклизм, который повлек за собой столь значительные последствия, что стал своеобразным водоразделом двух совершенно разных периодов в истории нашей планеты. Еще одним подтверждением катаклизма был тот факт, что наиболее интенсивно животные вымирали между 11 тысячами и 9 тысячным годом до нашей эры, когда происходили бурные и необъяснимые колебания климата. Несмотря на гласное научное табу, многие ученые сейчас говорят о том, что все на планете происходит с определенной цикличностью, в том числе и глобальные климатические события. Возникает логичный вопрос, следствием каких циклов являются глобальные катаклизмы. В докладе Смотрина на сайте «Геостратегия-21» пишется: современный этап жизни планеты и цивилизации характерен тем, что на рубеже 2 и 3 тысячелетий Земля проходит через почти одновременное окончание сразу нескольких витков частных эволюционных спиралей галактического соленоида. Среди них его циклические витки длительностью около 2000 лет, 12 тысяч лет и 370 тысяч лет. Бубненков Владимир Васильевич изучал циклы развития Земли: астрофизические, геологические, биологические, исторические. Оказалось, все они подчиняются великому циклу смены эпох продолжительностью 11 911 лет. Это число кратно периодом обращения вокруг Солнца всех его планет с точностью до сотых долей земного года. Батурин Александр Михайлович: я утверждаю, что планеты вращаются еще и вокруг своего центра масс, в направлении перпендикулярном плоскости своей орбиты. В результате такого вращения планета Земля периодически переворачивается в пространстве на 360 угловых градусов, что вызывает цикличность глобальных событий, глобальной катастрофы с периодичностью в 12 166 лет. Периодически изменяется весь облик Земли, природные условия, что прямо влияет на историческое развитие человечества. Копылов Игорь Петрович, Бушуев Виталий Васильевич. Малые 13-тысячные галактические полуциклы также связаны с глобальными изменениями климата и другими катастрофическими событиями, но они проходят без изменений полярности магнитного поля. Граница этих циклов четко фиксируется повышением уровня океана и глобальными изменениями климата. Эти события получили название Всемирного потопа. О том, что Всемирный потоп был, у современной науки нет сомнений. Истинной причиной глобального изменения климата на Земле является цикличность межгалактических процессов. Галактика представляет собой единую электромагнитную систему, которая взаимодействует со всеми объектами галактики, включая и Солнечную систему.
Любое небольшое изменение в галактике отражается на Солнце и, как следствие, влияет на все процессы не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы. Земля не единственная планета в Солнечной системе, которая претерпевает изменения климата. Рост темных пятен на Плутоне, полярные сдвиги на Уране, изменение интенсивности света Нептуна, таяние ледяных шапок на Марсе дают понять, что изменения происходят во всей Солнечной системе. Доказательством того, что СО2 не главная движущая сила потепления на нашей планете, является тот факт, что одновременно нагреваются и другие планеты и спутники Солнечной системы, на которых, очевидно, нет никакой антропогенной эмиссии парниковых газов. Марс, Тритон, Плутон и Юпитер – все они демонстрируют глобальное потепление. Таким образом, на Солнце и Солнечную систему влияют множество факторов. Эти факторы необходимо учитывать, так как они влияют на изменение климата. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, ошибка состояла в том, что многие ученые прошлых лет не учитывали влияние нарастающего ускорения Вселенной, космических факторов, астрономических процессов на состояние глобальной климатической системы планеты. В научной работе академика Николая Васильевича Петрова «Решение проблемы изменения климата Земли с позиции законов сохранения жизни в космосе» пишется: за время одного периода обращения вокруг центра галактики Солнечная система совершает более 8000 зодиакальных витков спиральной траектории. Благодаря этому происходит ритм изменения полярности внешнего магнитного поля по отношению к движущейся Солнечной системе. Это означает, что регулятором энергетического состояния Солнечной системы в целом и ритмичного изменения климата на Земле, в частности, является информационное магнитное поле галактики. Глобальное изменение климата на Земле — это в основном производное от астрономических процессов и их цикличности. Эта цикличность неизбежна. Геологическая история нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобального изменения климата. Сейчас на Земле с каждым днем мы видим, как нарастают климатические катастрофы, с которыми в той или иной степени столкнется каждый житель планеты. И как мы знаем, что эти события будут только нарастать, и что это очередной 12-тысячелетний цикл, с которым мы столкнулись. Благодаря знаниям АЛЛАТРА, изложенным в докладе ученых о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, мы понимаем, что не только Солнце – причина изменений климата, что это циклические процессы в космосе, которые постоянно происходят и, как следствие, отражаются на планетах в виде климатических катастроф. И мы, как человечество, как раз и вошли в активную фазу этого цикла. На сегодняшний день научно-технический прогресс не позволяет влиять на глобальные процессы в космосе и на Земле. Как следствие, мы не можем противостоять этим изменениям. Поэтому единственный шанс выжить — это, объединившись, подготовиться к предстоящим катастрофам, которые нарастают с каждым днем. Вы видели? Эти процессы происходят сейчас во всей Солнечной системе. Подчеркну, на всех планетах Солнечной системы. И вы все еще будете думать, что это наш антропогенный СО2 и метан долетели до других планет. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, что СМИ навязывают ложь про изменение климата якобы вследствие выбросов углекислого газа в атмосферу, а люди, не имея правдивой информации, верят в эту ложь. Так что же сейчас происходит с планетой? В результате циклического галактического взаимодействия в 1998 году произошел скачок внутреннего твердого ядра. Сейчас железное ядро нашей планеты смещено на север. Оно бьется в процессе вращения и диссонирует. Из-за этого диссонанса внутри планеты спадает электромагнитное поле, которое генерирует наше ядро. И вот мы видим ослабление магнитного поля Земли и аномальный дрейф северного магнитного полюса. Взаимодействие всех сфер, которое раньше было сонастроено, развязывается как узел. Идут сбои ритмов Земли. Из-за смещения ядра Земля стала крутиться чуть быстрее и увеличился ее объем. Поэтому датчики
фиксирует ее расширение по экватору. Увеличилась центробежная сила планеты, и вода начала исчезать, уходя вглубь недр по трещинам. Поэтому по всему миру мелеют реки и колодцы, формируются водовороты, хотя дождей и наводнений мы наблюдаем очень много. Вы это сами видели сейчас. Как результат ослабления электромагнитного поля Земли разряжается атмосфера и спадает давление. Именно магнитное поле держит нашу атмосферу. Без него мы лишимся кислорода. Есть ученые, которые говорят, что именно ветра и течения в результате выбросов СО2 человеком якобы ускоряют вращение планеты. Это дебилизм. Извините, от того, что на мыльном пузыре плавают рисунки быстрее, не будет планета вращаться быстрее. Сейчас мы много знаем уже о строении планеты, более чем достаточно для того, чтобы создать ее модель вращения, модель твердого тела с жидким содержанием и твердым ядром. Микроколебания ядра — это как раз и есть тот диссонанс. Земля сейчас не в резонансе с Солнцем, а для нас важнее всего Солнце. Мы взаимодействуем с ним, и оно нас защищает. А сейчас, во время солнечного минимума, защита Солнца просела. Биение ядра создает микроколебания, ударную волну. Микросейсмические проявления увеличиваются. Нарастает вибрация. Идут грядой тысячи микроколебаний за полчаса. Из-за них формируются микротрещины в литосфере. Повышается давление внутри планеты, в самом ядре. Магма поднимается все выше и выше. И сейчас мы видим, что нагрев литосферы выше как раз, как и был, чем был. И это тот самый нагрев, который топит ледники Антарктиды и Гренландии снизу вверх. Тот же нагрев, который подогревает океан. Тот же подъем магмы увеличивает сейчас вулканическую активность. И знаете еще что? Что внутри Земли воды гораздо больше, чем на ее поверхности. Сейчас горячее содержимое внутри планеты поднимается выше. Когда магма не сегодня-завтра подойдет к глубинным запасам воды, начнется ее испарение. Уже сейчас мы видим тот самый парниковый эффект, который в основном состоит из водяных паров. Вы не заметили, как выросло количество наводнений за прошедшие десятилетия? Что мы увидим, когда лавина начнет испаряться вода? Выдох планеты будет заключаться в том, что вся вода вернется нам катастрофическими ливнями, которые могут идти очень долго. Библейский потоп уже не кажется вам чем-то, что вас не касается. И сейчас я обращаюсь к тем ученым, которые уже поняли катастрофичность всей ситуации. Сколько вы будете молчать? Знать про то, что в ближайшие десятилетия все человечество сметут катаклизмы, видеть это все на своих графиках, приборах и молчать. Вы, кто подкручивает показания сейсмодатчиков, чтобы сила землетрясений на приборах была меньше, чем в реальности. Вы, кто в академиях наук за дверьми закрытых кабинетов обсуждает повестку катаклизмов. Вы что, с ума все посходили? Молчать, якобы чтобы не пугать людей, не поднимать панику и просто в бездействии выносить всему человечеству смертный приговор? Тогда как сейчас, зная правду, мы все еще сможем изменить и сможем выжить. Вы просто трусы, а люди надеются на вас. Они верят, что все в порядке и спят в неведении, когда наша планета разваливается на части. А для спасения нужно просто переступить себя и начать говорить правду. Вы все еще боитесь за свою репутацию, именитые ученые мира. А из-за вашей альфы скоро весь мир сдохнет. Не будет такого сценария, как в прошлые 12 тысяч лет, когда хоть кто-то да выжил. Сейчас мы в ближней точке взаимодействия. Это значит, что катаклизмы будут в разы сильнее. Те, кто знают правду, молчат, а остальные не смотрят на картину глобально. Человек с большой буквы, настоящий ученый, он понимает, что от его решений и действий зависит жизнь миллиардов людей. Слава Богу, что сейчас есть такие люди. Человечество должно знать правду, чтобы мы могли все изменить. Каждый спикер сегодня говорил о выходе. Это созидательное общество. Поэтому 4 декабря 2021 года мы приглашаем вас на новую конференцию «Время правды». Присоединяйтесь. Вместе мы сможем донести понимание срочности всей ситуации построения созидательного общества, чтобы у всех у нас было будущее. Пора говорить правду.
Елизавета, спасибо тебе. Спасибо от всех людей и от всех здравомыслящих ученых всего мира. Спасибо за эту жизневажную правду. У меня вопрос к каждому слушающему нас сейчас. Скажите, на кого нам надеяться? Уже сейчас, прямо сейчас, в эту секунду происходят глобальные катаклизмы. Люди в большинстве своем не знают истинных причин, не знают и выхода, который у них еще есть сегодня. Сейчас мы с вами в прямом эфире, нас слушают на 72 языках. И те герои, которые говорят правду и действительно заботятся о людях, они здесь, с нами. Они на этой конференции. Их сейчас слышит весь мир, потому что этого хотят и реализуют сами люди со всего мира. Но этих ученых, которые говорят правду, могло быть и больше. Ведь мы, люди из 180 стран, пытались достучаться до огромного количества ученых. Да. Мы пытались достучаться до огромного количества этих ученых, до самых известных, до тех, кто консультирует тот же Организацию Объединенных Наций. Воспользовались ли все этим шансом? Как видим, многие из них предпочли молчать. Неужели непонятно, что вы своей трусостью лишаете жизни не только себя, а всех людей? Это ваша ответственность. Вот один из таких примеров. Как нам ответил один из так званых серьезных ученых. Мы сконтактировались с ним, с этим известным ученым, который также консультирует и пишет отчеты для ООН. Но на наше приглашение высказаться открыто, рассказать правду на этой общечеловеческой конференции, он прямо сказал: друзья, мне платят, чтобы я говорил только о СО2. И что про другое он не может говорить. Хотя он знает правду. И он об этом прямо сказал нам в телефонном разговоре. У меня вопрос к таким ученым. У вас что, СО2 головного мозга? Люди, у меня вопрос к вам. На кого вы надеетесь, что они или кто-то другой вас предупредят и спасут ваши семьи? Те, у кого кошелек вместо сердца и здравого смысла. Мы понимаем, что нечего надеяться на таких ученых, потому что они не ученые. Поэтому тут и собрались все честные люди, чтобы до других донести правду, чтобы даже у таких продажных ученых был шанс наконец сказать правду, совесть свою очистить. Задумайся, ты, кто считает, что это тебя не касается, ты и все мы из-за молчания, из-за бездействия погибнем. Вот в чем наша смерть. Она в том, что она в безразличии, бездушии, трусости и лени. Когда человек, зная правду, принимает решение молчать, он забирает шанс у других. Ведь он оставляет эту истину только для себя и делает вид, что не знает о ней. Но что потом? Потом мы видим климатических беженцев,
которые раздевают и насилуют людей, которых не предупредили. Именно для того, чтобы мы все вместе объединились и говорили правду вместе, мы приглашаем на следующую конференцию всех здравомыслящих людей. Если вы хотите сказать правду, вот она, эта возможность. И вот платформа АЛЛАТРА. Платформа для всех честных людей, для всех 8 миллиардов. Тут честные люди говорят о реальной ситуации и пытаются достучаться до каждого. Но чтобы достучаться до всех, нас недостаточно. Нужен каждый человек. Да, нужен каждый. Нужен ты. Без шуток. Нужен ты. Давайте сейчас что-то сделаем, пока не стало слишком поздно. Сегодня мы еще можем построить созидательное общество. Сегодня у нас еще есть время. Завтра его уже может и не быть. Еще раз спасибо, Элиза, и спасибо всем, кто сегодня на передней линии. Все те, кто держит эту важную позицию нашей технической поддержки. И каждому человеку в отдельности, который стремится построить мир, лучший мир. Спасибо. Алина, вас не слышно. And Alina, we cannot hear you right now. Thank you very much. Спасибо большое. Алина, мы пока не слышим вас, но спасибо большое, Елизавета, за вашу смелость сказать то, что вы проговорили, да, сказать правду в лицо всему научному сообществу. И спасибо вам большое, Джейсон, за то, что вы не молчите. И сейчас вы слышите голоса знаменитых ученых, которые решили не молчать. Огромная благодарность, и слава Богу, что они открывают наши глаза, и что они предоставляют эту информацию каждому из нас. И эта информация, которая была неизвестна ранее, это шокирующая информация о климатическом изменении. Но что мы будем делать? Мы будем сидеть просто на диване и ничего не делать, либо мы объединимся и начнем действовать. И сейчас я хотела бы представить нашего следующего спикера, Дугласа Волта, который будет говорить о цикличности. Здравствуйте, меня зовут Дуглас Волт. Я председатель фонда Дайхолд, некоммерческого научного фонда, расположенного здесь, в Соединенных Штатах. Наша цель — объяснить и раскрыть причины ледникового периода и инверсии магнитного поля Земли на протяжении ее истории. Спасибо вам большое за приглашение на вашу прекрасную конференцию. Итак, причина, по которой происходит эта инверсия, связана с периодическим временным циклом. Это не имеет ничего общего со столкновением кометы или метеорита с Землей, потому что это было бы случайным событием, а это не случайное событие. Согласно методу радиоуглеродного датирования и другим методам датирования,
Это происходит каждые 12 068 лет. Доказательство инверсии магнитных полюсов Земли по истечении определенного периода временного цикла представлено в моем исследовании. Я собрал много информации относительно датирования инверсии магнитных полюсов, полученной методом радиоуглеродного датирования различных отложений по всему миру. И некоторые из этих данных вы можете увидеть в таблицах в моем выступлении. И в этих таблицах вы ясно увидите 6 или 7 циклов, примерно каждые 12 тысяч лет, когда происходила эта геомагнитная инверсия. Радиоуглеродное датирование показывает, где именно был магнитный разворот. И это лишь один из способов, которым я неоднократно это подтверждал. Примеров собралось так много, что пришлось ограничить их количество в книге. У меня набралось буквально сотни доказательств только по методу радиоуглеродного датирования. Другой метод датирования проводился по органическому материалу, например, бревнам, найденным в ледниковых отложениях. Они также показали 4 цикла каждые 12 тысяч лет. И именно материал, найденный в ледниковых отложениях, доказывает, что ледниковый период действительно был. С вулканическим материалом та же история. Бревна и другой материал, сгоревший под лавовым потоком, также, согласно методу радиоуглеродного датирования, показали циклы каждые 12 тысяч лет. Происходящая инверсия магнитного поля Земли и катаклизмы не зависят от временного цикла. Именно этот час Х, который создает нашу реальность, обладает этим циклом. И вот что происходит в процессе этого. Когда происходят вспышки на звездах, то планеты, ядро планеты разогревается подобно тому, как это происходит с ядром звезды. И у нас увеличивается количество землетрясений до того, как наступит час Х. Будет больше извержений вулканов и так далее. Это нельзя остановить. Фактически, это то, что происходит прямо сейчас. Происходит множество извержений вулканов по всему миру. Другими словами, это механизм. В настоящее время правительство пытается убедить всех, что выбросы СО2, вызванные деятельностью человека, являются причиной глобального потепления. Нужно иметь очень низкий IQ, чтобы думать, что единственным источником тепла на поверхности Земли является Солнце. Мы здесь подобно муравьям. Мы не можем вызвать ничего подобного. Был доклад ВВС или правительственный доклад еще в 70-х годах. Над ним работал Вашингтонский университет. И они провели исследование именно по этому вопросу и обнаружили, что Солнце было главной причиной потепления, а вовсе не СО2. Так что федеральное правительство провело это исследование давным-давно. Они знали правду. Вот так. Все это ложь. Мне удалось вычислить крайний срок, когда это произойдет. И Северный полюс, магнитный Северный полюс, или же Новый полюс, который скоро станет Южным полюсом, будет находиться примерно в районе Новой Земли, к северу от России. Я думаю, что это также приблизительная долгота, на которой произойдет это событие, когда Солнце произведет вспышку. Все усугубится. Климат станет намного хуже, будет больше дождей, больше штормов, потому что из-за солнечной активности больше воды будет испаряться в океанах. И вас, и Европу, так же как и нас, будет затапливать. Будет больше извержений вулканов, больше землетрясений и так далее и тому подобное. Так что вы поймете, что скоро случится что-то плохое. Ультрафиолетовое облучение, кстати, тоже будет расти. Оно уже сейчас растет здесь, во Флориде. Активность Солнца растет, вырабатывается больше энергии. Это правда. Как это начинается? Это начинается так же, как это происходит прямо сейчас. Магнитное поле Земли ослабевает и смещается. Вот эти признаки. Вы можете установить свои атомные часы на этот цикл, когда это произойдет, буквально. Что же в действительности произойдет в момент инверсии магнитных полюсов? Это будет совокупность множества катастроф, причем практически одновременно.
Когда это произойдет, у вас будет океан. Где бы вы ни находились, в Европе, в Англии или во Франции, океан к вам придет и очень быстро. Я не знаю, какова будет скорость движения воды, 500 или 700 км в час, но Атлантический океан вас навестит. Итак, сначала к вам придет океан, а через 8 минут вы увидите вспышку на Солнце. Если вы окажетесь на улице, будучи на этой долготе планеты, подозреваю, что вы умрете в течение нескольких секунд, потому что жар от вспышки звезды может быть 3 или 4, даже 5000 градусов по Фаренгейту, одномоментно. Это вызовет испарение огромного количества океанской воды на той стороне планеты. И в то же время, когда это произойдет, это создаст ударную волну от воды. Когда она мгновенно превратится в пар, произойдет паровой взрыв. Космические лучи пригвоздят вас и убьют. Воды Атлантического океана промчатся через Африку и Европейский континент. Значительная их часть испарится под влиянием Солнца. И поэтому все растительные организмы на той стороне Земли, которая принимает эту солнечную ванну, сжариваются, попросту сжигаются. А это, собственно, источник угля. Океанская вода, по сути, спасает часть растительной жизни. Благодаря ей эти горящие бревна и прочий материал станут отложениями вдоль Уральских гор или любых гор, которые простираются на север или юг. Это будет происходить в течение примерно 100 дней, и это будет самое худшее. Я думаю, что ответил на вопрос о глобальной катастрофе. Я имею в виду, я хочу, чтобы все это поняли. Крайне мало людей выжило 12 тысяч лет назад. Очень, очень мало. Ведь испаряется очень много воды, как я пояснил ранее. К примеру, в прошлый такой эпизод испарилось 140 метров океанской воды. Испарившись, вся эта вода возвращается на Землю в виде сначала горячего дождя, затем снега, и этот снег накапливается. И затем наступает масштабнейший ледниковый период. Итак, вот некоторые из событий, которые будут происходить. Я имею в виду, что это как прародительница всех катастроф. Это нечто, к чему человек совершенно не готов, и с чем не сталкивался ранее, кроме тех, кто выжил 12 тысяч лет назад. Мы бы все вернулись в каменный век. Это из тех единиц, которые бы выжили. Но мы же этого не хотим. Мы не хотим отказываться от мобильных телефонов, компьютеров. Мы не хотим отказываться от всего этого. И я тоже не хочу, чтобы мы все от них отказались. Но я бы хотел быть в состоянии сделать так, чтобы многие сотни тысяч или миллионы людей смогли пережить это. Да, я знаю, что это печально. Но мы ничего не можем с этим поделать, кроме как поработать, чтобы спасти наши задницы. Нужно действовать конструктивно. Спасибо огромное, мистер Волт, и спасибо большое за то, что вы поделились этой информацией, что вы честно озвучили информацию о том, что существует такой момент, как 12-тысячелетний цикл. И также я хотела бы сказать, что я нахожусь в Мичигане, и вот прямо сейчас, как у нас проходит конференция, мы общаемся, у нас пришло предупреждение о торнадо, и мы видим, что климат, он меняется очень быстро, но мы все равно будем с вами даже с учетом таких климатических условий. Да, я также хотел поблагодарить мистера Вогта, искренне поблагодарить за стремление предупредить и спасти человечество от уничтожения в катаклизмах, вызванных цикличностью. Ваш потрясающий труд по сопоставлению анализу материалов вызывает неподдельное уважение и действительно имеет важное значение для всего человечества. Итак, мы действительно будем говорить еще о катаклизмах на круглых столах. Мы будем говорить об этом в ближайшие дни. Но сейчас очень важно отметить, что вот тогда, когда проводились эти исследования, ситуация была намного... В предыдущем цикле ситуация была намного лучше, потому что... Да, там были разрушения, да, там была вечная мерзлота и так далее. Мы изучали
Мы изучали то, что мы нашли, и мы дошли для себя именно вот достаточно пробурить скважину, изучить низлежащие слои, и все станет действительно понятно. Много вопросов возникает, что будет дальше. И чтобы ответить на этот вопрос, мы, возможно, можно ответить так, что без созидательного общества в таких условиях, действительно, при самых лучших раскладах, выживут всего лишь горстка людей. Но в чем смысл? Действительно, это трудно об этом говорить, но даже если люди выживут, да, вот эта горстка, но у них будет все равно вопрос, а как дальше? Что дальше делать? И о таких вот как раз говорят, что живые будут завидовать мертвым. Спасибо. И я дальше передаю слово Душану. Спасибо. Меня очень впечатлила информация, которую озвучил один из наших спикеров, рассказывая о Евгенике. И я бы хотел добавить в эту тему, что действительно малая кучка людей не сможет противостоять этим глобальным катаклизмам. То есть, даже если бы нас осталось всего 500 миллионов, как это предлагают некоторые персонажи, то это все равно бы не изменила ситуацию. Вот если бы это было, скажем, лет 200 назад, то могло бы пролонгировать существование людей, и у человечества на данный момент было бы еще лет 100. Но сегодня уже поздно. А что происходит в мире сейчас? На данный момент нас почти 8 миллиардов. Но какой толк от такого человечества, в котором люди ненавидят, убивают и уничтожают друг друга? Да, у нас огромный потенциал, но мы можем объединиться. В этом потребительском мире нас разделили и сделали из нас идиотов и дураков. Причем настолько, что даже когда очевидные вещи рассказываешь, есть такие, что не верят. Сейчас открой глаза, посмотри на мир, посмотри, какая прогрессия катаклизмов идет. И что, по-твоему, надо сидеть и ждать, пока все уничтожится? Ведь это и тебя касается. Тебя тоже не будет. Ни родных твоих, никого из нас. А ведь сегодня важен каждый. Ведь без людей мы ничего не сможем. Если мы, как человечество, не объединимся, то до лампочки все страдания. Надо было, может быть, тогда еще сделать жесткую Евгенику, чтобы те, кто тогда остались, спасли бы человеческую цивилизацию, или чтобы лучше нас было стадо 8 миллиардов, которое не способно спасти собственные задницы. Что толку от нас, если мы, как звери друг другу? Правило 6 рукопожатий не сработало. Конечно, многие вдохновились, но своей цели информирования всего человечества мы пока так и не достигли. Почему? Потому что много эгоизма в обществе. Люди заботятся о своих сиюминутных личных интересах, не думая о завтрашнем дне. А вам что, сложно рассказать о созидательном обществе? Рассказать о единственном выходе? Каждому говоришь, там рушится, а в ответ, так им и надо, говорят. Это не маразм ли, когда одна часть планеты радуется, что разрушается другая часть? Почему такое отношение? Потому что в нас доминирует худшее. Это показывает состояние сегодняшнего общества. Это показывает то, что мы нравственно и во всех человеческих аспектах мы деградированы. Одни озабочены личными проблемами, устраивают собственную жизнь, другие озабочены низшими моральными качествами, третьи вообще чокнутые. И это наше современное общество с вами. Нас разучили думать.
любить и уважать. Мы больные машины потребления, мы рабы потребительского формата. Все, чего мы хотим, это новую вещь и шмотки. Мечтаем о чем? Какие мечты у людей сегодня? Вот был опрос. Каким вы видите будущее? Ответы: улучшение телефона, умные часы и так далее. Да это не бред ли? Это все, на что мы способны в массе своей. Если с этим ничего не делать сейчас, молчать и не заставлять этих дебилов поумнеть, то и нам капец. Люди не думают ни о себе, ни о близких, ни о детях, ни о ком. Просто наслаждаются процессом. Другим нужны доказательства, мол, убеди меня. Еще и дебил при этом не может сопоставить два факта, не говоря уже о большем. Какая у нас перспектива, как у человечества? Простой вопрос. Вот реально. Не страшно ли? Как в этом обществе что-то делать? А делать надо. Наша жизнь зависит и от этих дебилов, не только ихние. Разве это не так? Это жестокая действительность. И теперь у меня вопрос к каждому слушающему. Тебя устраивает эта действительность? Или ты готов действовать, чтобы изменить все к лучшему? Спасибо, Душан. Нам действительно очень важно это понимать, что ни сокращение населения, никакие другие способы нам не помогут выжить, кроме построения созидательного общества. И действительно, у нас нет времени. На вопрос, который вы задали в конце своей речи, должен ответить каждый человек. Каждый. Друзья, давайте остановимся на секунду и задумаемся, и ответим на этот вопрос. Тебя устраивает та действительность, в которой ты живешь, или ты готов действовать, чтобы изменить все к лучшему? У нас все еще есть надежда, потому что сегодняшняя конференция, она инициирована волонтерами из 180 стран мира. Перевод был в синхронном режиме на 72 языка, для того, чтобы дать возможность миллионам людей услышать. Это действительно жизнеспасающая информация. Впервые в истории мы слышим правду о реальной ситуации на Земле, научную правду и факты. И эта информация дается нам для того, чтобы помочь нам сделать правильный выбор. Сейчас я предоставляю слово доктору Гаялу. Он является членом Национального консультативного совета по туризму Министерства туризма Индии. Также он основатель и председатель туристической группы STIS. Господин Гаял, слово вам. Я приветствую всех людей нашей прекрасной планеты из Индии, потому что мы — поколение, которое осознало кризис, существующий на этой планете. И, возможно, мы будем последним поколением, у которого есть возможность спасти ее. Именно по этой причине я сейчас здесь и благодарен за оказанную мне честь участвовать в этом международном мероприятии. Я думаю, то, что вы делаете, и задачи, поставленные движением, направленные на спасение планеты,
Это прекрасная инициатива. И от имени индийского народа, индустрии туризма и авиации я хотел бы заверить вас в своем полном сотрудничестве для того, чтобы это движение имело грандиозный успех. Друзья, сейчас или никогда. Либо мы все умрем, и этой планете придет конец, либо мы проснемся. Происходит глобальное потепление. Мы видим, что тают ледники, случаются наводнения. Вы знаете, что недавно в Гималайских горах произошли оползни. Также и в штате Уттараханд. Это необходимо предотвратить. Нам нужно соединить наши реки, потому что есть районы, где царит засуха. Знаете, мы пытаемся найти жизнь на Марсе, на Луне, но мы не заботимся о жизни, которая есть здесь, в Африке, в различных трущобах Индии, а также странах Южной и Юго-Восточной Азии. Поэтому я думаю, что это движение должно дойти до каждого уголка нашей планеты. И если это произойдет, то есть надежда, что ваше движение, инициатива, которую предприняли люди, станет международной революцией, потому что это не только ради нашего выживания. Мы, пожалуй, прожили большую часть своей жизни, но для выживания наших детей и внуков необходимо, чтобы эта планета осталась пригодной для жизни и не была уничтожена, разрушена жадностью, алчностью, недальновидностью и узким кругозором нынешнего поколения, населяющего эту планету. Надеюсь, что эта планета останется полной жизни, не только человеческой, но растительной и животной, и не будет бесцельно вращаться вокруг Солнца, как огненный шар. Мы сможем добиться успеха сейчас или никогда. И мы уверены, что все преодолеем. Благослови нас Господь, и благослови наше движение. Мы сможем и спасем нашу прекрасную планету. Времени мало, поэтому мы все должны проснуться. Я обращаюсь ко всем людям, которые присутствуют на этой конференции, с просьбой дать обещание сегодня, что мы начнем действовать сейчас и не будем оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что час решения настал, и его больше нельзя игнорировать. Иначе это будет полная катастрофа человечества, полное уничтожение планеты. Поэтому давайте спасем нашу планету и не позволим ее разрушить. Это мое обращение ко всем зрителям этой исторической конференции. Надеюсь, эта конференция станет поворотным моментом в истории. От имени индийской индустрии туризма и народа Индии я могу заверить вас, что мы не остановимся, пока это движение не будет иметь грандиозный успех. Спасибо. Да благословит вас Бог. Да благословит Господь всех нас. Джейбхен и Джамар. Спасибо. Спасибо огромное, господин Гаял. Очень сильные Thank you so much, Mr. Gayal. Вы абсолютно правы. Нам пора проснуться. Дальше в конференции будет озвучена шокирующая информация о разрушении озонового слоя, ослаблении магнитного поля и увеличении космического излучения. Все эти процессы являются результатом цикличности в 12 тысяч лет. И я рада представить вам нашего следующего спикера, доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова Сывороткина Владимира Леонидовича.
Он уже более 30 лет изучает проблему разрушения озонового слоя в результате естественной дегазации недр и обнаружил, что озоновый слой разрушается больше всего над зонами тектонических разломов и вулканическими регионами, а также что изменение озонового слоя является одним из важнейших климатообразующих факторов. Владимир Леонидович, вам слово. Уважаемые коллеги, участники международной конференции «Глобальный кризис», это уже касается каждого. Рад приветствовать вас. Зовут меня Владимир Леонидович Сывороткин. Я доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Разговор сегодня я начну вот с сегодняшней погоды. Аномальная жара, разрушенный озоновый слой. Вот истинная причина погодных климатических аномалий, о которых сейчас никто не говорит. Планета говорит про углекислый газ, антропогенный, что-то сейчас стали про метан добавлять, коров надо вешать или там резать. Но в 1985 году, 22 марта, была подписана Венская конвенция по охране озонового слоя, где второй после биологически активного ультрафиолета угрозой разрушения озонового слоя была названа погодные климатические аномалии. Венская конвенция, это 196 государств подписали. Вы можете назвать хотя бы сейчас одного ученого, который, разговаривая про погодные аномалии, начинал бы состояние озонового слоя. И я вас сразу привел к тому, что надо говорить про озоновый слой. Без внимания к озоновому слою ничего у нас с вами не получится. Мы можем оставить в стороне, так сказать, и забыть, просто забыть о том, что нам говорили, что озоновый слой разрушается под воздействием техногенных газов фреонов. Те фреоны, которые более всего обвиняли в разрушении озонового слоя, изъяты 25-30 лет назад почти полностью. И вот ошибка современной науки в том, что проблемы и климатической, и озонового слоя изучают, так скажем, лабораторные химики, лабораторные физики. Хотя, когда речь идет о изменении состава атмосферы, в том и другом случае, и в озоновой проблеме, и в проблеме климатической, речь должны держать в первую очередь мы, геологи, геохимики. Поэтому я не белая ворона в этой проблеме, а я закономерный и главный участник этого проблемы. Потому что если будем изучать реакции в пробирках, а потом пробовать внедрить их вот в общую систему нашей планеты Земля, ничего не получится, как уже и мы видим. Мы видим, что действительно изъяты, уже в рамках Монреальского протокола, он регулирует производство, потребление 100 химических соединений. А, открою вам тайну, кто не знает, озоновый слой продолжает разрушаться, и более того, степень этого разрушения неуклонно нарастает. Мы представим вам сейчас 3 карты среднемесячных аномалий общего содержания озона в северном полушарии. За 2011 год в марте мы видим здесь 35% среднемесячной потери озона. Прошло 4 года. В 2016 году, январь-февраль, вот сейчас эта карта, 40% потери. Те цифры, которые я называю, они сумасшедшие, они бешеные. Это среднемесячная потеря. И вот прошедший 2020 год, в 2020 году, в марте, уже 50%. То есть вот мы видим, что степень разрушения озонового слоя в северном полушарии испытывает колоссальное разрушение, но это мало кого волнует. Причем вот эта степень разрушения, она длится там, где-то с января и, может быть, до мая месяца, как в 2020 году. А мы знаем, и, собственно, из-за этого был принят Монреальский протокол, что каждый процент потери озона над нашей головой – это первые проценты
до 10% увеличения так называемых фотогенных заболеваний и еще всех заболеваний, потому что одно из влияний ультрафиолета – это массовое снижение иммунитета. В наши дни об этом надо помнить. Ну, есть еще тут угроза такая, связанная тоже с водородом, но тем водородом, который к нам идет и от Солнца, солнечные лучи, частицы протонные, и галактический, потоки галактических лучей, которые тоже из себя представляют водород. Опасность представляет то, что у нас магнитное поле Земли пульсирует, усиливается, ослабевает. Вот сейчас ослабевает. И тогда оно перестает быть хорошей, непроницаемой защитой вот для этих самых галактических лучей протонов. Вернемся к изучению проблемы разрушения озонового слоя, как нам велит подписанная всеми странами Венская конвенция. Причина разрушения озонового слоя – это выделение водорода из ядра Земли. Водород – озоноразрушающий газ. И поэтому там, где он выделяется, разрушается озоновый слой. Мы ничего не можем сделать, кроме прогноза. Поэтому мы знаем, где наиболее уязвимые места в отношении разрушения озонового слоя. И если мы будем изучать причины, которые влияют на ритмику выбросов, а выбросы ритмичные, в пиках водорода, идущих из-под Земли, мы читаем космическую ритмику. Вот. Еще не ясно, как устроено наше ядро, по каким законам выделяется оттуда водород. Просто из трещин в земной коре в Земле выделяется водород, и он горит. Водород и метан, они часто идут вместе. Да. Понимаете, это ложь по поводу причины разрушения озонового слоя породила сейчас ложь, наслоилась на вторую ложь о решающей роли антропогенных газов, углекислого. Я занимался этой проблемой и могу сказать, что в ансамбле газов, которые обладают парниковым вот этим эффектом, главную роль в парниковом эффекте на нашей планете являют пары воды. Грубо говоря, 80%. 10% малые газовые составляющие. Что это такое? Это те же газы фреоны, это озон, это метан и углекислый газ, о котором сейчас все говорят. 10%. Но из этих 10% на роль антропогенного приходится свои 10%. То есть общий вклад антропогенного углекислого газа в парниковый эффект нашей планеты 1%. Мы сейчас вот перейдем, да, как раз к тем процессам, которые сейчас указывают как доказательство антропогенного глобального потепления. Во-первых, это уже зафиксировано. То, что в центре Антарктиды ничего там не тает сверху. Там, наоборот, наращивается лед. Антарктида тает снизу. Идет тепловой поток, усиленный или усиливаемый выбросами того же горючего газа водорода, который окисляет и выделяет энергию, и начинает таять лед. И в подледных туннелях течет вода, которая разгружается вокруг всей Антарктиды в полярные вот эти моря, океаны. То же самое в Гренландии. Ну, 20-й год, когда было самое сильное разрушение озонового слоя на планете за всю историю наблюдений. За счет чего? За счет усиления выделения водорода. Это мы видим на озоновых картах. И что у нас было в 2020 году, что всех, так сказать, смущало? Это тысячами с неба сыпались птицы. Они гибли стаями. В реках и морях гибла рыба. Киты задыхались, выбрасывались на берег. Почему? В каждом случае придумывают какую-то свою теорию. То и салюты испугались, там фейерверка, то пьяных ягод обклевались и так далее и тому подобное. Но это массовое явление, и нельзя рассматривать, надо рассматривать в общем контексте. Продувка морей, океанов восстановительными газами убивает аэробную биоту. То есть те живые организмы, живущие в морях и океанах, и летающие и над сушей, тоже птицы, которые дышат кислородом.
выбросы залповые, вот эти водорода, метана, ряд других газов с ними идут, приводят к массовой смерти наших братьев меньших. И подведем краткий итог. Точка зрения геолога. Мощнейший геологический процесс, о котором я сказал, это выделение водорода из ядра Земли, и с которым связаны землетрясения, извержение вулканов, гибель вот этой биоты, он нарастает. Мы зафиксировали это в озоновых картах, на которых видно, что идет мощное, нарастающее, ступенчатое разрушение озонового слоя. И поэтому весь шлейф вот этих катаклизмов, которые связаны с разрушением озонового слоя, эпидемии, включая то, что вот сейчас пандемии всякие, идет массовое облучение людей ультрафиолетом, которое массово снижает иммунитет. Об этом никто не говорит. Еще раз повторю, землетрясения связаны с выделением водорода. Извержение вулканов – это горячая дегазация Земли. Вот все связаны с разрушением озонового слоя погодные климатические аномалии, включая наводнения, как это ни странно, вот у нас сейчас по всей стране идут. Коллеги, нам выпало жить вот в такую тяжелую эпоху. Уважаемые коллеги, заканчивая вот этот свой спич, хочу сказать, что вот мой опыт изучения природных процессов, которые ведут к катастрофам, привел меня к печальнейшему выводу, что многие наши отечественные исследователи, особенно, так сказать, в области атмосферы, климатологии, не интересуются реальными причинами. Вот мой опыт я просто, так сказать, готов утверждать. Так же, как и во всем мире. То есть, никому не интересен озоновый слой, что с ним происходит. Сейчас неинтересно, влияние озонового слоя на погоду и климат, о чем сказано в Венской конвенции. То есть, в нашей науке климатологии, вот как мы обсуждаем процесс климата, господствует планетарная ложь. И вот я нахожу такой шанс в победе, если участники вот этого международного движения «АЛЛАТРА» поставят своей целью добиваться всепланетарной правды. Я думаю, что это будет самое мощное и серьезное вложение в развитие нашей всей цивилизации. Потому что цивилизацию убивают. А сейчас вообще цивилизационную какую-то контрреволюцию, диверсию собираются устроить, убрать одно, а что насаждать другое, оно еще не готово. Поэтому, коллеги, давайте бороться, взявшись за руки, всем миром, всей планетой, за правду. А потом на основе вот этой правды, когда мы все убедимся в том, что вот сегодня я сказал правду, сказал вещи, в которые можно верить, которые много объясняют, кто-то другой уточнит. Так, но главное, чтобы говорить правду, не корыстную ложь, за которую хорошо платят или за которую ты что-то получишь, а правду, которую человек должен просто говорить, потому что он человек. Вот на этом прощаюсь с вами. Спасибо, профессор Сывороткин. Давайте обсудим еще несколько фактов об очень важной проблеме повышения космического излучения из-за изменений магнитного поля Земли. На сайте Европейского космического агентства есть интересная анимация. Это вот есть синяя зона, южноатлантическая аномалия, зона с аномально низким магнитным полем. И интересно, что с 2015 года эта зона сильно расширяется, и у нее сместился эпицентр сейчас над Кейптауном, и, в принципе, есть разные зоны, южная атлантическая и североатлантическая аномалия, и, в принципе, раньше никто это не мог предсказать, что будет такое развитие событий, и мы 5 лет назад слышали прогноз от ученых, никто ничего этого не ожидал. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что говорила Лиза, что происходят изменения в ядре Земли, и об этом мало говорят.
а потому что на CO2 можно заработать гораздо больше. Спасибо большое, Тали. И дальше мы изучим также очень важную информацию о тех угрозах. И давайте посмотрим коротенькое видео. Шокирующая новость 2021 года, которую вы не найдете в заголовках мировых издательств. Воздух и вода исчезают с нашей планеты. Неизвестное излучение из космоса медленно убивает землян. Медленно? Не совсем. В 2021 году ученые обсерватории Лхасо в пределах Млечного Пути зафиксировали космическое излучение сверхвысоких энергий. Короткие, но очень мощные выбросы радиации происходят, когда плотные нейтронные звезды сталкиваются друг с другом, взрываются сверхновые, либо когда звезды или планеты исчезают в черных дырах. Такое жесткое излучение стремительно разрушает озоновый слой в атмосфере нашей планеты Земля и способно спровоцировать выпадение кислотных дождей по всей планете. Вместе жесткое ультрафиолетовое излучение при отсутствии озонового слоя и обильные кислотные дожди смогут в кратчайшие сроки уничтожить все живое на Земле. Происходит это потому, что магнитное поле Солнца, которое защищает нас от опасных космических лучей, значительно ослаблено, так как Солнце находится сейчас в минимуме своей активности. Именно в тот момент, когда с недр космоса к нам летит смертельная радиация, защита Солнца минимальна. Галактические космические лучи достигают верхних слоев атмосферы Земли и разрушают ее. Это сопровождается усилением вулканизма, землетрясений и экстремальных погодных явлений. Но что самое страшное, мы рискуем потерять кислород и воду. Ведь именно атмосфера удерживает условия для жизни на Земле. Драматичность ситуации добавляет тот факт, что магнитное поле Земли, защитный купол, который оберегает от угроз из космоса, начало трещать по швам. Уже есть огромные области, где-то критически ослабла. Так баронитная аномалия, а по сути энергетическая пробоина, увеличилась до беспрецедентной величины. Она уже достигает западного побережья Африки и продолжает расти. Сила магнитного поля над западным полушарием слабее, чем над восточным, и оно продолжает разрушаться. Также аномально на данный момент скорость дрейфа северного магнитного полюса увеличилась в 6 раз. Кроме того, само магнитное поле стремительно ослабевает. Это говорит о том, что начинается инверсия магнитных полюсов, во время которой магнитное поле на какой-то период может даже полностью исчезнуть. Солнечная защита минимальная, электромагнитное поле Земли ослаблено. Стратосфера, которая сохраняет кислород, уменьшилась из-за нашей деятельности на 400 метров. Чем это нам грозит? Еще немного, и космическое излучение убьет нас всех. Неужели эта новость не заслуживает первых страниц во всех мировых изданиях? Неужели она не заслуживает того, чтобы мы все обратили на нее внимание? Пока наше внимание направлено на зарабатывание денег, гонку за альфа-первенство, конфликты, происходит разрушение жизни и атмосферы. Даже ребенку понятно, что без воздуха мы точно не выживем. Многие люди мечтают полететь на Марс, планету без атмосферы и жизни. Совсем скоро марсианские пейзажи можно будет увидеть на нашей с вами планете. Сохранить жизнь на Земле или оставаться безучастным к ее разрушению. Жизнь или смерть всего человечества. Вот перед каким выбором поставлен сейчас каждый из нас.
Действительно, всем жителям Земли угрожает смертельная опасность. Скоро вся растительность, кислород и воздух могут исчезнуть с поверхности Земли. Прямые лучи гамма-излучения прямо сейчас направлены на нашу планету. И это связано с цикличностью и положением планеты в космическом пространстве. Мы находимся как раз в той точке, когда на нее идет прямой поток галактического космического излучения. И это излучение гораздо страшнее тех солнечных лучей, о которых мы знаем. Оно разрушает все на своем пути. И эта разрушительная сила воздействует на тонкие механизмы Земли, вызывая их саморазрушение. В итоге в недрах Земли возникает огромная активность, выделяется энергия, которая нагревает вулканы, нагревает океаны, пробуждает вулканы, вызывает землетрясения. По сути, это излучение разрушает сердце Земли, ее ядро, но помимо деструктивного воздействия на ядро Земли, оно влияет и на атмосферу. Атмосфера — наша единственная защита. И объем атмосферы в последнее время уменьшается, а значит уменьшается объем воздуха. То есть космическое галактическое излучение, по сути, разрушает нашу Землю как и снутри, так и воздействует на ее внешнюю оболочку, атмосферу. А результат воздействия вы видите у себя за окном. И это происходит именно сейчас, когда все защитные механизмы Земли ослаблены. На нас идут эти смертельные лучи. Последствия их воздействия практически необратимы. Можно говорить о том, что может произойти. Многие люди верят, что можно спастись в бункере под землей. Но ситуация такова, что воздух и вода могут исчезнуть с поверхности планеты. Тогда как же смогут выжить люди? Люди, одумайтесь, что мы делаем? На планете исчезает воздух, а мы продолжаем бороться за территории, власть и влияние. Воздействие галактических космических лучей — это серьезная глобальная проблема. Нужны технологии совершенно другого уровня. Время ценно. Давайте использовать его для поиска решений, разработки технологий. Я выбираю созидательный формат общества и условия, в которых это осуществимо. А что выбираете вы? Спасибо, Анастасия. Это действительно очень важный и острый вопрос, на который каждый человек должен ответить сам для себя. Давайте посмотрим фрагмент из видео с участием Игоря Михайловича Данилова, который поможет с ответом на этот вопрос. Или же мы действительности Ya biz haqiqatda aklimiz bilelikda dunyoning chadilini tushunmaya boshlayarız. Hozirgi vaqtda bu borada ahli odamlar aytadi. Biz iqtisodiyot, geosiyosat, urush va bunga mengzashlar borada görün etmeyariz. Biz bizim odamzod hukmida iyen, yo'q eden, zaharlan va umuman o'ldirilgan alamimiz borada aytamiz. Ammo biz henüz ham bir zatlar etib bilyapmiz. Şeylerlikte ya da biz bir işler ediyariz. Ammo aklimiz bilelikde ya da her kim o'z ishi bilan mashg'ul bo'lsin. Boshqa yo'l yo'q. Bizim çözülmän galan meselelerimizi çözelim. Kimdir bir ağaç ekmedi, kimdir bir jay kurmadı. Gelin kuralım, ağaçların ekeli, jayları kuralım. Men bunun kim üçün değilini düşünmeyərim. Belki boş yürüyenler için emma hengalar, elbette. Emma bu hem uzağa çekmez. Mars'a uçarlar. Bu yerde nämenin bardığını aydiyalar ve biz nämenin bardığını bileriz. Emma jaylar ve ağaçlar yok. Bu takik. Bilýäňizmi? Käbirler elbette Mars'a gitmeyi istek bildirýänlere görplik edýärler. Yani olar gahrymanlar, olar başka planetany görerler. Olar Mars ýaly jansız planetany görerler.
neticesiz görüldük. Eğer de biz hiç zat etmesek, biz onu hemmemiz bile göreriz. Bize hiçbir yere uçmak gerek değil. Biz öz şahsi planetamızı öldürüyoruz. Şeyle değil mi? Мы видим, насколько серьезна сегодняшняя ситуация. Если мы не изменим формат, в котором живем, на созидательное общество, у нас тогда не будет никакого шанса выжить. Дорогие зрители, для меня огромная честь представить нашего следующего почетного спикера. Сатьяджита Пхадхала, известного индийского режиссера телевидения и кино. Кроме прочего, он занимается созданием телешоу, посвященных социальным проектам. Господин Пхадхал, работа, которую он выполняет вместе с мистером Амиром Ханом и всей командой, и той работой, которую вы делаете в фонде Паани, это работа достойна восхищения, ведь вы объединяете людей и помогаете им справляться с последствиями засухи. Это местный пример того, как люди вместе преодолевают трудности. Итак, наша большая честь передать вам слово. Здравствуйте, меня зовут Сатьяджит. Я живу в Мумбаи, Индия. Для меня радость и честь иметь возможность выступить на конференции о созидательном обществе. Никакое внешнее учреждение, никакая технология не сможет решить наши проблемы, если и до тех пор, пока мы не сможем решить основную проблему, стоящую перед человечеством, которая заключается в социальном разрыве, в отсутствии понимания того, что мы по сути все едины. Однако сегодня мы все разделены. Мы разделены по многим направлениям. В этом и заключается основополагающий кризис, с которым мы столкнулись. Если мы сможем решить эту проблему, у нас будет шанс разобраться и со всем остальным. Если мы не сможем решить эту проблему, я не считаю, что наука и технологии смогут когда-нибудь вывести нас из кризиса, с того края пропасти, на котором мы, безусловно, находимся. Поэтому замечательно, что сегодня мы делаем шаги в нужном направлении, и для меня большая честь быть частью этого диалога. Главной проблемой на всех уровнях является проблема изменения климата. Я считаю, что изменение климата — это как слон в комнате. Его невозможно не заметить, и это уже происходит очень быстро. Это не то, что произойдет в будущем, это уже происходит. Мы буквально как... Должно быть, вам знаком пример с лягушкой в воде. История такова, что если опустить лягушку в горячую воду, она немедленно выпрыгивает, потому что она осознает, что вода горячая. Но если поместить лягушку в воду комнатной температуры, которую затем постепенно нагревать, то она будет наслаждаться этой теплой водой. Но к тому времени, как лягушка поймет, что вода опасна, будет уже слишком поздно. У нее больше не будет физической возможности выпрыгнуть. И я думаю, что мы очень близки к такой вот точке кипения. И потребуется вся человеческая изобретательность, чтобы отвести нас от края пропасти, потому что именно там мы сегодня находимся. Не имеет значения, кого мы считаем могущественным. Величайшие военные сверхдержавы мира на определенном уровне считают себя беспомощными, как бы иронично это ни звучало. И это правда, потому что наша планета Земля сейчас проходит через кризис. И если все человечество не объединится, не придет к согласию хотя бы в этом вопросе, то мы попросту не сможем выкарабкаться из этого кризиса. Но как человеческие существа мы еще недостаточно объединены. Мы будто бы победили законы природы, но так и не пришли к пониманию нашей собственной природы, нашего естества.
Кто же мы? Как биологический вид мы уже живем взаймы. Сейчас мы видим, как климатические изменения проходят точку невозврата. Во многих странах мы видим, как состояние окружающей среды, в которой каждый из нас живет, ухудшается и становится все более непредсказуемым. В Бомбее ураганы, которых у нас никогда не было. Так что на многих уровнях, я думаю, каждый человек во всем мире чувствует, что мы живем в период неопределенности, который является беспрецедентным. Все внутригосударственные решения терпят неудачу, и они будут провальными, вне зависимости от того, идет ли речь о здоровье, о глобальном потеплении, или же это касается экономики. Они не понимают, как вообще об этом сказать людям. Я лично глубоко убежден в том, что выживание всего нашего вида зависит от того, сможем ли мы объединиться, найдем ли мы путь, основанный на диалоге, доброте, любви, на преодолении страха принятия различий. Мы либо сможем это сделать и выжить, либо же мы, безусловно, вымрем как вид. И, несомненно, это не является чем-то непредсказуемым. Не нужно быть ученым семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать это. Ну, очевидно, что роль СМИ возрастает, потому что СМИ могут охватить большую аудиторию за один заход. Такой уровень неотложности может быть достигнут только в том случае, если он станет доминирующей эмоцией гражданского общества. Пока нам не удалось достичь такого уровня неотложности и осведомленности в общественном сознании. Конечно, СМИ играют определенную роль в этом процессе, но очевидно, что все слои общества должны быть в это вовлечены. Этим должны заниматься родители, этим должны заниматься школы и колледжи. Это то, чем должны заниматься политики у власти. Это то, что должен делать каждый из нас. Я впервые сотрудничаю с проектом «Созидательное общество», и мне, безусловно, очень по душе эта идея. Когда люди из всевозможных кругов общества встречаются, чтобы поднять на повестку дня общие проблемы, с которыми столкнулись мы как человечество, или как часть природы, или бытия, с какой бы стороны мы это ни рассматривали. И я считаю, что это крайне важная инициатива. Спасибо большое, господин Бхаккал, за поддержку созидательного общества. А сейчас я хочу предоставить слово Ее Королевскому Величеству Наде Хи. Она является послом Международной комиссии прав человека, консультант Рокфилд колледжа наук и основательница организации USS Row One. Приветствую всех! Алоха! Салам алейкум! Намасте всем! Меня зовут Королева Надя. Я обращаюсь ко всем вам с призывом принять участие в движении «Созидательное общество». Потому что, во-первых, это движение мне очень дорого. Это замечательная команда людей. Они выполняют огромную работу по всему миру. Их цель — объединить всех людей, сплотить их, возродить человечность и создать стабильные условия для всех. Поскольку у меня такие же цели, я нашла семью в созидательном обществе. Вместе мы сила. Знаете, когда я смотрю на этот мир, я вижу, что везде одни кризисы. У нас есть проблема бедности, насилие над человеком, несоблюдение прав человека, проблема того же ковида, проблема агрессии. Мы развили сознание, в основе которого эго. Вследствие этого мы полностью изменили нашу среду обитания своим отношением, коррупцией, насилием, своим осуждением, агрессивностью. Мы просто разрушили этот мир. Что касается изменения климата,
Если мы не несем любовь на этой планете, если мы не несем солидарность и объединение, ученые ничего не смогут сделать. Если мы будем продолжать в том же духе, это приведет к вымиранию человечества. Мы уничтожаем друг друга, ведь мы не поняли, в чем именно заключена наша истинная сущность. Я хочу поблагодарить всех участников Созидательного общества за ту большую работу, которую они делают. Объединить всех вместе, принести людям мир, поделиться любовью и бороться за справедливость. Вот что нужно нашему миру. Что мне нравится в Созидательном обществе, так это то, что все расширяют горизонты, потому что хотят измениться. Все хотят любви и мира, и Созидательное общество делает это возможным. Мы понимаем, что без этого единства невозможно ничего. Спасибо большое, королева Надя Харахири, и это удовольствие знать, что понимать, что вы с нами. И сейчас я хотела бы представить следующего докладчика, сэра Патрика Бежу. Он является послом ООН по вопросам мира во всем мире, старший судья по банковским выкупам Международного суда и Международного уголовного суда, инвестиционный банкир, управляющий фондами. Которую вы и ваша организация оказываете миру в целом этой замечательной миссии, связанной с Созидательным обществом. Я видел много из того, что вы сделали, и без сомнения я вам аплодирую. И сегодня я бы хотел видеть весь мир, всех людей на Земле в Созидательном обществе. Как вы знаете, я являюсь послом ООН, я выступаю в защиту прав перед всеми правительствами, я разговариваю с премьер-министрами и президентами. Я выступаю в защиту этого в Международном суде. И я не думаю, что люди действительно понимают серьезность опасности в связи с изменением климата. Итак, вы задаете вопрос, какова законодательная позиция в отношении вопроса миграции в случае стихийного бедствия или его потенциальной угрозы. Закон гласит, что вы не можете просто собраться и поехать в ту или иную страну только потому, что считаете, что в вашей стране наступил голод или чума. Правовая позиция должна быть такой, что в случае бедствия, спровоцированное человеком или инициированное, скажем, Божьим промыслом или природой, мы должны в таком случае будем открыть границы, чтобы люди смогли спастись и получить помощь на другой территории. Но в настоящее время закон не позволяет этого. Вопрос заключается в том, что будь то катастрофа или мировой кризис, но границы страны закрыты с целью сохранения ее собственной целостности, безопасности и по ряду других причин. Эти страны самоизолируются. Я хотел бы видеть изменения, что в моменты кризиса у нас были открыты двери, чтобы поддерживать всех наших соседей. Потому что человечество в своей основе — это однорасовая раса, независимо от национальности.
культуры, вероисповеданий и так далее. И мы должны поддерживать друг друга, особенно в кризисный момент. Человечество может стать просто далеким воспоминанием. Жаль, что люди ставят памятники сами себе, когда на самом деле, в конечном счете, не останется никого, кто бы их вспоминал. Дайте детям, нашим детям шанс выжить в этом мире, на этой планете, в которой мы когда-то наслаждались и могли бы наслаждаться. Давайте не будем разрушать их наследство. Давайте действовать уже сейчас. Сейчас самое время, не завтра, сейчас самое время принять меры в отношении того, что несет колоссальные разрушительные последствия, если люди не обратят на этого никакого внимания, на изменение климата. Я не знаю, сколько еще раз я должен сказать об этом ученым, членам Организации Объединенных Наций, правительствам. Проснитесь, проснитесь, скорее, пока не стало слишком поздно. И знаете, они не могут отвернуться и сказать, что им ничего не говорили. Они не могут сказать, что их не предупреждали. Вещи, о которых я сказал, весьма серьезны. И я хочу, чтобы созидательное общество продолжало свое знаменательное движение, провозглашало свою миссию и продолжало расти, чтобы в конечном итоге, благодаря количественному перевесу, мы изменили мир. Я призываю всех действовать в этом направлении, стать частью созидательного общества. Присоединяйтесь к этой инициативе. Послушайте, прислушайтесь к тому, что они говорят. Если вы не прислушаетесь, последствия будут печальны. Эти люди, они действуют, им не платят за это. Они делают это, потому что им не безразличен наш мир. Они хотят видеть перемены. Они тратят и посвящают этому делу все свое время для того, чтобы правительства, судьи, такие как я, приняли это во внимание с точки зрения закона и моей позиции посла Организации Объединенных Наций. Люди, прислушайтесь к мнению люди прислушиваются к мнению официальных лиц. Они услышат тот факт, что даже люди с моим положением, коллеги в ООН, коллеги-судьи, стремятся изменить ситуацию к лучшему. Я обращаюсь к правительствам, я обращаюсь к лидерам, я обращаюсь к вам, человечество, принять решение сейчас, пока не стало слишком поздно. Почему вы не понимаете этого? Почему вы не понимаете всей важности этого? Это будет конец для человечества, если мы не прислушаемся и не последуем в направлении, если мы не прислушаемся и не последуем в направлении созидательного общества. Спасибо. Спасибо, господин Бижу, за ваше обращение и за то, что вы сегодня с нами. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня с нами, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Давайте вместе посмотрим следующее видео. Уверена, что оно не оставит никого равнодушным. Задумывался ли ты когда-нибудь, что могут случиться обстоятельства, при которых тебе придется внезапно покинуть свой дом, свою квартиру, свой город? Покинуть навсегда. И причина этому станет не путешествие, не отпуск и не плановый переезд.
а необходимость выжить. Беженец. Наверное, чаще всего это слово ты слышал из новостей. А думал ли ты, что рано или поздно таким беженцем можешь стать ты сам? Ведь климатические катастрофы не знают границ, социальных статусов и расписаний. Только за 2020 год 82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. А это население таких стран, как Германия или Турция. Это больше, чем все население Великобритании или Франции. Беженцы — это люди, которые бегут от смертельной опасности. Но сегодня им бежать некуда. Их жизнь подвергается угрозе и риску везде, где они оказываются. Среди них миллионы людей, климатических беженцев, не имеют никакой защиты со стороны закона. Ни Конвенция о статусе беженцев, ни международное законодательство не обязывают страны принимать климатических беженцев. Комитет ООН по правам человека 21 января 2020 года заявил, что страны не могут депортировать лиц, которые сталкиваются с условиями, вызванными изменением климата. Заявил, но отказал в удовлетворении первой в мире жалобы, поданной Иоанне Тейтиоте, о том, что Новая Зеландия нарушила его право на жизнь, депортировав в родную страну Кирибати. После депортации семьи Иоанне у одного из его детей произошло серьезное заражение крови. Климатические беженцы – одна из самых бесправных категорий людей на нашей планете. Законы многих стран предусматривают наказание за бесчеловечное отношение к животным, но абсолютно не защищают людей, которые чудом выжили в результате стихийного бедствия и оказались на улице без средств к существованию. Ежедневно погибает один ребенок из числа мигрантов и беженцев. Марк Локок. Каждый день я получаю сообщения о том, что маленькие дети и груднички умирают от холода. Только представьте, каково горе родителя, убежавшего от войны, чей ребенок у него на глазах замерзает до смерти. Мы строим приюты для бездомных животных, но отказываем в помощи людям, оказавшимся в беде. Мы не только не помогаем этим людям, по отношению к беженцам допускается любое насилие. Многие государства проводят политику сдерживания, пытаясь любой ценой не допустить беженцев на свою территорию. По данным ООН, десятки тысяч людей были оттеснены пограничными властями в Европе с применением насилия. Пандемия усугубила ситуацию с беженцами. Согласно официальной информации, ужесточения по пересечению границ помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономических кризисов и экологических катастроф. При этом интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне. С 2015 года проявления насилия на границах стали более изощренными, а с 2020 года, по сравнению с предыдущим, число пыток увеличилось. В специальном отчете сети мониторинга пограничного насилия VVMN о пытках за 2020 год содержатся данные из 286 свидетельств о насильственных действиях. Жестокие избиения в течение 6 часов, травля полицейскими собаками, раздевание людей, сжигание их одежды, а затем выталкивание их обратно через границу, полностью в обнаженном состоянии. Группы до 80 мужчин, женщин и детей насильно раздевали догола и помещали в одну комнату.
Жестокие избиения и выброс жертв в воду приводили к тому, что люди пропадали без вести. Вот лишь пару цитат жертв. Они стреляли рядом с нашими ушами, чтобы запугать нас. Они ни о чем нас не просили, они просто начали нас избивать. Они нашли в наших сумках кетчуп и майонез и намазали им наши раны. В декабре 2020 года была опубликована «Черная книга противодействия». На 1500 страницах задокументировано ужасающее насилие, от которого пострадали более 12 тысяч человек от рук властей на внешних границах европейских цивилизованных стран. Международное объединение Oxfam в 2018 году опубликовало похожий отчет. Полиция содержала детей в возрасте 12 лет в камерах без воды и еды, вынимала сим-карты из мобильных телефонов, меняя возраст в документах, незаконно возвращала их через границу, отрезала подошвы с их обуви, чтобы они не пытались вернуться обратно. Есть четкие свидетельства роста сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и девочек, как во время, так и после стихийных бедствий. Зафиксированы множественные случаи сексуального надругательства над детьми, повышенному риску насилия, эксплуатации и жесткому обращению подвергаются и пожилые люди. В нашем обществе человек, потерявший свое имущество, место жительства, теряет право на защиту и жизнь. Лагеря беженцев ужасают своими условиями. Вот что рассказывает о лагерях беженцев Фабрицио Карбони, директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста на Ближнем и Дальнем Востоке. Палатки кишат крысами, источники воды загрязнены фекалиями, а у жителей диагностирован туберкулез, чесотка и посттравматический стресс. Сотни детей, главным образом мальчиков, некоторым из них всего лишь 12 лет, содержатся в тюрьмах для взрослых, где им просто не место. Таковы реалии нашего потребительского общества, в котором мы живем. Учитывая тенденцию нарастающих климатических катастроф, ты уверен, что завтра стихия не придет в твой дом? Ты готов оказаться на месте этих людей? Или будем вместе что-то менять? В потребительском обществе никто не ценит жизнь человека. А в созидательном обществе главная ценность — жизнь человека. Нет, это не голливудский фильм ужасов, не извращенный результат больной фантазии писателя или какого-то режиссера. Это реальность. Это горькая, выворачивающая наизнанку душу реальность. До какой же деградации нашего общества мы дошли? Хотел бы кто-то из нас, смотрящих сейчас эту конференцию в теплых комнатах, на удобных диванах, оказаться на их месте? Или чтобы наши дети оказались? А сегодня нам были представлены неопровержимые научные факты о том, что то, что сейчас происходит с климатом, это только начало. И сейчас, откровенно говоря, климатическая миграция еще не такая масштабная. Планета начала разрушаться, но будет разрушаться еще больше. И в каком мире мы окажемся, если ничего не изменим? Подумайте сами, мы все разумные люди. Вы можете сложить факты. Все больше и больше людей будут попадать в эти нечеловеческие условия. С нарастанием масштабов
этих климатических катаклизмов, которые мы с вами вот уже в июне и июле 2021 года все вместе наблюдали по телевизору, понятно, что будет пропорционально нарастать количество климатических беженцев. А значит, будет нарастать ужас, который мы только что увидели. Также абсолютно несложно понять, что условия для беженцев в текущем формате общества будут становиться только хуже и хуже во всех смыслах. И агрессия, и нечеловеческие условия выживания будут расти пропорционально количеству пострадавших и пропорционально масштабам разрушения инфраструктуры. И если то, что мы сейчас с вами увидели, это жуть, это боль каждого неравнодушного человека, боль матерей, боль родителей, то какими словами можно описать перспективы? Апокалипсис? И самое опасное сейчас думать, что с тобой такого не случится. Мы ведь все в одной лодке. И не стоит думать, что какие-то беженцы придут к тебе. Вполне возможно, тебе самому, твоим детям придется мигрировать. А на нашей планете сегодня нет ни одного гарантированно безопасного места. Ни одного. И поняв это, вот мы тогда сможем перестать играть и заниматься глупостями. Тогда мы сможем объединиться. Потому что сегодня, как никогда, нам нужен весь научный, планетарный потенциал для того, чтобы спасти людей. Но мы должны быть к этому готовы заранее. Заранее, а не когда уже будет слишком поздно. А это возможно только в формате созидательного общества. И это уже понятно каждому. Здравствуйте. После увиденного у меня возникла следующая ассоциация. Давайте представим наше общество как единый организм и сравним его с человеческим телом. Это похоже на то, что мы отрубаем себе левую руку в надежде, что правой будет больше места. Это абсурд. Вместо того, чтобы решать проблему совместно, мы отгораживаемся от людей, которые оказались в беде, в надежде, что наша жизнь будет комфортнее. Нам навязали ложную систему ценностей, а мы ее поддержали. И вот к чему это приводит. Для меня также шокирующим стал пример на Гаити. Там 12 января 2010 года произошло мощнейшее землетрясение. Самое страшное, что огромное количество людей погибло не в результате стихийного бедствия, а в борьбе за кусок еды и глоток воды. Я побывал там спустя 3 года после катаклизма. Работал на морском судне, на котором мы привозили туда рис. Мне навсегда запомнилась картина, как под покровом ночи голодные люди пробирались к конвейеру с рисом, а вооруженная охрана их отгоняла. Мы привозили туда рис, а соседние суда подвозили танки, чтобы сдерживать население. За пределы порта выйти было невозможно, потому что тебя похитят. У входа в сам порт толпилось огромное количество людей в ожидании работы за еду. И это спустя 3 года после катаклизма. Также известны случаи, когда люди убивали друг друга за рис. Глядя на них тогда, я даже и подумать не мог, что скоро мы все будем такие. Им хоть рис подвозили, а нам никто ничего не привезет. Утратив все в отсутствии еды и воды, и мы такие будем. И будем у друг друга из животов органы вырезать. И есть друг друга будем. Есть сомнения? Посмотри примеры в современной истории. Бытует мнение, что беда нас всех сплотит. Но правда такова, что в экстремальных условиях в человеке активируется то, что доминирует в нем каждый день. Оглянись вокруг и обрати внимание,
как мы ведем себя сегодня, что в нас доминирует каждый день. Проблема климатических беженцев не нова, но до сих пор отсутствует правовое регулирование этого вопроса. Даже статистики не ведется по точному количеству людей, нуждающихся в помощи сегодня. Звучат заявления, что странам необходимо принимать климатических беженцев, но на деле их вместе со своими семьями депортируют обратно в страны, непригодные для жизни вследствие изменения климата. Кто должен поднимать эти вопросы? Разве не мы с вами, люди? Ведь если мы соглашаемся с тем, как поступают с другими, значит мы согласны, чтобы так поступали с нами. Сегодня самый главный кризис – это кризис человечности. И на карту поставлена наша с тобой жизнь. Поэтому стоит приложить максимум усилий. Мы с тобой в ответе за тот формат, который поддерживаем. Стоит отметить, что говоря о беженцах, мы всегда подразумеваем кого-то и где-то далеко. Но сегодня, говоря о беженцах, учитывая то, что происходит с климатом, я говорю о нас с тобой. Да, ты все правильно услышал. Ты когда-нибудь терял дом? Лишался привычной жизни и повседневных комфортных ритуалов? Семейного ужина, посиделок в интернете, горячего душа и теплой уютной кровати? Так вот представь, что лишившись всего этого, ты вынужден будешь вместе со своими близкими выдвинуться на поиски ночлега, еды и воды. И окажешься среди незнакомых людей. И это хорошо, если они тебя понимают. А если нет? Вот здесь-то и стоит задаться вопросом, а что будет с нами, если нынешние примеры с беженцами шокируют? Что будет с нами в таком обществе, где человек – это всего лишь цифра в отчете? Поэтому, пока еще не поздно, нам стоит взглянуть друг другу в глаза, понять, что нам нечего делить, и пожать друг другу руки. Да, времена сегодня непростые, но мы способны, откинув все предрассудки, объединиться в общей цели и построить созидательное общество. Укрепить фундамент настоящих ценностей, вернуть все с головы на ноги и вместе подготовиться для того, чтобы достойно и безопасно пройти эти времена. Только в таком случае тебе абсолютно ничего не угрожает, в каких бы условиях мы ни оказались по причине глобального изменения климата. Спасибо. Большое спасибо, Денис. Очень важно, чтобы люди не молчали. И после информации, которая была озвучена сегодня, как вы можете молчать о том, что происходит в нашем мире? Но нас давно приучили следовать чужим абсурдным решениям, верить навязанной лжи и никогда не задавать вопросов. Но пришло время, когда нужно сказать правду. И сейчас я хочу передать слово Арману из Казахстана. Да, друзья, то, что было сказано, это шокирует. То, что мы услышали, это серьезный повод задуматься нам всем. Потому что это действительно касается каждого жителя планеты Земля. Как неоднократно сегодня говорилось, мы настолько разрушили Землю, что реанимировать ее можем только мы. Что сама по себе планета не восстановится, ситуация не будет лучше становиться. Кто-то может думать, ничего, какая-нибудь жизнь ведь останется, пусть даже и не будет людей. Если вы радуетесь тому, что выживет тихоходка и какая-нибудь инфузория-туфелька, и вам не жалко 8 миллиардов людей, то ничего другого не скажешь, кроме того, что только идиот может так думать и радоваться этому. Останется инфузория туфелькой плесень. Мы что, плесень? Такие люди хуже Иуды. Они даже не Иуды, они те, кто продали Иуду. Каким надо быть идиотом, чтобы допустить такое? Таких людей, кто вот так говорит, послать бы туда, где все рушится. Будут ли они там так думать и радоваться?
Почему-то они радуются, когда беды касаются других людей, но не их самих. Давайте вместе обратимся к Москве и такую плесень человеческую отправим на Марс. Пусть радуются там. Также хотелось бы немного сказать касательно тех, кто смеется, троллит эту правдивую информацию, или кто сидит на диване и сам ничего не делает, но только критикует, или же издевается над теми, кто действует. Так называемые диванные критики, диванные ученые, диванные умники. И у меня вопрос к каждому здесь присутствующему человеку. Скажи, вот ты бы хотел, чтобы ты, твои дети, твои родители, твои родственники, друзья, все дорогие тебе люди погибли из-за этих глупцов и лжецов, сеющих раздор и споры. И именно поэтому у этих лицемеров вызывает недовольство то, что делают участники «АЛЛАТРА». Потому что в «АЛЛАТРА» говорят о реальных и серьезных вещах. А духовные аспекты они объединяют. Поэтому жрецы против, потому что мы говорим правду. Против правды те, кому выгодна ложь. Но каким надо быть идиотами? Неужели непонятно, что вам же самим негде будет доживать вашу старость? У нас не будет цветущей планеты, а будет Марс. Мы говорим вам об этом и призываем всех объединиться, чтобы этого не случилось. А вы смеетесь. Смеетесь. Смеетесь дальше. Но слушайте, где вы будете? Ведь ваш пир — это пир во время чумы. Но из-за вас мы все здравомыслящие люди этого мира можем погибнуть. Из-за вас, эгоистов. Из-за вас, разделяющих нас. Ведь вы разделяете нас. Согласно древнему принципу «разделяй и властвуй». Разве вы объединяете нас в религиозности? Бог един, и все пророки от Него приходили и истину приносили. Посмотрите позапрошлую конференцию. 20 марта она проходила, и вы все поймете. А все остальное это сопротивление. Поэтому сегодня должна звучать правда от жрецов, от политиков, от всех. Правда о том, что если не объединимся, то начнем грызть горло друг другу. Будем есть друг друга. Разве не сказано в религиях об этом? В наших религиях об этом сказано теми, кто знал правду. Но лицемеры против этой правды. Поэтому она подрывает их власть. Но что сказано в Коране об этих лицемерах, сеющих нечестие и раздоры? 2 сура, 10 аят. В их сердцах болезненная зависть и ненависть к верующим, а также испорченная вера. Аллах же увеличил их заблуждение и зависть победой истины. Их ждет в земном мире и в будущей жизни мучительные наказания за то, что они лгут и отрицают истину. А ведь сегодня как никогда важно, чтобы мы сплотились и были как единый, сплоченный организм. В этом суть «АЛЛАТРА» — спасение всего человечества, объединение человечества перед лицом общей беды, той катастрофы, которая ждет всех нас. Если мы ничего не изменим. Проблема еще в том, что нас веками отучали верить в себя, в свои силы, в свой потенциал. Но мы в силах изменить и это. Разве
сегодняшняя конференция не является тому доказательством. Мы, сами люди, организовали такую конференцию, подобно которой не могут организовать даже крупнейшие государства. И Всемирная организация с их многомиллиардными бюджетами, а мы, люди сами, своими силами сделали это. Почему? Потому что мы понимаем важность происходящего, важность нашего объединения и важность построения созидательного общества. А также мы понимаем важность того, что люди услышали эту информацию, все люди, чтобы даже те, кто сегодня обманут, дезорганизован или дезориентирован информационной ложью, чтобы даже эти люди осознали и поняли тот факт, что если каждый из них после этой конференции идет на работу и продолжает разрушать мир, так словно ничего не изменилось, то ничего хорошего из этого точно не будет. Но если каждый завтра, идя на работу, поделится этой информацией со своими коллегами, расскажет об этом своим родственникам, друзьям, то он уже становится частью процесса изменения мира к лучшему. Потому что есть только один вариант решения нашей общей проблемы выживания — это созидательное общество. Как только меняется формат, то весь технический прогресс начинает служить всем людям на Земле. Не отдельной кучке людей, которые используют технический прогресс в своих узкокорыстных интересах и смотрят на нас как на рабов, а всему человечеству служить. Простой пример. Как говорится, не надо далеко ходить. Пандемия. Сколько миллионов смертей. Миллионы людей оказались за чертой бедности. И при этом на этой теме появилось 8 новых миллиардеров. Разве это не ужасно? Разве это не постыдно? Вся беда и проблема в том, что идет борьба за то, чтобы быть альфой, быть самым богатым, самым главным, самым, что заставляет их жрать 3 горла. Ведь человек не бегемот же, не может 10 буханок съесть, накопить, чтобы внукам досталось. А кто внуки? Тихоходки внуки или плесень? Что будет с внуками, если все будет идти в том же русле? Или же по факту деньги эти им не нужны? Пользу от этого они точно не увидят. Поэтому сегодня каждый человек, который действительно хочет сделать добро своим детям, потомкам, должен сделать максимум от него зависящий для построения созидательного общества. Потому что сегодня вопрос стоит о выживании человечества в целом. Благодарю за внимание и передаю слово следующему спикеру. Thank you, Arman. You're absolutely right. If we take an honest and open-minded... Спасибо, Арман, вы абсолютно правы. Если честно и непредвзято посмотреть на сегодняшнее положение, то тупик общества потребления очевиден. Мы катимся с горы в пропасть, и никто не хочет остановиться. Мы видим, мы понимаем, мы знаем, но мы продолжаем катиться. И мы молчим, потому что говорить неприемлемо. Для кого неприемлемо? Посмотрите на то, что уже происходит. Подсчитайте, как нарастает разрушение. Все ссылаются на то, что власти ничего не хотят. Но кто такие власти? Кто такие власти? Это обычные люди. Мы избираем их, поэтому несем за них ответственность.
Что они могут сделать? Даже если правители всех стран соберутся вместе, они ничего не сделают. Пусть они остановят хотя бы одну катастрофу. Остановят ли они землетрясение с помощью денег? Будут ли они собирать доллары и заполнять ими вулкан? Это глупости. Что они хотят, чтобы мы сделали? Перестать производить СО2, посадить деревья? Какая от этого польза? Это все сказки. Океан уже производит СО2. Какая от этого польза? А тропические леса уже начинают вырабатывать углекислый газ вместо кислорода. Они мутируют быстрее, чем мы. Мы можем дышать углекислым газом? Не можем. Мы можем жить при радиации? Нет, не можем. Как мы выживем? Мы дошли до точки абсурда. Мы сосредоточены на том, что для выживания нам нужны деньги. Но мы забываем, что мы не можем выжить без воздуха, без чистой воды. Мы уничтожаем и потребляем ресурсы планеты, не думая о том, что мы оставим нашим детям. Мы оставляем им в наследство дома и деньги. Они что? Будут они пить деньги вместо чистой воды? Где будут эти дома завтра, если планета будет уничтожена? У индейцев Северной Америки есть пословица. Если вы заметили, что едете на мертвой лошади, важно ее сменить. Сейчас мы едем на мертвой лошади. Она катится вниз по инерции. Это мертвая лошадь, на которой мы все сидим. В желании выжить из нее максимум ради личной пользы, краткосрочной выгоды, мы можем утратить наш последний шанс. Проблема в том, что мы все это знаем, но продолжаем так поступать и не хотим ничего менять. По привычке, из-за денег. Мы продаемся, каждый хочет устроиться получше. И именно это мешает нам быть человечными. Как только появились деньги, начало стремительно развиваться потребительство, и оно вытравило из нас все человеческое. В обществе потребления все строится вокруг этого. Если у тебя нет денег, ты умрешь и ничего не сможешь сделать. А деньги дают блага. Еще немного, и все увидят, какие эти блага на самом деле. Скоро все будут голодными, боссами и голыми из-за потребительства, при котором каждый хочет быть самым сильным на мертвой лошади. И этот абсурд у всех в головах. Все видят, что происходит, но при этом продолжают делать глупости дальше. Если мы слишком поздно опомнимся, то ничего, никто и ничто не сможет остановить катастрофу. Мы с вами у разбитого корыта на дохлой лошади. Неужели мы будем бороться за кусок хлеба на мертвой лошади? В конце концов, мы понимаем, мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем всему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами. Все говорят об этом в кулуарах. Слава Богу, что мы можем говорить об этом открыто. Почему мы должны это скрывать? Какой в этом смысл, если это касается всех? Если мы еще можем что-то сделать, стоит ли нам молчать в угоду общества потребления? Нам не нужны войны и катастрофы. Мы просто умрем, потому что планета вымирает. Это один из вариантов. Другой вариант. Сначала мы все окажемся на улице, потому что нашу работу будет делать
искусственный интеллект. will be lived only by the few. В прекрасном мире будут жить только те немногие, кому позволит Эль. Таких менее 1%, а остальные будут желать смерти. Такова реальность, которая нас ожидает. Нужно быть идиотом, чтобы этого не видеть. Но есть и другой вариант. Это созидательное общество, в котором наивысшей ценностью является жизнь каждого человека. И это не новая идея. Заратустра, Будда, Христос говорили об этом 6000 и 1500 лет назад. Все пророки мечтали о созидательном обществе и говорили, каким оно должно быть. Созидательному обществу нет альтернативы. Пророки учили нас, что человеческое общество должно быть основано на любви и уважении к друг другу. И нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Так что же мы выбираем? Спасибо. А сейчас я хотел бы передать слово Ирине. Здравствуйте. Я обращаюсь к вам, к жителям планеты, как к совести Земли. Время начало отчет. По нам уже звонит колокол. Вы слышите его? Когда перед нами проходят эти страшные кадры увиденного и картины настоящего и ожидаемого будущего, где не будет избранных перед лицом уничтожения. Планета в агонии, но мы разучились слышать голос нашей планеты. Так же, как мы разучились слышать и слушать друг друга. Мы безразличны друг другу и событиям за окном. Но разве мы всегда были такими бесчувственными? Или существующая система сделала нас подобными за многие века? Потому что долгое время в нас воспитывали рабов. Но мы начинаем просыпаться, чтобы понять, если страшное ожидаемое осуществится, кто тогда выживет? Ответ прост – никто. Элита будет также стерта с лица Земли глобальными катаклизмами. И у нас один путь к спасению – в объединении. Но важно понимать, что при сохранении нынешнего потребительского формата проживания мы не решим этот вопрос никогда, так как в подобном формате в обществе все находятся в противостоянии, в недоверии, ссоре. Но простите, кто все? Это они, всемирные сценаристы зла, навязывающие нам свои фатальные сюжеты. Они находятся в ссоре, но не мы с вами. Те, кто диктует нам, как жить, кто скрывает от нас правду, делит наши доходы, наши земные блага и никак не насытятся тем, что имеют, и не насытятся никогда в потребительском формате, где деньги считаются первым и единственным благом. И вот такую правду надо озвучить. Только эта правда поможет нам увидеть реальность, без изменения которой у нас нет будущего. Это конец рода человеческого, конец еще одной потерпевшей крах цивилизации, конец планете Земля. И неужели даже это не протрезвляет? Пробудитесь, ведь все наши ссоры и непонимание — это просто ничто, это ерунда по сравнению с тем ужасом, который грядет. И когда мы осознаем, что у нас нет абсолютно никаких возможностей выжить в потребительском формате общества, только тогда мы обретаем шанс на спасение. Правда в том, что только одна спасательная и действующая модель управления обществом уже существует, и она решает все проблемы. Эта модель готовая, она реальная,
и рабочее, и она называется «Созидательное общество». А любые попытки скрестить созидательное общество с потребительским безрезультатны, потому что они ни к чему не ведут. В потребительском формате мы все люди будем стремиться только не к интересам общества, а прежде всего к насыщению своей собственной жадности и альфа-эго. Это и есть корень всего зла и основная причина нашего самоуничтожения в потребительском формате. И сейчас мы на грани катастрофы. А промедление смерти подобно. Ибо здесь нам приходится выбирать между жизнью и смертью. Как загнанным в угол героям из прошлых кинофильмов о разбойниках, кошелек или жизнь. Но это не кинофильм, это беда, и она грядет. Так давайте же мы откажемся от старого, умирающего мира иллюзорного комфорта, который, разваливаясь, пытается нас всех утащить за собой в пропасть, обманывая и заверяя, что все будет хорошо. Нет, друзья мои, уже ничего не будет хорошо. Так давайте откажемся от старого мира и выберем новый мир, без страха, дарующий нам жизнь и спасение, здравый смысл и закон совести, как главный духовный камертон и главный духовный инстинкт нашего существования, как людей, не униженных, не уничтожающих, не разрушающих, а созидающих. Потому что мы этого достойны сейчас, сегодня и всегда. Благодарю вас, и теперь я бы хотела попросить вашего особого внимания перед тем, как представить фрагмент из передачи «Будущее», это касается каждого, с участием Игоря Михайловича Данилова, и понимая, что мы находимся в финале нашей уникальной конференции, мы находимся в разных уголках Земли, в разных часовых поясах. Но, пожалуйста, настройтесь и войдите в резонанс, потому что сейчас прозвучат самые, пожалуй, Простой пример. Әхлі адам, хатта ярамаз экологиясы ve ören köp CO2 bolanların düşünmeyi için misal getireyim. Men yönekey nusxada sarp edicilik görünüşte yukarı gımmatlığın pul bolup duruyandığını an getirişte bolsa, bu adamın ömrü düğün aydayım. Hava, menin dostum, adamın ömrü. Senin çağların ve senin eceğin, şeyli hem bizim ömrümüz, ähli adamların ömrü. Bu hem munda kurulya. Başkaça çemeleşmeye başlarız. Başkaça fikirlenip bileriz ve ähli zadı başkaça paylap bileriz. Şeyli hem bizim amala aşırılıp bilecek, emma bilelikte amala aşırılıp bilecek mümkünçülüklerimiz dörer. Manisi munda cemlenye. Опять-таки все, как было, так и осталось. Ya da buna qaramazdan ähli zat boluş yal qalar. Ozalk yal yaşarız, gün şöklesini saçmağı devam ederiz ahir. Çıkkan asman gök, ot yaşıl, näme üçün ütkeşmeler gerek. Bunun yal hem etmek bolya. Ähli zadı bizim özümüz çözýäs, dostlar. Bizim saylavımıza bağlı. Biz häzir yaşamak bilen biz ahirki nesil. Biz sarp edicilik görünüşte dozakta yaşayan ahirki nesil ve an getiriş cemgiyetin cennetine girecek birinci nesil. Ya da biz sarp edicilik görünüşte cennette yaşayan ve şol sarp edicilik görünüşte ertirk. Gün bize garaşan hakikatta girecek ahirki nesil. Kim bolacağımızı biz çözeceğiz, dostlar. Näme diýjek bolýan bilýäňizmi? Hadisanın islendik ösüşünde geljekde bizim haýsy ýol saýlajaktygymyza bagly bolmasdan bizde garyplar
şeýle hem baylar bolmaz. Biziň ähilimiz deň bolarys. Emma bu bir ýagdaýda, bu ajaýyp dünýä bolar. Başga ýagdaýda bolsa, biziň şahsy perwaýsyzlygymyz, ereketsizligimiz bilen biziň siziň bilen keskitlejek ähli adamlaryň ykbaly bilen deň bolarys. Haýsy ýol bilen gitjegimizi biz saýlamaly we biz çözmeli. Biz saýlamaly, emma her kim aýratyn saýlamaly. Egerde biz ýetirmesek ve ähli adamzat oyarmasak, biz hiç bir zat çözmeriz. Biziň özümüz başarmarız. Biz öz gemimizde, öz derýamyz boýunça bu sarlawykdan yüzüp gitmeýimiz üçin biz bilelikde yüzmeli. Bu wajyp. Egosentrizmiň wagty geçti. Birleşme üçin wagt geldi. Bu ajaýyp wagt. Her birimiz üçin ulalmak ve öz ömrümüze jogapkärçiligi çemeleşme üçin wagt. Senin kim diýeni saýlama üçin wagt. Adam ya da jandar. Eger de sen adam bolsaň, onda sen biziň jemgyýetimiziň ähli adamzadyň bir bölegi. Eger de sen jandar bolsaň, onda sensiz biz hem jandara öwrüleriz. Kim bolmalydy we biziň ýaşamalydygymyz ya da ýaşamaly däldigimiz betbatynda her birimiz saýlap etmeli. Bilýäňizmi? Nazariýetde. Bolmalymy ya da bolmaly däl. Bu saýlawy hem şu pursatda biziň her birimiz edýäs ya da etmeýäs. Emma netije biziň saýlawymyz. Biziň her birimiziň saýlawy boýunça bolar. Дорогие друзья, сегодня состоялось событие мирового значения. Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого, на которой были освещены многие острые проблемы современности. Рассмотрены причинно-следственные связи катастроф и кризисов, которые уже происходят, и тех, с которыми всем нам еще неизбежно придется столкнуться в ближайшем будущем. Мир стоит на грани. Потребительская бездумная деятельность наших предков уничтожила наше будущее. Своим чрезмерным потреблением мы практически убили нашу планету. Мы, люди, как раковая опухоль в организме нашей планеты, продолжаем все стремительней и стремительней уничтожать наш единственный дом, нашу планету Земля. Прямо сейчас на нашей планете происходит процесс глобального изменения климата, на который мы, как человечество, повлиять уже не в силах. В то же время мир стоит на пороге технореволюции. Казалось бы, технический прогресс — это ожидаемый необходимый скачок в развитии цивилизации. Он открывает для человека безграничные возможности. Но, как мы сегодня услышали, развитие того же суперинтеллекта при условии сохранения в обществе потребительского формата взаимоотношений обернется для человечества глобальной катастрофой. Искусственный интеллект заменит все и всех. Последствия коснутся каждого. Неизбежным будет утрата работы, утрата возможностей обеспечения необходимых, даже базовых потребностей. Утрата гарантии завтрашнего дня, утрата шанса на существование для каждого из нас. Выживание подобно зверям, тотальное недоверие друг к другу, пугающая неизвестность. Вот что нас ждет в условиях потребительского формата. Чтобы лучше понять, к чему это приведет, достаточно трезво посмотреть на реальность сегодняшнего дня открытыми глазами.
Уже сегодня, в период мирового кризиса, вопрос безработицы стоит крайне остро. Наличие кризиса в обществе всегда сопровождалось социальной нестабильностью, нарастанием хаоса, общественными волнениями, бунтами, погромами. Давайте вспомним крупномасштабные протесты в США, которые привели к массовым беспорядкам. Да, в конечном счете их активно подавили с целью сохранения общественного спокойствия. Но почему они происходят? Не из-за той же безысходности. Инстинкт выживания, расовая дискриминация, неудовлетворенность уровнем жизни заставляет людей выходить на улицу для того, чтобы быть услышанными. Услышанными для того, чтобы выжить. Тяжелые условия существования способствуют отсутствию у людей объективного восприятия, сужению мыслительных процессов к точке собственного выживания. Как следствие, изначально мирная процессия людей превращается в агрессивное звериное стадо, которое крушит все на своем пути. Ведь мы с вами неоднократно это уже наблюдали. Так что же нам ожидать от общества с потребительским, эгоистичным мировоззрением, когда в скором будущем каждый окажется в ситуации выживания, на грани жизни и смерти? Кто сможет остановить не тысячи и даже не сотни тысяч, а многие миллионы агрессивно настроенных людей, у которых отняли будущее, отняли надежду на завтрашний день, отняли последний кусок хлеба? Вы спросите, кто у нас это отнимет? Я отвечу вам. Те, кто сейчас сидят сложа руки. Те, кто бездействует. Они не глупые. Они все видят и понимают. Но они обладают правом голоса и при этом ничего не делают. Они молчат. Наше будущее у нас уже сейчас, прямо сейчас, отнимают пассивные граждане нашего общества. Худшего вреда, чем безразличие, на сегодняшний день нет. Таким людям плевать на человечество, плевать на планету. Эти эгоисты пренебрегают даже своими близкими, своими детьми. Эти иуды за 30 серебряников продают наше будущее. Но все мы помним, чем в конечном счете закончил Иуда. Их эгоизм затуманил им взор. И они сейчас не видят, что в ближайшем будущем они своим сегодняшним безразличием убивают не только себя, но и становятся убийцами миллиардов, убийцами всего человечества. Я обращаюсь к тебе. Задумайся. Разве ты хочешь лишить будущего собственных детей? Разве ты желаешь смерти своим близким и любимым? Разве ты хочешь своим бездействием убить всю нашу цивилизацию? Задумайся. Почему такое безразличие и бездействие, граничащее с суицидом, доминирует в сегодняшнем потребительском обществе? Согласись, если такое будет превалировать в нашем обществе и дальше, то негативный исход для нас всех абсолютно справедлив. Значит, мы это заслужили, потому что мы выбираем такой гибельный путь именно сейчас своим безразличием. Хотим ли мы для себя такого развития событий? Или мы хотим построить общество мира и созидания? Каждый здравомыслящий человек должен задать себе этот вопрос. Только вместе
мы сможем противостоять тому, что уже происходит, и тому, что произойдет, если мы хотим будущего для своих близких, детей и, в первую очередь, для себя. Так мы и дальше будем оставаться рабами потребительского мышления и прятаться, как трусы, в дерьме собственного эгоизма, делая вид, что нас это не касается? Я говорю нет. Время лжи и пустых надежд прошло. Взошло солнце правды. Пришло время каждому принять личную ответственность за свой выбор. Пришло время нам стать настоящими героями, людьми чести, совести и достоинства. Мы люди. Вместе мы можем многое. Впереди нас ожидают тяжелые времена, но надо помнить, что исход событий мы формируем сами и зарождаем его именно сейчас своим собственным выбором. В наших силах не только преодолеть грядущие несчастья, но и построить настоящую цивилизацию, цивилизацию мира и добра, для процветания будущих поколений. Все зависит от нашего выбора, от доминирующих приоритетов в наших головах, от нашей стойкости. Кем бы мы ни были, мы в первую очередь люди. И мы можем пойти навстречу друг другу и объединиться в созидательном взаимодействии уже сейчас. Тогда мы выстоим, мы выживем, мы возродимся. Мы можем мирным путем, без жертв и потерь, создать лучшее общество. Мы можем созидать, а не разрушать. Но объективный взгляд на сегодняшнее состояние общества говорит о многом для тех, кто умеет смотреть вперед. Что доминирует в нашем обществе? То, что доминирует в нашей голове. Конфликты, войны, противостояние, желание власти и денег. Уже сейчас в мире наблюдаются обострения социально-политических, военных, экономических, межнациональных, религиозных и иных конфликтов. Это просто антропологическая катастрофа. Это уничтожение всего человеческого в человеке. Для умных людей понятно, что с учетом развития новой технологической эры возникнут и новые стратегические риски и угрозы для всего человечества, которые не сравнятся с предыдущими вызовами. И преодолеть их в условиях сохранения потребительского формата будет просто невозможно. В итоге человечество само себя уничтожит. Именно поэтому считаю важным подчеркнуть, что на сегодняшний день проблематика войн и конфликтов серьезная, требующая глобального переосмысления всеми нами истинных их причин. Вдумайтесь, только за недолгий период начала 21 века в мире уже насчитывается более 50 крупных военных конфликтов. И география таких конфликтов и локальных войн, дестабилизирующих наш мир, только растет. И прибавьте к этому еще мировую статистику повседневных ограблений, убийств, нападений, плюс страх терроризма, потери работы и социального статуса, расовая дискриминация и расовое насилие.
Вы только вдумайтесь. В 21 веке, если ты другого цвета кожи, то тебя могут убить и не понести за это никакого наказания. И это мы называем цивилизацией. Осталось ли в нас, людях, хоть немного нравственности и сострадания? Или же деньги испортили всем нам мозги? Посмотрите, что творится в религиозных организациях. Казалось бы, нашей последней надежде на справедливость. Ведь мы не раз видели в истории, как жадность и гордыня всего лишь одного человека, представителя определенной религиозной организации, способны разрушить мир в обществе и привести к кровопролитным вооруженным столкновениям целых народов. К сожалению, борьба за власть и доминирование не прекращается и в религиозных организациях. Хотя все пророки призывали людей жить в мире и любви, то есть в созидательном обществе. Но потребительский формат до сих пор управляет нашими умами. На почве религиозных противоречий и непомерной жадности жрецов уже погибла огромная масса людей, и до сегодняшнего дня люди продолжают гибнуть. Об этом стоит задуматься всем нам. В какой мясорубке конфликтов мы существуем сейчас? И что нас, всех нас, ждет завтра? А какова причина всех этих войн и конфликтов? Нам отвечают: бизнес. Это всего лишь бизнес. То есть чей-то частный интерес. Тоже желание Иуды продать будущие цивилизации за 30 серебряников и потратить их на какое-то барахло. Но кто породил этих Иуд? Мы, потребители. Мы создали мир потребительства, где бизнес доминирует над здравомыслием. Мы творим все возможное, чтобы заработать денег, не задумываясь о последствиях. Мы же создаем условия, которые убивают человечность в людях. Мы, потребители, разделили мир на бедных и богатых. Мы, потребители, стимулируем у одних жадность, гордыню и алчность, бесконечную погоню за прибылью, а у других зависть, ненависть, борьбу за выживание, суженность мышления. И все это в итоге сеет в наших головах безразличное отношение друг к другу, к будущему нашей цивилизации, делает нас глухими и слепыми перед надвигающейся глобальной катастрофой, которая сметет все и всех на своем пути, и бедных, и богатых. Сегодня мы пожинаем плоды доминирования потребительского формата взаимоотношений. Задумайтесь, разве каждый из вас счастлив? Нет. Мы думаем, что счастлив кто-то другой, кто живет лучше нас. Но счастлив ли тот человек? Подойдите и спросите его. Поговорите с ним по-человечески, и тогда вы оба поймете, насколько этот мир прогнил. И что с этим надо что-то делать. Если же мы сегодня не начнем действовать, договариваться друг с другом, мы окончательно утратим наше будущее. Всем нам пора забыть обиды и претензии друг к другу. Всем нам пора открыть глаза и трезво
взглянуть на то, что происходит в нашем мире, что происходит в нашем общем доме. Если сейчас мы не договоримся все вместе и не примем решение изменить формат общества из потребительского на созидательный, если сейчас мы ничего для этого не сделаем, то завтра нас ждет как минимум сокращение населения на 95%. Как бы дико и античеловечно это ни звучало. А это значит, все мы, подчеркиваю, все мы, наши семьи, наши дети, внуки, наши родственники, наши друзья, наше окружение, всех нас завтра уже не будет. Вы скажете, это несправедливо. Но в потребительском обществе, с учетом происходящей ныне технологической революции, замещения роботами человеческого труда, сокращение населения на 95% — это вынужденная мера для предотвращения катастрофических последствий. В противном случае, кто остановит голодные бунты миллиардов агрессивных, обездоленных людей, выкинутых на улицу? Людей, нас с вами, оставшихся без работы и средств к существованию. Разве мы согласны с таким развитием событий? Но кто останется в числе тех 5%? Кто и каким образом будет проводить этот отбор? И какой цвет кожи будет доминировать среди этих оставшихся в живых людей? А разве мы 95% не люди? Разве мы с вами не люди? Разве мы все, вне зависимости от нации, цвета кожи, пола, вероисповедания и социального статуса, мы не люди? Нет. Мы люди. И имеем право на жизнь. И каждый из нас это должен доказать именно сейчас, своими активными действиями в построении созидательного общества, ради нашего общего будущего, ради будущего всего человечества, подчеркиваю, ради выживания всего человечества, а не всего лишь 5%. Сам потребительский формат создает условия для разделения нас. Мало кто понимает, что на самом деле данная попытка сокращения населения никого не спасет, и тех оставшихся в живых 5% тоже. Потому что основной причиной нашего уничтожения будет сохранение потребительской модели общества. В итоге, лишившись общего эгрегора цивилизации, оставшиеся в живых люди просто как крысы в бочке сожрут друг друга, а последних уничтожит климат. Ведь эгрегор цивилизации — это люди, а не деньги. Это наша общая энергия. Это наш совокупный потенциал, который не заменит ни один робот, ни один, даже самый мощный искусственный интеллект. Но наш общечеловеческий эгрегор проявляется только в сплоченности и единении всех нас. Не случайно именно перед грозящими глобальными катаклизмами природа породила нас в количестве 8 миллиардов, вопреки войнам и насилию в обществе. Это именно та цифра, благодаря которой общий человеческий эгрегор цивилизации способен сделать эволюционный прорыв, а также устоять перед надвигающимися глобальными катаклизмами. Давайте говорить честно. Мы не знаем природу. Мы не знаем Землю.
Мы не знаем космос. Мы не можем предугадать их действия, где и что завтра произойдет, какой внезапно случится катаклизм. Всем, чем владеет наука, это гадание на основе гипотез, которые разрушаются как карточный домик при столкновении с реальностью. Ведь если что-то в природе случается, это имеет свои глубинные причины и последствия. Но в эпоху глобальных кризисов и природных катастроф в одиночку никто не выживет. Здравомыслящие люди понимают, что единственный путь, в котором человечество сможет выжить в тяжелые для всех времена, не прибегая ни к сокращению населения, ни к самоуничтожению, и при этом сохранив и приумножив технические и интеллектуальные достижения цивилизации, это построение созидательного общества. Создание лучшего будущего возможно только во всем мире при участии большинства населения нашей планеты в построении созидательного общества. Время рабства потребительского формата подошло к своему завершению. Наступает время осознанного выбора каждого человека. Это начало новой эпохи нашего общечеловеческого созидательного взаимодействия. Это начало нашего настоящего знакомства друг с другом. Многие говорят о лучшем мире, но они всего лишь говорят и в то же время бездействуют. Ведь за 6000 лет потребительского формата никто так и не пошел дальше своих обещаний, не построил прекрасный мир для людей, а лишь за счет отобранных жизней людей улучшил свое благосостояние. И это всем нам надо помнить. И сегодня никто, кроме нас, этого не сделает. Сегодня никто, кроме нас, не спасет мир, утопающий во лжи. Согласитесь, нет ничего проще, чем давать пустые обещания. Намного сложнее сказать правду, и не только всему миру, но и самому себе. Намного сложнее переступить через свой эгоизм и объединиться. Намного сложнее взять ответственность и начать действовать во благо нашего общего будущего. Будить и информировать тех, кто еще зомбирован и зашорен потребительским форматом. Это единственный путь, чтобы всем нам выжить. Так могут поступать только настоящие герои. Согласитесь, ведь в нашем потребительском формате практически все живут в страхе, эгоизме, в заботе лишь о себе. Люди не прослеживают причинно-следственные связи, абстрагируются от решения важных, общечеловеческих проблем. Они перекладывают ответственность на других, словно маленькие дети на родителей, а сами стоят в сторонке. А аллатровцы же — это взрослые, ответственные люди. Мы — волонтеры из разных стран мира, участники международного общественного движения «АЛЛАТРА», объединяемся, чтобы выжить. Мы делаем это ради человечества, ради всех нас, на благо каждого, исключительно мирным, цивилизованным путем, не разрушая, а созидая. Нельзя построить мир через разрушение. Сейчас важен каждый человек. Аллатровцы делают многое, но без тебя, мой друг,
наши возможности гораздо меньше, чем с тобой. Только вместе мы сможем противостоять надвигающейся катастрофе. Если хотим будущего для своих детей, для своих близких и в первую очередь для себя. Только сообща, только в объединении мы сможем стать по-настоящему единой цивилизацией. Вы знаете, дети как-то меня спросили, а что такое подвиг? И я задумался, а что такое подвиг в потребительском обществе? Ведь термин «подвиг» в истории человечества применяется ко многим сражениям, событиям различных войн. Сколько было пролито крови, сколько жизней было погублено, и все ради чего? История гласит о разных примерах, но глобальная суть их одна — укрепление власти, потребительского формата на человеческой крови. Может, не надо нам больше таких подвигов и такой ценой? Может, хватит называть подвигом историю прошлого, прописанную нашей человеческой кровью? Может, лучше совершать подвиг в том, чтобы исключить любые прецеденты к насилию, голоду и человеческим убийствам, ограничить низменные качества и возродить в людях все человеческое. Мы можем совершить подвиг в том, чтобы объединиться и вместе построить нормальное, здоровое общество, созидательное общество, в котором ни один ребенок в мире не останется больше сиротой, а матери никогда не испытают горя утраты. На сегодняшний день в потребительском формате наивысшей ценностью являются деньги, а в созидательном обществе — жизнь человека. Запомните это, люди. Самое ценное — это жизнь каждого человека. Жизнь людей, в том числе и твоя, и моя. Первая основа созидательного общества гласит: нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит, ценны все люди. Пришло время вернуть наши истинные ориентиры и ценности. Наш выбор — мир и созидание. Наша главная ценность — жизнь каждого человека. Наша опора — человечность. Наши ориентиры — будущее наших детей. Наша цель — созидательное общество. «АЛЛАТРА» — это последний оплот человечества. В этом и смысл «АЛЛАТРА», чтобы мы все выжили. В этом суть. «АЛЛАТРА» для этого и создавалась не для кого-то, не для чего-то, а для всего человечества. В этом смысл проекта «Созидательное общество». Это единственный путь спасения для всей цивилизации. «АЛЛАТРА» — это уникальный пример всеобщего объединения человечества. Здесь объединились представители разных рас, национальностей, вероисповеданий. Те, кто понимают всю сложившуюся ситуацию, с трезвым взглядом смотрят на мир и надвигающиеся бедствия и активно действуют в построении созидательного общества, несмотря ни на что. Здесь объединились настоящие люди, действительно настоящие герои. Они стремятся донести правду до людей. Они видят будущее, в отличие от других, и сейчас делают все для спасения человечества. «АЛЛАТРовцы» бескорыстно действуют на пользу других, не считаясь со своими личными интересами. Они тратят
собственное время, собственные средства, подчеркиваю, собственные. Они транжирят государственные деньги, не выпрашивают какие-либо преференции или грантов и не зарабатывают на этом. Они не стремятся нажиться на катаклизмах, на горе человеческом. А они свое время и средства тратят на то, чтобы реально спасти людей, спасти нашу цивилизацию. И это, я говорю о вас, участники построения созидательного общества, волонтеры со всего мира, люди доброй воли, о всех вас. Ведь аллатровцы — это люди, в которых доминирует честь, совесть, человечность. Это все те, кто отказался быть зомби потребительского формата, перестал быть животным и стал человеком. Аллатровцы — это прогрессивное человечество. Это лучшие из лучших, которые объединили свои силы на то, чтобы спасти наш мир. Это пример настоящей заботы о людях. Аллатровцы — это настоящие герои нашего времени. Ведь настоящие герои — это не те, которые убивают друг друга, а те, кто спасает жизни друг друга и всего человечества. И в этом есть смысл самого движения «АЛЛАТРА» — двигаться в сторону жизни. Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Состоялась благодаря вам, аллатровцы, благодаря участникам проекта «Созидательное общество», благодаря умным, передовым людям, которые понимают необходимость действовать сейчас во благо будущего человечества. Их большая заслуга в том, что они не молчат. Они действуют. Сегодня, благодаря им, вы, друзья, узнали правду. Правду сегодняшнего и неотвратимость завтрашнего дня. Хочу выразить также огромную благодарность всем прогрессивным дальновидным людям. Благодарность всем, кто слушает и понимает. Благодарность всем, кто собственными силами, возможностями и средствами пытается сохранить человечество. Не единицы сохранить, а пытается сохранить все человечество. Кто не спит ночами, кто тратит собственные силы, средства и время на то, чтобы завтра наступил рассвет для каждого, и чтобы у нас, у всех, был завтрашний день, чтобы мы увидели, как восходит солнце, солнце правды, которое светит для всех. Сегодня мир делится на тех, кто своим безразличием, молчанием, жадностью, бесчеловечностью уничтожает наш мир, и на аллатровцев, тех, кто спасает наш общий дом и делает все от них зависящее, чтобы у нашей цивилизации было будущее. Сегодня мир делится на черное и белое, и серого больше не будет. Мы, аллатровцы, всецело следуем по пути спасения человечества, всех нас, и будем следовать, пока из бури невзгод нашего времени не восстанет справедливость, пока весь мир не будет в безопасности. Мы пытаемся докричаться до глухих и достучаться ударами собственного сердца до бессердечных. Мы пытаемся дать шанс тем, кто от него отказывается. Потому что только вместе мы сможем выжить. Только все вместе мы сможем стать единой цивилизацией. Сегодня каждый должен принять решение. Или мы,
оставляем все как есть, и будь что будет, и своим безразличием пускаем под откос поезд под названием человечество, уничтожая себя же, или же мы приложим максимум усилий, чтобы спасти нашу планету, дорогих нам людей, родных, близких, своих детей и самих себя. Если мы этого не будем делать или оставим все как есть, пустим все на самотек в надежде на то, что за нас кто-то сделает, то наши дни сочтены. Никто за нас этот выбор не сделает. Никто, кроме нас. Если у нас сердца не горят за каждого человека в этом мире, не болят за каждого несчастного ребенка, тогда кто мы? Прежде всего, нам нужно дать ответ самим себе, глядя в глаза своих детей, глядя в глаза своих матерей, своих любимых. Стоит ли нам спасать этот мир? Ответить на этот самый важный вопрос, стоящий сегодня перед всем человечеством. Но ответить должен каждый из нас. Так стоит ли спасать этот мир или не стоит? Я скажу за всех здравомыслящих людей планеты. Да, стоит. А сейчас я хочу обратиться к тебе, мой дорогой друг. Спасение всего человечества в твоих руках. Да, друг мой. Именно в твоих руках. Ты уже знаешь, что сегодняшнее положение мира более чем критическое. И спасти этот мир без тебя невозможно. Такова на сегодняшний день наша реальность, когда выбор неизбежен: либо смерть, либо жизнь. В нашем объединении и самоорганизации наша сила и наше спасение. Только с построением созидательного общества мы победим смерть и обретем возможность жить. Но без тебя, мой друг, мы ничего не построим и никого не спасем. Ни тебя, ни себя, ни человечества. Мы люди. Мы достойны созидательного общества. Его стоит построить ради будущего наших детей, наших потомков, ради будущего всего человечества. Так давайте, наконец, друзья, мы объединимся и позволим наступить эпохе торжества справедливости, эпохи торжества жизни. Для этого нужен каждый из нас.